Доброго времени всем. Ильгар, приветствую. Всем доброго дня. Привет. Доброго времени всем. Привет. Ильгар, приветствую. Добрый день, приветствую всех. Всем доброго дня. Привет. Доброго времени всем. Привет. Ильгар, приветствую. Добрый день, приветствую всех. Всем доброго дня. Ну что, давайте подождем еще тогда минуточку, Лев, и начнем. Да, отличный план. Добрый день, коллеги. Да, добрый день всем в разных уголках мира, в разных кораблях и в одном большом корабле по имени планета Земля. Сейчас тогда минуточку и начнем наше прекрасное обсуждение и чудесную воскресную встречу. Как у Димы там красиво какие-то сады, семирамиды. Да, да, я вам тут немножечко передаю красоту планеты Земля. Вау. А у меня тут 3 утра, и такая музыка, что ощущение, что мы летим на этом космическом корабле. Вот. И космос просто бесконечен. Так что я передаю вам это ощущение космического полета. Ну, я тогда его принимаю. Я сейчас под Санкт-Петербургом. Вот здесь удивительно, с 1965 года подряд более 2 недель солнце. Вот, с небольшими дождями, но как будто резко начало все прорастать, зеленеть. Вот, и сейчас я пришла с прогулки с собаками, слушала, как птицы поют у нас тут над полем, потому что летят птицы с зимовки и останавливаются на поле. Да, вот это встречи. Вот, и прилетают Да-да-да. лебеди, цапли, аисты, утки. И
такой гомон стоит, что ощущение, что не просто на корабле летишь, на котором люди, а огромное количество живых существ, которые включаются, которые поют, звучат, приносят другую мелодию, другую динамику, и понимаешь, что ты думаешь о них тоже, создавая проекты, думая о том, как развиваться самому, потому что такой вот, не знаю, неотъемлемая часть, которую очень важно не забывать. И вот я пришла с этим ощущением гомона птиц, свежего поля, свежего ветра и какой-то такой вот многоязыкости, многомелодичности мира, потому что это не какофония, это какая-то симфония звуков жизни. И вот она во мне до сих пор так еще и звучит. Вот, и я тогда, может быть, кому-нибудь, кто хочет тоже поделиться, прежде чем мы стартанем, да, своим состоянием, вот этой вот ощущением связанности с пространством, с миром вокруг, может быть, вы поделитесь, что у вас, кто хочет. И мы дальше уже немножечко начнем говорить. Добрый день, я в Баку. Приветствую всех. Замечательный день, прекрасная погода. Вижу, как у вас там все замечательно, красиво. У Димы особенно там были прекрасные цветы. У нас тоже сейчас началась такая пора. Именно цветы пошли. Спасибо Льву, что уже несколько дней такая великолепная возможность. Так, всемирно такой саммит, люди, которые ощущают то, что происходит. Спасибо Кате, она вот передала то чувство, которое как раз я тоже сейчас ощущаю. С утра очень много птичек, очень много тут разных цветов, разных звуков. Думаю, что сегодня у нас будет очень интересная, насыщенная встреча. И как раз мы жители большого такого корабля, и мы идем, и мы ответственны. И приветствую всех. Да, дорогие друзья, ну что, я предлагаю, наверное, нам перейти к нашей первой сессии сегодняшнего дня. Мы вчера и позавчера проводили, наверное, больше 30-40 даже прошло различных встреч. Вот Александра участвовала в нескольких, я помню. Спасибо, что сегодня у нас, так сказать, я вижу репрезентации из Азии, из Европы, из Америки. Вчера участвовали еще коллеги из Австрии, из Австралии, из Африки, действительно покрывая собой как бы всю территорию планеты Земля. У меня музыка звучит, кстати, если можно ее выключить, можем, конечно, с ней оставаться, но мне кажется, будет лучше качество звука, если мы ее выключим. Поэтому прошу наших коллег музыку убрать. У вас звучит? Это у меня, знаете, что это? У меня в YouTube, наверное, она включена. А вы слышите ее? Да? Я думал, что это у нас общая какая-то. Думаю, какая красивая. Сейчас, секундочку, тогда извините. Кстати, я пошлю сейчас эту ссылочку, возможно, вам понравится потом ее послушать самим. Называется Soft Sounds. Потрясающий какой-то лейбл скандинавский. Вот я ее там сюда пошлю. Можно будет послушать потом. Вот у нас сессия сегодня первая, которую мы проводим. Я передам сейчас нашим друзьям и коллегам. Вот, но буквально короткое вводное. Мы готовились, когда к встрече с кругом сооснователей школы эволюционного лидерства. Мы вспомнили, что, собственно, вся идея саммита Дня планеты Земля, она родилась из встречи, которая прошла, наверное, 7 уже лет назад, когда Павел Лукша предложил отметить этот же день в виде дня Spaceship Earth, дня корабля, космического корабля планеты Земля, идея, которую, собственно, в свое время, лет 100 назад уже предложил Бакминстер Фуллер, известный, я бы сказал, эволюционист, человек, который очень многое сделал для развития идей о единстве человечества на планете Земля и единстве всей жизни.
на планете Земля. Мы, возможно, про это еще сегодня поговорим немножко и затронем. И неудивительно, что именно школа эволюционного лидерства, проект, который развивается уже много лет, ну вот в таком виде оформился в сентябре этого года. Именно с ним мы открываем сегодняшний день, который мы удивительным образом назвали международным, International Day, на глобальном саммите. Это немножко смешно, потому что каждый день был очень международный. Но сегодня мы говорим на разных языках этой планеты. У нас было все на английском, а сегодня будет и на турецком, и на азербайджанском, и на удмуртском, и на финском, и на хинди, и на китайском, и так далее, и так далее. Вот, и вот эта сессия проходит на русском языке, поэтому приветствуем всех, кто смотрит нас вживую, в YouTube будет смотреть в записи. Эта информация будет нарезана, и потом рассылка пойдет по всем городам, так сказать, на разных континентах. И если можно, я передам сразу слово, наверное, Кать, тебе, чем ты хочешь поделиться сейчас, и приглашаю всех включиться в наш круг. Да, спасибо большое, Лев. Как бы я сделаю такой, наверное, короткую вводную, и потом мы как сооснователи школы включимся, как мы это любим, красиво, в поддержке друг за другом. Вот. Для меня, конечно, большая важность и того, что сейчас происходит, и, собственно говоря, и фестиваль, который проходит, вот он каким-то удивительным образом отражает мое видение того, как должен происходить разговор о мире будущего в следующие годы. Да, то есть вот планирование, обсуждение, поиск, нащупывание разных городов, разных стран, разных разговоров и разных языков. И для меня, наверное, вот это вот Международный день на глобальном форуме, это как раз про вот эту вот многогранность, многозвучность, многозначность, потому что даже сейчас вот мы все сооснователи, мы находимся абсолютно в разных странах, и при этом мы очень связаны, мы находимся в разных культурах, в разных средах, но при этом мы чувствуем большую связанность и действительно чувствуем себя такими вот не просто гражданами какой-то страны, а гражданами большой планеты, в которой мы двигаемся, и на самом деле, двигаемся в своем развитии в сторону развития и всей планеты тоже. Вот и Дима наш тоже подключается, Риман, он тоже из другой страны. То есть на самом деле мы вот такие вот, как будто опоясываем своими объятиями, своими руками, своими смыслами, действиями как раз планету. Почему возникает разговор про эволюционное лидерство и вообще про тему эволюции? Да, то есть мы понимаем, что сейчас мы живем в каком-то таком достаточно уникальном времени, очень быстром, очень сложном. С одной стороны, кажется, что нас так много, и все отвечают за какую-то часть развития мира, что кто-то там принимает решения, кто-то живет свою жизнь, кто-то настраивается. На самом деле нет. На самом деле, чем больше нас становится, тем более вовлеченными мы становимся в создание будущего нашей планеты, и тем больше от действия каждого, от его включенности, осознанности, от его готовности двигаться вперед, а не застревать, зависит то, каким будет мир. То есть от самых простых действий, ежедневной практики каждого человека зависит то, в какой из многомерных сценариев мы движемся и как мы направляем этот корабль наш, на котором мы, собственно говоря, летим, в некоторое благоденствие, в некоторую гармонию, созвучие и возможность жить в том будущем, которое нас вдохновляет, которое делает нас здоровыми, делает нас связанными, устойчивыми, сильными, или же в будущее, в котором мы, например, начинаем терять опору на себя, терять связанность друг с другом, и от этого, по сути, от выбора каждого зависит то, куда мы придем. И поэтому, когда мы говорим про эволюционное лидерство, мы понимаем, что это определенный путь, это определенное движение каждодневное, когда через свои процессы, через свои изменения в профессиональной деятельности, в личной практике, в отношениях с близкими, в отношениях с коллегами, мы каждый день простраиваем следующий шаг в то будущее, которым хочется быть, в котором хочется реализовываться. Смело берем вызовы, двигаемся вперед. И в этом плане приход к эволюционному лидерству – это некоторая история про взросление внутреннее, как отдельного человека, так и группы людей, так и всей планеты целиком. И
для нас, как для школы, как для такого вот большого, ну, как бы уже растущего сообщества, нам очень важно не просто говорить о возникновении этого эволюционного лидерства как феномена, но еще и практиковать его и в построении самого сообщества, выстраивании процессов, которые у нас там внутри положены, в тех программах, которые мы запускаем, в тех форматах, которые мы предлагаем нашим участникам и нам самим. То есть мы как пилоты большого космического корабля, двигающегося к эволюции, мы, собственно говоря, и сами его, с одной стороны, как будто направляем, но и сами внутри него находимся. И сами исследуем, и сами принимаем те вызовы, которые к нам приходят. И, собственно говоря, вот спустя там какое-то время долгое наших исследований совместных, там и мы с тобой много пересекались, и с нашими сейчас уже соавторами, сооснователями школы в разных контекстах, мы пришли к пониманию того, что вот расти можно как некоторая не просто институция, а как живое сообщество, горизонтальное сообщество людей, объединенных смыслом общего построения здорового, процветающего будущего. Ну и вот мы через это двигаемся. И для меня тема про эволюционное лидерство – это не просто про проект, не просто про какую-то идеологию. Для меня это действительно мой образ жизни. Ежедневно с этим сталкиваться, проявлять его в взаимодействиях с ребенком, в отношениях с семьей, в выстраивании проектов и в практике, которую мы делаем совместно с нашими прекрасными сооснователями и участниками. Сейчас мы про это чуть-чуть больше расскажем. Я бы хотела позвать Ильгара, Диму, Петю включиться в, может быть, рассказ о том, а что для вас эволюционное лидерство и какую значимость вот именно сама школа для вас ну, как бы отражает какую часть жизни, чтобы вы вот могли увидеть эту нашу как бы именно вот многозвучность и пронизанность темами эволюции в каждом из нас. Угу. Спасибо, Катя. Я уже возьму эстафету тут. Ну, во-первых, вы затронули очень важные моменты. Я бы хотел тоже вот остановиться и сфокусироваться на этих моментах. Вопрос именно ощупывания. Именно идет процесс, потому что на сегодняшний день никто не может сказать, что он все знает, и есть готовые рецепты и все остальное. Мы пришли к такому этапу, когда понятно, что так называемый постмодерновый мир, этот мир, как бы, который именно кричит о том, что процесс развития человечества идет неправильно. Вот есть тупик, и всякие такие вот именно заявления, что все, мы все знаем, уже все понятно, сейчас наоборот. Все понимают, что нет, такого нету, ни в плане человеческого, ни в плане в целом жизни. Вот это самое главное. И вот, скажем так, сегодня вот такой антропологический поворот, такой период перехода, период реконструкции, период вот именно постмодернового именно крика, экзистенционального крика. И тут что дальше? Тут самое главное именно начать вот экспериментировать, начать именно прочувствовать, что происходит. Тут самое важное, что уметь слышать, вот именно уметь слышать. А когда мы научимся уметь слышать, тут именно появляется необходимость многогранности, как вы отметили, многозвучности, многомерности. И вот это очень важные моменты. И самое главное вот момент того, что умение именно брать вызовы. Умение брать вызовы. И наверняка взросление это все это в себе соединяет. Если мы не сможем брать вызовы, мы не сможем брать вызовы, то смело брать вызовы, то никакого взросления не будет. И самое главное, это не просто теория, а именно школа эволюционного лидерства и вот наши все коллеги, все сооснователи. Для нас важно то, что мы говорим, то, что мы ожидаем, то, что мы представляем в образе будущего. Это практиковать. Это практиковать. Да, это трудно. Это иногда первый раз мы эту тропу проходим. Но именно это идет через именно вот, я думаю, ценность нашей школы, она заключается в том, что мы как бы хотим практиковать тот образ будущего, который мы представляем. Вот это очень важный момент, и это очень вдохновляюще. Это очень вдохновляюще.
И то, что сегодня мы в День Земли обсуждаем это очень уместно, потому что школа эволюционного лидерства как раз-таки школа, которая призывает к тому, чтобы мы осознали, что мы здесь не одни на этой земле, на этой вселенной. Мы ответственны, есть блага, надо осмыслить все это. И через это мы можем прийти именно к взрослению и пониманию всего этого. Я желаю всем, чтобы сегодня мы умели научились именно слышать друг друга. Спасибо. Спасибо, Ильгар. Дима поднял руку. Действительно, слышать друг друга – это вот, мне кажется, одна из самых важных таких парадигм нового времени, особенно когда важность каждого голоса присутствует, и нужно именно уметь слышать. Не просто давать пространство выговариваться, а именно слышать каждый голос и учиться этому как базовой практике ежедневной. Дим, пожалуйста. Да, всем привет, друзья. И Ильдар, спасибо тоже за вдохновляющие слова. Мне сейчас как-то хочется, наверное, продолжить вот эту тему, да, про постмодерн, про слушать друг друга, но зайти с такой историей в нее про человеческие взаимоотношения вообще, и не только человеческие, что когда рождается маленький человек на этом космическом корабле, у него, да, такая форма отношений, которая называется полная зависимость. Если там родители о нем, да, не позаботятся, то он умирает, собственно. И дальше, да, в какой-то момент происходит такое осознание, переосмысление этого и выход в такую автономность. Что люди, да, такие начинают замечать, что вот, оказывается, есть я там, есть мое тело, есть мое сознание, в общем, что я весь такой независимый, самостоятельный. И вот, да, как будто есть такое ощущение, словно бы, да, если мы вот эту вот призму так накладываем на мир в целом сейчас, то, да, можно так сказать, да, что человечество вот так как будто, да, немножечко подзастряло на вот этой стадии, да, подтверждения своей автономии, независимости. И это транслируется во многом там из позиции популярной психологии и из того, что мы видим там в политике, да, всякие этноцентрические вещи. А на самом деле, да, это ведь всего лишь одна из стадий, ну, такого в каком-то смысле выхода из вот этой полной зависимости, да, а следующая стадия, более взрослая, это как раз про такую взаимозависимость, да, когда люди могут быть вместе друг с другом не как вот какие-то отдельные, в общем, куски, которые непонятно чем там, да, соединяются, а когда это какая-то общее поле, что-то такое, какая-то разделенная глубина совместная. И для меня вот история про эволюцию, она как-то всегда звучит вот в этом ключе, да, что это выход вот в какое-то осознание вот этой взаимосвязанности, сплетенности, в общем, да, всех со всеми, некой такой, ну, взаимной ответственности, что ли, друг за друга, да, ну, то есть, не знаю, как бы, а как можно там сделать прям вот действительно искренне кому-нибудь плохо и больно, если ты понимаешь, что вы соединены чем-то, да, что вы прямо вот из одной земли сделаны, да, земля сделана из неба, и все вот это вот, как такой спрессованный кусок этого неба. И для меня, наверное, то, что вот называют эволюционным лидерством сейчас в первую очередь про вот это вот нахождение, распознавание, да, в разных контекстах, будь это контекст моей индивидуальной жизни, будь это контекст взаимоотношений с людьми, будь это контекст проектов и бизнеса, да, искать вот эту вот взаимосвязанность и стараться как-то смотреть и действовать из нее. И дальше там как будто начинает вот разворачиваться такой процесс интересный, да, из вот этого, что это уже начинает потихонечку выходить в какой-то момент за пределы, словно бы только человеческого нашего опыта. И я в последнее время прям как-то много в этой связи размышляю о шаманизме, да, может быть, о том, что можно назвать так
стоило бы назвать таким, да, интегральным шаманизмом, когда мы, да, говорим про это, вот не из такой дорациональной позиции, а уже из пост, да, рациональной, что есть очень много живого на Земле, и это не только мы, это живое, оно тоже умеет общаться, и нам нужно как-то научиться, да, с этим живым взаимодействовать. И, соответственно, да, если я понимаю, что мир живой, из этого тоже прям начинает литься много чего такого классного, что, значит, я тоже должен быть живым, чтобы с ним взаимодействовать. А мертвым живым как-то не очень. И вопрос, как мне, значит, да, становиться живым, что мне нужно сделать. И если, да, вот брать такую какую-то, да, метафору, да, традиционного шаманизма, там есть вот это земля и небо, там, да, наш папа, земля, наша мама, и это какие-то такие живые силы, с которыми можно вступать в контакт, а сейчас на Земле появляются как будто бы наши дети, то есть тоже что-то, да, потенциально живое, это потенциально живое, пока нам там генерят цветные картинки, отвечают в чате, но они еще маленькие. И когда они вырастут, да, то нам тоже как-то придется с ним взаимодействовать. И вот вопрос, мы с этим будем взаимодействовать как с инструментами или как с чем-то живым тоже. И вот эта вот вещь, она тоже кажется, да, очень про эволюцию, про что-то, ну прямо вот, про те, что ли, звездные карты, да, по которым этот корабль Земля может приплыть куда-то в правильное место, в новую Землю, не наткнуться на риф, там, на айсберг и не утонуть в итоге в пучине. Вот, у меня такие слова сейчас родились, готов передавать. Спасибо большое, Дима. Петя, как ты? Лев хочет. Лев, да. Я просто хочу откликнуться на то, что и Катя, и Ильгар, и Дима уже сказали. И я думал про вот ту тему, которую мы выбрали, что космический корабль планеты Земля, на котором мы как человечество летим в космосе прямо сейчас с огромной скоростью, и где готовят команду на этот корабль, да? То есть каким образом люди начинают осознавать себя таковым, потому что, ну, я, например, про себя скажу, мне вот 49 лет, и я вовсе, конечно же, не осознавал себя никаким ни гражданином там, планеты Земля, не осознавал, что лечу в космосе до какого-то периода в своей жизни. И вот этот интересный переход, по-моему, как раз Ильгар про него говорил, то есть от того момента, когда мы чувствуем себя отделенными существами, там, со своим каким-то паспортом, своей семейной историей, вот, но нас мало касается и мира вокруг, и уж тем более другие формы жизни, про которые Дима сейчас тоже упомянул, про которые мы часто говорим и пишем, да. То есть наше сознание у каждого человека более-менее развивается в течение жизни, ну, все приходим с разными какими-то установками, понятно. И вот каким образом можно активировать, может быть, этот процесс дополнительно, да, или создать среду, в которой внутренняя эволюция происходит более интенсивно и при этом гармонично, да, то есть среда заботы, но при этом среда стимулирующая. И, наверное, вот такого рода контексты и среды мне очень повезло, у меня с детства, благодаря, ну, назовем так, знакомым моих родителей, была очень похожая среда. И я понимаю, что создавать такие среды – это огромное благо вообще для мира. То есть это как такие инкубаторы, акселераторы глубинного сознания человека. Попадая в среду с людьми с подобными ценностями, мы начинаем гораздо быстрее, как цветок, да, или как вот действительно разные растения в теплице начинают раскрываться и плодоносить гораздо быстрее и более защищенном таком, в каком-то смысле, environment, да, в среде. И вот в этом смысле для меня школа эволюционного лидерства, к которой я сам притянулся, там вот на какие-то курсы, которые были еще раньше, и вот в этом году, ну, имеется в виду полгода назад, для меня это как раз пример такой уникальной среды с людьми, каждый с своей уникальной судьбой, да, вот я потом Пете передам тоже, и со своими уникальными какими-то компетенциями, взглядами на мир. Но видно, что это те люди, которые постоянно двигаются по пути внутренней и коллективной эволюции. И мне кажется, что, вот возвращаясь к Бакминстеру Фуллеру, он говорил о том, что он, про него кто историю не знает, это, так сказать, ну, и философ, и практик, и дизайнер систем, сложных живых систем.
Вот, и у него была очень интересная жизненная история, про которую я недавно только узнал. Он был капитаном корабля, там более 100 лет назад, по-моему, в американской армии, если не ошибаюсь. Потом ушел на гражданскую, так сказать, службу и силой волей обстоятельств оказался в большой бедности. То есть у него была семья, были дети, и в какой-то момент ему нечем было кормить буквально свою семью. И он не мог найти работу и прочее. И у него были такие мысли суицидального немножко наклона уже, вот, что как можно жить, где человек не может просто-напросто выполнять свою роль и мужчины, и кормильца семьи и прочее. И тут у него случился какой-то вот этот внутренний переворот, как часто бывает в сложных жизненных обстоятельствах, когда уходят старые идентификации и появляется что-то новое, пробуждается что-то более глубокое. Я уверен, что многие из нас с этим сталкивались, кто-то, возможно, проходит сейчас такие ситуации. И вот я думаю, что коллеги тоже, возможно, поделятся, что вот это, как говорят, да, вот когда гусеница превращается в бабочку, вот эти имагинальные клетки перехода в новое состояние. У человека они проходят тоже очень часто через периоды вызовов, травм, смертей, болезней, и так далее. И вот у Бакминстера Фуллера произошло как раз вот эта трансформация, и он принял для себя решение, что человек – это существо творящее, каждый из нас, да, у нас огромный творческий потенциал, и он посвятит свою жизнь тому, чтобы показать, что один человек может сделать, проявляя свои вот эти творческие эволюционные способности. И действительно, постепенно у него сформировалась миссия, которая звучала примерно так, что создать условия для жизни, при которых 100% всех людей будут иметь возможности для реализации, эволюции в течение этой жизни. 100%. То есть не только кто-то привилегированный, а действительно все. И 100% форм жизни на этой планете тоже будут иметь возможность для гармоничной жизни и развития. Сейчас я туда погружаться не буду. И вот, соответственно, где же мы сегодня можем, заинтересовавшись всеми этими темами, каждый находит свой путь. Но я думаю, что я вот искренне приглашаю всех узнать больше про школу эволюционного лидерства, про те проекты, программы, которые мы ведем, потому что мне кажется, что здесь собираются те люди, они очень разные, их гораздо больше, чем мы сегодня смогли собрать в одном, так сказать, зуме, потому что здесь вы можете найти не только ответы на свои вопросы, но еще те вопросы, которые будут двигать вас по жизни в течение многих месяцев, возможно, и лет. Передаю этим. Спасибо, Лев. Я пока слушал коллег, мысли путались и не понимал, что я хочу сказать. И как раз, Лев, когда ты говорил, у меня родилась какая-то связанность в этом происходящем. Я, кстати, действительно сейчас прохожу какой-то такой момент такой трансформации и разрушения старого, и отсутствия ясности про новое. Из этого момента сложно говорить. Сложно найти, что правда важно. Вот Лев обратился к нашей интересной разной судьбе. Не знаю, я по образованию физик, математик, ученый такой теоретический. Вот. Не только теоретический, разные там учили. И как-то вот мы лабораторно резали замороженный мозг генно-модифицированного мышонка на слои. Задался вопросом, зачем? Что мы пытаемся там найти? Возможно, пытаемся найти там сознание. И, конечно, мы его там не нашли. Это был не пик лабораторных исследований, а просто учебно-лабораторное, но, мне кажется, в этом примере очень показательно тот некоторый эволюционный тупик гегемонической научной картины мира, что само по себе в научной картине мира нет ничего плохого, но сейчас, мне кажется, есть проблема в ее единственности и ее редукционизме. Потому что сознание, конечно, невозможно найти, разрезая мозг. Я хочу привлечь такой сюда сложный термин, но красивый звучит, эмерджентные системы, эмерджентные свойства, что у элементов отдельности нету каких-то свойств, которые появляются при соединении системы в целом, причем определенным образом. Например, жизнь – это одно из таких эмерджентных свойств.
И сознание – это одно из эмерджентных свойств жизни. И это, может быть, ну, соотносится с тем, ну, о чем Дима говорил, да, в общем, и Ильгар тоже, ну, про вот эту целостность, поиск целостности и рассмотрение того, что мы не можем, только разделяя на кусочки, найти что-то эмерджентное, найти что-то, что присуще системе в целом. Мне кажется, где-то здесь и есть корни вот этой потери связи с природой, потери связи с родом, со своей внутренней самостью. Это, ну, такой редукционистский подход дал, ну, такой сильный эволюционный скачок науки. Там создали сложные механизмы, компьютеры. Но мы подошли к ну, барьеру, когда это дальше не работает. Даже, например, если взять здравоохранение, то мы научились хорошо, ну, как конструктор Лего работать с телом, ну, то есть, например, заменить какой-то там протез, поставить кибергизированный, лечить какие-то, ну, заболевания какой-то конкретной системы. Например, сейчас один из пиков, ну, основных барьеров медицины – это Альцгеймер, ну, просто потому что люди начали доживать до этого возраста, это рак, и, ну, то есть какие-то, называются, ментальные заболевания, ну, и другие, ну, которые обобщены тем, что это затрагивает всю систему в целом, что это какая-то интегральная позиция. Ну или нейронауки, что мы уже не можем дальше исследовать сознание, находясь вот в этой позиции отчужденности. И лес мы не можем изучать, посчитав количество листочков в лесу. А работать с живыми системами можно только став ее частью. В этом смысле шаман, например, является частью леса. Можем его вывести из леса и сказать, ну вот работай с лесом. И причинно-следственные связи там не такие очевидные, как мы привыкли в классической науке. И, ну, мой путь от ученого по образованию, я не работал по специальности, я работал какое-то время в корпорациях, и там тоже не нашел какой-то полноты и счастья. Я ездил, жил в разных экопоселениях, делал фестивали, и это было классно, но я тоже там не нашел целостности. Вот этот ответ уйти в экопоселение от этой цивилизации, он важный, и хорошо, что эта часть ответа есть. Мощность эволюции по функциональному разнообразию, как говорил Кропоткин. Хорошо, что эти ответы есть, но для меня этот ответ тоже был неполный. И для меня школа эволюционного лидерства как раз в том, как я могу интегрировать как можно больше аспектов этого мира, которые я, возможно, считаю неправильным, которые осуждаю, какая-то моя часть. И чтобы принятие не равно согласию. Я осуждаю войну, я осуждаю насилие над природой, но важно не избегать этого. Я сейчас говорю в первую очередь самому себе. Сначала принять это, чтобы иметь возможность с этим работать. И оказывается, что это одна из важных частей там, нашей миссии, мы писали в манифесте, что эволюционное лидерство – это про изменение вокруг через изменение себя. Мы не можем с этим работать отчужденно, как чинить машину. Возвращаясь к примеру с шаманом и лесом, мы можем только, соединившись, став частью этой системы, работать с собой и через это работать с миром. И для меня, ну, школа эволюционного лидерства на внутреннем уровне – это путь интеграции, ну, каких-то частей, которые маргинализирую в себе и в мире, которые я не принимаю. Как я могу с ними быть в себе? И это сложно, это местами мучительно. И какие-то категории, про которые, ну, сложно достаточно говорить, потому что для меня, например, я вот сейчас говорю, и мне кажется, что все слова обладают некоторой неполнотой. Как только они произнесены, они сразу же уже не идеальны. Вот, поэтому, ну, значимая часть моей работы – это, ну, практики какие-то, различные духовные, медитативные, дыхательные практики. Да, в общем-то, это 3 названия одного и того же, мне кажется. И я бы тоже на нашей сессии хотел провести некоторую недолгую практику, вот, но хочу с вами посоветоваться, там, сказать в частности.
тот ли момент сейчас или, может быть, чуть попозже. Спасибо тебе большое, Петя. На самом деле, мне кажется, я чуть-чуть отвечу на вопрос Льва, и как раз мы потом перейдем к практике, что на самом деле, действительно ты прав, очень сложно, и Лев об этом говорил, и Дима, и Ильгар о том, что очень сложно, открываться тогда, когда, рядом нет тех, например, кто поддерживает, да, и куда приходить, если ты чувствуешь в себе внутренний позыв двигаться другим путем. И, собственно говоря, наша школа эволюционного лидерства, она так и возникла для тех, кто уже чувствует в себе готовность прикоснуться, приложиться, вовлечься в создание изменений, но это действительно трудно делать в одиночку, хотя каждый сам идет этим путем. И важно, чтобы рядом была поддержка, рядом была поддерживающая среда, в которой люди двигаются аналогичным путем, справляются с теми же самыми вызовами, готовы смотреть честно в глаза друг другу, в глаза вызовам и реальности, которая нас окружает, и готовы создавать изменения в виде проектов, в виде деятельности, в виде просветительских и образовательных программ, но при этом изменяясь внутри самостоятельно. То есть мы не приходим, вот ты, Лев, говоришь про школу, да, то есть в школе нет как гуру, да, есть хранители, есть мастера, которые делятся своим путем и, задавая себе вопрос о том, как двигаться дальше, приглашают тех, кто тоже готов меняться. То есть вот это вот честное смотрение в глаза друг другу и в глаза ситуации, в то, с чем мы сталкиваемся, поиск путей, это один из форматов, например, которыми мы идем через практику клубов школы эволюционного лидерства, когда мы вместе переживаем ту или иную ситуацию, работаем с тем или иным вызовом, и это честный процесс, он в какой-то мере уязвимый, он в какой-то мере очень открытый и очень искренний, но только так, как вот уже и Петя говорил, и ты говорил, да, только проживая, находясь внутри процесса изменения, можно куда-либо прийти. И в этом плане школа – это живой процесс. Это не то, что там программы выстроенные, да, системы, которые что-то учат, передают, как мы привыкли в образовательном учреждении. Нет, это живое исследование, это живой процесс разговора с самим собой, с другими и с пространством вокруг. О том, что действительно сейчас волнует, потому что именно так и происходит эволюция. Когда мы сталкиваемся с вызовом, мы его либо берем и проходим через него в одиночку, вместе, как коллективный субъект, либо мы уходим и ищем, ждем, когда нам принесут решение, но это уже не переход, да, это просто движение какое-то. Вот. А мы именно двигаемся через вот форматы, которые у нас есть, для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы инициировать в тех, кто уже идет схожим путем, и дать им поддержку, протянуть руку, чтобы они тоже могли чувствовать себя увиденными, услышанными и через форматы и практики двигаться дальше, чтобы они могли привносить свои вызовы, свои вопросы, свои непростые ситуации, но которые действительно имеют некоторое эволюционное значение в том развитии, в котором мы двигаемся, потому что все мы — отражение мира, его многогранности, сложности, и это мы можем увидеть только в глазах друг друга. Подлинные чувства, подлинные вызовы, они приходят через вот это вот глубокое осмотрение. И, наверное, одна из самых старых, с одной стороны, практик, но, с другой стороны, самых действенных – это вот честное, искреннее смотрение и взаимное движение через вызовы. Вот это то, что главное мы даем, исследуем через школу эволюционного лидерства. Смотрение вглубь, движение из глубины, движение через свои изменения и создание изменений в мире путем вот этого честного прохода. Вот. И вот одна из практик, как раз которую Петя хотел провести, она как раз очень вот настраивающая на такое глубокое смотрение в себя и друг в друга. Вот. Еще Юрий поднял руку тоже. Юрий, вы сейчас хотите или уже тогда Петя практику проведет? Ну, мне все равно, я могу сейчас сказать, у меня просто есть мнения определенные свои, могу и после практики Пети. Юрий, скажи сейчас. Да. Привет. Хорошо. Добрый день вам всем. Я хочу сказать все то же, что, в принципе, давно мы обсуждаем с Львом, наверное, второй год.
свое собственное субъективное, естественно, как и у всех, понимание эволюционного лидерства. Для меня есть понятие лидерства мужское, внутреннее и как бы женское. Меня слышно, да? Вот. Работа над женским, скажем так, это внутреннее больше для меня. Это когда мы совершенствуем все себя внутренне. Это много ипостасей, много направлений. Это личностный рост, это работа и с интеллектом, и с духовностью, и там много есть различных аспектов. И есть еще для меня лидерство – это внешнее. И тут это как вот монах, например, который совершенствуется в пещере вот, духовно. И как мы можем оценить, вот он прожил там 50 лет в пещере, и чего он достиг? Ну, наверное, оценка очень большая может быть еще социумом, тем, который его окружает. Но насколько он, выйдя из этой пещеры, будет гармоничный с этим социумом и так далее и тому подобное. И для меня это внешняя оценка. Понятно же, мы говорим, что есть и внутренняя. Вот. Для меня эволюционный лидер, настоящий лидер, может, я ошибаюсь, это тот, который может вести за собой какое-то большое количество людей. Ну, то есть планетарный лидер – это тот, который думает о всей планете и как-то влияет на эту планету, имеет влияние серьезное на нее. Поэтому эффективность лидера, она, наверное, в чем заключается? То есть для меня эволюционный лидер, наверное, не является тренером-преподавателем, который просто десятков или сотен людей научил эволюционно мыслить. Но если этот тренер воспитал одного лидера, который планетарного масштаба и имеет большое влияние на Землю, хотя бы одного, то значит, это уже он выполнил свою роль эволюционного лидера. Или действительно планетарно работать с эволюционно мыслящими людьми. Вот для меня, я хотел бы сказать это вам, для того, чтобы, наверное, может вы, кому-то это будет полезно, может и нет. Вот так коротко. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий. Действительно, вопрос о том, а каково это новое лидерство нового времени, он не имеет ответа сейчас. И говоря про эволюцию, мы тоже ищем ответ, ищем баланс, ищем некоторое понимание, а кто ведет за собой, как. Мы видим разные грани даже вот этого эволюционного лидерства, не просто мужского, женского, а еще в разных пространствах, в разных средах. То есть мы действительно видим, насколько многогранны лидеры сейчас. И нет единого правильного ответа, какое это лидерство. Мы можем только исследовать сами на себе. И, ну, как бы, как некоторый путь самосовершенствования в этом движении, да, вот он позволяет задавать вопросы и искать ответы. И вот, наверное, это пока самое основное решение, это движение честное, открытое через вот эти эволюционные вызовы. Потому что ответов нет. И искать нам нужно их самим. Вот это вот про эту взрослость, про то, что нет того, кто придет и скажет, как надо. А нужно искать самостоятельно. Вот. И, Петя, давай мы тогда прикоснемся к практике и посмотрим, что мы видим сейчас в глазах, наверное, присутствующих, какие вопросы, ответы, и ты проведешь практику. Катя, я еще, и Петя, извините, я еще хотел сказать, что важно для меня, важно, чтобы этот поиск был в созидательной любви. Вот это очень важно, потому что эволюционное лидерство может привести и к разрушению. Ну, да. То есть в понимании определенных травмированных лидеров, которые не проработаны и которые не любят себя самого, естественно, не любят других людей. Это очень важно. Важно любить себя, любить мир. И вот в этой любви, в созидании выстраивать вот эти пути развития. Спасибо, извините. Спасибо большое. Петя? Во-первых, а сколько у нас есть времени на эту практику, Катя? Наверное, тебе вопрос. Я думаю, что у нас, наверное, минут 5 есть, может быть. Да, Лев, поправь меня, пожалуйста, если нужны какие-то корректировки по времени. Мы бы практику хотели сейчас провести.
Следующая сессия через 10 минут, насколько я помню. Так что... Хорошо. Ну, стараюсь уложиться. Я предлагаю по возможности включить камеры тем, кто сейчас с нами. Вот. И посмотреть на экран друг другу в глаза. Вообще какое-то такое очевидное действие в живых встречах, но в онлайне мы обычно смотрим как-то куда-то. А вот сейчас прямо посмотреть в глаза вот по этим окошечкам. И особенно интересно, что из-за разницы камеры и места камеры и места изображения мы точно не видим, смотрит ли человек сейчас тоже мне в глаза или кому-то другому. Тоже такой вопрос доверия. Встретиться взглядом с одним, с другой. Мгм. И я буду касаться практики термина «ответственность». И он для меня достаточно сложный был в большей жизни, потому что, знаете, из такого немножко насильственного воспитания родителей, там, типа, ты должен быть ответственным, это твоя ответственность. И, конечно, когда мы говорим про космический корабль, тоже там возникает какая-то штука про ответственность. Но в какой-то момент мне, правда, это в английском, через responsibility, но в русском та же этимология слова, показали такую красоту вот, понимания ответственности, что вот мы смотрим на мир, и что-то вопрошает, что-то просит меня моего ответа. И я могу ответить на это, могу не ответить, исходя из, опять же, любви к себе, кстати, и своего ресурса, и своих сил, своей готовности. На что-то я готов ответить, на что-то нет. И в этом нет обязанности, в этом есть вот это ответить из любви. Вот на этот вызов, на этот вопрос мира я готов ответить. Вот, я предлагаю такое ощущение иметь в виду, когда слово использовано в практике. Я предлагаю прикрыть глаза и почувствовать точки контакта с поверхностью, на которой мы находимся, и почувствовать макушку головы. И подышать, глубоко подышать между этими точками. И между этими точками, где-то на уровне груди, есть наше сердце. Можем положить руки на сердце и почувствовать вот это тепло. И с каждым вдохом и выдохом мы расширяемся из нашего сердца такой сферой подобной нашей сфере, форме космического корабля Земля. И вот эта сфера выходит за границы нашего тела, и включает в себя, возможно, каких-то других живых существ в одной комнате с нами. И еще шире город, деревня, где мы находимся. И мы можем замечать, ощущать происходящее в этой области. Чувства живых существ, их радость, их боль. И просто принимать, что это есть. И что-то из этого, возможно, взывает нашей ответственности, и мы можем ее принять, мы можем ее не принять. Мы охватываем это своим вниманием и принимаем того, что это есть. Чему-то, за что мы готовы взять ответственность, мы можем направить нашу любовь и заботу, наше тепло. Ставить, как ниточка тянется к этому. Может быть, человеку, может быть, животному, кошке, ящерице.
травинки. С каждым вдохом мы расширяемся. От груди еще больше. До размеров континента. И, наконец, всей планеты. И наша планета вращается вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду. Представьте, попробуйте ощутить вот эту скорость. И только вокруг Солнца, и все еще вся Солнечная система двигается вокруг центра галактики. Невообразимой скорости. И мы летим, представим себя всей Землей. Со всем тем, что происходит в этом космическом корабле. Счастье, страдание, любовь, боль, страх, предвкушение, надежды и дыхание. Все живое дышит. Люди, животные, растения, грибы. И мы дышим вместе, совсем живым, со всей сетью жизни. И также мы дышим с нашими предками, тем, кто был до нас. И мы дышим вместе с теми, кто будет после нас. Для этого дыхания сердцем нету времени, как мы привыкли его ощущать. Дыхание всех живых существ в прошлом, будущем, настоящем происходит одновременно. И мы можем принять из этой сети жизни ту любовь и поддержку, в которой нуждаемся на вдохе. И мы можем отдать любовь, тепло и поддержку, заботу этой сети жизни на выдохе. Вся Земля, весь космический корабль как бы расширяется одновременно с нашим вдохом, чуть сжимается с нашим выдохом. И мы чуть больше вернемся в наше тело. Нет никаких причин терять, останавливать это ощущение связанности с сетью жизни. Нет никакой причины ограничивать наше внимание. Можно остаться во внимании тому, что происходит на планете, той ответственности, которую мы готовы взять. Но сейчас мы чуть больше сфокусируемся на нашем теле. Делаем несколько очень глубоких вдохов и выдохов. Чуть покачаться, подвигаться с этими вдохами и выдохами. И позволим нашим глазам открыться. И теперь предлагаю нам ставить наши ладошки к границам экрана и почувствовать друг друга. Мы находимся в разных точках. Сейчас мы касаемся друг друга. И также те, кого мы не касаемся, они тоже с нами, все живые существа. Если вы смотрите нас в записи, вы тоже можете это сделать. Еще один глубокий вдох, выдох. И теперь мы
Соединим наши ладони на уровне сердца. Спасибо вам. Спасибо. Петь, спасибо большое за практику. У нас, на самом деле, наше время нашего запуска завершается. В чате есть ссылка на школу, на формат клубов, то есть как раз там, где мы вместе проходим через вызовы, проходим через разные практики, исследуем, можно к нам присоединяться в формате клуба, следить за тем, как мы двигаемся через свои программы и другие форматы. Вот, поэтому добро пожаловать тем, кто будет заинтересован и кто хочет двигаться схожим с нами путем. Вот. И, Лев, большая тебе благодарность за открытие пространства для нас на форуме, чтобы мы смогли интегрироваться в этот большой прекрасный процесс празднования Дня Земли, вот, и рассказать о том, какой вклад наш есть в то, когда развивается наша планета, человечество в процветающей логике. Да, и ты хотел что-то сказать. Да, если можно. Во-первых, хорошие новости. Хочу Петю и все, что через тебя сейчас проходило, поблагодарить. Я предлагаю, если можно, даже поделиться. Я увидел, что следующие полчаса, они, собственно, мои, где я рассказываю, так сказать, уже на английском про там Living City Source и прочее. Поэтому я предлагаю минут 10 еще, кто может вместе провести. Почему у меня такой импульс возник спонтанно? Потому что, например, для меня эта практика была очень глубокой, и я хотел бы поделиться, если можно, теми переживаниями и осознаниями, которые за это, в общем, короткое время, 5, может, 7 минут произошли. И у меня есть ощущение, что, возможно, не я один, кто испытал, назовем, глубокие чувства во время этой практики. Поэтому, если можно, этот круг начну и передам. Если кто-то хочет, поднимайте руку, чтобы было известно, кому передавать дальше. Вот. После вот определенного погружения, да, у меня, точнее, думающий ум, он, естественно, там что-то обдумывал, еще слова, там, образы и так далее. А в какой-то момент произошло перемещение вот этот intelligence, да, в то, что называется intelligence of the heart, то есть такое целостное восприятие мира, которое идет уже не из когнитивных процессов, а какое-то более такое целостное ощущение всего, что происходит, при этом в очень большой ясности. Это называют более глубокие уровни сознания. Вот. И как раз параллельно тому процессу, который Петя проводил, я стал ощущать вообще, что такое эволюционное лидерство вот в контексте той соединенности, которую нам эта практика помогла проживать и обнаруживать в себе. И у меня пришло два слова, точнее, два ощущения, которые в словах можно выразить, как то, что эволюционный лидер, он всегда, в хорошем смысле, естественно, интегрирован в себе, да, то есть он осознает, чувствует и в контакте со своим внутренним миром, со всеми нашими желаниями, мечтами, там, страхами, травмами и так далее. И когда есть вот эта внутренняя интеграция, то у нас вдруг появляется возможность быть интегрированным с тем, что окружает нас вот в ощущаемом, скажем, мире. Причем и на уровне наших близких обстоятельств, и на уровне того, что вот Петя предложил, и всей планеты, и всех форм жизни на планете, и процессов, которые происходят, и сложные, и радостные, да. Вот. И когда возникает вот эта внутренняя соединенность, интегрированность, и, наоборот, соединенность, интегрированность с внешним контуром обстоятельств, событий, процессов, людей, то вдруг возникает какая-то, как будто бы уходит грань между тем, что внутри, и тем, что снаружи, что очень, на мой взгляд, редко в повседневной жизни у большинства людей, мне кажется, у меня в том числе происходит. И когда уходит вот эта жесткая грань, вот это я, а это уже не я, а вдруг возникает вот ощущение такого потока жизни, который и, в кавычках, внутри, и снаружи происходит в этот момент. Последнее, вот что я добавлю, что приходит какое-то ощущение способности влиять или быть проводником, точнее, изменений, да, даже не то, что вот я там хочу, чтобы все улучшилось, а оно само хочет, чтобы оно само улучшилось, и я один из многих людей, и вчера вот мы говорили с Александром Ласловым про то, что сейчас происходит переход во многом от индивидуального лидерства к коллективному, когда именно в группах рождаются процессы, которые начинают влиять на окружающее пространство.
И вот это ощущение интегрированности внутри и интегрированности во внешнем контуре и соединение этих двух, казалось бы, разных абсолютно измерений и возникающая от этого сила и способность быть в контакте, рождает возможность производить вот этот импакт, да, воздействие и на людей, и на обстоятельства. Вот хотел почему-то этим поделиться и благодарю за вот такой наш волшебный круг. Если кто-то еще хочет поделиться, тоже приглашаю. Спасибо большое. Лев, я тогда рефлексирую, скажу по поводу твоих слов свое мнение. Я считаю, что очень важна в жизни интеграция разного. Как в любом человеке есть мужское и женское, так в любом человеке есть горизонтальные и вертикальные связи. Мое субъективное мнение, что в организации, которая добивается успеха, обязательно должен быть визионер, обязательно должны быть те личности, лидеры настоящие, которые ведут сообщества, но важно развитие большого сообщества, где очень развиваются горизонтальные связи. И одно другое должно усиливать, с моей точки зрения. Поэтому если только горизонтальные связи, то они не могут быть ярко выраженные и насколько интенсивно работать, если нет визионера. Если есть визионер, но не развиваются горизонтальные связи, это тоже ограничивает. Поэтому с моей субъективной точки зрения важно и то, и другое. И визионер, и лидер, и развитие горизонтальной связи. Вот я хотел добавить, сказать. Спасибо. Я не знаю, как это начинать говорить. Меня слышно вообще? Татьяна. Знаете, мне своей простотой медитации настолько глубоко отразила дыхание как бы сегодняшнего дня, когда вот движение все и любой поступок, и любая соединенность должна не только идти от тела, а с двух сторон, как из тела вовне, так и с максимально большого объема вовнутрь. Вот чем отличаются, я занимаюсь детьми, аутистами, и вот это у них ярко выражено. И сегодня, вот знаете, Земля переживает такой момент, насколько я понимаю, когда вот эти связи, дыхание, как извне, в тот объем максимально, куда ты можешь передать, также в эту же секунду любой человек должен развивать такие функции мозга, когда ты вдох получаешь максимально большого объема, насколько проходит твой луч. И вот это вот новое, оно дает очень многим изменениям. Оно дает порождению новых технологий прямо здесь и сейчас и в соединении с людьми. Конечно, если раньше было актуально я восхищаюсь вот предыдущим ребятам, которые говорили, то сейчас важно и я, и мы. И вот это вот то, что он показал сейчас в медитации, очень ярко, простым способом показывает, как это развивать внутри. Не через действие технологии, а как наоборот, вот это через ощущение попадают туда технологии, начинают работать. Это что-то похожее на максимальную рефлексию, но это не то, конечно. Это другой способ жизни. Спасибо большое. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Лев. Спасибо, Юрий, за обратную связь. Спасибо тем, кто присоединился. Действительно, вот именно вот этот глубокий процесс, возможность увидеть себя с другими, увидеть других, увидеть эту связанность, это, наверное, один из самых первых шагов в эволюционное лидерство. То есть готовность видеть дальше, глубже, чем только про себя и для себя, но при этом в опоре на свои собственные движения, изменения, понимать, как они влияют на мир и двигаться именно за вот этим эволюционным действием. А что я сегодня сделал такого, что приблизило меня и всех живых существ к лучшему будущему?
Вот для меня это один из главных вопросов, наверное, которым я задаюсь, ну, каждый день, что сегодня я сделала такого, или как я действую в простых вещах, в своей деятельности, чтобы потихонечку, шаг за шагом приближать то будущее, которое хочется, в котором хочется жить и воплощать его своим движением. Лев, Да. друзья. Мгм. Очень интересно. Я думаю, что кто должен идти, можно, так сказать, двигаться. А я еще немножко подхвачу эту тему и продолжу. Катя разместила ссылку, но для тех, кто смотрит нас в YouTube или будет смотреть в записи, я хочу проговорить, как найти школу эволюционного лидерства в интернете. Можно набрать, собственно, в поисковике 3 слова «Школа эволюционного лидерства», и сайт возникнет. Вот, по-английски он звучит латинскими буквами как evolutionary.school. Вот. Ну и там есть разные расширения, потому что есть и клуб, и программа протопии и так далее, и так далее. Вот, но evolutionary.school или evolutionary.school – это вот основной адрес. И так можно со школой соединиться и узнать и про различные программы, форумы, клубы и так далее. То есть разные виды активности, где можно найти других людей, которые идут по этому пути. И я бы еще, наверное, добавил, путей развития очень много, и в этом смысле то, что я заметил в школе, что здесь есть такое открытое пространство. То есть какой бы ни был наш личный путь, а у каждого он свой, естественно, здесь я вижу, что встречаются очень разные люди со всего мира, и вот в этом пространстве открытости и, наверное, совместного исследования себя и окружающих процессов происходят удивительные вещи. И я согласен с тем, что есть разные формы и лидерства, и проявления в мире, и разные периоды в жизни каждого человека, как вот у Бакминстера Фуллера, перед тем, как он повлиял на весь мир, у него было несколько лет внутренней вот этой трансформации, да, ну и у каждого из нас тоже может проходить подобные какие-то вещи. И последнее, наверное, то, что вот Катя сказала, мы вчера просто тоже обсуждали, у нас была там сессия про лидерство, такой интегральный как бы контакт с миром, и про ежедневную практику, когда мы смотрим в течение дня, как я смог позаботиться о себе, как базовый ресурс для всех внешних изменений, как в течение дня я смог позаботиться о своих близких, потому что это та среда, которая дает нам энергию двигаться долгосрочно, да, устойчиво вперед. Как я смог позаботиться о своем пространстве, там, в городе, деревне или каком-то месте, где я живу, и с которым я так или иначе связан, ту воду, которую я пью, да, те отношения, которые меня питают, ну и так далее. И как мы все вместе, или я сам, позаботился о, назовем так, уже планетарном каком-то масштабе. И вот когда эта практика становится частью нашей жизни на ежедневной основе, то вдруг мы сами трансформируемся, и вокруг нас тоже начинают происходить эти изменения. Поэтому вот школа эволюционного лидерства и тот круг, который сегодня собрался, мы приглашаем вас всех и желаем вам успеха, собственно, вот такого внутреннего успеха, да, то есть обрести вот эту полноту проживания жизни, обрести вот этот поток, контакт с собой и с другими, и будем рады совместно двигаться по этому пути. Спасибо большое. Спасибо, Лев. Спасибо всем нам. И счастья всем живым существам. Тогда мы минутку перерыв, 1 minute break, and then we'll start our next session. Thank you very much. Спасибо большое.
Okay, welcome everyone. We're in our third day of First Day Summit, and we are moving into a short session, just 10-12 minutes. We'll talk about the living cities Earth. But before we go into the slides and some discussions, I would like to ask our crew to put on the video, a short video we created to share with you some of the people who are part of Living City Earth community. So if we could watch this short video, every time I do it, it's a lot of good emotions. So let's start. We are humans. In this VUCA Bani world, what does it mean to be human? How can we human well? How can each human feel truly alive? How can each community and city thrive and evolve? How can 10,000 cities on our planet interconnect for our collective benefit? How can we live in harmony with all life on Earth? These are the questions that brought us together at Living Cities Earth, a very young and fast-growing global collective that started 3 months ago. We are a horizontally organized action community of 25 of the world's leading integral researchers and practitioners, with a total of 300 years of research and leadership that has benefited millions of people in over 1,000 cities. Living Cities Earth interconnects both people and institutions that together reach over 100 countries on all continents. Our aim is to integrate our capacities to human well with 10,000 cities serving Gaia's well-being, and to discover how can we nurture cities as complex, adaptive, living, spiritual human habitats in the right relationship to humans, bioregions, all other cities and the planet. We trust that by acting together, now and in the future, we can learn to human well and help millions of people live happier lives. In harmony with each other. On all life on Earth. Thank you very much. Well, it's a beautiful metaphor of beating heart in the beginning and in the end of this video. And as we move into our next section, I would like to share with you some ideas which we discuss and develop and implement here at Living Cities Earth. So you saw that there are quite a few co-founders, people who came together to create our community and our ecosystem. So let me quickly share some of our ideas, where we came from and what we are doing and why we're here. So about a year ago, people from all over the world, from 5 continents, we connected. We, of course, had several projects which we ran before on a regional basis as well as on a global basis. But about a year ago, in April, I believe, or actually in March 2022, we had several conversations and we felt that it's time to create this global collective, which would unite action leaders and researchers and practitioners from different countries, different regions, to start taking care of the development of 10,000 cities on planet Earth together. Why 10,000 cities? Because according to statistics, that's how many cities exist on Earth today. There are about 4 million villages, but on a larger scale, city-wise, it's 10,000. And because we have seen how a life of people could be transformed as they live in the city and start working together, create common vision, develop connections with each other. And we'll have several sessions today where we talk about communication between people. The next session in 9 minutes will start, and
Alexandra will share basically how do you create communication in a new cultural environment in China, for example. But the same happens even if you live in your native country, right? It's about creating connection with yourself, as we were discussing in the prior session, with people in your family, in your neighborhood, in your city, in your country, and on a global basis. When you create connections, somehow a new organism is being formed, where the energy is flowing, where the vision is being formed, and then the action happens very naturally. So to provide this aliveness, to discover different ways how we can work on improving the quality of life of people and other forms of life, we decided to create this platform, which unites two types of people, really. The first one, we call them expert or the knowledge holders. Those are people who have done some research or ran projects, and they know how to do things. They have technologies, they have methodologies, they possess the know-how of how to do things. But then there are other type of people, we call them change makers, city makers, leaders of positive change, action leaders. Those are the people who actually act, and they take the knowledge and technologies from the knowledge holders, from the experts, but then they apply it on a daily basis to change things where they live or where they work, for example, on some project, etc. Since we came together, we had our founding meeting in Amsterdam in June 2022. We became now a global platform. We have research, education, and action capacity with the headquarters in Switzerland, in Zurich, actually. We chose between several countries. We're considering a European Union, Amsterdam, for example, as well as some Asian locations in Bali, etc. But then we decided that Switzerland has such a global international brand, and it's easy to communicate with international institutions who are also headquartered there. So this is where we decided to register Living Cities Earth. As I said, it's a globally distributed horizontal organization. And right now we have connections in more than 1,500 cities in more than 100 countries. Today, there are about 50 co-founders, and we have about 4, 5, sometimes 6 co-founders joining us every month. So it's a growing group of individuals. We believe that we are in a very, very early stages of our development. We have plans for about the next 100 years. So as we form our collective, the first 1 or 2 years, we plan to grow the circle of co-founders, and of course, people who qualify, the world-class leaders, we invite them to come and co-create this future together. When we thought about what makes us different and what do we really bring, in addition to the scale of thinking and working on a scale of 10,000 cities, the second important thing is that we use integral approach. And if you heard about it, or if you haven't heard about it, integral approach is basically about integrating all forms, all spheres of life. So, for example, if we talk about human life or life in the city, we all have relationship with things like infrastructure, right? So if there is very poor infrastructure, we don't feel particularly happy, and it's not easy to be fully alive when things crumble around you, or you don't have the clear water, clear air, etc. So infrastructure and basic resources are very important, of course. Moving up the scale, we are also very much connected with various technologies. Right now, we connect through internet. There are technologies which manage, the life in the city, transportation technologies, but also technologies which support the social interaction. So social technologies and social engineering. The next level, which we think about and work with through different approaches, is the management system and administration, how decisions are being made, right? Who makes decisions in the city, how people coordinate with each other. Do we feel involved and engaged into the process of city management, or are we sort of isolated and we feel apart, and we don't, basically, when people don't participate in the decision-making processes the way which is comfortable for them, the level of trust goes down and the social networks start to crumble. So
we observe, research, discover, and change those things in many cities, and it has been really a discovery path and pleasure to see how life could change when people start engaging and feel this ownership of life in their city. Another part of the integral approach, of course, is to consider that city is not about the infrastructure at all. City is really an agreement of people to live together, to co-create their life, to take care of each other and of others. And so this level of people is very important, but the next one is the level of communities. And while communities are constructed from individual people, but there is an emergent quality of communities, what we call collective intelligence and collective action. And we see that in countries and cities where the communities are being grown and being consciously developed, they have much stronger social network, a much stronger social connection, a lot more trust in their systems, including administrative systems and so on and so forth. So developing local communities, whether it's intentional communities or place-based communities or some communities form around a specific challenge, is also an important part of what we are doing. The next one is the area of communication, and we discovered that most people don't know how to communicate. It seems that it's so natural, right, to talk to each other and to understand each other, to listen to each other. But in practice, we have to learn, and many people, including people in positions of authority, of power, regular sort of citizens, when they go through the workshops on how to listen to each other, how to develop this empathetic presence, and so on and so forth, they become much better citizens and they form better relationships, and together they can change things around. And the final, out of 8 levels in a city, we call it culture and meaning. It's basically what drives us, right? What's our worldview? How do we think about who we are? What's our identity? Because those intangible sort of levels, they really drive the way our energy is organized and our actions are organized later on. So when we combine all the projects from different co-founders, we discovered that we affected lives of more than 125,000 leaders, not just citizens, but really leaders of different non-profit initiatives, people who are actively engaged in changing life in their cities. So, again, those people come from more than 50 countries worldwide, different locations. As we were discussing what's our sort of positioning, right? How do we think about ourselves? We discovered that it's definitely an integral city development community. And when we looked at the global map, we discovered that by combining all those resources, we became the world's largest integral city development community. We're at the very early stages of development, so we invite everyone who is interested to join us. Our vision is very simple. It's 10,000 living cities where people feel fully alive, human well, where they could manifest their creative potential and live healthy, happy lives in harmony with each other and with nature. And we are coming to the closure of our session right now. It was a short one. We'll move to the next session with our colleagues from China. So very welcome to learn more. Our website is very simple. It's livingcities.earth, livingcities.earth. So please come and join our events, our programs, and we look forward to seeing you in 2023 and beyond. Thank you very much. So we make a 1-minute break. And after 1-minute break, we'll start our next session, which is about people in the cities and how to integrate into a human society. And our next speaker is Alexandra Dobrinina. The session will be in Chinese, but now we have about 40 minutes to take a cup of tea or water, do whatever you need to do, and let's come back together in 1 minute and we'll start. Thank you very much.
Hello, Alexandra. Hello, Lev. It's good to see you. While we're on a break, maybe before we start, let me ask you, how was the experience for you of the session with the colleagues from the Evolutionary Leadership School? With whom? What is the name of the? Evolutionary Leadership School, the session which was a little bit before. Yeah, it sounds interesting. And what can I say that actually our approach is quite similar. And my presentation today is also about how to communicate or how to find the ways to communicate with people around you. And it's quite difficult to find the similar language with the people whom you speak a different language, right? And actually, we arose in different cultures, right? We have different background, we have different view to this world and to everything what is happening here. But there is a way to communicate with different people around, and it's actually connects to self, you know. Wow. Yes, and that the first day, the first meditation was about calm, and that when you come inside, yes, you can make thousands around you positive. And I remember also one very nice proverb, if we can say so, yeah, what you give, then what you get. Right? What vibes you transfer or transport to the outside world, then you get the same towards yourself. So I think that the most important here is really a person, a personality, and what you feel in, what you feel within, right? So who you are, so that you get the same things around you. That's so beautiful. Thank you. And there is another proverb that is really amazing, is the beauty is in the eyes of the person who is looking. Yes, and it's also about the same things, actually. So what you see and how you see and how you feel that, right? So, yeah. One day, I went to the factory. So my job is closely connected to the production lines and everything. And I was in the assembling lines there. And I saw something and I asked like workers, what's that? What's that flowers? So they were wires, you know, with red and white, some things on its end. And I saw flowers over there. There was like, really? How flowers can be in the production place. Facility. And then I came close and I saw that there were wires. And that time I was really sure in that that the beauty is in our eyes, or what we want to see, or how we can see the things around us. So our life maybe will be according to our own perception. Well, I could say, Guru Alexander, thank you for this wonderful lesson. I will sink it in. Let's maybe go to the session. So I'll switch off my video, and you are talking basically to people on YouTube, and this recording will be distributed. So imagine that this is the audience whom you are talking to. Thank you very much for joining today. We're very interested to hear the story of your integration into the Chinese society. So, well, of course, we won't understand Chinese, but later on we'll talk about it. I prepared a PPT file actually in English. So I was thinking about others who is going to listen to me, and so that they can understand what I want to share. Wonderful. And it seemed to me very important. I'll pass it on to you. Thank you for joining. Okay, thank you. So, 大家好，你好，我是 Alexandra Dobrinina. Can we switch to another page, please? Can I do it?
Oh, we don't hear you. You have your mic switched off. Your microphone. Thank you. Okay. Could you? Okay, so 大家好，我是 Alexandra Добрынина，在国外公司驻温州代表处担任首席代表 ，Canada Corporation 的创始人 ，ICF 教练，螺旋动力学和整合性思维的拥护者，调解员，公众演讲者。双语言温州 daily 的文章作者，温州海外传播中心的成员，也是国际志愿者。我相信一切都是相连的。The next page, please. Oh, you again have your mic off. I'm sorry. Your mic is switched off. 我与外国朋友交流时，经常听到他们说在中国生活有不少困难，最关键的是他们遇到了一些不尊重、粗鲁、不耐烦的对待。人们更愿意跟讲同一种或类似的语言人聚集在一起交流，希望在他们的小社会拿到支持和理解。他们按照自己习惯的方式继续生活。The next page, please. 不太考虑他们所生活的国家和社会的规则以及文化特点。我相信在全球人口迁移的时代，到处都可以听到人们对彼此的不满、拒绝和抱怨。我在中国已经有了19年的关系。The next page, I think. 其中大部分时间我也在寻找和我说类似语言的朋友，但我也尽量适应中国的社会和文化。每次听到有人说中国人对外国人粗鲁不尊重，我都感到奇怪，因为我没有遇到过这样的情况，或者遇到的很少，就自然忽略或者没有在意。我认为，如果一个人遵守规则、法律，接受文化特点，对他们所在国家的公民礼貌和友好，这种事情发生的概率是非常小的。The next page, please. 2020年，我决定通过公众演讲冲入中国社会。这个过程的特点是用中文演讲。中文很难，所以用中文演讲是十分具有挑战的。于是我加入了温州的一个公众演讲俱乐部。到目前为止，我还是这个中文俱乐部里唯一一位和当地人一起练习演讲技巧的外国人。在俱乐部，不管你是哪个国家的人，说什么语言，都是一样的平等。
The next page, please. 你会不觉得和其他人比较自己和自己的成就，也没有办法避免受到一些批评、拒绝、不接受、不理解的态度。这样的态度对于我一个外国人来说是很难过的，因为语言有时候我听不懂，但是能感觉到别人是在议论我。无论如何，我都要提升我的语言水平，并我融入当地俱乐部这个小社会。这个经验对我来说是一个国家、一个社会生活的缩影。The next page, please. 那么是什么帮助我融入中国社会呢？ And the next page, please. 最近我一直思考沟通的本质，跟我交流的人，比如说我的朋友、同事、认识的人和陌生人，他们都是完全不同的国籍、不同的职业、不同的阶层、不同的年龄和不同的人生经历。每次当我跟别人沟通的时候，我经常问自己，我眼前的这个人是谁？我看到的是他的国籍、年纪、身材、样貌，还是就是这个人本身？我们怎么才能走进他的世界，了解他内心真实的想法、观点和态度？不久以前 ，the next page, please. 不久以前，我在酒吧看见了一位黑皮肤的女孩，就一个鸡尾酒的名字，跟酒吧的服务生争论了起来。那个鸡尾酒的名字是 Negroni。女孩看见这个字的时候，就认为这是种族歧视，因为在英文里这个字是黑人的意思，但是其实这个 Negroni 鸡尾酒是一位姓 Negroni 的意大利先生发明的，跟皮肤、国籍毫无关系，更谈不上种族歧视。我们要从这个故事明白一个道理，那就是人最好不要对未知的事情产生情绪，而是先要去了解真相或者内容。还有一个例子 ，the next page, please. 我最近正在读日本作家村上春树的《当我谈跑步时，我谈些什么》。我觉得这本书是为我写的，我和他的生活有很多相同之处，想法也十分相似。比如说，我们怎么样改变生活习惯？为什么开始跑步？跑步给生活带来了哪些改变等等？我几乎从每个句子里都能看到自己的影子。你们看，不同民族、不同年龄，在不同文化中长大的两个人，
竟然有如此相同的思想、想法与经历。The next page, please. 我们来看一下遗传学家的一项研究结果。专家称他们发现住在不同地区的人，比如英国和土耳其，他们有大约20%相似的遗传基因。这种现象可以说明我们人类曾经拥有共同的祖先。让我们再来用逻辑思考并证明一下这个理论。人类的家谱比我们想象的更紧密。我们来看一下整个家族的基因树。你们看到了什么呢？我们每个人都有1对父母、2对祖父母、4对曾祖父母、8对曾曾祖父母等等。如果按照这样的方法追溯到1400年，那我们每个人都会有11个祖先。但是那时候全世界只有4.5亿人。如果我们继续追溯到1100年，那么每个人就会有700亿个祖先。事实上，那是全世界的总人口加起来都没有这么多。如果考虑到亲属之间的结婚，那么这几组数字就可以解释我们人类拥有共同祖先这一理论。按照历史学家的说法，80%的婚姻是发生在同曾祖父母的兄弟姐妹之间的。产生这事情的原因是，那时的人类祖祖辈辈都居住在一个地方，因此我们也可以这样说，全世界所有的人都是亲属关系。The next page, please. 那么对我来说，这几个例子可以推导出以下几个价值观。首先，我们应该认为每个人都是一张白纸，我们完全不知道他们昨天、今天和明天怎么样，不知道他们的价值观和首要事情。目前他们的需求是什么？他们有没有害怕或者担心什么？由此，我们发现，不管哪个国家、哪个年龄、什么教育背景的人，内心都会有相似的感觉。这会帮助我们找到人与人之间的相同点。最后，我们都是人，我们有相似的生活，相同的快乐、困难与恐惧，有一样的人生轨迹，出生、上学、工作、组建家庭等等，我们都在寻找改善自己生活质量的方法。也就是说，人生而平等，每个人的人格、尊严其实也是平等的。这样的态度让我更友善、更开放、
对所有人也世界微笑。The next page, please. 在教练过程中，我发现了世界上每一个人都面对着相似的问题，恐惧、焦虑、担忧等等。以前我和很多人一样，为了避免更多的批评和评价，我害怕尝试，害怕做错和说错，因为这些都会让我变得更加脆弱。但我意识到，只有与自己先建立起健康的关系，才能与世界和其中的人建立关系并互动。专注于自己，可以让你从内部去了解自己，也是了解人的本质，让你知道如何去面对自己的恐惧，打破限制，让你认识并判断自己的情绪、感受，对任何冲动的反应，无论是积极还是消极，你都可以做出最适合自己的选择。专注于自己，可以培养情商，去管理自己情绪和同情心的能力。首先，对自己的了解和同情，找到或发现自己的特点、能力、优缺点和长短处。The next page, please. 专注于自己，可以让你更加接受自己。只有我们消除了自己的阻碍和局限，让自己开放，并有勇气把自己的脆弱展示起来，接受自己的不完美，才会让世界和世界上的人自然地生活在你身边，并与他们建立健康的人际关系。这些让我改变了对世界非黑即白的看法，使我拥有了更具整体性、更客观的思想。我认为听到和被听到，理解和被理解是人类沟通最宝贵的意义。我们必须要学会敞开心扉，去倾听，去学会了解每个人生活背后的想法和感受。The next page, please. 这里我想说的是，我们必须通过自己去了解差异，然后才能选择适合自己的，或者在需要时能够适应。这种适应，或者说这种适应的好坏，只取决于你自己。自我认知、自我开放、自我信任，以及之后对外界是否接受及能接受的程度。我们不是在挑战别人，跟别人竞争，而是在寻找自己的独特性
并将其呈现给世界。我们的才能，我们的可能性，我们的思想和看法，善良和接纳，这不是人与人的战争，而是自身的成长和发展。只有明白这些，我们才能与其他人一起生活在这个世界上。The next page. 我很高兴，我生活在这个世界，这个城市，这个社会，为我所拥有的一切，包括身边的人和那些经历过、正在经历或者即将要经历的事情感到幸运。很欣荣今天用中文发言，并分享我自己的观点。非常感谢 LCE、Liv 和你的团队组织这样的活动，帮助大家自己扩大自己的支持和看法。谢谢大家。And the last page is thank you for listening and reading, of course. How do you say thank you in Chinese? 谢谢。谢谢. Amazing. It was really interesting, and thank you very much for this wonderful sharing. When I was coming into the session, I was thinking about my experience with Chinese culture. I've never been to China itself, mainland, but I had many friends and colleagues, and I had a sense that it's. I was practicing different Chinese martial arts and Qigong, etc. So while I had a very deep respect for all the traditional, masters and knowledge which was passed on through the Chinese civilization, at the same time, what you mentioned in the very beginning, that sometimes there was this sense, because of some cultural differences, etc., that there is some it's interesting, the word rudeness come to mind, right? But it's not about rudeness to me personally, it's just the type of energy, which is very sort of high speed, etc., etc. But when you started talking about how is it important to connect with yourself in order to connect with others, it answered all of my questions. It's amazing. So deep. Yeah, it's very deep. I love Tai Chi. And I'm doing Tai Chi as well. And that is what we call energy concentrating. And then you just can to the outside world. Yeah, it's amazing. Wow, amazing. It's also, I think, related to the inner state of the person. So rudeness, it's not only like cultural or some habit, it's also how you feel right now, right away. We really don't know what happened with this person 5 minutes ago before he met you, right? So it's just like human things that we have to know. Alexandra, I also need to mention, when you change the title of your presentation from integrating into Chinese society to integrating into human society, I knew that you are on to something, that you have some big idea. And really today, yes, in your presentation, despite the fact that I don't understand Chinese, but I do understand English, thank you very much for thinking about all of us who are not Chinese speakers. I really felt how deep you went. Like really connecting with other people starts with recognizing who we are and connecting with ourselves, and then it all becomes a pure magic. So thank you again for your presentation. As I said, we'll send it out to the world, and I hope that many people will learn something and will change their life. Thank you. Thank you. All right, we'll have a 1 minute break when we put, then we'll go to the next session with our colleagues from India.
just 1 minute break and we'll come back. Everybody who is watching on YouTube or will be watching a recorded version. So next session we have is about one family, Earth Poems, and Ranjani and her global collab team will be with us, Varun and Shweta perhaps, and maybe some other people as well. So 1 minute break. Thank you. Namaste, Ranjani, Varun, Shweta, good to see you. Where are you right now, Varun? In Bangalore, literally similar location as Ranjani. Okay. You might see me now and then on her camera as well. Okay. Wonderful. I shared with Ranjani that I was there, I was visiting Bangalore actually a couple of times in my life. So I have very good memories. So thank you for joining us today. And I will pass the word to Ranjani in a second. I just want to say that my daughter is deep asleep. It's 5 o'clock in the morning in Seattle. And but I have a poem from her. So I will be representing my child at least. Ranjani, good to see you. Yes, I could not find. Hi, Oliver. Hi. Hi. There's also my mom next to me. Hi, Mama. Hi, Lev. Thank you so much for inviting us to do this and, for organizing all of this. We have our team, which is Varun and Shweta. And we were really curious as when we speak about, the future of the world and all of us together. I think the people who have the most stake in it and also the most possibility for change are our young friends. And we were very curious to see how they see the world and, what ideas can we have that as we get older, we lose and perhaps we don't see it anymore. And this was the reason for us to try One Family, One Earth. The idea behind this was also for children who naturally speak, their first language, the mother tongue, and perhaps it's the easiest for, deep expressions in this native language. So when you said we should do a global session, we really jumped at that and said, okay, let's see what we can bring and what ideas we can gather. And we are very happy. This session is actually organized by the children who have contributed to us and to help us understand the world better. And so we have had some contributions from a few children who have also, I see Oliver here, and Oliver's made a lovely drawing along with Victoria. And so we hope now that we can share these ideas with everybody. So thank you for coming for this session. Varun, do you have anything to add before we start? No, this is really establishing one family and this idea of one shared language. Because like I was overhearing Lev at the end of the session, while he doesn't understand Chinese, but the essence got communicated. And really, this is about that, about our future stakeholders speaking and connecting with that common language, which goes beyond words.
So on that note, we can start. Ranjani, you have your mic off. So just to start the session and to make sure that I have not missed anyone, I want to run through the names of our contributors today. We have Lev, we have Marina, right? Marina has written for us today. Marina has written for us today, right? Marina has written a poem, but your daughter is Marina, no? Yeah. And we have Oliver and Victoria, who have also sent in poems and lovely drawings, which we will share. Shweta, we have a few more names to add. Yeah, no, I'm just still waiting. I'll let you know if we... Okay. And also an open call if there is anyone in the audience who would like to add to this poetry. And since we are all here anyway, we can represent the children in us as well. So if we have something to share, please feel free to do so. So shall we start with Oliver, because he's looking so bright and happy to be here. Hi, Oliver. Do you want to start as of today? We have to read that. Yeah, I'll start the sentence and you finish it. Okay. Okay. Oh, do you remember the title? I'm going to also share Oliver's drawing. Oh. Wait, what's his drawing? Oh yeah, the herb that he's hobby. My future, my past. By Oliver Ellis. In the future, I'm going to be so many things that you can see. Say next one. I'll be a driver, an artist, and a father. And a father. I'll draw buildings that help the world. I'll draw buildings that help the world. In the past, I got a pencil in my eye. At school. We had to go to the doctor. I lived in the past. I lived many lives. And each time, the world gets better. The world gets better. So I believe in the future. So I believe in the future. The world will be green. The world will be clean. People will take care. The people will take care. And when I die, and when I die, I'll become an animal. I'll become an animal. Why? Because you're being nice, and sometimes when you're nice in anything, sometimes you turn into an animal. Yeah. Thank you. Thank you so much. Good job. Ranjani, your mic is off. We don't hear you, but we hear Oliver. That was lovely, Oliver. And this was My Future, My Past. Ranjani is also going to share the poem on the chat. And I will also see if we can exchange laptops real quick. So then we can hear her. I have the pictures and okay. So maybe we could start with the next poem. And this is Marina, which Lev will be reading for us. Yes. Let me see. So my daughter's name is Marie Anna. It's Marie Anna, but it's very similar to Marina. And she made a couple of drawings about some animals. She's also 6 years old, by the way. And so is Oliver. They are the same age. She has some stories. She's writing. She wants to draw a book and publish it in a couple of months.
So it's a drawing book, and so this became part of this story. What she wrote in Russian. She speaks English, but she wrote it in Russian. And so I'll read it in Russian, and then I translate it in English. So it goes, «Эту землю я люблю, босиком по ней пройду, вижу небо, вижу звезды, я живу легко и просто». That's it, and I'll translate it. I love this earth. I will walk on the earth with my bare foot. I see the sky. I see the stars. The way I live is very simple. Wonderful. And can you just hold on the artwork for some time? Yes. We can just see it. Here. She's written something on the first one. It's some animals communicating with each other. Some fish, I guess, and maybe some dinosaurs. Yeah, and I can see that there's a roar. That one of the dinosaur goes. Nice. And then there are some stars. There is a ladybug. Yeah. There are some stars with the wings who are flying around. Maybe those are the angels. Wonderful. Yeah. They look very angelic. We can't hear you, Ranj. Maybe. Is this better? Yes. My headphones are not working. I'm so fascinated that she put wings on stars. I was surprised. It's funny, with my wife, we always, and I'm sure that everybody has the same experience with his and her children, but we always find it amazing where it all comes from, because there are so many images we would never share with her, ideas. So I'm really fascinated by all the children, of course. And Oliver, you were great, by the way. Kara, thank you for your wonderful family. Yes. What's that? Did you make that, Oliver? Did you make that? What is it? It's the village. It's a village. So no, those green spots were little accidents, so I got happy, but I made some houses, some apartments, a plane. Why were there accidents? Pardon? Why were there accidents? How did the accidents happen? I didn't actually mean to do those things. Nice. And what's in the middle of the circle, Oliver? A roundabout. And what's in the roundabout? Some grass. Some grass? Can you go there? We have lots more. And I made an Easter one. Is that a bunny? Yes, the Easter bunny. Nice. Very beautiful. And what's growing on the trees? I see something growing on the trees. Yeah, those are flowers. Those nice pink Oh, flowers you drew. those are flowers. Those are flowers that grow on the trees in spring. And does the bunny like those flowers? Do they smell nice, or do they not have any smell? They smell nice. Yeah, okay. Thank you for sharing with us, Oliver. We have lots of things. Oh, wow. You're an The artist. rocket ship. What was that? I see the earth, and what's in the building? The rocket ship.
It's a rocket ship. Is it in space? Yes. And who's on it? What's the blue dot? That's the window. And who's inside the ship? Are you on it? Yes. So are you going to be an astronaut as well? No. But this felt like it. Okay. Thank you, Oliver. Thanks for sharing. I have lots more drawings, but we don't need to show them to you. If you want to show it, we're very happy to see it. So one more. You can also send it to us. My favorite one, Oliver, of yours is whatever you want to show. And here's this some art. No, it's nothing really. That's abstract. Beautiful colors. How do you draw it, Oliver? Do you draw it on the tab or on paper? On the iPad. On the iPad. Okay, lovely. Should we look at Victoria's poem next? Should we share Victoria's poem next? Okay. Sarah, would Victoria like to read it, or should we do it for her? There's not many people, hon. You can. It's just us. It's just some friends. No, she says no. Okay, okay. We can share. We can. Do you want to at least see us read it? Just say hi. Yeah, it's okay. Okay, no worries. She's a bit sad. That's my okay. That's okay. I'm just going to share Victoria's drawing. That's mine. Is this my thing? Galaxy This Earth. is the one that I made. Oh, the next one is the modern stuff. Yeah, they should. Wow. How old is Victoria? 9 years old. 9 years old. And I'm also going to find the poem, which is really beautiful. And if it's okay, I'm going to read it for Victoria. She says, "The sky is blue as the sea. We will live in great peace. The earth is our home, so protect it or we will get karma." She sang as she drew her picture, the galaxy is so beautiful. Thank you, Victoria, for sharing that. Does anyone have anything to say about the poem, which I'm also going to put on the chat? They'd love to hear it. Victoria, it was beautiful. Thank you. Thank you for sharing that. She whispered thanks. Yeah, and before her poem, I was noticing the galaxies, and I was wondering if that's something she's been introduced to. In her painting, it was very distinct. Jodie made a painting the same as mine, but except of the sun. Yeah, I copied her little. Because we didn't do it the same way, but we can show it to you. Yeah, they've seen both of them. Oh, yes. It's kind of pretty. It's in the galaxy, so, and that's a song, so it makes sense. Do you remember how she sang the song? No. Not much. Okay. Thank you so much, Victoria and Oliver. And You're welcome. Thank you. It was lovely that you joined us. Shweta, do we have any more poems to add? I know you were waiting for a couple of poems. Yeah, no, but I might have a drawing coming. It's in the process. Okay. But yeah, we just have to wait for the artist. Okay, great. Yeah, the artist takes their own time. Got to respect that. And I'm also seeing Temur, Salam Bek, and Anek here. Just wondering if any of you have come in with poems or drawings
or if you have anything to share. Did you say? Hello, Hello. Hi. my name is Timur. Calling in from Uzbekistan, and a friend of mine, a colleague, Guy Emes, sent a link about the event today, and I thought I'll join in whenever I had some free time. There wasn't a specific interest in this session. It was just as I joined in and I saw what was going on there, and it's exciting. The only thing that I can share with you here, I don't have any poems to share. However, last year we did a huge school program for Earth Day, and there was a drawing competition. So I saw some drawings here, and we had probably like 1,400 drawings from kids as young as like 6-7 years old, all the way to 14, 15 years old, right? They all drew whatever they thought was necessary, was important for them. And of course, there was a lot of the earth and then, kids taking care of. But one of the images really struck me when this was in a sort of older student who, I don't know whether is their idea or they got it from somewhere else. They drew the earth as heart. So the whole earth was one heart. There was a beating heart, and the trees were kind of coming out of that, and plants were coming out of that. I wish I had a scanned image to show you, but it struck me because it shows the earth as sort of one that beating heart that from one side is very resilient, right? It just keeps beating. From another side, it's a very sensitive organ, right? It requires attention, it requires care, it requires patience, and very delicate care. So I think this balance between the complexity from one side and delicacy from the other side is something that we obviously need to be aware of. And it was amazing for me to see that from the child's perspective. What also was very interesting that I saw many kids here in Tashkent. In the capital Tashkent, we have a big problem with air quality. Over the last few years, it just degraded significantly. Construction, lots of construction, trees cut, asphalt, concrete, and all that. So the kids drew pollution, like trees with cut branches that they see sometimes. And this is their reality, right? They're just drawing what they see. So I remembered when I was a little kid and I was drawing, this is not what I was drawing, because that was not my reality. We would draw some trees and birds and everything, but not pollution, because I was not growing up in that. And so in the same city now, this is what kids are drawing. And so we were actually, while working with kids, we were trying to reach their parents. As I said many times when we worked on this program, there's nothing wrong with kids. Kids are just fine. They understand. They see things. It's adults that we have problems with. So we were hoping through kids to teach the adults about how to care about the world around them. So this is all I have to add at this point. Thank you for doing this. Thank you so much, Temur, for sharing your experiences. And I would love to talk to you more about this and see if we can, bring more of these art practices together across Uzbekistan and India. That would be really lovely. And I think our next artist is ready. We have Ashvi, who is in the Netherlands right now, and she's going to share some of her artwork with us. Hi, Ashvi.
Hi, you're muted, Shweta. Your computer's on mute. Hi, Amay. Hello. Hi. So that's Ashvi and Amay. Amay is Shweta's son, and Ashvi is Amay's cousin. So yes, can you, Ashvi? Do you want to tell us what that is? Earth where we live. That's where you live? Yep. Which That's building is yours? It's mine. That's yours? Where are the windows? Oh, there. It's there? Yeah. Yes. Oh, nice. And where is Ashvi? Here. Nice. And what's the other drawing? What's the other drawing? The earth. You have to show it. It's the earth. Oh, wow. And what's outside the earth? What is that? Hands. Oh, Hands? it's holding the earth like that. And why? वरना अर्थ गिर जाएगी. So Varun says if the hands are not holding the earth will fall. Right. और आपके पास में? ये है. अमय वो क्या है? अमय थोड़ा आगे आके दिखा. Wow, what is that? A butterfly. A butterfly. So beautiful. And why did you choose those colors? Make it pretty. They look pretty. What the perfect reason. और वो क्या है? A fish tank. और उन फिशेस के नाम क्या है? Goldie, Bluey. Goldie and Bluey. Okay. Lovely. Thank you, Amay, Ashvi. Yeah. Amay, Ashvi, do you know it's Earth Day? What is Earth Day? Earth Day. What is Earth Day? When is Earth's birthday? We have to make cake for the Earth. Then go to outer space and give the Earth some cake. Already at the Earth. Oh, then how will we go? Yeah. Give it. We have to go to the outer space and then give it to the Earth. Yeah, the Earth. Then we have to feed the whole house. Oh my God. This will take ages. Then we are there. Thank you, Ashvi and Amay. I really love the idea that today is Earth's birthday and we have to go to outer space and give the Earth some cake because that's birthday. And I've realized none of us have done it yet. So thank you. I also see that Lilith, you have shared some work. Would you like to explain that a bit? Yes, hi everyone, nice to meet you. It's Nice. amazing opportunity that I got the link right now, it's amazing because this is exactly what is it all about because I'm in Armenia right now and we are making the project here which name is the World of Arc and we're answering the question, what is the vision of future where the whole earth is home for everybody, for all the people. And because we're building the future, we turn to children and ask them how do they see the future.
and they're making different projects. There are different schools, different ages, starting from 10 to 17 years, where they're giving us the ideas of how we shall build the future. And it's amazing ideas, because what we're doing right now, we are trying to find the spots in culture, in heritage, in global issues, where we are united and connected with all the nationalities, with all the cultures, when we have the same spots of connections, and when we can get united to create the future. What are the main questions of the future? Yes, it's the mission, the function of human being, because when we're going to have a lot of robots, and this is what children say actually, we need to understand what is the true calling of a human being in the contrast with the robots and technologies. What we're saying actually is we can find the answers and the codes in our culture and in culture of all the people. And actually, we already talked with Russian artists here in points of connection, and we have a meeting with an Indian artist to find the spots that are connecting in Armenian and Indian culture. So I think that it would be amazing if we would be able to connect different countries, children from different countries, in order to be able to create that world arc, you know, which can transfer us to future. And this is all a part of global initiative, which name is the Child of Universe. Where we're saying that children and different ages and different generation and issues today, they're like, you know, different planets on Earth. And that would be amazing if we find the way through art, probably through education, through historical cultural heritage, through technology, to connect all the planets, all the generation, in order, you know, to be able to create that healthy life on the planet, because our planet is united, right? The only separation that exists are created by people, actually. And if we put that much effort that we put in separation yesterday, today, to put in effort to try to build the united life on the planet, to try to find the spots that we are connected and we're equal and we're the same rather than we're different, I think that would give us the opportunity to create alternative reality. So I would be very happy to hear your ideas about that, and if we can find any crossroads to make a mutual project where we're all, like, you know, people that were living on the earth. Yeah, thank you so much for sharing about your project. I think for us, this is a really special thing to work with this age group. And we have also been doing a few projects. One is called Small Feet, Giant Leap, and we work with children to come up with future visions of the earth, mostly using art, poetry, and music. And another project that we are also doing is called Folk Tales from the Future, where we are trying to build these stories about the future that can go from you know, because stories are so powerful, and how can we change the imagination of what the future is through storytelling. And I think it would be lovely if we could connect and see if we can do more things together, also with Emor and his project. Yeah, I would love that. And you know what? I think that this is like, this is the earth that making us connect right now, because I feel, you know, every day I'm feeling like the earth and the things that are happening, they're like starve for to get united, you know, with different nationalities, different culture and different projects. So I would love to, and we can like get in touch with each other in order, you know, to find the solutions.
Yes, yes, absolutely. Thank you so much. And the Thank drawings, you. I must tell you, are really stunning. I was curious about the age group of the students who made this. They're about 12. Okay. They're about 12, and I have videos where they describe their thoughts about their art and the stuff. So I will love to share it with you as well. So I'll send it to you. Because it is amazing how that generation feels the earth as alive something, how they're cherished, because here in Armenia, there are a lot of under the pressure of danger children. So they feel how peace and earth and life are connected and how important it is to keep. If you see, there is a painting when there is a small town. And this painting is made by a boy. He's 11-year-old, and he says that the future is truly mostly about architecture in countries that are developing. For example, it would be good to go, into future architecture to attract more people and to be more integrated into international technological communication with developed countries. And as well, he says that future of architecture is not only the design, but also the function of buildings, like smart buildings where people have the rights and the communities grow as well. So this is the project of Aage. He's 11, about future of architecture. The other painting that you saw, the girl was holding the planet. She is also his classmate. They're from school in Armenian region that called Balahovit. She says that the planet can be healed through love, compassionate, and caring. So she drew a girl. I think that she's, yes, exactly. I think that this is her feeling toward the earth, how she feels she can help it. So she's more about love, care, appreciation, and like emotional things that we can heal the planet. There was a painting where there's like a small town and a boy is sitting and watching it. It's a work of a boy. Yeah, he said that there is only one solution because there are a lot of wars today in the world. So some group of people shall come out and say that they are not eager anymore, to put up with that. There might be businessmen, politicals, leaders, and so on, and we can create some kind of, gatherings. Yeah, exactly, this one, where we can take the land and make it like, half like a business, half like social project, and half like a governmental structure, when people choose their rules, when there is no war, and we have our infrastructure like schools, hospitals, universities, business, and these areas, they are not depending on the governments, so they can live in peace. And he says that from time to time, more people would go into places like this, so there won't be any, governmental pushing and pressure on people. They would be able to create their own reality when everybody respects each other, and there are no possibility of war, I would say. And the other painting is it is more about Armenia, when there is mountain and a small church. And this is very interesting because when you ask children who are like, because children, they are sensing so deeply what is happening around and in the country and in the planet, and all that pressure, they absorb it like, like a sponge. And when you give them the opportunity to speak their truth, they're starting to give the solutions of the things that makes them worry and fearful most of all. Because sometimes they don't have the opportunity at home, to say about that, but they hear it, they sense it, and that code goes inside of them, And it's very interesting because when you give them the opportunity, they're starting to say that we want peace. We are born in peace, and the earth, it belongs to everyone. And I can see the future when there is blue sky, when there is the bird of peace,
when there is no shouting, that there are no screaming, and everybody is safe, and my country is in safety, you know. Yeah, this is the painting. She said that I see the future of my country with the green grass, with the blue sky, and like my home, my place belongs to me. It is not in the danger, and there is a church that I can see the calling from the church, you know, in my peaceful day by the side of the river. And I think that this is like emotional, describes any feeling that any human being wants, you know, when he like wakes up and goes out. This is so profound. And actually, I think that all the technologies, everything that we do needs to have that aim to create that sense to children. Any child needs to feel safe, you know, no matter this is family, this is country, this is government, this is technology. Everything that we build needs to have that aim, you know, that any child is safe at homeland, at home with family, and so on. And the next painting is the girl with that mess, you know, on the head. It is very interesting because it was the answer to the future. And what she says that in my future, I see that like all my thoughts, all my ideas, everything that comes to my mind, everything is existing for every child. Like she painted that bird and that angel, and she said, I'm safe with all my ideas. They live peacefully in my chaos, and I can create. There is noise, there is something curly, but still I have the right, and I'm in peace to be in that way. So I felt in that painting that this is so important for future and for children, if we're saying to create projects and formats where they can be themselves. They can let themselves to express, to think, to feel, to, you know, to show them to any child that everything you bear within yourself is worthy. This is important for this world. Please share, please express, please teach us, please feel free, you know, to express that, because world needs that. We don't need you to put you in frame and say, please do this and do this. You need to, like, you know, if we show it, yes, someone can say, what is this? Like, this is a mess. Okay, where is the earth? Yeah, but no, this is how she feels. She feels that earth is a place when she can create. And I think it would be amazing if we would be able in future to create schools like that, project like that, to give the youth the opportunity to be heard, and what is more, to be able to learn from them deeply from our hearts, you know. So poetry in colors, definitely, yes. So that was it, and this is one part, and now we're making videos and stuff, so to give the children the opportunity not just to express themselves, but we truly want to follow them to that future. So I would be absolutely happy if we could do something like that together, like truly make it international. Thank you so much for that opportunity. I'm humbled, and thank you for your time and attention. Thank you so much, Lilith, for joining us and sharing all this fantastic work. Our love goes to all these children who have made these drawings and, you know, taught us so much through this. And also a lot of love for Oliver and Victoria, for Ashri and Aage, and to Marianne for sharing their poetry with us. I just want to, we are at closing time. I just want to say that the next session we will do in 10 minutes is earth art. So we're going to be painting, mark making, with things from our kitchen, with things from our gardens. So if any of you feel like joining, please do join us. Yes, okay, Oliver. So we can go and grab things from the garden and, you know, ask Mama for colorful things from the kitchen, and then we're just going to try and create art with that. So we will see you soon. We will see you in 10 minutes. And thank you so much for joining and making this such a lovely exchange for all of us. Thank you. Thank you, Ranjani. Thank you, Arun. It was beautiful. And everyone who participated, of course. Thank you so much.
So see you soon for some fun making and mess making. Shall we join by the same link? Yes. Okay, in 10 minutes, right? 10 minutes. Thank you so much. See you soon. Thank you, Sasha. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye.
This is also a circle. This is different shapes. Wait, how come the parts are so small? We need some parts. Yes, so Mom's gonna see what to get. Everything that she couldn't get. Mom, hurry up! Hurry! Hey, Oliver. Hello, everyone. We're just, sorry, it's taking a minute. We're just trying to get the view of the art. I don't know if we can see it, but It's from your. where? This. Correct. Okay, but maybe we can move it. Sorry. Hey, can you tell me if this is visible and clear? Is this visible? Yeah. Visible. Yeah, we can see the 3 pages and all the little circle, the little bowls. So I had to change location because I wanted some natural light, and it was just sunset here. Nowadays, the kind of mark making that we want to do today. So I just have a whole bunch of random things that we took from our garden, and I would love to know what you have as well. This is just some mud that we got from our garden. It's just this bad lighting. Which turn on flash? Yes. Okay. So this is just some mud. This is a little bit of turmeric from the kitchen. These are some dried flowers from the garden. We have some crushed rose petals. Yes. We also have some pomegranate seeds and a bunch of random beautiful things that we got from our garden. Some onion, some basil, some grass, dried lemongrass, and turmeric. So this is what we have, and also this beautiful suggestion by Varun. This is an oil lamp. And so we thought it might be really nice to use, the soot that goes in the oil lamp, which makes a beautiful black color. So these are the kind of things that we got, because when we say the sky is blue or the grass is green and we want to paint it, where do we get the green and the blue from? And many times we can just take it from the nature. So when we go on walks, how do we find color in nature? How do we find, how do we find ways to just not use paint, but the things around us to create art? So these are the things I found. What did you find? What do you have to work with? Does anyone want to share? Want to tell? Yes, please. Yeah. What do we have? We have some mud. Some mud. Some mud.
And we have some flowers. And we have a pretty Dandelion. Flowers. Oh, wow. That's beautiful. And we also have some turmeric. Nice. And some leaves. And this is a flower from what tree, Ame? A pear tree. A pear tree? These are our pear blossoms from our garden. Wow. Wow, so nice. I love how different places have completely different beautiful things. Oliver, what do you have? I can't hear you, Oliver. I think you're on mute. So we have some flowers. Oh, and we have some sandwich that we showed earlier that you could see. Sticks. What have these things called? Flower petals. Flower petals. There were these things. What are these things called? Those are yellow flowers. Yellow flowers. Beautiful. There's purple flowers and some plums in a plum tree. Wow, you got plums. Plums make a beautiful color. And I forgot if we said stick, but we still have one. Yep. And moss. That's all. We have moss. And we have moss and pine cones. And pine cones. Wow, wonderful. And moss. Lev, Sasha, Alexei, I hope you're joining us in painting as well, and you have some ingredients with you. Yeah, Lev has got some ingredients. Oh yeah, I see Lev has. Is that moss, Lev? Yes, it was Wow. beautiful. It's just gathering it outside. Beautiful. I've never tried moss. I'm excited to see how it looks. We'll do it together today. Yeah, great. Sasha, Alexei, hello. I hope you also have some ingredients. And of course, we need some paper. I would say if we have 2 pieces of paper, that's good. The first piece is to completely spoil. We are just going to have fun trying to understand what each of our ingredients do. So some basic, for us to remember how can we use different ingredients. If we have something dry, like mud or turmeric, the best way to use it is to mix it with water. So just very much like paints, you can take some mud, add water, and you can see what that looks like. And you see that this is making a beautiful brown. And if I want it to be much lighter, I can go for a lighter brown with more water. So do pick up your paints and try it. If I have some turmeric, again, very similar, I mix it with a bit of water and I get a gorgeous yellow. So this is for powders and dry things. How do we do with leaves? If we have, for example, a little bit of grass that we want to use. One of the most fun ways to do it is to just with our hands, crush it into the paper. And then you see that we get a beautiful, light, delicate green on the paper. Is it visible? Yeah. Yes. And when we have fruit, something like pomegranate, this is my favorite. You just get to squirt it onto the page. If you want to be neat, you can also do it into a bowl, but I like the mess. You get to squirt it onto a page and then we just use our
fingers, and then it makes these lovely splatter patterns. When we have something like a turmeric, this is like nature's crayon, right? You can just dip it in water and color it in, very much like a crayon. I hope the colors are visible. Maybe we should try another color of light. We'll try to fix that. But I'm going to play some music, and for the next 10 minutes, let's just play with what we have. Let's try and see what we do with the ingredients that we have. And I'm going to play us some music. Why might be better? This might just be the easiest way to land high-ticket clients online. Forget LinkedIn, forget writing articles, forget Facebook, forget VSLs, forget challenge. Share screen. Oh my gosh, I love red everyone. So ugly. Is it supposed to be ugly? It's just be exploring. Then we take another paper. Did you try the crushed up roses? Petals are really nice. No. Sort of twist it up into a ball and then use it and squish it into the paint. Oh yeah, purple, and I love it. Oh, it gets purple on your hands too. I thought it was going to turn out pink. Whoa, it makes different shades of purple. It depends on how you use this. Is this good? What's this? Why are you put some studs in? Look, I made a star. Dad taught me how to make this kind of star. Yeah. See? No, my hand down purple. Purple hands are not very pretty. Yeah, mine's ugly. No, it's looking ugly. Mine's uglier than yours. My goodness. Ugly? No, it's not. This one's really pretty. What if I just go like this?
This is mine look good? Yeah. It is. So pretty. Why is this thing so pretty? You're going right through the paper, though, so be careful. Don't push too hard. Whoa. Look how cool that is, Mom. Look, Mom. That's oil on mine. Whoa. Yeah, I'm gonna use this paper. I need some blue so we can make some. And this will be the closest thing we have to. This is the one. Making the desert. Music's coming in and out. Is it? Are you sharing the computer sound? It says in the advanced settings. Are you able to hear the music? I'm not sure. It's cutting in and out as if it's being cut off by Zoom. Okay. I'm going to try. Blue. Wow. Look, Mom, it works perfectly. I can't make some blue. Let's see. With purple and green. I'll have a look around the kitchen and see if there's anything. Knit like every 2 seconds. Wow. Don't worry. I figured out you can write with letters. Pardon? I can figure out that with mine. You can do anything from this. Can I do that? No? Please, come on. You used to like sing. Okay. It's thick mud. I don't know.
Media, один дочь. Сын 13, дочь 12. Но мой брат приехал в старом тракторе сейчас. How are we doing? How are we doing? Did we play with the colors a bit? This is what I have. What do you have? Do you want to share? Does anyone feel like sharing your experiments? Okay. Wow, is that a caterpillar? Oh, wow. Ashby? What? You want to share? Later, I'm a bit busy doing that. We are a little busy. Right. Anyone feel like sharing? Yes, please. Yes, Oliver, what do you have? A desert at night time. The moon is a bit tricky. Wow, what did you use for the black? Such a beautiful color. I just used some purple with some mud. I did use some purple with some mud. You used mud? Yes. Soil. Wow, that's very beautiful. Well, we made mud that we forgot to say. So, Nice. Victoria's, mine is pretty too. That's Victoria's. Victoria. Oh Oh, wow, the purple, is the purple the plum? These flowers were good. Oh, okay, wow, that's a gorgeous color. So beautiful. Anyone else would like to? I did Sedona because I just visited Sedona recently. Wow, that's so beautiful.
Is that Victoria or you, Sarah? I did the orange one. Victoria did the first one. Beautiful. Lev, I see you're making a collage. Yes, yes. It was amazing, first of all, to go and gather all those materials. As I said, it's early in the morning, sort of night between Vancouver and Seattle. And I was actually going through the forest to pick up the moss and some grass and some leaves from sequoia, actually. And it was really nice to combine all those materials, including yogurt and some other edible art. So while I was doing the art, I was also eating. It was very nice to combine those two. Thank you for the amazing experience. Thank you. So the next thing we want to add as a layer is texture. So far we've been using brushes, but we can also very easily, and I love this, get messy. So it's very easy for us to use our fingers to give a color, a sort of a background that is more diffused, that's faster. Another way when we want a little more texture is we can use some sort of a brush. This is lemongrass from my garden, which I like to crush. And when we then dip it in color, we get this sort of a texture, which is very different from what a brush can It's a weekend minute though. It's kind of funny outside. Oh, it's not visible. It's a very different kind of texture. We can also use twigs. This is one that I've sharpened to be like a little pen. So this is something we can very easily draw more clear. If I want to draw a tree, for example, I can make it much clearer as a drawing. And I still get the roughness of nature. It's not so fine as a brush, but I can still get some textures there. So really it's your imagination if you want to dip your flower and use it as a brush, or if you want to use fingers, grass. You can also use vegetables and fruits to create impressions. So if I want something that is a very strong sort of impression, I can easily create something like that. So really it's your imagination. Feel free to take all the ingredients you have. We tried using it as colors. Now we can try and use them as brushes. And once we have these blobs, we can always draw some shapes out of it. This for me is starting to look very much like a man who's sitting down. So I'm going to draw him out, you know, as a person. Who's just sitting on the grass. So feel free now to continue the exploration with different materials. It's also nice sometimes when you put a blob of very watery paint and now we want to add some texture to it. We can try blotting
We can also try to sprinkle some salt that gives a very nice texture. Or we can try making impressions with leaves or flowers that we have. And it may look like nothing, but once it dries out, it really shows the textures and layers. So feel free to explore with that. And we'll take another 10 minutes to play with textures and different medium for brushes. And I realized somebody was very kindly playing music because it's not playing from my screen. So I request you to please play music as well. And I also loved the pomegranate juice, the rose petal.
How is it going for everyone? Are we doing okay? Yeah, I continued with the same one, just adding more stuff on top of it. So you can see it a bit better, but I'm sure it won't all stay on. So beautiful. It's really gorgeous. And anyone else? I'll see Tatiana and Alexei. Are you painting? Are you with us? Oops. Are you sharing something? My artists have flown. Wow, what is that? Here is one from Ashwi. Beautiful. So gorgeous. Wow. And Amez? Amez is what was this? A jellyfish. Beautiful. So nice. What? It's inside of that. Oh. This is hard. I know you picked so many items that you pressed the little pebbles. This is mine. I can also share. So this is not shared. It's gorgeous. Yeah. The purple's really purple. I don't. Could Yeah. you also send the picture? It's gorgeous. Could you later send the picture as well? Make a photo. Yes. Yes. So if everybody could share your photos on the chat, please, that would be very nice for us. So we can put it together. Yeah. Would anybody else like to share your work? I have the Earth Garden. So
I took all the natural sort of ingredients, and it really represents to me the garden of all different types of plants and life on Earth. Beautiful. With the oceans around. You see the blue one? That's the oceans. It reminds me of, Lev, I don't know if you've ever seen the Buddhist mandalas of the town. Yes. So they always have these circles of water around. The first circle is always a stream, and then the second circle is a lake, and then the last circle is always the ocean with the big fish. It's just reminded me. And anybody else is in the process of making the work? I see that we're almost at time, but I'm really happy that we were able to do this. There are a few ways to fix this if somebody is inclined, a very low-tech way. There are, of course, fixers that we can buy in the stationery store, but a very low-tech way to do it is to take some glue, mix it with water, and then spray it on the sheet, and it pretty much gets fixed, except for the bigger chunks like this. This may not get fixed unless we glue them in. But the beauty for me of working with this kind of material is that it's going to look completely different tomorrow. And 10 days later, it's going to look completely different. The colors change, they fade, they darken. For example, when we use certain fruits, they oxidize, certain leaves and fruits, they oxidize. The basil, for example, will turn brown in a while. And that's the transience of this working with natural material, and that there's a beauty in how it changes, and how we can only try to shape it, but we can never be the masters of what happens in the end. And this is the lesson I take away from this sort of work. I really hope you enjoyed working with found materials, working with natural materials. And I would like, if anybody would like to share something about this experience, I welcome that. I would love to share my experience, yes. Okay. Could I? Yeah. It's very interesting how it works, but for many people, life is busy, for me as well. And so I was waiting for our session, but I never took the time to really go out and get the natural materials until you gave us those 10 minutes pause, right, break before this session and after the, and I just put on my clothes and went outside. I have the forest just nearby. And so I had enough time to really explore the forest. And it's early in the morning, and it was so beautiful. So the experience of connecting with the natural environment was really very special and majestic by itself. And then I brought pieces of it here, and I made a photo and sent it to our chat. I also discovered that a small, I don't know the name of this insect, but a small insect came over with the greens. And so he was also making some rounds, and he was creating his own, or she was creating her own art together with us. So it was really powerful. Thank you very much for this experience. Thank you, Lev. Thank you for doing this so early in the morning. Yeah, and anybody else? Shweta, Sarah, Oliver. I suppose this is too long for the kids, so they would have finished their work and gone off to play. But if you have anything to share, Shweta. I could share what, the kids really enjoyed experimenting with the different things, making colors and how they would work, and they were surprised and delighted.
by that. Oh, if I try this with this, oh, here's the, oh, look, the mud with the oil. Look how good that looks. I'm going to try this. Yeah, it was relaxing and enjoyable and nice to see that you can have fun without, with the earth materials. Thanks. Thank you so much, Sarah, for coming in, and to Oliver and Victoria participating. This is really nice. It was also nice to get us to go outside because it was a bit rainy. So we went out anyways because we wanted to get the material. So even just to feel a little bit of rain sprinkling on you is nice. It's kind of adventurous feelings. And you said you're in France, right? Where in France? Yeah, we're in the Dordogne region near Bordeaux and all that. Beautiful. And anybody else would like to share an experience or something? Please let us know. Yeah, I think Amen, do you want to share? No, he's here. But I think it was really interesting because when they started, they asked me, what are we making? And I said, whatever, we don't have to make anything. You can just, and then they just, went with it. And first they started with just whatever came. And then they start to see patterns in it. And then they're like, oh, I think this looks like this, and then I'm making this. And yeah, so it was just interesting to also see that process of starting with not having something in mind and just making a mark, experimenting with the colors and with the thing, and then sort of, their imagination sort of running and trying to find patterns in it. So it was interesting, I thought. Thank you. Thanks for participating, and to Amay and Ashu. I see that we are out of time, so I thank everyone who joined us and joined us in this meditative nature connecting session. So thank you and see you soon. Bye. Our next session, do we have a next session? We have, yes. Our next session will be Shweta and Varun in Hindi, and they will be discussing futures thinking. What futures thinking, and it will be a session. So maybe we take a 1 minute break. Thank you very much again, Ranjani, Varun, everybody who participated from all corners of the world. I discovered for myself that children art and our inner child, right, art, it really creates connections, internal connections, external connections. So it's really special. Thank you. Au revoir. Bye, Oliver. Thank you. Bye. So we take 1 minute break and then Sure, we come back for the future we thinking. come back at 7:20, so in 3 minutes.
You need it? Hi. Welcome, Varun. Welcome, everyone. Thank you for everyone who is watching us online through YouTube or will be watching the recording. We have a next session. It's coming up and it's about our future. So I pass it on to Shweta and Varun. Thank you guys for joining from different parts of the world and on to you. Thank you. And नमस्कार. हम ये सेशन कर रहे हैं हिंदी में. मेरा नाम है वरुण और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बैंगलोर से. मेरे साथ हैं डॉक्टर श्वेता जो ज्वाइन कर रही हैं नेदरलैंड से. हाय श्वेता. हाय वरुण. और हमारे साथ बीच में हम इनपुट्स लेंगे रंजनी से भी. And because most of you here are English speaking, can we try and do it multilingual? So we will break into Hindi, thoda bahut, and a little bit English. So all of us can, all of us can follow in. But we enjoy the sound of Hindi as well. So it's equally beautiful. You have such a presence, the words don't really matter in a way. Got it. So Shweta, you're also आप विंटरशाइम में पढ़ाती हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं विंटरशाइम यूनिवर्सिटी. जी, विंटरशाइम यूनिवर्सिटी में. और थोड़ा बहुत बताएंगे आप क्या करते हैं वहाँ पर? मैं एक प्रोग्राम में पढ़ाती हूँ जिसका नाम है ग्लोबल प्रोजेक्ट एंड चेंज मैनेजमेंट, जहाँ पे हम बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि आज का जो चेंजिंग बदलता हुआ वातावरण है, बदलती हुई सोच है, उसको कैसे हम नए जॉब्स और नए जो आने वाले कल में जो नए कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज आने वाली हैं, वो कैसे हम अभी से कल्टिवेट और करना शुरू करें. और आज का सेशन किस बारे में है? आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम एक सोचा जाए तो काफी एज ओल्ड या बहुत ही हमेशा से चलती आ रही के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है फ्यूचर्स थिंकिंग या आगे की सोच. और अगर सोचा जाए तो ये इंसान हमेशा ही आगे की सोच लेके चला है, तो फिर इसमें नया क्या है? होपफुली आज हम यही चर्चा करेंगे कि आजकल फ्यूचर्स थिंकिंग का क्या विषय का क्या मतलब है और उसका क्या यूज है हमारी जीवन में, ऑर्गेनाइजेशंस में. बहुत अच्छे. जैसे मैंने बताया, मेरा नाम वरुण है. मैं बैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है, सृष्टि मणिपाल स्कूल ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, और वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप फॉर इम्पैक्ट पढ़ाता हूँ. तो ये विषय है कि हम कैसे बिजनेसेस को यूज कर सकते हैं बेहतरी के लिए, और ये हो सकता है लोगों की बेहतरी के लिए या हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए. और हम जानेंगे थोड़ा बहुत कि स्टोरी टेलिंग कैसे यूज होती है जब हम आगे की सोच को देखते हैं.
तो हम इन टूल्स के बारे में बात करेंगे। और श्वेता, सीधे आपसे शुरू करते हैं। अगर मुझे आप लगता है आई थिंक मे बी इफ अगर रंजनी थोड़ा इफ यू वांट टू कम इन एंड अगर आप हमें थोड़ा सा ग्लोबल कोलैब के बारे में भी बता दें। ओके, मेरा नाम रंजनी है और श्वेता, वरुण और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम ग्लोबल कोलैब है। ग्लोबल कोलैब में हम फ्यूचर्स थिंकिंग, जो आगे की सोच है, उसको सिस्टमैटिकली कैसे यूज करते हैं इसके बारे में काफी काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कर रहे हैं, कम्युनिटीज के साथ भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि जो आगे की सोच है वो सिर्फ सोच नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से हमें हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी और स्ट्रेटजी की तरह हम उसे यूज करें, ताकि हमारे काम में हमारा जो विजन है दुनिया के बारे में कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, एक देश या एक दुनिया के तौर पे हम किस तरह की भविष्य चाहते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर, अपने दूसरों के लिए। तो ये हम सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, इस पे हम काम करते हैं वर्कशॉप्स के थ्रू, और हम कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन में भी करते हैं। बट जो हमारा काम है वो बिल्कुल वन वे काम नहीं है। जितना हम वर्कशॉप्स करते हैं वो टू वे लर्निंग के तरह से हम देखते हैं, तो जितना काम हम दूसरों के साथ करते हैं उतना ही हमारा लर्निंग भी बढ़ता है। तो ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता, अगर हम आपसे शुरू कर सकें और जान सकें, रंज इफ यू कुड म्यूट, और आपसे जान सकें कि ये फ्यूचर्स थिंकिंग क्या होता है। क्या ये काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, या ये स्पेक्युलेटिव है, या ये असलियत से जुड़ा हुआ है? और जब हम आगे की सोच रखते हैं तो हम क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं? क्या हम 3 साल, 3 years, 10 years या 100 साल, क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं? तो आप अगर थोड़ा विस्तार से बताइए, आप आराम से बताइए। थैंक यू वरुण। मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आगे की सोच इंसान हमेशा ही रखता है, किसी भी सिविलाइजेशन में देख लीजिए, किसी भी उसमें देख लीजिए, हमें हमेशा आगे की सोच लेके चलते हैं। और जैसा आपने कहा कि क्या ये काल्पनिक है या फिर ये स्पेक्युलेटिव है या उससे जुड़ी है। फ्यूचर्स थिंकिंग के अलग अलग प्रकार एक तरह से हैं। तो आप बोल सकते हैं देर उसमें कुछ तो काल्पनिक काम भी होता है, जिसमें जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और सेशन में देखा, बच्चों की कल्पनाएं अपने फ्यूचर को लेकर के, वैसे काल्पनिक काम जिसमें ज्यादा आर्ट और अलग तरह के सॉर्ट ऑफ विषय लेकर के हम उसको करते हैं। और दूसरा ट्रेंड्स और सिनेरियो, जो कि आज अभी तक क्या चल रहा है दुनिया में, उसको समझ करके, उसको देख करके फिर आगे के लिए हम कुछ सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं कि क्या आगे चल के ये क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज जो है वो ज्यादा एनालिसिस और जो हमारी दुनिया में अभी तक हो रहा है, क्या क्या जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे कि अभी अगर आप देखें तो एआई पे बहुत ज्यादा आजकल डिबेट चल रहा है। तो एआई के आने से हमारी दुनिया में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या अलग अलग विषयों और अलग अलग सॉर्ट ऑफ
काम पे और जॉब पे और लोगों की जिंदगी में और हर किसी उसमें क्या असर पड़ेगा एआई के आने से, वो हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं। उसको हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी बढ़ रही है। फॉर इंस्टेंस, जो चीज टेक्नोलॉजी 5 साल में वो होती थी, उसकी स्पीड अब 5 महीने हो गई है चेंज होने की। तो वो स्पीड का क्या असर होगा, क्या वो होगा। तो इस तरह से हम कई सारे तरीके हैं जिससे हम सोच सकते हैं कि अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है। एक और अगर मैं एग्जांपल लूं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बहुत सुना है कि स्पेशली पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स ने आकर के ये रिसर्च किया है और ये दिखाया है कि अगर टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री बढ़ता है अर्थ का, तो उसमें क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। कई सारे देश अपना अस्तित्व भी खो सकते हैं, बिकॉज समुद्र का पानी जब राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा। तो इस तरह से बहुत दोनों ही तरह की चीजें पॉसिबल हैं जो हम करते हैं। हमारी सोच इस सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी पे एक वो है कि अगर आपको कुछ नया, कुछ चेंज चाहिए दुनिया में, जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं, देखते हैं या जो हम करते हैं, तो जो अभी जिस तरह से हम उसको समझते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें नई तरह की सोच लानी पड़ेगी। और उस नई तरह की सोच लाने के लिए हम फ्यूचर्स थिंकिंग का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम दोनों तरह से काम करते हैं। जो अभी हो रहा है दुनिया में उसको एनालाइज करते हैं, बट ऑल्सो काल्पनिक तरीकों से जो लोगों की इमेजिनेशंस हैं, स्पेशली लोगों को जिनकी आवाज आसानी से सबके तरफ पहुंच नहीं पाती है, जैसे बच्चों की इमेजिनेशन या कुछ कम्युनिटीज की इमेजिनेशन, जिनकी आवाज अभी पूरी तरह से लोगों को पहुंची नहीं है। वो आवाजें हम कैसे फ्यूचर के बारे में सोचने में उसको कैसे हम इंक्लूड कर पाए। तो आई थिंक मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी और आपसे पूछूंगी वरुण कि आप कंपनीज के साथ बहुत काम करते हैं, तो आप कंपनीज में फ्यूचर्स थिंकिंग का क्या रोल देखते हैं? मैं कंपनीज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि कंपनीज एक जरिया है हमें एक बेहतर आगे की तरफ लेके जाने में। क्योंकि अगर हम देखें, कंपनीज एक लौता ऐसा माध्यम है जो प्रॉफिट का मोटिवेशन यूज कर सकता है और बेहतर करने में। और इसमें कई बार ये होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स की अपनी खुद की कुछ मजबूरियां होती हैं या वो काफी धीरे काम कर सकती हैं। पर कंपनीज अलग अलग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा सकते हैं, और वो भी बेहतरी की तरफ। मेरा इसमें ये भी है, और बाकी दर्शक जो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके लिए चैट में जस्ट अपने कुछ नोट्स डाल रहा हूँ, ताकि आप जब मैं हिंदी में बात करूं, यू कैन फॉलो इट इन इंग्लिश। आई एम जस्ट पेस्टिंग माय नोट्स हियर इन चैट, सो यू कैन also just follow what I'm talking about. मैं कुछ समस्याएं देखता हूं जो कंपनीज आजकल महसूस कर रही हैं, और ये एक समस्याएं अगर हम ओनर्स से देखें तो ओनर्स जो हैं उनमें कंटिन्यूसली एक प्रेशर रहता है कि तेजी से बढ़ते रहो और आगे करते रहो, अपने पिछले साल के नंबर्स को बढ़ाते रहो। और इसमें वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। वो बता नहीं पाते कि वो एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जब ओनर्स स्टार्ट करते हैं तो बड़ी अच्छे विजन्स के साथ स्टार्ट करते हैं, पर बहुत ही जल्दी एक तरह से स्टेटस को में पड़ जाते हैं। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें श्वेता, तो एक ट्रेंड हमें दिख रहा है, और ये कोविड में बड़ा एक्सेलरेट हुआ। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बिग रेजिग्नेशन, या लोग
अपनी मर्जी से नौकरियां छोड़ रहे हैं, और उसमें ये जो कारण दे रहे हैं वो कारण ऐसे दे रहे हैं कि भाई हमारी कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। 60% लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस हो, हम जब जब चाहें तब हम घर से काम कर सकें, जब चाहें तब हम ऑफिस में आके काम कर सकें। अगर आप कस्टमर्स की तरफ से देखें तो कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम बेहतर प्रोडक्ट्स चाह रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अब 3 साल 4 साल से ज्यादा नहीं रह रहे। या फिर अगर आप आज फोन करो किसी भी कस्टमर केयर में, आपको मुसीबत आ जाएगी अपनी प्रॉब्लम सुलझाने में। तो कंपनियां जो हैं ये एक्चुअली चेंज करना चाह रही हैं। ये कुछ भी कहो, स्टेटस को के वजह से ये ऐसी जगह कश्मकश में फंस गई हैं कि ये अपनी बेहतर कैसे काम कर सकें वो इमेजिन नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा काम कहीं ना कहीं ये भी है कि सिर्फ ये नहीं कहें कि टेक्नोलॉजी, I'm also saying this line in English because it's important. It's not just about using technology, but it's also about what are we using technology for? Are we using technology for imagining more equitable workplaces? क्या हम देख रहे हैं कि जो अंतराल है, जो लोग हेड ऑफिस में बैठते हैं, एसी ऑफिसेस में बैठते हैं और डिसीजन बनाते हैं, और जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं लोग, जो लोग असली में इंसानों से छूते हैं, बात करते हैं, उनके बीच का जो अंतराल है वो कैसे कम हो सके? क्या हम और लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं? Is there a possibility of more inclusive decision making? Is there a possibility of involving impact with work? तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज जहां पर फ्यूचर थिंकिंग, आगे की सोच कंपनीज में हेल्प करती है, और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ग्लोबल कोलैब का एक मिशन है बड़ा कि हम कैपिटलिज्म को एनिमी की तरह नहीं देखें, हम कैपिटलिज्म को एक जरिए की तरह देखें कि भाई हम सब साथ में आगे बढ़ सकें। तो ये एक बड़ा वो है स्टेप जो हम ग्लोबल कोलैब में ले रहे हैं। मैं जस्ट पॉज करना चाहूंगा अगर आपके इसमें मुझसे कुछ सवाल हों जिसके बारे में आप जानना चाहो, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। थैंक यू वरुण। आपने ऑर्गेनाइजेशंस में इक्विटेबिलिटी की बात की है, तो इसके बारे में थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे कि फ्यूचर्स थिंकिंग आप कैसे देख रहे हैं कि वो फ्यूचर्स थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा इस अंतराल को कम कर सकती है या जी बिल्कुल, मैं एक उदाहरण लेके इसको बताता हूँ। मैं एक एग्री कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। अब in agri supply chain, typically what happens is you have a pyramid, एक बड़ा ही structured कास्ट सिस्टम की तरह होता है, जहाँ पर जो फार्मर होते हैं उन्हें सबसे कम पैसा मिलता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे कम होती है। वो अपना माल किसी और को बेच देते हैं जो थोड़ा और पैसे कमाता है, फिर ये माल फैक्ट्री में जाता है where it is processed and factory owners typically make a little more share in the money. Then the product is sold और जो बेचता है उसको he gets maximum share. And ये जो पिरामिड है बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड पिरामिड है। हम इमेजिनेशन के थ्रू ये देख रहे हैं कि क्या अब फार्मर्स कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और ये कोऑपरेटिव मॉडल है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। आज वेब 3.0 में एक टूल है कॉल्ड डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि क्या ये लोग डिसीजन बना सकें, जिसमें ये लोग बता सकें कि हमारा माल कब रेडी होगा, और इनका प्रॉफिट में शेयर एक तो ज्यादा हो सके, दूसरा डिसीजन मेकिंग में शेयर ज्यादा हो सके, जहां पे ये फार्मर डिसाइड करते हैं कि हम माल कैसे बेचेंगे। फार्मर प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं फार्मर्स के एंड पर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लाने का। ये कुछ तरीके हैं जिसमें इक्विटेबल हो सकता है। कॉपरेटिव मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है, और इसको हम देख रहे हैं कई तरह से आ रहा है। आप सब के देशों में अब उबर आ गया है, एंड यू मस्ट बी ऑल फेमिलियर विद उबर।
and services like that, where you have an app and you have gig economy workers, जो ऐप में एक तरह से एम्प्लॉइज हैं, इसमें उनके पास से बहुत कम है. जो टैक्सी ड्राइवर है, सारा से जो है वो कंपनी के पास है. इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या अगला उबर ऐसा हो जो टैक्सी ड्राइवर्स ओन कर सकें और वो अपने रूल्स बना सकें. जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा शेयर कितना है फेयर में और ऐप का शेयर कितना है. हम चूज कर सकें कब हम लें किसी राइड को, कब हम नहीं लें राइड को. इंसेंटिव स्ट्रक्चर, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये हम क्या ड्राइवर्स के पास रख सकें. और ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ हर तरह से. आप अपने फूड डिलीवरी को ले लीजिए, आप एजुकेशन में ले लीजिए. हम दोनों एजुकेशन में हैं और बच्चों की हम बहुत कम सुनते हैं. यहाँ तक कि अब हम देख रहे हैं कि फैकल्टी की बहुत कम सुनी जाती है. डिसीजन तो कहीं और ही बन रहा है. पर आगे चल के ये नहीं होगा. ऑलरेडी अब एजुकेशन ऑन डिमांड आ गई है. तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जिनको हम लेके अब हम एक्टिवली इमेजिन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक्टिवली आप अगले 5 साल में ऐसी एंटरप्राइज कैसे सेट कर सकें. तो ये कुछ जस्ट मैं एग्जांपल देना चाह रहा था. बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे वरुण. तो एक तरह से देखा जाए तो आप जो कर रहे हैं वो फ्यूचर्स ऑफ वर्क या काम का फ्यूचर और आगे क्या हो सकता है उस एरिया में, दिशा में. थैंक यू. और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये काम कर रहे हैं अभी? मैं एक ये भी देख रहा हूँ कि जैसे एक तो ये है कि कस्टमर्स को कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके उनके प्रोडक्ट्स के बारे में. इस ट्रेंड को हम ये भी कहते हैं रेडिकल ट्रांसपेरेंसी. कई साल नहीं, 2-3 साल पहले एक मूवमेंट था, जो एक ग्लोबल मूवमेंट था, जहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि किसने हमारे कपड़े बनाए. और ये पूछ रहे थे कि भाई हमारे वर्कर्स के क्या कंडीशन थे, हमारे क्वालिटी क्या है, हम ऑर्गेनिक है कपड़ा या नहीं है. और इस तरह के सवाल कस्टमर्स के पास कैसे इंफॉर्मेशन आ सकें. जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा. मैं अभी एक रग मेकिंग कंपनी के साथ काम कर रहा था, जो रग्स बनाते हैं और देश विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं. उनके लिए हम ये देख रहे थे कि क्या रग में एक QR कोड हो जहाँ पे आप स्कैन कर सको, देख सको कि आपका रग किसने बुना. और ये जस्ट कुछ ट्रेंड्स हैं. मैं टाइम भी देख रहा हूँ, क्या हमारा शायद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट में. तो ये कुछ जस्ट जो भी लोग आज सुन रहे हैं, इस दिशा में फ्यूचर्स थिंकिंग जो है एक्टिवली यूज हो रही है. आपने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा कि कैसे हम तीनों और हमारे साथ में अब जो पार्टनर्स हैं वो एक कंपनी ग्लोबल कोलैब के माध्यम से काम कर रहे हैं. जस्ट श्वेता, अगर आप कुछ क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहें. आई थिंक क्लोजिंग कमेंट में यही बोलूंगी, जैसे कि काफी सारे विद्वानों जैसे आइंस्टाइन और बकमिंस्टर फुलर ने कहा है कि अगर हम कोई भी चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में तो हमें ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से जो पुरानी सोच है या पुराने काम करने के तरीके हैं वो बदल सके. तो आई थिंक यही एक हमारा इंस्पिरेशन है जो हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमें कुछ भी बदलाव लाना है तो उसके लिए हमें ये नई कल्पना और नई सोच ढूंढनी होगी और उसी के साथ हमें काम करना होगा. थैंक यू श्वेता. थैंक यू लेव ये अपॉर्चुनिटी के लिए. You're on mute. Thank you so much. It was so interesting to listen to you in Hindi, and I had a sense that I understand many words. Maybe you spoke some English words as well. But more importantly, I felt that there is this connection of people throughout the world speaking different languages. And as we distribute the information from our Earth Day Summit worldwide, I'm sure that people who speak Hindi will appreciate the fact that this language and this cultural heritage is represented in all the modern innovation-related discussions about the future thinking and storytelling and everything. So Shweta, Varun, thank you very much. Ranjani, thank you for your wonderful sessions before.
and I will take a 1-minute break and then come into a next session on Happy City, and it will be with many colleagues from different countries in Russian. Thank you very much. 1-minute break. Одноминутный перерыв, и через минутку начнем. Спасибо большое. До скорого. All right, welcome everyone. Thank you for joining today. Добрый день. Всем добро пожаловать, всем, кто присоединяется к нашей дружеской беседе. У кого чай не налит, можно еще сбегать налить чай, кофе, водичку. Наша следующая сессия будет проходить на русском языке. Участники сессии из разных стран, от Азербайджана, России, Америки, Канады, Израиля, Индонезии, вероятно, Таиланда и других стран. К нам присоединятся коллеги из Кыргызстана. Вот. Но сейчас мы уже, наверное, начнем. Я предлагаю, ввиду того, что время бежит вообще в этой жизни очень быстро, вот, ну и сегодня у нас чуть меньше часа, осталось 57 минут. Соответственно, я предлагаю, мы, наверное, пробежимся 2 круга и поделимся. Здесь собираются люди, для которых понятие счастливой жизни не пустой звук. Видимо, мы все прошли какой-то путь эволюции, понимаем, что жить ради выживания смысла особо уже не имеет. Вот, и, скорее всего, имеет смысл создавать вот это состояние, да, как Паша лучше говорит, стратегического, мы говорим, так сказать, созидательного, там разные понятия счастья, создавать его и в своей жизни, и в жизни своей семьи, и людей в вашем сообществе, в вашем городе, стране и в мире. Соответственно, первый, наверное, вопрос. Спасибо всем, кто присоединился. Я предлагаю, что первый кружок мы пробежимся. Я предлагаю каждому сказать, ну, там, в 2 словах, из какой вы сферы, просто чтобы другие, может быть, не все друг друга еще знают, буквально там 10-15 секунд. Потом, почему для вас важно вот это понятие счастья, счастливые города, то есть какое отношение вы имеете к нему, и что для вас важно увидеть
назовем так, в будущем, какую реализацию этих идей вы хотели бы увидеть. И, наверное, это будет первый круг такого знакомства, по минутке, наверное, каждый как раз получится, у нас около там 7-8 человек. Я с себя начну и передам Сергею Дмитриеву по кругу. Сереж, ты подумай, кому ты передашь, ну и так далее. Если есть возможность, сразу говорите, кому вы следующему передадите. Вот Филипп Гузенюк, когда говорит, вот Валерия знает, он всегда говорит, я говорю Валерии, да? Обращаясь к следующему человеку, мы все, естественно, тоже в круге, поэтому я говорю Сереже сейчас, вот, ну, естественно, всем нам, значит, меня зовут Лев Гордон, я знаком практически со всеми, поэтому долго про себя говорить не буду. Для меня понятие счастья, наверное, важно, потому что я обнаружил, там первые, грубо говоря, 30 лет, ну, как все нормальные люди, я испытывал множество очень разных состояний, и сейчас испытываю, естественно. Вот. Но потом я обнаружил, что есть более глубокие уровни нашего проживания жизни, нашего сознания, нашего бытия, и на них счастье становится гораздо более устойчивым, и его можно создавать и дарить уже более широкому кругу людей. И вот эта трансформация, понимание, что такое счастье, да, что это не только там, быстро проходящие эмоции, это состояние сознания, это состояние вообще, в котором мы проживаем жизнь. Вот. Для меня это было достаточно ярким таким открытием, и я с удовольствием вместе с коллегами занимаюсь проектом, в том числе «Счастливые города», «Happy Cities» в международном масштабе. Вот. И, наверное, вот с этим я пришел сюда вместе с нами поисследовать, у кого какие перспективы из разных наших опытов и культурных бэкграундов. Спасибо большое. Сереж, передаю тебе. Скажи, кому ты следующему передашь. Спасибо. Да, я буду говорить для Димы Риман. Я Сергей Дмитриев, я из сферы, ну, около айтишной сферы, давайте так скажем. Вообще занимаюсь культурой компании, и то, что называется agile культурой, то, что делает компании гибкими и позволяет им лучше реагировать на изменения в нашем мире. А тема счастья, она неотделимая, мне кажется, от культуры компаний, потому что если в компании работают несчастные сотрудники, там не будет счастливых клиентов и не будет бизнеса счастливого. Или никакого, мне кажется, не будет. Вот. Поэтому я для себя, наверное, открыл эту тему, читая книгу Экхарда Толле когда-то «The Power of Now». Я не знаю, как она на русском называется, наверное, что-то типа «Сила сейчас» или «Сила настоящего», может. Но меня там поразила мысль, что счастье – это выбор. Мы выбираем быть счастливыми. Можно взять и стать счастливым прямо сейчас, просто сказав себе, что я хочу быть таким и стать им. И много чего меняется в жизни после этого осознания, мне кажется. Вот. Ну и как бы счастье в деятельности, счастье, мне кажется, вот мы так много времени на работах проводим, что быть несчастным 8 часов в день – это безответственно. Да? Поэтому очень хотелось бы, чтобы больше людей, ну и поэтому я как бы в своей работе про это говорю очень много, что мы на работах тоже должны быть счастливыми. Если работа не приносит удовольствия, то надо, конечно, что-то менять в своей жизни. И самое главное, это что поменять работу не так сложно. Да? Можно найти работу, которая приносит это чувство. Спасибо, Дима. Спасибо, Сергей, большое. Я буду говорить Ильгару. Ильгар, приветствую. И тебе, соответственно, потом передам слово. Я из сферы консалтинга, я 20 лет в бизнесе, долгое время, последние 7 лет работаю с лидерами, с командами, с компаниями, помогаю тоже им и в части культуры, больше всего, наверное, в части создания таких сильных, сплоченных, вовлеченных команд. Последнее время стал больше работать с фаундерами. Если говорить про тему счастья, наверное, вообще последние 10 лет это слово для меня главное в жизни. И у меня с этим словом связана удивительная такая метаморфоза. Я в 2013 году работал
членом совета директоров крупной корпорации. У меня было все: деньги, власть, влияние, семья прекрасная, все остальное, только счастья не было. И я уехал в 5-месячное путешествие тогда вообще за поиском того, как жить дальше и ради чего жить дальше. И 4,5 месяца мне ответы не приходили, а потом в Dharamsala, городе, где живет Далай-лама, я его увидел несколько раз и купил его книгу «The Art of Happiness». И мы поехали еще выше в Гималайи, и вот в одном месте на высоте 4000 метров я открыл эту книгу и, собственно, получил ответ, ради которого ехал в это путешествие, что сначала сделай счастливым себя, и только тогда ты сможешь сделать счастливым кого бы то ни было еще. И вот, собственно, мне кажется, что 10 лет с тех пор у меня идет путь исследования того, как можно сделать счастливым себя и как можно делать счастливым других. И, собственно, последнее время меня зажигает история про happy founders, про счастливых собственников, потому что я многих вижу, которые, казалось бы, у них есть все для счастья, у них много денег, у них прекрасный, наполненный смыслом бизнес и так далее, и они несчастны, потому что бизнес ими управляет, а не они бизнесом. И вот одна из моих миссий в данный момент – это помогать собственникам быть именно счастливыми, что бы это для них значило. Чаще всего это значит отход от бизнеса на какое-то расстояние, вот, но тем не менее. Поэтому это такая, я поэтому и пришел, потому что прям тема дзынькает очень. Спасибо большое, Ильгар. Передаю слово. Мы с вами тут недалеко, я в Тбилиси, вы в Баку, почти можно перемахиваться. Ясно. Я буду говорить сейчас посмотрю, для Пети, потому что я так понимаю, только его знаю лично здесь, из тех, кто не выступал. И потом как раз я передам слово ему. Отрасль, которую я, в принципе, уже последние 30 с чем-то лет занимаюсь, это философия, это теология, это суфизм, не только теоретический и практический. Мы иногда называем это ирфан, но на общепонимаемом языке это суфизм. Последние годы я активно занимаюсь вопросами, то есть продолжаю исследования в области психотерапии и логотерапии. И работаю над созданием человековедческой концепции, и там вопрос счастья занимает такую центральную линию. Поэтому вот отрасль, которой я занимаюсь, счастье является, можно сказать, самым ключевым понятием. Что такое счастье для меня? Счастье для меня это значит осознанность. Это осознанность. И осознанность без мировоззрения, оно невозможно. Без понимания, кто мы, откуда мы, где мы, куда мы идем, оно невозможно. И тут был четко указан вопрос выбора. Да, это процесс волевого характера, это процесс выбора. То есть мы можем быть в неведении, можем быть выбирать. И это очень важный момент. И счастье – это тогда, когда я чувствую себя божественным знамением, тогда, когда я вижу других в качестве божественного знамения. И когда я чувствую этот миг, когда я чувствую этот момент, я и себя, и все окружающее, когда я могу чувствовать в этом качестве, тогда я испытываю именно беспрерывное и глубинное счастье. Еще один момент, для меня это было очень большим открытием, когда в Коране, в одном из аятов я встретил, что, и для меня была это очень важная интерпретация такая, что «Кад афляхаль муъминун» – это в переводе «Вы уже достигли счастья», то есть не в потустороннем мире, не в загробной жизни. Вот это очень важно. Обычно так дается, что здесь вы живите, и там дальше получите что-то. Нет. Вот очень был такой интересный момент, если вы придете к развитию, придете к такому эволюционному развитию уже здесь, то есть вы
испытываете, вы находитесь в счастье. Это очень глубинно изменило мой подход. То есть мы уже здесь можем испытывать это. И это очень важный момент. И, в принципе, что в этом направлении для меня важно, фундаментально, это, во-первых, жить. Жить. То есть жить и чувствовать счастье. Это является для меня приоритетом. Если я не чувствую счастья, то есть я не живу. Второе – это слушать истории людей про их счастье. Третье – примером именно заряжать людей, что можно жить в счастье, можно жить счастливо. То есть при всех ситуациях, при всех, в любых ситуациях, в любых случаях. Передаю слово Петру. Спасибо. Спасибо, Ильгар. Спасибо, Лев, за приглашение, за организацию. Я вот как раз сказал ситуацию, что я не знаю никого из тех оставшихся, кому нужно передать слово, поэтому я передам человеку Лилит Шариан с картинкой «Дитя Вселенной». Она мне очень понравилась. Добрый день, здрасте, спасибо большое. Да. Здрасте. Так, куда-то все делись. Вы знаете, но я честно сначала признаться, сам скажу, а потом вам передам, ладно? Да, конечно. Ага, спасибо. Я много чем занимался в жизни. Наверное, кстати, большую часть жизни можно так описать, что искал счастье. Я, конечно, по-прежнему ищу его. Но если говорить про более что-то конкретное, то сейчас я вместе со Львом, Ильгаром, Димой Риманом вовлечен в такую живую экосистему школы эволюционных лидеров, где мы занимаемся, как мне кажется, в том числе вопросами счастья. Про счастье уже было много сказано предыдущими ораторами. Я с радостью присоединюсь к рекомендации Эдварда Толли. Эта книжка на меня тоже много влияния оказала. И кажется, что счастье в рекламе не нуждается. Может быть, как раз единственное, что не нуждается в рекламе, это счастье. Как в буддизме есть, они любят определения такие давать каким-то очевидным понятиям. Они говорят, счастье – это то состояние, которое хочется длить и не хочется прекращать. Вроде как так просто, да, но дальше там возникает сложность, что есть там, например, гедонистическое счастье и эвдемоническое счастье. Конечно, дальше уже есть какое-то разделение, к какому стремиться. Но да, про счастье много людей сказали уже, поэтому я больше скажу про города в связи с счастьем. Потому что я как раз пришел сюда именно потому, что это для меня очень болезненный вопрос в жизни. Вопрос в смысле, а вообще могу ли я быть счастливым в городе? И в какой-то момент мне казалось, что очевидно нет. И я уехал, я ездил много по поселениям, по российским, европейским, и сейчас живу в Израиле, в городе Хайфа, такой город, но последний год в России я прожил в деревне на крайнем севере, в коммуне, там с коровами, козами, там медведи где-то ходили в тайге, 30 километров до ближайшего магазина. Это совсем другой опыт. И тем не менее я уехал, уехал в Израиль, в город. И для меня сейчас нет ответа на этот вопрос. Я чувствую некоторую неполноту и в городе, и в экопоселении. И мне очень интересна тема данной дискуссии, потому что мне кажется, что оба ответа как бы неполные. Нельзя уйти, то есть можно уйти, но для себя так не получается уйти от цивилизации куда-то в ашрам или куда-то в экопоселение. Потому что в каком-то смысле мы оставляем тогда эти вызовы, от которых я убегаю, я оставляю эти вызовы цивилизации, экзистенциальные вызовы цивилизации, как бы говорю, ладно, вы там сами разбирайтесь, я тут в лесу. Так не получится, у нас один космический корабль Земля. Но также и города, так как сейчас они существуют, во всяком случае, может быть, не полностью живые, не полностью счастливые, не всех целей мы еще добились, тоже кажется, что должны что-то бы посмотреть на экопоселение, вообще на коммунные, общинные форматы жизни на природе. И как это соединить, мне пока непонятно. Как соединить через свою жизнь. Какое мое место идеальной жизни. Поэтому мне очень важно быть здесь.
Вот, давайте разбираться, что там про счастье и города. Всем спасибо большое. Очень важную, мне кажется, задачу, стоящую сегодня перед человеком, вы озвучили. Дитя Вселенной — это, скажем так, некое движение по миру, да, которое больше про именно формы жизни, да. Это я просто представляюсь в этом контексте, там, без углубления в какие-то проекты, но по поводу того вопроса, который вы озвучили, и, скажем так, про то, что я услышала в контексте счастья. Мне кажется, сейчас есть... Это необходимо делать всем людям на Земле, да. Нам всем необходимо осознавать, что мы сейчас все находимся в очень большой переходной и переломной точке, в принципе, жизни на Земле. То есть это как бы с одной стороны, великое счастье быть частью этого, да, с другой стороны, это большое количество вызовов, с которыми необходимо разбираться, и в первую очередь разбираться в себе. И что я могу сказать? Это замечательно, что на сегодняшний момент люди разных поколений, разных возрастов задумались вообще о том, что такое счастье, и что вообще как бы есть такое понятие, и это цель, и это приоритет, да, скажем так. Не наоборот, там иметь вот это, чтобы быть счастливым, а счастье как опорная точка. При этом я бы хотела ее рассмотреть не в эмоциональном контексте вот этого эмоции счастья, а в энергетическом аспекте счастья как мощь внутренняя, да, навыки и ресурсы, благодаря которым ты можешь что-то строить, создавать, реализовывать, изменять в своей жизни. Я бы назвала это ресурсностью в первую очередь, да, и уже как результат вот это состояние эмоциональное, кайфовое. Второе, на самом деле, счастье на сегодняшний момент, да, вот к вашему вопросу тоже. Я думаю, что мы лишаем себя очень многого, как люди, да, когда мы живем немножко вне контекста того, что на самом деле вот как бы Земля, на которой мы с вами существуем, да, она, в принципе, тоже живое существо, ну, я не знаю, существует или нет субстанция, да, на которой происходят определенные процессы, которые очень сильно на нас влияют, и мы на них влияем, и мы находимся в сильной связи друг с другом. Поэтому те изменения, которые глобально происходят на Земле сейчас, да, они, конечно, очень сильно отражаются и на внутреннем состоянии человека, и на его жизненных процессах. И я вот могу сказать, что счастье часто это вот это ощущение резонанса тебя вот как раз-таки с Землей, с процессами, которые происходят на Земле. Это можно сказать, как вот сказал молодой человек, да, когда ты на горе находишь ответ, да, некая синхронность, которую ты ощущаешь себя частью всего вот этого, и как бы, да, вот это внутреннее расширение ты ощущаешь, и свою ценность и так далее. Конечно, это опыт, который, ну, ни с чем не сравнить. А по поводу городов и переездов, мне кажется, это один из ключевых вопросов сегодняшнего дня, потому что мы, в принципе, находимся в процессе переосмысления того, что такое город, что такое народ, что такое национальность, что такое дом, что такое границы, да, и люди вынуждены были сначала перемещаться, а теперь как бы это перемещение стало естественным таким процессом, и, конечно же, внутренне оно наверняка вызывает вопросы, а где мне хорошо, что такое дом, где мое будущее, скажем так, да, кто мое окружение и так далее. Ну, как бы об этом можно долго говорить, но я вот могу сказать такую вещь, вот, Петр, да, по поводу вот того, что вы говорите. Смотрите, весь процесс, который мы видим во внешнем мире, да, вот нам кажется, что вот я не знаю куда или сюда, а так хорошо, а так плохо, он как бы на самом деле не так связан с тем, что происходит вокруг, как с процессами, которые происходят внутри. И если этот процесс внутри происходит, как бы, да, я считаю, что нужно дать ему возможность пройти. Если хочется уединиться, нужно уединиться. Если хочется выйти в мегаполис посередине, да, поорать, нужно выйти поорать, чтобы вот все эти процессы, они сгармонизировались внутри себя. И я так могу сказать, наверное, та точка, к которой нас сейчас ведут все изменения за последние 5 лет, они нас ведут к той точке, что я есть человек,
я есть землянин, да, и в принципе как бы я выбираю и могу жить и живу там, где мне хорошо, вне зависимости там, да, от того, что это за страна, что это за национальность, что это, кто я и так далее. То есть ты на ощупь ищешь ту географию, которая тебе резонирует, где ты чувствуешь себя хорошо, где твое здоровье улучшается, где ты начинаешь видеть перспективы, где ты получаешь ресурс, где ты видишь, что ты можешь что-то дать этому месту, вне зависимости от того, город это, деревня, Америка, Африка или как это принято называть. И я думаю, что вот эта точка, к которой мы сейчас с вами идем, когда мне хорошо, в принципе, везде, где я нахожусь, да, где я чувствую себя комфортно. И при всем при этом я себя чувствую как бы частью, в принципе, всей планеты, там, вне зависимости от страны и так далее. И это не только на, скажем так, таком внутреннем энергетическом уровне, но ты точно так же и функционируешь. То есть если ты запускаешь проекты, это проекты на весь мир. Если ты общаешься с людьми, то ты чувствуешь как бы, да, вот это единство и так далее и тому подобное. Вот Лилит, что я могу спасибо сказать по большое. этому поводу. Извините, что я чуть-чуть должен как модератор войти, потому что у нас Да, конечно, я полчаса. закончила, спасибо. Спасибо, очень интересно и глубоко. Если можно, Валерий тогда передам. Валерий, ты тоже, пожалуйста, подхвати. И дальше вот еще и указал Евгения, Гай, Юрий. И потом мы, собственно, второй круг зайдем. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Передам после меня Евгении. Мне очень близко то, что сказала Лилит. И если позволите, я в одной своей ипостаси я поэт. И в 2020 году, в период пандемии, когда весь мир начал буквально стенать и переживать, и наполняться страхом, у меня, среди прочих, появилось стихотворение, которым я хочу с вами поделиться, потому что в нем как раз то, о чем говорила Лилит, и отклик на тот вопрос, который носит в себе Петр. Помоги нам, Господи, помоги. Тем, кто бегать хочет, скажи, беги. Тем, кто хочет плакать, скажи, рыдай. Помоги нам, Господи, счастье дай. Научи нас, Господи, научи делать хлеб, огонь разводить в печи, видеть землю во всей неземной красе, чтобы не каждый, не вместе, а чтобы все. Подскажи нам, Господи, подскажи, ждет ответа город, глаза смежив. Все хотят ответа на раз, два, три, ищут путь снаружи, а он внутри. И поэтому не могла не поделиться. Спасибо, Лилит, с радостью подхватываю после вас мысль. Для меня счастье, как для человека, который всю свою жизнь занимается психологией, я нейропсихолог, и на протяжении многих лет занимаюсь, около 30 лет занимаюсь развитием людей, организаций, а теперь и территорий. Да? Для меня счастье как чувство, как состояние – это наполненность и легкость одновременно. Это единение и целостность одновременно. Но это точно внутри. И оно связано с нашей мотивацией. Мотивация всегда тоже внутри нас, а снаружи ее можно убить, уничтожить или помочь ей развиваться. И таким образом у нас всегда есть выбор. То, что есть у нас внутри, да, снаружи с этим что-то сделать. Конечно, счастье, у меня такое впечатление, что мы так много говорим о счастье, потому что мы немножко как человечество потерялись во времени перемен, но для времени перемен есть прекрасный выход. Видеть возможности. Когда человек в состоянии видеть возможности? Только тогда, когда у него его потребности, вызывающие напряжение и скованность, такой регулярно возвращающийся к нему, эти потребности закрываются вовремя, поэтому с ними надо научиться работать превентивно. И когда мы работаем с городами, где работают все время с потребностями населения, мы понимаем, что города опаздывают. Потому что когда мы работаем с потребностью, мы работаем с напряженными, недовольными людьми. Когда мы хотим, чтобы люди начали видеть возможности, которые нас радуют, им нужно дать эту способность немножко расчистить пространство и сделать так, чтобы все потребности удовлетворялись заблаговременно, вовремя, в момент возникновения. Лев нам не зря ведь сказал, запаситесь чаем, захотите попить, чтобы был под рукой. Так и со всеми остальными потребностями. И если говорить
о возможностях, то они должны выстраиваться вдоль того стремления, которым каждый из нас обладает. Вот эта пирамида вложенности и мотивации, ее в 2004 году опубликовала Евгения Громова, которая здесь у нас тоже на экране, а я добавила к ней вектор времени, чтобы понять, когда мы развиваемся, когда мы можем наращивать что-то. И занимаясь темой счастья, объехав много городов с игрой, которая называется «Счастливый город», изучая культуру счастья, помогая людям познать свой путь в этом плане, я поняла, что нужно для начала создать среду, которую люди подхватят и будут уже сами ее создавать. Потому что живые и счастливые города – это как раз те самые места, которые создают люди для людей, передавая их от сердца к сердцу. И тогда это происходит. Поэтому я согласна с Лилией, с Лилит, да, согласна, что нужно искать место, где самому будет очень и очень хорошо. И то, что ты можешь этому месту дать. И тогда будет все происходить, и тогда будет хорошо и в Хайфе, и в Архангельске, и в Комсомольске-на-Амуре, и в Биробиджане. В общем, в любом месте будет прекрасно. Потому что счастливый человек распространяет счастье вокруг себя, передает его от сердца к сердцу. Передаю его вам, делюсь им с вами, и слово передаю Женечке. Микрофон. Я очень рада всех видеть и хочу сказать, что, Петр, мы знакомы, потому что мы вместе занимаемся фестивалем, который планируем провести в Киргизии. Так что вы здесь знаете еще на одного человека больше, чем вы думали. Это я. Вот. И мне бы хотелось еще добавить фактически все, что сказала Валерия. Я абсолютно согласна, потому что мы соавторы и много лет работаем вместе из разных совершенно мест. Хочу сказать, что действительно человек счастлив там, где он может быть счастлив. И объехав огромное количество стран, городов, и не только городов, очень большое, не знаю, кто из вас еще столько объехал, сколько я, и по работе, и путешествую, и так далее, это чувство возникает далеко не во всех городах, и иногда в очень неожиданных местах. С чем это связано? Где, когда и работает та мотивация, о которой говорила Валерия. Мы провели очень много исследований, фактически в очень многих странах и в 82 регионах России, и выявили 12 типов психотипов и 12 типов счастья. Они разные. Они разные мотивации люди. У нас как минимум 12 типов. И еще 3 роли социальные, в которых мы все время выходим, как вот в спиральной динамике, да, это каждый человек развивается в рамках спиральной динамики, но в рамках своего типа. Вот этих типов, в общем-то, 12. И интересно, что с моей точки зрения, интересно то, что каждый человек счастлив в той среде, в той культуре, которая соответствует его внутренним ценностям. Это как раз то, о чем говорила Валерия. Вот это стремление ценностно детерминированное, о котором она говорила, оно ведет нас по жизни, и мы обретаем это счастье там, где есть эти совпадения. Как раз вот то, о чем говорил Петр, и то, о чем говорила Лили. Вот. И хотела сказать, даже не сказать, я хотела попросить Валерию прочитать еще одно стихотворение про счастье, которое она написала в рамках нашей работы над геномом территорий. Потому что геном территории, он очень связан естественно, там есть культурный код, ценностный код, и действительно мы как раз осмотрели, что это связано со счастьем. Если Лера прочтет эту
это стихотворение, то, мне кажется, оно как раз в большей степени проявит то, о чем я говорила, и поддержит историю, о которой говорили предыдущие ораторы, с точки зрения резонанса, как и где он возникает. Сейчас попробую. Я попробую. Давайте следующий выскажется, а потом я. Да, я предлагаю, чтобы мы все могли проявиться. У нас Тимур, Алексей и Гай тогда будет завершать круг, а потом мы вернемся еще на второй круг, зайдем. Валерия, если ты предлагаешь перейти дальше, тогда, может быть, Тимур, в двух словах, из какой вы сферы и как вы видите счастье в городах. Добрый вечер, добрый день. Тимур Ахмедов, сейчас Узбекистан, а так много лет жил в США. Сфера работы — зеленые здания, энергоэффективность, устойчивое развитие и, соответственно, как бы зеленые города. Я много лет занимался в США так называемыми поведенческими программами, изменения поведения людей в здании для получения энергоэффективности или ресурсоэффективности. И, соответственно, был логический переход на тему вот именно счастья, что мотивирует людей, как люди себя хорошо чувствуют в так называемых зеленых зданиях или в зеленых городах. Лет 9 назад я наткнулся на тему Compassionate City, это город милосердия, и я ездил даже в один город в США, который работал по этой модели в штате Кентукки, вот, и вот этот подход зеленого градостроительства, и вот как здесь было отмечено, что задача города, чтобы он живой был, и чтобы он энергоэффективный, устойчивый, в том, чтобы создать условия для того, чтобы люди там могли жить. Да? У каждого, понятно, как вот только что Евгений говорил, там много видов счастья. У каждого свое понимание счастья, у каждого свои какие-то мотиваторы. Если город создает условия, где люди могут самовыразиться, где люди могут успешно в своем направлении, чем бы ни выражался этот успех, жить, работать, то, соответственно, и с точки зрения вот с моей работы, с точки зрения ресурса эффективности, энергоэффективности, это получится более эффективный город, потому что люди тогда будут тратить ресурсы на то, чтобы достигать каких-то результатов, нежели бороться с какими-то проблемами, которые создают, созданы, так сказать, неэффективностью или плохим дизайном того же самого города. Это все идет от того, даже от простых элементов, как мы там передвигаемся по городу, то есть доезжаем ли мы до своего места злыми, недовольными, или мы, так сказать, удобно добрались оттуда и теперь с хорошим настроением можем там работать или что-либо там делать, да. И здесь получается на самом деле очень такая хорошая связь между вот так называемым зеленым строительством, устойчивым дизайном, универсальным дизайном для городов, доступной среды, которые именно, по-моему, создают условия для того, чтобы люди могли сами находить свое счастье в формате вот этих самых городов. Мы сейчас пытаемся немножко эти мысли здесь продвигать, в Узбекистане, через Совет по экологическому строительству Узбекистана здесь. Вот. Очень интересная тема, философская. Мы, так сказать, больше, как говорится, на земле работаем каждый день с ежедневными проблемами, но большую картину не всегда она есть. И все эти маленькие шаги, которые делаются на начальном этапе, будь то в организации или в рамках города, или даже индивидуально, они как бы двигаются к этой большой картине. Вот что я хотел, чем я хотел с вами поделиться сегодня. Спасибо. Спасибо большое, Тимур. Если Алексей подхватит, и потом мы, собственно, передадим Гаю и зайдем на второй круг. Времени суток всем. Светлицкий Алексей, амбассадор Совета по экологическому строительству Узбекистана. Присоединяясь к всему вышесказанному, то, что сказал Тимур, от себя лично могу добавить: счастье – это когда не стыдно смотреть ни одному человеку в глаза. Это вот одно из таких моментов, когда ты чист полностью в помыслах, в действиях, и любому, ни перед каким человеком тебе абсолютно не стыдно не потому, что ты наглый, а потому что ты никакого негатива
каких-то запретных действий не сделал по отношению к этим людям. И вторая из личного опыта, так сказать, грань счастья, это когда ты подходишь к зеркалу, смотришь на себя и понимаешь, что ты живой. Вот это, я считаю, тоже одно из таких ярких проявлений счастья. Я живой. Это главное. I think you're completing, завершаешь круг. Спасибо за приглашение, такой хороший. Последний, конечно, остался меньше мыслей, потому что уже очень много уже было сказано. Я могу добавить, я работаю в том же сфере, как Тимур, да, мы совместно, наша цель – это создать очень эффективный мир, чтобы людям будет удобно, и чтобы все ресурсы, которые есть, что мы их правильно используем, то есть это справедливость. Да? И мне очень жалко, когда я вижу столько несчастливых людей, и понимаю, что и часто бывает, что их счастье это или потому, что у них какие-то ожидания, которые нереальны, которые мы видим через рекламу, допустим, да, им постоянно предлагают какие-то нереальные жизни, или потому что то, что построено вокруг нас, неудобно сделано, да. То есть мы часто находимся в помещениях, 80% времени находимся внутри помещения, которые неудобны, которые неприятны. Поэтому для меня вот это счастье, это когда мы можем совместно делать более приятное место, где человек может себя реализовать, где есть справедливость. И на самом деле это такая, может быть, скучно, как звучит, да, но на самом деле, допустим, большинство школьных зданий в мире имеет очень низкое количество кислорода, да, в воздухе. И поэтому дети засыпают и плохо себя чувствуют. Или дома тоже люди не имеют правильного количества вентиляции внутри своих дома, и поэтому они заболеют. И поэтому это строительный круг для меня, это ключевой элемент, это счастье. Конечно, вторая часть, это, которой мы совместно занимаемся, я глубоко верю, это дизайн «Счастливый город», чтобы человек хорошо себя чувствовал, и визуально все будет привлекательно, приятно. И я не понимаю, почему, наоборот, мы видим вокруг себя чаще всего неприятные такие миры, которые люди не заботятся, и хочется очень, что будет по-другому. И мы работаем с многими разными группами, чтобы так раз это реализовалось. Да. Это для меня счастье, счастливый город, счастливые помещения, счастливые здания. Да. И передам уже обратно. Да. Спасибо, Лев. Спасибо, Гай. Тогда переходим во второй круг. У нас еще примерно 20-25 минут. Я попросил у коллег на следующей сессии из Латинской Америки и Испании нам дать 15 минуток. Они благородно согласились. Соответственно, у нас с вами еще есть время. Второй круг я предлагаю, собственно, посмотреть. У нас есть мечта, не сказать, что это цель, да, скорее такая большая как бы мечта, работать с городами по всей планете. Вот, удивительно, их оказалось 10 тысяч. Вот, мы раньше в России работали, там было 1117, а во всем мире оказалось 10 тысяч городов и 4 миллиона деревень. Вот, но для деревень мы пока не готовы еще браться за такие большие объемы, а 10 тысяч уже кажется вполне себе нормально. Вот, и, соответственно, у меня вопрос такой очень практический. Как каждый из нас, во-первых, видит, что можно делать, в теории, назовем так, да, для создания вот этой модели и внедрения ее счастливого города в таком масштабе. А второе, что вы лично хотите делать вот совместно в следующие годы, работая над этой задачей. То есть, что можно делать как некая методика, да, как можно создавать счастливый город. А второе, в какой роли или что бы вы хотели, в какой форме участвовать в такого рода программах в будущем. Вот я с себя для простоты начну, и потом передам, наверное, также Сергею. В двух словах буквально, мне кажется, что тут есть два измерения, и вот и Гай, и Тимур, и Алексей, и многие из нас говорили про, назовем так, внешнее инфраструктурное измерение, оно очень важно, да, потому что те условия, в которых мы находимся, конечно же, на нас сильно влияют. Прекрасный пример со школами. Вот, я помню, что действительно в школе иногда хотелось спать. Может быть, это потому, что там не хватало кислорода. И вот все это внешнее измерение, оно включает в себя не только инфраструктуру, но еще как организована жизнь, да, какие процессы, какое законодательство, то есть как устроены транспортная система, насколько мобилен город, ну и много-много другое. Это вот одна вещь, с которой можно и нужно работать.
Вот вторая, наверное, с моей точки зрения, это отношения. Тут не буду останавливаться, это очень богатая сфера, я уверен, что еще многие это затронут. И третье, это, конечно, внутренний мир, да, то есть то, как мы умеем, назовем так, осознавать, регулировать свое состояние, находить более глубинные уровни, из которых вот можно как раз достигать более устойчивого счастья и потом его еще и дарить окружающим. Я вот тут про теорию, так сказать, остановлюсь. Вот, а как я планирую участвовать в ближайшие годы в этих процессах? Собирать благородных людей совместно для того, чтобы мы реализовывали наши таланты на общее благо. Вот передаю Сергею Дмитрию. Спасибо. Спасибо, да. Если про как вижу, что делать, то присоединяюсь к Леве, наверное. Ну и, наверное, вот такие же ивенты, на котором мы сейчас участвуем. Я, кстати, передам, да, по кругу, я так понимаю, мы потому же едем, поэтому Дмитрию. Такие ивенты, которые мы уже проводим, они уже объединяющие. Мы, правда, сидим из разных городов уже. И каждый из нас так или иначе интегрирован в те города, где мы живем. Мы уже касаемся людей, мы уже, там, я не знаю, делаем какие-то бизнесы или там даже работаем в каких-то организациях, которые уже что-то двигают, и каждый из нас несет повестку отсюда туда. И это, мне кажется, уже важная работа, которая происходит. И в этом плане я хочу продолжить делать это. И там, с каждым из вас, надеюсь, тоже я сейчас почему-то, как бы, вроде не первый раз уже в таком кругу даже общаемся. Очередной раз понял, что хочу пообщаться отдельно, там, не знаю, с Гаем, с Тимуром по поводу каких-то общих тем, возможно, которые вижу. И чем больше мы это будем делать, тем больше эта штука будет двигаться вперед. Вот, поэтому, мне кажется, давайте продолжать копать вместе, Дима, тебе. Спасибо. Мне очень откликается, Лев, то, что ты сказал про внутреннее состояние. Наверное, это то, в чем я сейчас силен. Правда, основной точкой приложения усилий являются в основном сейчас люди из бизнеса, но в то же время есть большой интерес к тому, чтобы как-то эту историю привносить и в города. Потому что там, мне кажется, даже еще большее такое влияние есть на эту тему. Второе, что интересно и любопытно, это какая-то такая, может быть, история с хабами. Я не знаю, развивается ли сейчас в Living Cities Earth вот эта история с хабами в разных городах, просто, пока не очень погружен в эту тему. Вот сейчас школа эволюционных лидеров, да, и то, что, например, делает Отто Шармер с их юлабами, вот очень откликается эта история, создавать в городах такие вот ростки, да, какие-то, которые будут дальше уже что-то проращивать. Ну и третье, это тема, которая давно интересует, это история про стратегии городов, но я так постепенно почувствовал, что, наверное, история про стратегии городов, такие, как это принято в России, какие-то большие такие и так далее, это не моя история. А вот было бы очень интересно бы заниматься темой счастливой стратегии. Ну, то есть как раз не брать в целом там стратегию развития города, да, а просто посмотреть, а какие есть точки, которые вот достаточно быстро и достаточно легко могут сделать горожан более счастливыми. Я уверен, что в каждом городе такие точки есть, причем они есть с приложением какого-то очень небольшого количества усилий и ресурсов. Это, как правило, что-то может быть очень простое. Вот, но при этом будет заметно и заставит просто людей улыбаться. Вот это тоже такая любопытная, интересная тема. Спасибо. Ну и, собственно, передаю Ильгару дальше. Спасибо. Значит, говоря о том, как это можно именно, чтобы это охватило 10 тысяч город и все остальное, это очень, конечно же, сложная тема, но с чего-то надо начать. Я думаю, что то, что сейчас мы делаем, и то, что мы сейчас обсуждаем, это один из самых действенных моментов
И я думаю, что как раз-таки должны быть некоторые вот те конференции, которые сейчас по всему миру есть, вот должна быть, наверное, конференция счастья. И вообще в целом, чтобы разобраться в понимании счастья, вот именно для того, чтобы достичь устойчивого счастья, что такое счастье? Это все-таки настроение, это удовольствие, наслаждение, либо есть все-таки целостность в этом моменте. И насколько тут чувство справедливости, которое было указано, оно имеет влияние. Либо же все-таки, когда мы говорим о счастливых городах, мы имеем в виду ауру этих городов, то есть связанные именно с концепцией зеленых городов. Я думаю, что чем больше мы будем говорить об этих вопросах, и тем больше это будет как бы передаваться. Поэтому возможно на сегодняшний день это начать некую такую как бы марафон, эстафету с передачей к другому городу. То есть именно таким образом можно охватить за определенное время очень много городов, именно такой марафон, да, эстафета городов, и как раз-таки вот, говорить про это. Это очень важно, это очень важно. И, конечно же, мне очень близко вопрос внутреннего мира в этом плане. И все-таки это очень важно обсудить. Счастье мы рассматриваем только лишь соматику, психику, либо ноэтическое, потому что устойчивое счастье без ноэтического составляющего, без внутреннего составляющего, да, даже в самых супер таких условиях оно не будет быть устойчивым у людей. Поэтому тут я вижу двух направлений. Первое – это такое академическое, популярное направление, да, популяризировать понятие счастья, но с неким исследованием. Конференции, семинары именно в этом направлении, что такое счастье, как мы это понимаем и как это популяризировать. И вот этот второй момент – это как раз-таки эстафета городов. Спасибо. Я передаю Петру. Спасибо. Ну, во-первых, хочу подсветить некоторую растяжку, которая в первом круге проявилась между тем, что счастье – это некоторая такая внутренняя история, и глубинно счастливый человек будет счастлив везде, и другая позиция, что среда влияет на счастье, что есть какие-то там места, города, в которых явно труднее быть счастливым, и есть места, города или не города, не знаю, там ашрамы, где проще. Вот. Тут нет, конечно, правильного ответа, вот, просто хочу подсветить, что эти позиции высказывались, и раз уж мы здесь как бы собрались именно в концепции городов, то, наверное, стоит посмотреть, как бы мы могли помочь через среду все-таки счастью. Потому что если признать, что счастье – это лишь внутренняя категория, тогда, действительно, зачем говорить о городах? Давайте говорить, как в духовных путях, школах там, и вообще не говорить про среду. Вот. То есть если среда все-таки влияет, мы это признаем, то я-то, наверное, что для плюрализма позиций поддержу как раз, из своего опыта связь с экопоселениями, с общинами, и мне кажется, что мы сейчас оказались в некотором эволюционном тупике, как цивилизация с городами, в смысле, что люди миллионы лет жили там стаями обезьян, потом сотни тысяч лет там племенами, потом десятки тысяч лет там деревнями, общинами. И на самом деле эта история индивидуалистичной жизни, когда мы в квартире живем в одиночку, либо там, максимум нуклеарной семьей, причем как только есть возможность, мы стараемся уехать от своих родителей, то есть мы живем без бабушек, дедушек, да и, в общем, понятно, что с размером квартиры это сложно иначе сделать. Это на самом деле история новейшего времени, то есть там сотен, а то и десятков лет в пределе. И поэтому эволюционно, на самом деле, биологически мы не предназначены жить в одиночку или нуклеарными семьями. То есть вся наша соматика, вся наша духовность и глубинные слои, они сонастроены с тем, чтобы жить общиной. Общиной, сообществом, в котором есть разница поколений, в котором есть разница родов занятий. И если попробовать перемножить это с
истории городов, как это могло бы быть, то, мне кажется, очень важны городские общины, которые, во-первых, имеют юридическое и физическое какое-то право, возможность влиять на свою локальную среду, то есть могут там, не знаю, имеют право хотя бы выходить на крышу дома, который арендуют, а то бывает, что в некоторых странах, например, в России, крыши юридически закрыты. Вот, имеют право влиять на двор, например, выращивать там какие-то овощи, еще что-то. И важно, чтобы этих сообществ было много, чтобы они были разные, проразные. Где-то это какой-нибудь трансгуманистический хаб биохакеров, где-то это какие-нибудь deep ecology сообщества, которые почему-то решили жить вот не на природе, а в городе, может быть, как раз как некоторое такое миссия нести это свои ценности здесь. И еще множество других общин художников и так далее. Это уже есть где-то, но этого предельно мало. Я чувствую, вот пожив в экопоселениях и в городах, что почему-то в городе я чувствую себя более одиноко, чем в общинах экопоселений, хотя, казалось бы, количество людей, с кем я встречаюсь разных за единицу, за один час в разы больше. Но мы одиноки в городе, потому что мы не знаем своих соседей, мы, вот соседней лестничной площадки, тоже это меняется буквально десятилетия. То есть даже вот наши родители, бабушки, дедушки, особенно в постсоветском пространстве, было нормально, знать, вот там, ходить за солью к соседям. Сейчас это не так. В среде молодых, возможно, сейчас здесь присутствуют люди старшего поколения, у кого все еще так. Вот. А у меня это в городах было не так. И сейчас не так. И это противоположно тому, как мы вот глубинно устроены, что мы на самом деле предрасположены биологически жить общиной. И это очень страшно сейчас, потому что очень страшно, это требует огромной уязвимости, огромного доверия. И это некоторый такой эволюционный барьер, который нужно пройти через страх и боль встречи с другим по-настоящему. И за этим мы можем найти вот эту потерянную общинность. И нужно пересмотреть эту нормальность того, как мы живем, потому что это сейчас похоже, как бы мы все тонем под водой, захлебываемся в этой индивидуальности, одиночестве. Но поскольку это вся наша среда так делает, то мы и наши предки так делали, ближайшие там родители, бабушки, дедушки, то мы как бы считаем это нормальным. Мы забыли, что где-то есть воздух, которым можно дышать, что мы можем всплыть. Когда вокруг нету примеров иного, эта травма становится нормальной. И нам нужно вспомнить и переосмыслить это, как мы можем жить в городе общинами. Петр, Я конкретно думаю, что... ближайшее... Сейчас, одну секунду, я договорю. Вот, да. Конкретно в ближайшее время собираюсь заниматься некоторым странничеством. Вот я поеду в Киргизию как раз, вот, да, Евгения, и потом в Тбилиси, вероятно, в Грузию и в другие страны. И я сам хочу жить в таких коммунах, общинах, и как пчелка вот так вот переопылять, устраивать через себя обмен практиками, обмен опытом, вот, и зачинать какие-то свои общины в городах и в деревнях, и на природе. Вот. Спасибо. Если мы сохраняем предыдущий круг, то вот я Лилит могу передать слово, но если Евгения вот сейчас хочет что-то сказать, могу Евгении. Вот, я к любому варианту буду согласен. Спасибо. Я думаю, сохраним порядок. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, мы сейчас такую важную тему затронули, потому что, мы все ощущаем, что как бы формат жизни людей, он сильно меняется, как бы, да, и что же надо делать? И вообще тема с городами и счастьем, мне кажется, мы можем вообще похлопать все друг другу и похлопать нашему времени, что это те вопросы, которые стоят в приоритете и в топе на сегодняшний день, и мы вокруг них вертимся и обустраиваем свою жизнь, а не наоборот, скажем так, да. Но в контексте городов я бы хотела подчеркнуть несколько вещей, вот, да, из того, что мы обсудили, из того, что я слышу. Вот мы сейчас в Армении реализуем проект, который называется «Ковчег мира. Образ будущего», в котором вся планета – дом для всех людей, и в основном мы обратились к молодежи. И это очень интересно, потому что мы начали глубинно изучать наследие, глубинное древнее наследие как бы страны, народа и так далее.
И здесь всплыло несколько вещей. Если мы говорим про города и про страны, здесь нужно понимать функциональность территории, потому что каждая территория, она обладает своими особенностями, своей функциональностью, которая во многом диктует те процессы и тот даже психотип, который на ней формируется. И если мы хотим что-то улучшить, видоизменить, нам необходимо эту функциональность понять, изучить, освоить и ее как бы принимать в расчет. Второй момент в этом контексте, да, это тема человека на этой территории. И не просто так мы затрагиваем тему счастья, потому что, допустим, мы берем ту картину, когда человек уже находится в том месте, где он чувствует себя комфортно и решил там обустроиться. Мне кажется, очень важно, чтобы у человека возникало чувство сопричастности и к территории, и к деятельности, и к жизни вот конкретной территории. То есть вот этот момент сопричастности, понимания и синхронизации человека с географией, он играет ключевую роль в этом вопросе. И третий вопрос, который я слышу вообще в этом контексте, да, это вообще будущее жизни человека и будущее городов. И, конечно же, мы все видим, что какая-то географическая трансформация, она последует. Какая она будет? Это сложный вопрос, потому что здесь нужно, мне кажется, собирать очень разносторонние, разноформатные группы и делать проекты, которые имеют актуальность хотя бы на 20 лет вперед, да, потому что здесь и технологии будут играть роль, и экологические процессы и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что это проекты, которые нужно запускать сейчас, с перспективой того, что они постоянно сами будут также развиваться в этом контексте. И я считаю, что одним из ключевых факторов вообще в принципе в изменении городов, изменении человека и так далее, это является образование и просвещение, потому что мы можем с вами очень много усилий приложить для того, чтобы все было красиво и человеку нравилось, но здесь есть специалисты, я думаю, что они подтвердят то, что я говорю, да, что у нас есть свойство привыкать ко всему. И если мы будем стараться сделать человека счастливым вот внешней средой только, я думаю, что полноценного результата как бы мы не добьемся. Наверное, как бы нужно сделать также акцент на образовании и просвещении, чтобы человек научился и понимал свое внутреннее счастье, как его создавать, как его удержать и как его приумножать. В контексте, как это сделать, я считаю, что именно такие международные образования, организации, институты, силы, проекты, да, действительно играют ключевую роль. Но я также думаю, что это должны быть проекты, которые многоструктурные, в которых есть разные направления, которые с разных сторон эту тему развивают. И я думаю, что вот именно вот эта тема сопричастности, чтобы человек, как бы мы понимаем, да, что тема изоляции и одиночества, она будет увеличиваться сейчас с развитием технологий и так далее. И, конечно, многие будут хотеть переехать, убежать, жить где-то и так далее и тому подобное, но я считаю, что мы все равно уже стоим на пороге того, чтобы решать вопрос изолированности и интеграции человека в социум, в новый социум и нахождения его места там. Вот, поэтому я с удовольствием вообще бы принимала участие во всем, что касается строительства, создания, развития городов, в части образования, культурного наследия, инноваций, жизнедеятельности, просвещения человека. Поэтому я бы вообще предложила по результатам этой встречи прямо конкретно, может, какие-то там 5 шагов подумать, которые мы прямо сейчас можем сделать. Спасибо всем большое. Спасибо. Я прям по очереди следующая. Мне, как всегда, повезло. Лилит, прямо спасибо за каждое слово. Чувствую какую-то невероятную общность. И одновременно, да, неспроста. Мне кажется, вот что-то нам надо вместе делать уже прямо. Не зря мы на этой площадке. Лев, спасибо тебе огромное за это замечательное единство. Мне хочется откликнуться на то, что сказал Дима Риман, и на то, что сказал Петр. То, что касается малых стратегий, действительно, у нас есть такие инструменты, которые мы внедряем в городах. И прежде всего, хочу сказать, что нам удалось по результатам работы в России создать союз «Живые города»,
Союз созидателей и лидеров развития территорий, который является институциональным партнером для городов, территорий и так далее. И действительно помогать городам и территориям лучше всего, используя принцип акупунктурного воздействия туда, где это необходимо и где малые усилия дадут максимальный результат. И вот эти акупунктурные воздействия мы находим при помощи исследований. Исследование одно, которое вот сейчас здесь Марина Демченко, наверняка вы ее в течение этого времени слышали, Inner Key, замечательное исследование, которое позволяет выявить эти вещи, это одна история. А другая история, о которой, я надеюсь, скажет Евгения, это исследование по технологии или на основе аналитической модели геном территории, которая помогает распознать вот эту глубинную суть. И хочется прям с Арменией вместе это провести. Вот прям очень хочется для проекта «Ковчег» это сделать. Поэтому... Ура! Да, принято прям. Ура, сделаем. И принцип акупунктурного воздействия требует соответствующей стратегии, которая будет учитывать и вовремя созданные вовне потребности, которые закрытие этих, снятие напряжений во внешней среде, и те возможности, которые будут наполнять энергией человека, чтобы у него была возможность эту энергию собрать, получить и отдать, и общий вектор стремлений. Потому что если мы говорим о развитии и о будущем, как сейчас сказала Лилит, то нам необходимо к этому будущему как-то выстраивать общий вектор. А если мы хотим говорить о развитии, то, конечно, мы должны... Управление будущим – это всегда управление стремлениями, поэтому нужно понимать, как создать фокус, чтобы люди действительно стали стремиться к созиданию, а не от него, да, не прятаться, а идти навстречу. И для этого есть у нас другой инструмент малых форм, малых стратегий, называется мотивационное планирование, которое уже внедряется на самых разных территориях у нас в стране, и в Алтайском регионе, и в Амурской области, и в самых разных городах и территориях, и в Ростовской в том числе, очень помогает сконцентрироваться на том, что мы можем сделать малыми шагами для большого результата вместе. Еще один подход, который уже есть, это счастливые проекты. Их можно делать, и использовать там много разных моделей инструментов, в том числе модели развивающего пространства. И для каждого человека у нас есть модель понимания собственной жизни, преодоления своих ограничений, сохранения тех границ, которые необходимы, и снятия тех, которые сейчас кажутся лишними. И по этой модели мы сейчас как раз идем в программе борьбы с выгоранием, и, собственно, на северах, в Карелии, где люди не очень эмоциональные, но где может быть достигнуто как раз то самое одиночество, о котором говорил Петр. И еще важный момент, нам удалось открыть формулу, которой хочется с вами поделиться, доверие, да, доверие, развивающее мир. Вот эта тема доверия – это очень острый момент, о котором уже говорили. Доверие начинается с веры в себя. Если я себе не доверяю, я не позволяю себе доверять другим людям. Поэтому первый шаг – это доверие к себе. Как его в себе развить, для этого есть инструменты. Да? Этому надо учиться. Доверие к себе помогает доверять другим и распознавать близких по духу. Потому что я уже могу представить себе, что другой человек тоже пригоден для доверия. Да? Я способен довериться кому-то, кого я считаю близким по духу. Когда мы вместе близкие по духу, у нас возникает общность. Общность позволяет влиять на окружающую среду, наращивая доверие к той территории, где я живу. Доверие к себе, доверие к другим. Дальше доверие к городу, где я живу, следующий шаг. И доверие, которое, когда мы доверяем городу и территории, то тогда уже не просто я или он, или ты на что-то влияем, мы вместе развиваем мир. Вот такой подход, и готовы эти инструменты внедрять, потому что Союз работает по 5 темам, и первая из них называется «Счастливые и здоровые города». Мы считаем ее главной, основной, готовы делиться этими инструментами во всех странах. Валерия, огромное спасибо. У нас остается 4 с небольшой минутки. Если можно, по-моему, Евгения, Тимур, Алексей, к нам еще присоединился Стефано Серафини, и последняя минутка будет его тогда. Евгений, тебе слово. Да, я на самом деле чрезвычайно счастлива в данный конкретный момент. Спасибо огромное Льву
за то, что он нас собрал. Я просто счастлива как созидатель, потому что я чувствую, что мои модели и методы, и проекты, которые разработаны, они нужны. И я прямо чувствую, вот все, что сказала Лилит, это прямо, и Петр то, что говорил, я прямо вижу, как я им нужна. И это так прекрасно, что геном территории действительно 24 кода можно раскрывать, и моя мечта действительно сбудется, потому что моя мечта была, чтобы в каждом городе Земли провести большую игру самоисследования геном территорий, и счастье, вот, которая игра Лерина, которая про счастье, чтобы это совместить и сделать одну большую игру в каждом городе мира, поскольку по своей сути я кочевник, конечно. И передаю слово дальше. Тимур? Да, спасибо. Коротко, значит, здесь, конечно, много очень тем поднималось, и есть чем поделиться, но если вернуться к практическим шагам, к тому, что можно делать, конечно, это такие термины, как зеленые здания, зеленые города, которые включают многие концепции именно создания условий тогда, когда люди могут заниматься своим счастьем сами, создание условий для этого. И я вспомнил название города Луисвилл, Кентаки. Там, конечно, свои проблемы были, но когда я их посетил в 2016 году, они работали по формуле Compassionate City. Это был какой-то другой мир, как взаимодействовали разные департаменты города и как они смотрели на корень проблемы, нежели на решение последствий проблемы. И здесь есть большое, как это сказать, это интегрированная идея с тем, как зеленые города должны работать. Потому что вы смотрите на суть проблемы и решаете ее вот именно в корне, тогда создаются условия, которые в долгосрочном, каких-то долгосрочных временных рамках, да, могут создать возможность людям самим создавать свое счастье. А это невозможно без того, чтобы был чистый воздух, чистая вода, удобное пространство какое-то, где люди могут там о детях заботиться, неважно, как они понимают свое счастье, да. Без этого будет, наверное, все-таки тяжело. И последнее я кину как раз то, что Петр говорил про сообщество в городе. В городах у нас в Узбекистане есть такой термин махалля. Это именно сообщество в городских условиях. Они раньше были в сельских, потом они в городских. Они сейчас более-менее интегрированы в официальную структуру, но много веков это была такая неформальная структура самоорганизации общества, где именно люди там знали друг друга, там имели какие-то общие ресурсы, там, я не знаю, на свадьбу, на похороны там и так далее. И это помогало обществу жить. Вот. То есть, как бы исторический пример есть, его можно использовать для создания вот таких вот сообществ. Вот чем хотел поделиться. Спасибо. Спасибо большое. Тогда Алексей и Стефана завершают. Да, я коротко. Если посмотреть, чем увлечена молодежь, это онлайн-игры, различные сетевые, много стратегий. В стратегиях как раз есть стратегии, когда развивается общество, строит города. Помимо всего прочего, то есть ресурсы, золото, там во многих стратегиях есть отдел, нужно уделять развлечениям населения. То есть это как бы образно так называют, то есть построил театр и как бы население спокойно. В стратегиях, играх все очень просто. В реальной жизни, конечно, к сожалению, именно благодаря вот этому многообразию не всегда получается очень быстро найти правильный ответ. И именно правильно девушка сказала, нужно не быстро находить ответ. Ответ должен быть именно с большой перспективой на долгое время. Тогда это будет именно устойчиво. То есть это не мода двухлетняя, однолетняя, сейчас достигли результата и все. Это должно быть именно пласт. Спасибо.
Спасибо. Также я сейчас по-английски скажу коллегам, которые присоединяются уже на следующую сессию, что у нас еще минутка. Dear Raquel and Alexander, Joel, we are completing our session in about 1 minute. So we have some final comments and we'll pass it on to you. And I saw your message regarding the YouTube. Also, we'll answer this in a couple of minutes. So thank you very much for joining us. We'll start next session in 2 minutes. And for now, так, сейчас я перейду тогда на русский. Стефана, добрый день, вечер уже в Италии, наверное. Если удобно, будем рады тоже услышать минутку, может быть, 2, твое ощущение, как создавать счастливые города. Мы сейчас думаем именно про все города на планете и как ты мог бы в этом потенциально участвовать. Спасибо. Лев, спасибо вам. К сожалению, я опоздал. У меня, как ты можешь видеть, есть концерт здесь, Персефона. Моя жена, девушка. So, не знаю, что я могу сказать про эту тематику сейчас. Это моя счастье сейчас. Вы можете слышать. Да. У Стефана недавно родился ребенок, и они с супругой вот занимаются как раз активной фазой воспитания нового поколения. Это тоже часть счастливых городов. Стефана, спасибо. Стефана, главный редактор международного журнала по биоурбанизму. Мы как раз с ним регулярно. Вчера мы с ним по-английски тему счастливых городов обсуждали. Так что одна из вещей, про которую он сказал, я просто тогда передам быстренько, это то, что очень важна связь с природой. Биофилия, когда мы не только в ритмах вот построенных, назовем так, живем, а еще и присутствуем вот в этих естественных ритмах Земли, можем выйти, да, что город не слишком большой, можем выйти за его грань и оказаться в чисто природной среде, очень наполняющей, освежающей и так далее. Вот, дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней сессии. Понятно, что это только прикосновение. И вот Лилит написала, давайте, собственно, обсудим наши следующие шаги. Я предлагаю, может быть, через Валерию, потому что у Валерии все контакты, если Лид, я видел, вы обменялись. Давайте через Валерию мы, может, все будем держать связь. Валерий и Гая знает, и мы все остальные тебе будем передавать. И тогда соберемся, я уверен, и в Узбекистане, и в Армении, и в Азербайджане, и в других замечательных местах на конференции. Создадим мир в мире. Да, и в Киргизии, пожалуйста, в Бишкеке. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо всем большое. Спасибо всем. Спасибо, хорошего дня. Хорошего вечера. Я думаю, что это хорошее начало. Спасибо. Главное, не Ребенка в упустить конце моментик. это знаковое событие, я считаю, для счастья. Да, я поэтому говорю, что нужно следующий шаг делать, знаете, чтобы не упустить вот эту искру, которая пошла. Отлично. Спасибо всем большое. Хорошего вечера. Дай бог. В добрый путь. Thank you. So we have 1 minute break, and in 1 minute we move on to our next session with Raquel, Hola, Raquel and Alexander in Latin America and in Spain. So 1 minute break.
All right. Well, it has been a very intense morning, at least here on the Pacific coast. We started at 3 o'clock in the morning, so now it's about 8:30. Alexander is in beautiful Buenos Aires. Hello, Alexander. And Raquel, as far as I understand, is in Barcelona. Hello, Raquel. No? Yes, I'm in Spain, but I'm in the northwest near Santiago de Compostela. I don't live in Barcelona anymore. I left the city for the even countryside. better. Yeah. So we have now our next session. It's coming up, and today we have an amazing day. We have sessions in what we call languages of Earth. So we started with Chinese, and then we had Hindi, English, Russian. We have many other languages coming up during the program. There are some parallel sessions in Udmurt language, in Finnish. So it's quite a rich, a rich mosaic of different cultures. And I pass it on to you. So Alexander and Raquel, we will enjoy listening to the beautiful sounds of Spanish and, of course, to the vibrations which you create as you discuss art and creativity in the cities. Thank you very much for joining today. Lev, thank you so much. Muchas gracias. Y vamos a hacer la transición a español, castellano, pero no lunfardo, que hablamos aquí en Buenos Aires, porteño. Raquel, ¿cómo te va hoy? Muy bien, muy contenta de encontrarte, preparada para este diálogo creativo. Fantástico, fantástico. Mira, para dar un poco el marco, nosotros, Raquel y yo, nos hemos conocido muy recientemente, pero qué bien, hay un clic y lo que vamos a hacer hoy es explorar en el marco de ciudades vivos y qué es y cómo fomentamos que emerge eso, qué significa vivir en una ciudad vivo, qué significa para nosotros. Esto vamos a ir explorando a través de las artes. Entonces, ¿de qué manera podemos no solo inspirarnos y ser inspirado, pero comunicar y co-crear del fuente de las artes? ¿Qué significa eso? Entonces, Raquel, gracias por darme un momento para hacer eso, para dar el marco. No sé si quieres también decirles cómo hemos planeado, pero vamos a empezar un poco a introducirnos y después una conversación. Pero Raquel, te paso la palabra para que, si puedes, unos 5 minutos presentarte. Sí, bueno, yo soy Raquel Calvo, vivo en España, ahora vivo en el noroeste después de haber vivido mucho tiempo en Barcelona. Soy artista, arteterapeuta y coach y trabajo en acompañamiento de procesos personales a través del arte y la creatividad. A veces acompaño a artistas en su proceso creativo y a veces acompaño directivos, cualquier tipo de colectivo en una transformación y siempre utilizando el arte. Para mí es muy importante. El arte y la creatividad es parte de mi propósito de vida. Creo que nos da sentido, nos da muchas maneras de conectarnos y muchos recursos para estar, para vivir, para ser humano, ¿no? Para vivir como seres humanos. El otro día también te comentaba, para mí mi misión de vida es, lo llamo democratizar el arte, que todo el mundo tenga acceso a crear sin estos juicios de que tiene que ser bonito, feo, virtuoso, sino que sea algo más que hago. Igual que voy a pasear o me doy una ducha, pues hago un cuadro, creo, me escucho, me expreso pues a través del color o de la música o de la danza o del collage o también de la cocina, ¿por qué no? Todos son formas de arte, pero para mí creo que cuanto más nos damos permiso a crear, más plenos nos sentimos y más fácil es ser humano y conectar con los demás. Por eso para mí esta idea de happy cities, de ciudades felices y cómo vivir en la plenitud en una ciudad, para mí pasa por el permiso de escucharnos y dejarnos expresar a través de lo creativo, a través de lo artístico. Y creo que es algo en lo que comparto contigo, Las. Sí, justamente. ¿Y qué es lo que vemos ahí atrás de ti? Pues es un canvas pequeñito para esta experiencia que vamos a hacer tú y yo de escucha y conversación sin palabras, pero con color y con música.
Preparé este canvas muy sencillito y puse varios colores aquí, tonos de azul, verdoso, como estamos con el Día de la Tierra, un poco para ver qué surge, ¿no?, en este diálogo ¿Qué contigo. técnica vas a utilizar? ¿Pinceles o cómo? Sí, un pincel. Tengo varios pinceles, masivos, básicos, tengo un poco más fino, broches. Pensaba utilizar este porque es el más blandito y es el como me siento más conectada cuando utilizo este. Y también tengo paleta, yo utilizo mucho la paleta. Un poco depende de la música, cómo salga, voy a dejarme sentir y expresar un poco lo que me llegue, ¿no? Si es más suave, más áspero, más... Lo que me surja, también utilizar el color también para sentir y el tipo de trazo para expresar lo que me vaya llegando a través de la música. Qué lindo, qué lindo. Mira, entonces, sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, pero antes de entrar en diálogo, porque vamos también a tener un parte así de conversar, ya puse algunos apuntes de lo que estás diciendo, muy inspirador. Quería, sí, presentarme un poco. Soy Alexander Laszlo, vivo en Buenos Aires, Argentina. Estamos en otoño. Pero ya hoy es un lindo día, más fresco y bienvenido la frescura porque era un verano muy caliente, digamos, en muchos aspectos. Pero bueno, no soy argentino de origen. Nació en Suiza, mis papás son europeos, mi educación es de los Estados Unidos, pero... De hecho, estuve moviéndome tanto que no sé de dónde, no soy suficientemente suizo para ser suizo. No soy suficientemente italiano para ser italiano, porque mis papás viven ahí desde cuando yo estaba en un adolescente. Y en Estados Unidos siempre me dicen, detecto un acento, ¿de dónde estás? ¿De dónde sos? Entonces, siempre soy del otro lado. Pero bueno, me da también la oportunidad de ver las diferentes caras del mundo, como tengo aquí en el dibujo aquí atrás. Y esto también quiero invitarlo porque hoy, en este Día Internacional del Ciudades Vivos, Mundo Feliz, Planeta Feliz, hemos tenido unos talleres con jóvenes diciendo desde 2 a 11 años, digamos, 11, 12, mira, jóvenes, quien están invitados a explorar su visión del futuro y posicionarse también del cómo era su pasado, cómo va a ser el futuro. Y unos de ellos fueron a su pasado hace varias vidas y un futuro en el cual van a ser animales porque son lindos gentes. Así decían, voy a ser un animal porque soy una persona linda. Entonces, qué lindo. Y los dibujos que han hecho muy, muy lindo también. Entonces, vamos a seguir con esto de la inspiración y de la co-creación de sentido. Y eso, obviamente, en la ciudad. Estamos rodeados de otros seres, gentes, pero siempre estamos rodeados de seres. En la naturaleza siempre también, ¿verdad, Raquel? Entonces, Sí. ¿dónde sale la inspiración? A ver, vamos a empezar un poco con eso. Para ti, ¿qué es eso? ¿Dónde sale? Qué buena pregunta, ¿no?, para indagar. Porque lo primero que pensé fue la conferencia de apertura, que fue la meditación sobre, como es Calm Meditation, Calm Islands, que iniciaba esta mujer de Findhorn. Yo estuve hace muchos años en Findhorn y hablaban con este diálogo, ¿no?, de los seres. También la cultura española. Marilyn Hamilton es uno de los fundadores del proyecto. Sí. Me encantó porque yo la conocí hace muchísimos años en Findhorn, o sea que fue un poco cerrar el círculo, verla, volver a hacer esa meditación con ella. Y ella hablaba de los seres, ¿no?, que puede ser la naturaleza, las plantas o algo incluso más sutil. En la tradición española, la gente que canta flamenco, que tiene mucho arte, se dice que tiene duende. Ese duende es ese genio, es esa inspiración que te da ese poderío, ¿no?, que decimos en español, esa fuerza, esa pasión, esa creatividad. Y el otro día hablaba un poco contigo y para mí viene mucho desde una escucha profunda,
Para mí la creatividad viene de dejarte escuchar tan profundo que es más grande que tú, ¿no? Que pasa más allá de ti y es una conexión con la naturaleza, con el universo, con el todo. Y para mí la creatividad viene de ahí, de esa capacidad de conectar con lo que es más grande que uno y traerlo y que pase a través de nuestro cuerpo, de nuestro pincel o desde lo que sea. Pero para mí viene de esa escucha profunda. Y puede tomar diferentes formas. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué piensas tú? No, qué lindo, conectarse. ¿Y cuál es la diferencia entre un duende y una musa? Yo creo que es lo mismo, que son diferentes formas. Es Sí, muy parecido. sí, son muy parecidos. Yo visualizo a un duende más como un enano y una musa más como alguien griega. No sé, digamos, no sé, pero... Sí. ¿Sabes qué decían creo que eran los griegos, que decían que alguien tenía un genio, no decían que alguien era un genio. De alguien tiene genio, es como tiene ese duende, tiene la conexión con las musas. No es que lo sea, es que puede conectar. Y yo creo que todos tenemos esa capacidad de conectar con el duende, con el genio, con las musas. No es esta creencia de solo unos elegidos, ¿no? Tienen el duende o tienen el genio. Eso es genio, digamos. Sí, eso. Me gusta mucho cómo lo expresas, Raquel. Wow. La diferencia, porque muchas veces entra el ego tan fuerte que yo soy el genio, digamos, o lo que sea. Pero eso de ser capturado casi por la musa, por el duende, y así casi no tienes opción para expresarte, digamos, tienes que canalizar. a través de ti. Sí, así es. Qué lindo. Claro, que decía Picasso que es muy importante que la inspiración, que la musa te atrape trabajando, porque si estás paseando por la playa y viene la musa, no va a salir. Entonces, estar escribiendo, estar tocando, estar pintando o danzando para que la musa pueda canalizarse. Si no, igual se pierde. Llega y se va a otra persona. ¿Verdad? Pero sí, 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 justamente como el viento. Qué lindo imagen. Y me gusta porque viene, cuando hablaste de la democratización del arte, me vino a la mente también algo que yo, en cual creo yo, que es el chamanismo diario. Es un tipo de hacer alquimia con los momentos, pero no es un chamanismo esotérico, complicado, lo que sea. Es una manera de confluir y de ser confluido, si quieres, más que ser bailado, más que bailado. Sí. Esto... Me gusta mucho esto que dices, ¿no? De ser bailado, ser tomado por la vida, ¿no? Entrar en ese flujo vital, que ser vivido por la vida. ¿Y qué es la diferencia? Perdón que te estoy haciendo tantas preguntas, pero me fascina. La diferencia entre vida como arte y arte como vida. Para mí no hay diferencia. Arte como vida, vida como arte. Para mí es arte igual vida. Vida igual arte. Listo. ¿Ves? Volviendo a Picasso, me acuerdo que escuché una entrevista de una de sus hijas que decía que ella en casa vivía eso, que no había diferencia entre arte y vida. Picasso estaba comiendo, apartaba el plato y se ponía a dibujar en la mesa. O con los juguetes de los niños, hacía una escultura. No se juegue con la comida. ¿Qué? No, pues sí juegue con todo. Esa es la idea. Claro, ¿no? Para mí la vida es un arte. La vida es un arte, ¿no? O sea, vivir, el arte de vivir. Y eso de jugar, justamente como dijiste, ahí me viene la imagen de Picasso jugando, digamos, dibujando ahí en su plato. Cuando un niño hace hoy en día, muchas veces sí dice justamente, no se juegue con lo que se pórtate bien. Pero, ¿qué es este juego? Para ti, ¿cómo es que vemos el juego de la vida? ¿Qué significa eso en cuanto a través del arte? ¿Es un juego? ¿Y qué significa eso? A mí me encanta que digas esto, ¿no? Porque para mí la vida es un juego. Aprendemos jugando, aprendemos a vivir jugando. O una perspectiva. Si vemos la vida como un juego y tenemos que jugar, poco se hace todo un poco más fácil, ¿no? Vamos a ver cómo jugamos este juego que toca ahora, vamos a cambiar el juego, cambian las normas del juego, a ver cómo jugamos con esto.
un juego que sea justo para todos, qué tipo de juegos queremos jugar. Pero si vemos todo, la vida, el arte, las relaciones como juegos, una vez más, como decías tú antes, el ego parece que se diluye un poco. Somos capaces de estar más en esta conexión, en la relación, sin darle más fluido, no tan rígido. Y para mí tiene que ver con dejar la cabeza y meternos más en los sentidos, el jugar. Desde... Ok, yo quiero llegar ahí justamente, pero antes de eso, déjame también comentar que hay un escritor, se llama James Cars, que escribió un libro en los 70, si me acuerdo bien, que se llama Juegos Finitos y Juegos Infinitos. Y está muy lindo porque es importante lo que él dice, que siempre estamos jugando, siempre. Pero a veces jugamos los juegos finitos, que son como ajedrez, que somos un partido de fútbol, que son cosas en las cuales hay un objetivo final, podemos ganar o perder, o podemos ganar juntos, pero el día es que hay un objetivo y hay algo en particular que queremos hacer, y es eso, es un juego finito. Mientras hay juegos infinitos, y los juegos infinitos son los de la vida en sí mismo, es un juego infinito. Una conversación es un juego, un baile en ese sentido, infinito. Y me gusta mucho esta distinción, esta diferenciación entre estos términos, porque si a veces es un jugar para relajarnos, para despegar en un cierto sentido, y otro momento es para conectarnos más con, como dijiste, con el espíritu profundo, creativo del universo, que a su corazón es el amor. Total. No, y eso, cuando hablas de esto, me conecta con lo que decías antes del chamanismo de todos los días, ¿no? ¿A qué juegos podemos jugar para entrar en esa conexión con el todo, con el universo, con la musa? Yo tengo una práctica que suelo hacer cada día, que es muy sencilla, pero para mí es mi chamanismo diario. Yo por las mañanas, después de levantarme, tomo un té, medito un poquito, 5 o 10 minutos, y según cómo sienta, empiezo a pintar, sin expectativa, simplemente dejándome sentir lo que haya sentido la meditación, las emociones, darle forma y color, textura. Y una vez que acabo, pongo música y bailo. Y después escribo un poquito. Y entonces ya está, ya estoy conectada, enchufada. Ya siento que estoy en el propósito del día, en la conexión, en esto que dices tú, dejar que la vida viva a través de mí. Y ese es mi chamanismo diario, ¿no? Mi ritual de por las mañanas. ¿Tú tienes algún ritual que hagas, un juego para conectarte con el gran juego? Sí, pero mira, antes déjeme solo decir que lo que acabas de decir, describir como un caso vivo, es muy inspirador, porque escuchándote y poniéndome en cómo estabas haciendo, era como delicioso, era como eso, wow, mira, pintando un poco y después, es una afinación, es una manera de estar en sintonía con el flujo de todo, de la creatividad, del universo, qué lindo. Y eso, de hecho, me vino en mente un dicho que estaba practicando hoy aquí con mi comprometida. Estaba practicando cómo decirlo porque viene en inglés y dice en inglés, lose your mind and come to your senses. Y pues mi español está más o menos, entonces yo decía, suelta tu mente. Y él dice, no, suelta tu mente es otra cosa, digamos, no. No. Pero bueno, la idea aquí es, y viene del fundador del Gestalt, ¿verdad? Fritz Perls. Y él decía, suelta tu mente y vuelve a tus sentidos. Al cuerpo, al aquí y ahora. Pero qué lindo, no solo en el arte, pero eso es el arte de vivir, es el arte de convivir. Eso es Gestalt, pero también cómo vivir de esta manera.
cómo vivir de manera improvisado, espontáneo, pero también no ecléctico. Eso sí, porque si es ecléctico, es una combinación de colores que puedes saber, no sé, o es una combinación de notas en la música que no necesariamente hace música. Entonces, eso tiene que ser algo con un flujo, una melodía, una afinación no solo interno, pero algo que conecta, como dijiste al inicio, que conecta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? Claro, ¿Qué es me viene la palabra, improvisar? me viene la palabra, otra vez más, escucha, ¿no? De la escucha profunda surge algo fluido, no surge un caos, no tiene por qué surgir un caos. O si surge un caos, acabas llegando a un orden dentro de ese caos. También a veces es interesante dejar ese desorden que salga porque se acaba ordenando. Para mí es un juego también el que juego pintando, ¿no? Dejar que surja y luego ver cómo se ordena. Eso. Qué lindo, porque para mí eso es la esencia de improvisado, digamos, improvisar, pero improvisar no es solo a ver qué me ocurre, es un escucha, es a ver cómo esto combina y a ver cómo puedo construir sobre eso, pero no de manera lógica, fría, pero cómo puedo bailar con lo que está emergiendo y seguir emergiéndolo en un baile, conversación, diálogo o visualización, pero eso es, improvisado no es lo que te ocurre. Improvisado es tratar también de combinar, de afinar, de co-construir con lo emergente de manera deliciosa, como dijiste en tu mañana. Qué lindo es eso, qué inspirador. Y desde los sentidos, no desde la mente. No desde, toca así, entonces hago así. Siento, y lo que diga, antes nombrarás el corazón, ¿no? ¿Qué surge de mi corazón cuando escucho el input del otro y cómo voy afinándolo en mi expresión también, ¿no? Esa co-creación? Que para mí tiene mucho que ver un poco con lo que queremos, ¿no? En las relaciones personales. Trabajar desde esa fluidez, desde esa conexión, desde el sentir, no tanto desde la norma y tiene que ser así, sino una cosa mucho más orgánica, fluida, conectada. Mira, me gusta traer eso a lo de las ciudades y después hacemos nuestro improvisado. Pero a las ciudades, digamos, la vida como conversación, como arte, improvisado, afinando o en sintonía. Me gustaría a ver cómo ves esto, lo del sentido es súper importante, porque cuando estamos caminando por la calle en una ciudad, muchas veces estamos o con nuestro celular, que es peligroso porque después nos chocamos y cosas, ¿ves? Ya sabemos, o estamos desconectados, pero más que estamos ahí con los sentidos. Y para mí hay un sentido particular que es importante en eso, y es en adición a, no es en lugar de los 5 sentidos que tenemos ya biofísicamente identificados. Y es el sentido de sintonía. El sentido de sintonía. Y esto creo que en una ciudad o en una comunidad es muy importante para saber si estamos pisando sobre los dedos de la naturaleza o otras personas, cómo podemos hacer más con gracia. No implica ser bailarín, pero implica confluir. ¿Cómo ves? Sí, para todo lo que me conecta es con la sensibilidad, ¿no? Cuando conectamos con el otro, con el otro, con nosotros, desde una sensibilidad que a veces no es fácil, con la rapidez, el día a día, las exigencias, el ruido en las ciudades grandes. Estar en esa sensibilidad de la escucha de uno mismo y del otro para ver qué se necesita aquí. ¿Cómo podemos relacionarnos mejor? Para mí es una práctica esto de volver al corazón, volver a los sentidos, volver a esa sensibilidad y conectarnos desde ahí. Ahí está el juego. Ahí está el juego. Ahí está el baile, ahí está el juego. Conversación. Hay un colega mío habla del, no solo del diálogo con la naturaleza, con nuestra vida, pero él lo
lo expreso como el daólogo, daoísmo, el daólogo. Qué interesante. Fíjate si podemos estar en un daólogo en el sentido de buscar esta armonía siempre. Y eso no es, no sé cómo estás con lo de la psicología positiva, pero no es solo afirmar todo siempre, es también admitir que la rosa tiene no solo los pétalos, ¿sí dice? Pero también las espinas. Es parte de su belleza, es parte de la vida. Y eso también en la música o en el arte tenemos la disonancia. Es importante. No solo siempre es armonías placenteros, pero hay resolución en la música y en el arte, en todo arte. Va de un menor al mayor, no sé si dice así en Sí, español. sí. No, tiene que ver con aceptar la luz y la sombra de todo lo que es, ¿no? A veces Eso. es bello, a veces es feo, a veces es alegre, a veces es doloroso. No, la rosa, dices, la rosa tiene la flor y tiene las espinas y nace y muere. Entonces, también aceptar estos ciclos, ¿no? Como decía antes, que de repente puede parecer caótico, oscuro, pero luego hay un nuevo ciclo, un nuevo renacer y haber una nueva evolución. Eso es el juego infinito, ¿verdad? Eso Ahí es está. juego infinito. Eso es Y eso. empieza el juego otra vez, ¿no? Y empieza el juego otra vez. Es infinito, es infinito. Son estos diálogos, caminos. Pero, a ver, la última cosa, después hacemos nuestro arte propio, construido, y vamos a explicar qué estamos haciendo. Pero, ¿alguna otra reflexión? Yo también quiero llevar eso al lo de la del ciudad vivo, del planeta feliz, de cómo, no sé, cómo entras, cómo puede ser eso, qué necesitamos en ciudades para que estos juegos, esta democracia del arte, democratización del arte, este chamanismo diario, puede florecer más en ciudades. ¿Cómo ves? A mí lo primero que me viene es tener más espacio, tiempo y espacios creativos. Tiempos y espacios creativos que puede ser pasear, de meditar, de pintar, de contemplar. Eso es lo primero, ¿no? Cómo habilitar estos espacios de sensibilidad y creación. Fantástico. Cuando mencionas esto, me viene en mente tu ritual de la mañana, digamos, porque creas un espacio. Mucha gente despiertan, agarran su celular y después empiezan ahí, justamente. No hay espacio para respirar, para ser. No, pero incluso ir a un museo a pasear y ver las obras y dejarte llegar, tocar por esa sensibilidad. El otro día hablaba con un alumno de los cursos de coaching que doy y me decía, él vive en Madrid, me decía que él cuando se siente mal va al Museo del Prado y da un paseo y se siente mejor. Es un espacio sensible y creativo. Entonces, para mí, lo que estoy escuchando y lo que me inspira en eso es que en ciudades, lugares para recargarnos, para inspirarnos, para conectarnos, que nos da el espacio y el tiempo para ser y para interser más que otro, porque es una conexión. Claro, porque yo ahora pienso, en arteterapia decimos que toda experiencia estética es transformadora. Ver un buen cuadro, escuchar una música, ver una buena película, leer un buen poema, un buen libro, es transformador y es sanador, porque nos conecta con lo humano, con lo más humano. Entonces, eso, los espacios creativos de recarga, creo que es clave y desgraciadamente creo que se está dejando mucho de lado el arte o estos espacios de contemplación, de conexión o de expresión artística. No creo que es algo esencial para el ser humano. Desde las cuevas ya los prehistóricos creaban, ¿no? Pintaban con las manos, con palos. Entonces yo creo que es algo inherente al ser humano, la creación o la contemplación de lo bello, de lo creado por otros, es algo que nos hace estar más conectados. Y creo que nos hace falta, porque muchas veces
negamos o no damos el espacio, lo vemos como un lujo, lo vemos como, bueno, un museo, a ver cuándo lo voy a visitarlo, o un teatro, una obra de teatro, no sé, tengo mucho trabajo, lo que digamos, no creíamos, pero si fuera parte del respiro natural del ciudad, que el ciudad tiene este respiro, esta capacidad de crear espacio y tiempo, y algunos momentos son de cronos, que son, vamos a hacernos nuestras cosas así de manera eficiente, eficaces y efectivos. Y otros son momentos de, no es tanto de relax, digamos, sí es, pero es de conexión y puede ser intenso también. Es de un espacio y tiempo, como mencionaste. Me gusta mucho y cómo fomentar esos en la ciudad. No implica para mí que la ciudad tiene que tener murales en todo, puede ser, también sería lindo, pero también solo una calle que respira, en el cual se puede caminar y hay un sentido de integración con la naturaleza, porque la naturaleza es arte. Sí, sí. Entraba más en la parte artística porque es un poco el tema, pero claro, los espacios de naturaleza para mí son claves para la hora de reconectar con la sensibilidad, con uno mismo y con el todo, ¿no? Un parque, que haya árboles, las plantas, el mar, claro, si los que tenemos la suerte de vivir cerca del mar, es una fuente, para mí es una fuente de conexión también. Qué lindo. Mira, vamos ahora al parte más así interactivo, pero déjame hacer dos cosas. Uno sería, voy a cambiar canal un momento para dar un mensaje aquí de voz vivo a Lev Gordon, que nos está coordinando todo. So, Lev, if you're listening in, and I know it may be not so easy because we're in Spanish and you don't speak Spanish, but could you put a note into our chat as to how much time we have left, just so that we can adapt this last part of our session? Just type there, or you're coming on to let us know how much time do we have left. Of course, up to 2 minutes, if it's fine. Oh, no, we got a little more. Okay. Can we take 5 minutes, please? Please, of course. Okay, thank you. Bueno. Gracias. Ok, tenemos 5 minutos, entonces voy a mencionar un poco cómo lo que tenemos aquí es, yo voy con mi flauta, no soy profesional para nada, entonces que se aguantan. Y vamos a entrar en un diálogo, un poco a ver qué sale. Este diálogo voy a mantener mis lentes para ver lo que está haciendo Raquel. Y empezamos. A ver, ¿sí? Esto es un diálogo entre flauta y pintura.
Raquel. Wow. Qué Oh, wow. bien. I could go, Admirado. podría seguir y seguir. ¿Verdad? Bravo, bravo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Raquel. Gracias a ti. Gracias de corazón. Gracias, Lev. Por It tu was so calidad. beautiful, even without understanding Spanish. I really enjoyed your conversation, and especially the last part of it. Gracias. All Gracias. the best, and see you on this planet. Yes, see you on this planet. Bye-bye then. All right. Well, we are moving into the next session. It will be an express session in Russian. We're discussing how to develop programs for youth to create happy leaders of the future. Юрий, добрый день. Спасибо большое, что сегодня мы собрались здесь, и мы приглашаем Нино включиться, если будет тоже интересно. У нас короткая сессия, на самом деле. Мы хотели обменяться мнениями по поводу того, какие программы для молодых людей, школьников, возможно, студентов, можно создавать, чтобы помогать им становиться счастливыми лидерами будущего. Я хочу представить Юрия Максимовича. Юрий – один из лидеров, я бы сказал, эволюционного направления развития в Украине. В Запорожье сейчас живет многие годы, работал вице-президентом Украинской ассоциации инвесторов, множество проектов развивал в сфере политического консалтинга, и рекламы, и образования, и занимается сейчас вопросами создания эволюционных единорогов. Что это такое? Я думаю, что Юрий расскажет сам. Вот, и первый вопрос, наверное, Юрий, к тебе. Почему ты вообще пришел к теме образования и развития людей? Спасибо. Спасибо большое, Лев. Ну, потому что образование – это один из основных аспектов импакта улучшения жизни человечества. Без образования не бывает никакого роста. Без этих основ, получается, движение человечества, но, к сожалению, не туда направляется. Ну, понятно, что не только образование, но образование – это одно из основных направлений и смыслов существования человека для меня лично. Ну, не для человечества, многие считают тоже, но для меня это однозначно. А эволюционное лидерство – это то, это для, ну, если нет эволюционных лидеров, то, наверное, нет развития серьезного человечества. Это про лидерство. А эволюционное – это как раз движение в созидательную сферу, в направлении любви, вот, в то, чтобы что-то улучшать с конструктивной точки зрения, не разрушая, а наоборот, давая тот импульс, который, ну, двигает человечество в нужную для меня, с моей точки зрения, сторону. Я, во-первых, хотел бы буквально уделить определенное время, но тем не менее высказать, что ты сейчас представляешь так или иначе, да, физически находясь в стране, которая находится в состоянии внешней агрессии. Вот поэтому мы выражаем, несомненно, как бы нашу эмпатию всем, кто оказался в этой сложнейшей ситуации, всем, кого это затронуло, кто погиб, да, кто пострадал. Вот поэтому мы надеемся на скорейшее завершение этого, так сказать, ужасного конфликта. И еще раз понимаем, что даже в сложные времена вот это устремление к лучшему, к тому, что ты сказал про созидательный настрой, он человека не покидает. Вот, и поэтому я приглашаю тебя, может быть, ответить на следующий вопрос. На твой взгляд, вот, глядя, например, на состояние дел в Украине, понятно, есть в любой стране и радости, и сложности, даже вне контекста вот, военных действий и войны. На твой взгляд, есть ли у Украины возможность быстро двинуться в сторону такой современной, процветающей страны именно в плане развития человека? И мы больше сегодня фокусируемся на молодых людях, то есть на старших школьниках, возможно, на студентах. Есть ли, на твой взгляд, в Украине способность создать массовые программы для того, чтобы вот эта категория, в общем, населения, да, молодежь, чтобы они учились быть счастливыми, успешными и еще эволюционными лидерами по возможностям? Ну, к сожалению, вопрос счастья, он не так актуален, как в мире, в Украине, потому что первые дни войны люди вообще не думали о понятии счастья, а думали о понятии выживания и как и выйти из кризиса. К сожалению, в какой-то мере это сейчас и осталось, поэтому я не акцентирую внимание именно на счастье для них, а именно на эволюционном лидерстве. Естественно, оно включает, получается, счастье,
но для меня это, и для, наверное, большинства из них это не главное сейчас, а главное это как стать тем лидером, который может куда-то двигать, я не знаю, свою школу, свой университет, свою небольшую какую-то группу товарищей, свой какой-то кружок, волонтерский, спортивный, академический, театральный, неважно какой, важно, что возник, потому что лидеры, конечно, частично они генетические, а частично можно создавать условия и структуры, и какие-то среды для того, чтобы их было больше, они воспитывались, и помогать им, потому что, в такое студенты и ученики, без помощи вообще не обойдутся. Здесь взрослые люди не обойдутся без помощи часто, особенно и вообще в мирное время. А в кризисное время, которое сейчас происходит, и в военное время тем более, получается, что поддержка, и тем более молодым ребятам, нужна еще больше. Поэтому мне интересно создавать как раз те сообщества экспертов, импакт-инвесторов, возможно, и всех остальных, которые будут помогать ребятам, вне зависимости от ситуации, где они находятся, и вообще от... в какой стране они находятся. Потому что я считаю, для меня Земля – это общий организм. И если не думать об общем организме, а думать о какой-то одной части тела, то это неправильная позиция. То есть, мне кажется, нужно, чтобы здоровым был весь организм, а это значит с разными странами работать. И это значит, что вне зависимости от ситуации в стране заниматься помощью как раз школьникам и студентам. Понятно, что нужно брать обязательно и исследовать, какие нюансы отличаются в каждой стране. Это логично, иначе не получится ничего. К сожалению, придется понимать даже, как работает бюрократическая система в каждой стране. То есть те, которые как раз курируют и студентов, и школьников. Без этого тоже результат будет слабый. Можно ли это делать без этих исследований? Может, но результат будет минимальный. Хотелось бы, чтобы результат был более эффективный, скажем так. Поэтому здесь вопрос не в том, какая ситуация. Мы просто говорим не об счастье, мы говорим об эволюции и о лидерстве. А это, наверное, в сложной ситуации еще важнее, чем в обычное мирное время, тогда, когда все хорошо. В хорошее время, в хороших там странах, неважно ни лидерство, ни слишком большие эффективные действия, и даже не важно, кто у тебя премьер-министр и кто политик, потому что и так все хорошо, каждый занимается своим. А вот в такие моменты, наверное, это особенно важно. Но я подчеркиваю, что я хотел бы, чтобы эти программы работали по всему миру, вне зависимости от ситуации экономической, вне зависимости от ситуации военной, потому что я понимаю, сейчас около 50 горячих точек, и военные действия могут начаться где угодно. Поэтому вопрос не в том, что где они начнутся, а где они начнутся. Вопрос все равно надо работать со всеми. Юрий, всегда хотел тебя спросить, вот сколько мы знакомы, ни разу не спрашивал, если бы я тебя увидел просто на экране, не знал, кто ты, откуда, не знал бы твоего имени, я бы подумал, что ты из Турции. У тебя нет такого ощущения, что именно по физиономистике, скажем, в общем, что ты очень похож на наших турецких коллег? Ну, к сожалению или к счастью, меня многие принимают за своих, поэтому я и арабы принимают, и армяне принимают. Точно, да. Недавно меня приняли за индуса, поэтому ты настоящий житель планеты Земля, все тебя чувствуют своим. Разреши, у нас не так много времени, я хотел бы поделиться от себя, а потом тебя попросить, наоборот, твоим мнением поделиться. То есть как мы можем создать вот эти вот программы массового, назовем, образования, развития, да, для молодых людей. Я от себя буквально там 2-3 минутки, и потом тебе слово передам. Какие у меня гипотезы, проверенные частично, что сейчас мир удивительным образом вошел в онлайн-среду. Раньше это было, в общем, никому она была не интересна особо практически. Сейчас это стало частью нашей жизни, и она позволяет как раз создавать массовые программы. Это первая мысль. То есть речь идет об онлайн-программах. А также это важно за счет того, что благодаря им можно создавать масштаб. То есть, условно, один профессор там Гарварда или какой-нибудь успешный предприниматель или деятель культуры мгновенно может... Я однажды вел сессию для 3500
школьников старших, это был, может быть, самый яркий опыт моей жизни. То есть та интенсивность контакта, 3000 молодых людей, там все пишут, за секунду появляется там 50 сообщений. Ну, в общем, это потрясающе. И ты знаешь, я им рассказывал, ну, уж кто я, да, там ничего особенного, но я им рассказывал какие-то свои инсайты, какие-то опыты жизненные, делился тем, что я проживал в их возрасте, и потом. И мне люди потом писали, что там, ой, вы меня там, грубо говоря, спасли от попытки самоубийства, да, там, а вот у меня там, ну, вот, и вот из этой группы, с кем я провел там час, может быть, полтора максимум. В общем, я вижу, что есть воздействие, даже за вот, ну, такие онлайн-форматы. Вот, если собрать классных, так сказать, специалистов в разных сферах и посмотреть, а какие знания нужны, назовем так, старшим вот школьникам, которым не дает школа, как управлять своим состоянием, как выстраивать отношения. Вот сегодня кто-то на одной сессии говорил, что в школе не учат, а как любить, да, любить себя, любить других, как работать с травмами, что они существуют. Многие люди к 30-40 годам понимают, а до этого живут из своих травм, так сказать, обусловленные. Вот что такое лидерство, ну, вот все вот эти вещи. Поэтому мне кажется, что это модульная программа, которая может быть создана онлайн. Мы ее можем продвигать в том числе через города, потому что города, естественно, сеть по земле и в Украине, и в других странах. Вот, и, естественно, там должны быть какие-то, ну, правильно выстроенные педагогические с точки зрения там задания, чтобы людям было интересно, какие-то челленджи, работа по группам, практические проекты, и потом, чтобы все это создавало некое сообщество, которое будет поддерживать друг друга всю жизнь. Еще и международное, да, потрясающе. Вот это вот мои краткие гипотезы передаю тебе, как бы ты видел такого рода программы. Спасибо. Спасибо тебе большое. Нет, я считаю, что как раз это очень важно. Есть большой спектр всяких этих потребностей у школьников. Некоторые даже в конце обязательно самоопределяются, им очень важно, куда пойти. Поэтому чем больше таких кружков, тем лучше для того, чтобы он, пройдя все, определился, что для него ближе на практике. Потому что на словах он не поймет. А это очень важно как раз в последнем классе, когда ты понимаешь, куда поступать и так далее. Это тоже очень важно. Поэтому это работа с волонтерскими какими-то вопросами, даже помощь. Почему? Потому что отсюда рождаются и лидеры. Это работа с активными какими-то такими лидерскими позициями, там тут комитеты там, и так далее. Это часто бывает, но это тоже нужно помогать в этих направлениях. Это создание лидерских программ, которые формируют разные внутренние качества и внешние качества, целеустремленность там, и так далее, и так далее. Там большой спектр, и над ним надо тоже помогать им работать. Не просто, ну то есть это спектр очень большой, как внутренних, так и внешних качеств. Плюс я бы хотел еще добавлять сюда, если будет большая, получается, база, то я бы вообще систему группу образовательных компаний делал. И это и просто образовательные, и тех компаний, которые улучшают что-то. И сюда же вводил те компании, которые интересна эта тема, от тех, которые сейчас интересных трендовых ниш. Искусственный интеллект, как можно развивать как раз для школьников и в программах обучения вот, и студентов. Это дополненная и виртуальная реальность сюда же тоже может быть. И графикация, ну тут весь спектр, который в принципе тех реализует, сюда тоже можно и потом постепенно внедрять. Ну то есть это большой. Плюс я бы хотел, чтобы сюда входили импакт-инвестора, сообщества, тем, которым не безразличны судьба детей и куда земля повернет. Потому что с детьми лучше всего работать, они еще не загрязнены вот этой всей, к сожалению, гадостью, которой много во внешнем мире у взрослых. Меньше у них стереотипов и шаблонов психологических проблемных, хотя тоже хватает. Вот ты говоришь, что даже самоубийство в школе и так далее. Уже понятно, что с детства идет. Это, кстати, важно работать еще психологическое здоровье. Это комплекс. Это и травмы, и отношения с родителями, и с социумом, и отношения в первую очередь всегда начинается психологическое с самим собой. Потому что для него, для здоровья ребенка, если он не познает себя и не решит свои экстренные травмы, то, конечно, это будет трагедия. Вот. Ну и вот в таком комплексе, в принципе, здесь очень много аспектов, которые можно потом расширять. Вот. Поэтому вопрос в том, что всегда надо с чего-то начинать, и обязательно, чтобы были те лидеры, которые готовы
серьезно работать в этом направлении. И не только среди детей взращивать, а как раз среди взрослых, которые эта тема интересна и которые готовы много времени уделять. Не 5 минут, а действительно много. Тогда результат будет. То есть это визионеры, каждый в своем. Я почему говорю, что важно еще брать со всего мира те компании, которые интересуются подобной темой и с именно смысловой миссионской целью. В этом случае тогда каждый будет развивать интенсивно свою нишу. И если брать как партнеров и всех, то они друг друга будут дополнять. Например, взять как раз искусственный интеллект, взять дополненную реальность, и если им интересно, помимо их широкого профиля, и наша тема, если у них есть такие ценности, да, то тогда интегрировать в наши продукты. Если мы, например, до этого работаем с техом и образовательными компаниями, то мы договариваемся, интегрируем, а мы помогаем другому. Ну, то есть это партнерские взаимоотношения и усиливающие друг друга. Это как вот в компании в одной должны быть партнеры, которые со своими плюсами и своими минусами. Партнеры должны сглаживать эти минусы своими плюсами и эффективно реализовывать. Здесь то же самое. Комплекс групп компаний, которые не конкуренты друг друга, а партнеры. В больших целях, я считаю, что это очень важно. Да. О, здорово. Вот ты часто говоришь про так называемых единорогов, то есть компании, которые быстро выходят, ну не быстро, но выходят на капитализацию, там, по-моему, миллиард, если не ошибаюсь, долларов. Но ты про них говоришь не в смысле обычных, так сказать, бизнес-логики, а в том числе, что это какие-то эволюционные единороги. Правильно я тебя понимаю? Ну, вообще есть, я знаю технологию построения единорогов. Там это основа, значимая трансформационная цель для большого количества клиентов, которые меняют в лучшую сторону. Это не значит, что все единороги, они все белые, пушистые, без недостатков. Просто если действительно есть такая большая цель, то хочешь ты, не хочешь, все равно ты меняешь жизнь большого количества людей в лучшую сторону. И качественный продукт делаешь. Если ты делаешь плохой, некачественный продукт, ты большую компанию не построишь. Желательно, конечно, чтобы у визионера и у команды основателей были еще и моральные ценности. В этом случае, если они еще думают, как сделать что-то пользу для мира вообще, а не просто для себя лично, используя пропагандистские вещи, то тогда это будет действительно польза намного больше. Но это не значит, что все они такие. К сожалению, среди миллиардеров часто встречаются и плохие люди. Это факт. К сожалению, больше среди них плохих, чем хороших. Но мы знаем большое количество примеров, сотни человек, которые хорошие, которые что-то пытаются сделать хорошее. Не только пытаются, а очень большие деньги, миллиарды, сотни миллиардов тратят на то, чтобы сделать Землю лучше. И это хорошо. Если таких людей будет больше, это улучшит жизнь на Земле, с моей точки зрения. Кстати, я давно тоже хотел тебя спросить, когда мы говорим про эволюционных лидеров, а есть ли у тебя примеры, вот у нас последняя минутка-две остаются, людей, которые для тебя действительно представляют собой пример эволюционного лидера? Эволюционного лидера? Ну, ты имеешь в виду в бизнесе или вообще в жизни? Как ты чувствуешь? Ну, эволюционные лидеры – это Далай-лама для меня, например. Это люди, которые в планетарном масштабе, у него большое количество последователей, которые действительно с чистотой в сердце делают все возможное, чтобы жить было лучше на планете Земля. А если среди бизнесменов, ну, это я общался лично, даже в 2015 году помогал Ричарду Брэнсону приехать в Украину, и был здесь конференция большая, очень много тысяч людей, даже десятки тысяч были. Я с ним общался, он очень большой молодец. У него есть, как он, забыл точно, как называется, совет старейшин, по-моему, с Манделой, когда он еще был жив, он организовал. Там лидеры, большое количество лидеров и бывших президентов, и каких-то выдающихся личностей, которые стараются что-то сделать, чтобы мир стал лучше. И это большая польза. Он туда тратит хорошие деньги свои. Есть те, которые, такие как Баффет, Уоррен, вроде бы он
инвестиции занимается, но он десятки миллиардов отдает на благотворительность. Вот, и у него понятие нравственности есть, с моей точки зрения, то, что я знаю о нем. Ну и так далее. То есть это люди, вот, например, бизнеса, а не духовности. Есть такие люди. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Ну что, тогда я хочу поблагодарить тебя за то, что мы сегодня провели такую небольшую вводную беседу, потому что сейчас проект развивается, и вот я вижу, к нам присоединился Ильгар. Ильгар, мы с Юрием разрабатываем фактически сейчас некий такой план проекта массового обучения школьников, возможно, студентов. Ну, я лично про школьников больше думаю, ну, и студентов, наверное, тоже. Вот, по всему миру, вероятно, вначале, грубо говоря, на русском языке, потом, может быть, на английском и других. Вот, поэтому Ильгар тоже проявлял интерес к такого рода программам, поэтому хорошо, что мы тут встретились втроем, закрепили визуально. Отлично, это очень важно, и я думаю, что если мы хотим устойчивое развитие, то именно для школьников, старшеклассников и студентов это самое первую очередь. Да. Здравствуй, добрый вечер. Здравствуй, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Ну что, дорогие, я тогда предлагаю сделать 1 минутку паузу, а потом Ильгар, собственно, подхватит, и у него следующая сессия называется «День Земли, благословение и в контексте благословения, блага и ответственности». Я на английский язык переводил «Earth Day Blessings and Responsibility». Вот, Ильгар будет, собственно, вести эту сессию на азербайджанском. Вот, Ильгар, если можно, в начале 5 минуток для нас, кто еще не выучил азербайджанский, если можно на любом другом языке, вот, ну, на русском, например, или на английском. Вот, мы очень хотим узнать суть, о чем ты будешь говорить, поэтому хорошо. Можно вначале главное, а потом уже... Хорошо, хорошо, обязательно. Будем благодарны. Спасибо. Удачи. Спасибо. Когда начать, вы мне подскажете. А можем уже и начинать. Еще раз хочу представить нашего уважаемого гостя, основатель Wisdom House, Дом мудрости в Баку, теософ, богослов, можно сказать, философ, исследователь состояний человека в разных подходах. Я думаю, что Ильгар, возможно, сам про это еще упомянет. Вот, один из сооснователей школы эволюционного лидерства и вообще человек, как говорят, что если увидите, что происходит что-то хорошее, и никто не берет за это, так сказать, никто не просит ну, признать, что это он это делает, значит, где-то появился суфий. Так что будем считать, что Ильгар – это тайный суфий. Передаю тебе. Добрый день, приветствую всех вас. Эти 3 дня, на самом деле, они очень чудесны, великолепны, и на самом деле это происходит очень интересный процесс. Значит, можно такими маленькими ресурсами делать очень большие дела. Я благодарю вас, Лев, что вы делаете такое важное и очень нужное дело, и всю команду, всех людей, которые активно участвуют в этом, всех организаторов. И да, я буду выступать, как мы договаривались, потому что у нас сегодня многоязычный день, я буду выступать на азербайджанском языке, но учитывая как бы просьбу наших коллег, что вкратце, что мы будем иметь в виду, я скажу, как бы такую вводную часть я сделаю на русском языке. Значит, когда вообще возникла идея нашего участия как бы в этом мероприятии, и сама идея, она Международный день Земли, и в принципе вся ситуация, которая сейчас происходит в таком планетарном масштабе, и идет такое новое понимание того, что так продолжать нельзя. И то, к чему мы сегодня пришли, это результат. И я думаю, что пока мы не будем рассматривать то, что мы имеем в связи со всеми возможностями у себя на Земле, в нашем корабле, таком, как образно говорим мы, да, космическом корабле под названием Земля, если мы не будем относиться ко всему этому как к благу, у нас не появится ответственности. И тут возникает вопрос, а как это вообще в целом, что может быть так, чтобы мы смотрели на это как на благо?
И зачем получилось так, что в сегодняшнем мире люди не смотрят как на благо? Ну, допустим, 100 лет назад люди больше смотрели на это как на благо. 300 лет назад они смотрели больше на все это как на благо. Сейчас же идет процесс такой, как мне больше использовать, как мне больше взять, и при этом не чувствую никакой ответственности. Поэтому я думаю, что это результат того, что сегодня мир пришел к такому тупику, я называю это так образно, что модерновому тупику. Это в разных ипостасях, в разных формах, в разных ситуациях, в разных интерпретациях. Но он пришел к тупику. И, скажем так, после Средневековья был этап, когда объявили, что мы нашли, как это все делать, и мы здесь, на Земле, решим все проблемы. Но оказалось так, что загнав человечество в такой эмпирический узость и все охватив только лишь материальными, только лишь именно процессами именно изучения соматики, процессами изучения психики максимум. Да, человек это, из этого и состоит. Получилось так, что сегодняшний человек, он очень серьезно, он в курсе того, что происходит в микромире, он в курсе того, что происходит в макромире. Он прекрасно знает, как создать, допустим, тот же самый искусственный интеллект и все остальное, но он не знает, что делать с собой. Это мировоззренческий кризис. Сегодняшний человек переживает глубинный мировоззренческий кризис. Я специально не употребляю слово идеология. Речь не об идеологии. Речь об мировоззренческом именно составляющей, мировоззренческой парадигме. Люди вдруг было принято так, что человек каждый, он создает образ, он рисует на таком большом табло человека. И в какой-то момент человечество, оно зациклилось на том, что давайте сделаем так, чтобы мы лучше рисовали. И пошли за находкой лучшего пера, за находкой лучших ресурсов для черчения, для рисования, всего этого. И чем дальше они шли, чем дальше люди, человечество шло за этим, тем больше забывали, а зачем мы это хотели? Зачем вся эта методология? Зачем все эти улучшения, исследования и все остальное? Человечество забыло, что все это надо было, чтобы нарисовать хорошее табло человека. Мы забыли, зачем все эти ресурсы, мы забыли, зачем все это надо. И в конечном итоге человечество фактически сейчас переживает период так называемого постмодернизма, где есть серьезнейший кризис мировоззрения. Люди прекрасно разбираются во всем, кроме себя. Кто мы, как мы, зачем мы, откуда мы, где мы, куда мы идем. Все эти моменты, из чего мы состоим. И эта вся ситуация, это очень сильно отражается на личности человека. Нет все меньше и меньше личности. Личность отличается тем, что он занимается собой, он изучает себя, он работает над собой, он работает над обществом, он отдает больше, чем получает. И тут, конечно же, основная тема в том, что люди перестали относиться к себе как к божественному знамению. Вообще об этом никто не думает. Ни образование, в принципе, ничего из того, что нас окружает, не напоминает нам об этом. И все, что нас окружает, человечество смотрит, как взять больше, как взять побольше. Понятие успех, он стал ограниченным таким карьерным пониманием. И люди, конечно же, испытывают серьезнейший экзистенциональный кризис. И как выйти из этой ситуации? Конечно же, это мировоззренческий момент. Кто мы, откуда мы, где мы, куда мы идем. Если мы разберемся с этим, если мы будем себя рассматривать как
часть общей гармонии. И если мы будем рассматривать все наше окружающее как часть общей гармонии, и тогда фактически в этом космическом корабле, как Земля, все, что здесь есть, мы будем рассматривать как благо. И не только людей, и не только соплеменников, и не только тех, кто с нами близки, тех, кого мы знаем. Все, начиная, в принципе, от органики, кончая неорганикой, все. Наше отношение к воде изменится, наше отношение к растениям изменится, наше отношение к животному миру изменится, наше отношение вообще к пониманию экологических проблем изменится. И если мы будем это рассматривать как благо, если мы уже смотрим на что-то как в качестве блага, появляется ответственность. Конечно же, это напрямую связано с ростом понимания чувства достоинства. Чувство достоинства. Вот. Чувство достоинства – это уже не на уровне соматики, не на уровне, вот именно, так скажем, психики. Это больше, это на уровне этического. Я думаю, что вот именно понимание блага всего, что нас окружает, понимание чувства достоинства, понимание чувства ответственности, это может быть стать именно основой для устойчивого и такого развития, устойчивой эволюции человека и выхода из этого тупика. И без этого будущего нет. Ну, с вашего позволения, я уже перейду на азербайджанский язык. Да. Hoş gördük dostlar, hamınızı salamlayırıq və bu günləri burada çıxış etmək, öz ana dilimizdə çıxış etmək çox məsuliyyətlidir və önəmlidir və xüsusən bir tədbirdə ki, beynəlxalq bir tədbirdir və bu 1 milyard insana ünvanlanmağı nəzərdə tutulan bir tədbirdir və bu günlər dünyada 1 milyard insana ünvanlanmış bir beynəlxalq yer günü kimi qeyd olunur. Əslində, bəzi tarixlərdə bu Novruz günlərində 20-21 martdan başlayaraq, bəzi tarixlərdə də elə aprelin 22-sinə qədər, bu günlərə qədər də davam edir. Amma mühüm mövzu, mühüm bunun fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, təbiət oyanır və insan bu oyanışı nəzərə alaraq əslində yer kürəsi bir obrazlı dillənsək, bir kosmik gəmi kimi ki, bu biz burada aslında hamımız onun sərnişiniyik, bu yer kürəsində baş verənlərə diqqət etmək. Və bu baxımdan mən bütün təşkilatçılara, bütün həmkarlara, bütün araşdırmaçılar ki, bu böyük qlobal sammitin meydana gəlməsinə 72 dünya çaplı çıxışçının burada iştirakı, bu özü böyük bir hadisədir. 1000 şəhərə, 1000 diri şəhərə belə obrazlı söz, yönəlik bir böyük bir qlobal sammitin keçirilməsi və yeni yer günü qlobal sammiti diri şəhərlər, xoşbəxt planet mövzusunda bu beynəlxalq tədbirin keçirilməsi ilə bağlı mən hər kəsi təbrik edirəm, bütün təşkilatçılara da təşəkkür edirəm, bütün həmkarlara təşəkkür edirəm ki, doğrudan da bu sonuncu, üçüncü gündür və 40-dan yuxarı bir müzakirə paneli keçirilir və bu çox fövqəladədir. Amma əsl iş bundan sonra olacaq. Buradakı çıxışlar müxtəlif dillərə tərcümə olunacaq. Bunun video materialları, bunun müxtəlif çap materialları hər yerə çatdırılacaq və bu özlüyündə insanların bir-birləri ilə danışması, insanların müzakirə etməsi, insanların müxtəlif dillərdə danışması, eşitmə qabiliyyətinin inkişafı. Bunlar çox önəmlidir və bizim mövzu nemət və məsuliyyət kontekstində, nemət və məsuliyyət yer günü kontekstində, yəni yer günü ki keçirilir, beynəlxalq yer günü keçirilir. Bu nemət və məsuliyyət baxışı bucağından yanaşılmalıdır və insanın bu günləri yaşadığı böyük bir böhranlı vəziyyətdir və mən aşağıdakı nöqtələrə işarə edərək bu məsələyə qısa da olsa toxunmaq fikrimiz var. Bu dünya görüşü bir böhranı var dünyada və şəxsiyyət yetişmə, bir Allah bəndəsi yetişmə böhranı var. Bizim əhatə edən hər bir şeyə nemət kimi baxmaqda böhranın mövcudluğu və ümumiyyətlə anlama, niyəlik, neçünlük, biz nə üçün istifadə edirik, nə üçün yaşayırıq. Bütün bunlar və ləyaqət və məsuliyyət
mövzuları. Bunlar çox önəmlidir. Beynəlxalq yer günüdür. Mən Allah kitabında, Qurani-Kərimdə yer günü münasibəti ilə bağlı mən baxdım ki, yerlə bağlı hansı ilahi ayələrdən biz ilhamlana bilərik. Mürsəlat surəsinin 25-ci ayəsində gəlir ki, məgər yeri fəzada sürətlə hərəkət edən və müxtəlif sakinlər üçün geniş və məskunlaşdırıcı etmədikmi? Diqqətli olaq. Məgər yeri fəzada sürətlə hərəkət edən və müxtəlif sakinlər üçün geniş və məskunlaşdırıcı etmədikmi? Biz belə mi görürük yeri? Biz belə görsək ki, nemət olaraq duyarıq. Ya Nəbə surəsinin 6-cı ayəsində məgər biz yeri rahatlıq beşiyi etmədikmi? Biz yeri nemət olaraq qavrayıb onu rahatlıq beşiyi kimi istifadə edə bilirikmi yer kürəsinin? Ya Taha surəsinin 53-cü ayəsi. Həmən o Allah ki, yeri sizin üçün döşəyərək beşik edib, onda sizin üçün yollar açıb. Biz bu cür mü baxırıq yer kürəsinə? Və təbərrük üçün mən bunlara toxundum ilk öndə. Planetimiz çox gözəldir, rəngarəng. Özündə müxtəlif dövrlərin əks-sədalarını əhatə edir. Keçmişimizi, bugünümüzü və gələcəyimizi biz planetin əslində o inkişafı prosesində müşahidə etmək mümkündür. Kontrastlarla doludur və burada dolu çox geniş resurs və imkanlar var. Və insanın faktiki olaraq ətraf mühitə necə davranmasından asılı olaraq bu gözəlliyin qorunub, qorunmaması və gələcəkdə biz nə olacaqla bağlı mövzu özü böyük bir məsuliyyətli bir məsələdir. Və beynəlxalq yer günü əslində bu məsuliyyəti xatırlatmaq üçün düzənlənmiş bir gündür. İnsanlar bu günlərdə öz məsuliyyətini xatırlayır. İnsanlar bu günlərdə öz üzərinə düşən məsuliyyəti xatırlayır və doğrudan da önəmlidir. Ekoloqlar belə qənaətə gəliblər ki, yer kürəsinin mövcudiyyəti üçün hər şeylə təchiz olunub. Yəni, yer kürəsi hər bir şeylə təchiz olunub öz mövcudiyyəti üçün. Və biz özümüz bu imkanları məhv etməsək və bunu sıradan çıxartmasaq, əslində yer kürəsi kifayət qədər özünün bu imkanlarını, bu nemətlərini bəşəriyyətin öz ixtiyarında qoyulmadı və burada diqqət eləsək, nələr bu vəziyyətdə səbatlı inkişaf üçün insanın yer üzündə davranışlarını, yer üzündə yaşayışlarını doğru dürüst istifadəsi üçün nə etməlidir, necə olmalıdırlar diqqət etsək, mühüm məsələlərdən biri bu dünya görüşü məsələsi. Dünya görüşü. Bəşəriyyət modern dönəmdə bir vəziyyətə gəlib çatır ki, o faktiki olaraq dünya görüşü bir böhranla üzdə gəlib çıxır. Niyə? Çünki bir etapdır, bir mərhələdir, bir vəziyyətdir ki, insanlıq modern dönəmində sanki hər şeyi burada həll edəcəklər və empirik bir məhdudiyyətlərin içinə salaraq insanı özündən ayrı salmış olurlar. İnsan mühüm suallarından, mən kiməm, mən hardayam, mən hara gedirəm, mənim mahiyyətim nədir, mən insan olaraq kiməm? Bu mövzular və dünya görüşü mövzuları faktiki olaraq kənara qoyulur. Bu yön postmodern dönəmin insanın, əslində o haykırması, əslində o insanın o bir növ narahat olması, insanın o vəziyyətdə özünü tapa bilməməsi, özünü kəşf edə bilməməsi. Və əslində bunun göstəricisidir. Çünki bugün dünyada bəşəriyyətin yaşadığı mən ideoloji demirəm, ideolojidən da daha dəyərli bir mövzudur. Bu dünya görüşü. İnsan bu haqda heç düşünmür. Mən hardanam, mən hardayam, mən hara gedirəm? Bugün təhsil sistemlərində, bugün təlim sistemlərində bu mövzu tamamilə unudulub və qəflət edilib. Bu mövzu bir offside vəziyyətinə salınıb və bu müəyyən olunmadıqda insan kimdir məsələsi həllini tapmır. İnsan kimdir məsələsi həlli olmadıqda insan özünü dəyərləndirə bilmir, özünü bir ilahi ayə olaraq görür, özünü kəşf edə bilmirsə, öz Rəbbi ilə münasibətini, insanlarla münasibətini, varlıq aləmində digər hər bir yaradılışın hər biri ilə münasibətini tənzimləyə bilmir. Bunlar çox önəmli məsələlər. Deməli, bu dünya görüşünə köklü olaraq qayıdan bir məsələdir və bu insan şəxsiyyətinin yetkin bir Allah bəndəsinin yetişməsinə ciddi maneə olur və nəhayətən insanın
onun ətrafında əhatə edən mövzulara baxış bucağı yanlış olur. İnsan ancaq istifadəçi baxışı ilə baxır. İstifadəçi baxışı ilə baxdıqda suya, suyun vəziyyəti bugünkü vəziyyətə gəlib çatır. Təbiətə, təbiətin vəziyyəti bugünkü vəziyyətə gəlib çatır. Ona görə bugün ekoloji problemlər gündəmdədir. Çünki insanın ətrafa baxışı istifadəçi baxışdır. Nemət baxışı deyil. Amma əgər nemət baxışı olarsa, nemət baxışı olduğu zaman şuurla, dərklə mən necə istifadə edim, nə üçün istifadə edim? Yerini bilərsə yaradılışda, bu harmoniyada öz yerini bilərsə, bütün istifadə etdiklərin hər birine də nemət kimi baxarsa, nə üçünlüyünün fərqində olarsa, şuur və dərk və anlamaqla baxarsa, o zaman çox böyük bir mənzərə meydana gəlib çatar. Nemətin dərki baş verdikdə, ləyaqət hissi inkişaf etdikdə, məsuliyyətli davranma mövzusu meydana gəlib çıxmış olar. Məsuliyyətli davranma, bütün bəşərin suzuduğu mövzu məsuliyyətli davranma. Amma bu məsuliyyətli davranma yalnızca nələrə görəsə, dünyavi mövzulara görə, yaxud hansısa maddi maraqlara görə deyil. Məsuliyyətli davranma ona görə ki, o bilir ki, bu nemətdir. O bilir ki, bu nemətdir. Və nemət bildiyi üçün, nemət kimi baxdığı üçün, nemət kimi yanaşdığı üçün, nemət kimi duyduğu üçün, o məsuliyyətli davranır. Və ləyaqət hissi inkişaf edib, o bu ləyaqət hissinin əsasında davranmış olur. Bu artıq daha üst bir mərhələdir. Bu insan artıq yalnızca fiziki və materialistik mərhələdə qalmır. Bu insan yalnızca psixoloji mərhələdə qalmır. Bu bir Allah bəndəsi, bir insanlıq, bir mənəvi mərhələyə, üst level'a keçmiş olur. Biz özümüzü tapmaq üçün mütləq dünya görüşü mövzusunun üzərinə getməli və ləyaqətli insan inkişafı mövzusu məsələsi gəlməli. Bu zaman özünün də ilahi bir ayə olduğu və bütün əhatə edən hər bir şeyin ilahi ayə olduğunun fərqinə varmalı. Bu zaman nemət duyacaq. Bu zaman nemətin şükrünü etməli olacaq. Bu zaman nemətin şükrü üçün məsuliyyət yaranacaq. Bu zaman ləyaqət hissi olan insanın hər baxımdan məsuliyyətli bir mərhələsi olacaq. Və bu kimi böyük bir tədbirlərin önəmi də bunu xatırlamaqdır, bunu yada salmaqdır. Mən bir daha bu beynəlxalq gün, beynəlxalq yer kürəsinin günü olan və əslində hər bir kəsi məsuliyyəti və nemətlə davranmaq mövzusunu yada salma baxımından önəmliyini xatırlayıram. Allah hamımıza nəzər salsın inşallah və hər kəsə uğurlar diləyirəm. Ну, в принципе, я думаю, что достаточно на азербайджанском языке, чтобы это тоже было так символично, чтобы на разных языках это было. И если уже наши коллеги на линии, и, в принципе, мы можем фактически тихо-тихо уже переходить на нашу следующую сессию, на нашу панель. Я думаю, что уже, в принципе, через несколько минут уже подойдут участники, спикеры нашей следующей панели. Я, в принципе, поздравляю наших дорогих коллег, что сегодня так удачно получилось, что это уже стало многоязычным процессом. Да, наши уже друзья, коллеги подошли. Я, с вашего позволения, Лев, уже перейду. Вы хотите сделать короткую ремарку, пожалуйста? Maybe we'll make greetings everyone, all the speakers, welcome. We have a celebration of the Earth Day with a multilingual, multicultural representation. And I would like to thank Ilgar for bringing together such a wonderful group of researchers, leaders from different countries. Let's make a 1-minute break so everybody could have time to get some water, and we'll start in 1 minute. How about that? Welcome again. Salam alaikum. Gamarjoba. Алейкум ассалам. Спасибо, Лев, вы замечательно. Hoş gördük değerli Mine Hanım, hürmetli profesör. Merhabalar, nasılsınız?
Merhaba. Çok sevindik sizi burada görmekten. Çok memnun olduk. Sizin isminizi Ben de sizlerle. duymuştuk. Çok sevindik. Çok sevindik. Çok hoş oldu. Уважаемая Нино, приветствую вас. Рад вас видеть. Пока что не начинаем, поэтому я решил поздороваемся. Как ваши дела? Как поживаете? Все нормально? Приветствую Рад всех. вас приветствовать. Good day. Привет. Good day all. Good day. Have a good day. Sağ ol. Have a good day. Nice to Hürmetli meet Mustafa you. Bey. Nice to meet you. Nice to be here today. Thank you. Mustafa Bey, hatta sizse sizinle de bir görüşerdik. Nasılsınız hocam? Necəsiz? İşleriniz necədir? Sesinizi bir mikrofonunuzu işe salardınız. Açtım. Tamam. Evet. Ha, Şu an sesim nasılsınız? geliyorsa. Necəsiz? Teşekkür ederim. Bəli. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Teşekkür. Çok güzel, çok güzel. Biz iki katılım- dakikaya başlayacağız. İki dakikaya Tamam. başlayacağız. Ben resmi hisse yazılacak. Bunlar sonra muhtelif dillere tercüme oldu. Jurnal halinde çıkacak bunlar hamısı. Birinci konuşmacımız değerli Mina Hanım, Profesör Mina, Doktor Mina Hanım olacak. Sonra siz Mustafa Bey. И третье наше выступление уже будет связано с уважаемой Нино. Bizim Türkçe konuşmacılarımız daha önde olacak. Bir Gürcistan'dan konuşmacımız var. Onunla sonra Rusçasını konuşacağız. Biz bu günleri artık 3. gündü ve bugün muhtelif dillerde geçen panellerdi. Ve şükürler olsun ben bugün 4. panele de katılırım. Çok maraqlıdır. Muhtelif ülkelerden, muhtelif insanlardan. Уважаемый Lev, когда мы можем начать? Уже I think it's a good time to start. So welcome again, everyone. The discussion happens as part of the Earth Day Summit. And Dilgar, I pass it on to you. All the best. We look forward to our discussion. Thank you. Hoş geldiniz sevgili konuşmacılar. Bütün değerli izleyicileri salamlayırıq, hoş gördüm deyirik. Bütün teşkilatçılara, bu güzel global summiti geçirdən bütün teşkilatçılara teşekkür edirik. Ben icazənizlə qısa Rusça bir neçə kəlmə söyleyeyim, ondan sonra geçək. Я благодарю всех организаторов за организацию такой, как бы, глобального саммита. Я благодарю особенности уважаемого Льва Гордона. Я благодарю всех участников, всех наших спикеров, которые сегодня подключились. Значит, у нас модель сегодня такая, что у нас первые два спикера наши турецкие коллеги, потом уже с уважаемой Нино мы продолжим на русском. Oldu. Hoş geldiniz sevgili konuşmacılar. Panelimizde sizleri görmekten mutluluk duyarız. Ünlü bilim insanı Profesör Doktor Mine Afacan Fındıklı Hanım'ı burada görmekten çok memnunuz. Ben zamanımızı değerlendirerek derhal ona sözü vermek isterdim ve büyük memnunlukla onu dinleyiriz. Buyuruz Profesör. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu özel günde konuşma fırsatı verdiğiniz için, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. İzninizle bana ekran paylaşımı izni verirseniz, slaytlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum konuşmam sürecinde. Ekran paylaşımı için izin alabilir miyim? Teşekkür ederim. Уважаемый Лев, у нас есть возможность для презентации? Да. Teşekkür ederim. Evet, bugün sizlerin karşısında sürdürülebilir kalkınma ve liderlik dinamiklerinden bahsediyor olacağım. Bildiğiniz gibi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan sanayileşme hareketleri ve artan nüfus ile birlikte çevre sorunları giderek krize dönüşmüş, sosyal refahta dengesizlik ve eşitsizlikler iyice artmış ve toplumun dikkatleri artık bu krizlere, sorunlara çevrilmiştir. Çevre sorunlarındaki artışın kontrol edilmediği takdirde de gezegenimizde geri dönülemez zararlar vereceği uyarısıyla nicedir raporlar, mevcut kalkınma ve ekonomik büyüme politikaların sorgulanmasına sebep olmuş ve 1987 yılından beri Birleşmiş Milletler'in Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Ortak Geleceğimiz başlıklı rapordan günümüze kadar sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası ve ulusal pek çok olumlu adım atıldığını görüyoruz. Evet, bugün gündemimiz artık 2030'a Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden
strateji ve politikaları pratiğe dökebilmek, bunda sorumlulukla öncülük edebilmek ve rol almaktır. Bu kapsamda bana ayrılan süre içinde sunumumda sürdürülebilir kalkınma ve işletmelerin rolleri, sürdürülebilir liderlik, kurumsal sürdürülebilir liderlik yönetimi ve bu perspektifte sorumlu yönetimden bahsediyor olacağım sevgili katılımcılar. Evet, çok da değil, geçen yazı hatırlayalım. 2022 yazında aşırı sıcaklar, kuraklıklar, orman yangınlarıyla çok ciddi iklim krizleri yaşadık. İklimdeki bu belirsizlik ve değişkenlik, Ağustos 2022'nin sonunda Avrupa'nın neredeyse 2/3'ünün en az 500 yılın en kötüsü olmaya aday bir kuraklık tehdidi altında olduğunu gösterdi. Sadece iklim krizi değil, bunun yanısında bildiğiniz gibi ciddi anlamda ekosistemin tahribatı ve kirlilikle beraber biyoçeşitlilikte de azalma görüleceği ve krize zemin oluşturduğunu gördük. Bu krizler küresel ölçekli ve birbirleriyle bağlantılı. Bunlar sürdürülebilir olmayan üretim sistemlerinin ve küreselleşmiş ekonomideki tüketimin sonucu sevgili katılımcılar. Gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için bu sebeple sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanmamız şart. Araştırmaların bir takım çarpıcı sonuçları var. Dünya nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde 10 milyara ulaşılacağı tahmin edildiğinden gıda üretimi ciddi anlamda krize girecek. Dünyada tarımın büyük oranda suya dayalı olmasının gıda sürdürülebilirliği üzerinde ciddi tehdidi var. İnsanların tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık %30'u çöpe atılmakta. Su israf edilmekte. Ve her 4 insandan biri yeterli gıda güvencesine sahip değil. Dünya nüfusunun %9'a yakını günlük kalori ve enerji hedeflerine ulaşamıyor. Bir an evvel elimizi taşın altına koymak lazım ve bununla ilgili de daha sürdürülebilir faaliyetleri ve projeleri hayata geçirmek lazım. Evet, sürdürülebilir gelişme kavramının Brundtland Komisyonu tarafından bugünün toplum ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan karşılamak olarak tanımlanmasından bu yana sürdürülebilirlik ve bu kapsamda sunulan sürdürülebilir kalkınma hedefleri işletmelerin toplum içindeki rollerini ve sorumluluklarını şekillendirmekte. Bildiğiniz gibi 17 amaç ve 3 temel unsur üzerinde odaklanıyor. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele, sadece uluslararası anlaşmalar ve devletlerin çabasıyla karşılanması mümkün değil. Bu sebeple tüm aktörlerin bu yönde ciddi anlamda ellerini taşın altına koyması, sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum örgütleriyle, sosyal girişimcilerle, toplumun tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek bir arada amaçlar doğrusunda projeler üretmesi çok elzem. Bu bakımdan artık sadece pay sahiplerinin karlılık beklentileri ve onların işletmeye yönelik faydalı elde etmeleri yerine tüm paydaşları dikkate alan sorumlu yönetimden bahsediyoruz değerli meslektaşlarım ve katılımcılar. Artık Carroll'ın kurumsal sosyal sorumluluk piramidindeki biz etik sorumluluklarımızı ve hayırseverlik sorumluluklarımızı işletme yöneticileri, liderleri olarak yerine getirmek zorundayız ve Elkington'ın triple bottom line olarak bahsettiği üçlü sarmalda tüm paydaşları dikkate alacak unsurlara yönelik projeleri getirmeliyiz hayata. Evet, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında işletmeler kilit rol üstleniyorlar. Fakat dünyamızın iklim, çevre, toplumsal eşitsizlikler yaşadığı bu yoğun sorunlar çerçevesinde
önemli adımları atmak için de işletmelerin her kademedeki yöneticilerinin sürdürülebilir liderlik davranışlarını makro ve mikro yaklaşımlarla tüm iş ve pratiklerine sergilemeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Mayıs 2019'da Forbes dergisinin Setting the Right Sustainability Goals başlıklı haberine göre dünya genelinde önde gelen işletmelerden 181 CEO sürdürülebilirlik adını atacak adımlara yönelik bir deklarasyon veriyorlar. Ve 21. yüzyılda işletmelerin tüm paydaşlar için uzun vadeli değer yaratmaya ve karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için de bir arada ortak refah ve sürdürülebilir projelerle destek verilmesi gerektiğini duyuruyorlar. Böylelikle hem sosyal çevre sorunları hem eşitsizlik ve adaletsizlikler, kaynak sıkıntılarına yönelik aslında projeleri işletmelerin hep beraber toplumun tüm üyeleriyle, kendi içlerindeki iç girişimcilik becerileriyle, çalışanları vasıtasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve sosyal girişimcilerle gerçekleştirmeleri mümkün. Kurumsal sürdürülebilir kalkınma sadece etik perspektiften veya hayırseverlik davranışları çerçevesinde düşünülmemeli. Çünkü uzun vadede aslında kurumlar buna yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğinde aslında işletmenin itibarını arttıracak tüm değerlendirmeler toplum gözünde olumlu şekilde onlara yine değer sağlamakta. Sürdürülebilir kalkınmada işletmenin rollerine baktığımızda kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinin başarılı olabilmesi için az önce ifade ettiğim gibi işletme çalışanlarının da kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının, felsefesinin, sorumlu yönetimin varsayımlarını, değerleri içselleştirmiş olmaları gerekiyor. Bu da işletmenin misyonundan başlayarak vizyonunu şekillendiren, strateji ve politikalarıyla örüntülenen, davranışlara aktarılan aslında gömülü unsurlar işletmelerde. Yani işletmenin makro ve mikro tüm faaliyetlerin odağında sevgili meslektaşlarım ve katılımcılar sürdürülebilirlik olmalı diyoruz. Vizyon ve stratejiler, uzun ve kısa amaçlı hedefler, sürdürülebilirlik bakış açısında ele alınmalıdır diyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlik sık sık bazen yanlış ifade edilebiliyor, anlaşılabiliyor, politikalara bir eklenti olarak düşünülebiliyor fakat artık tamamıyla kurumsal stratejilere entegre edilmiş durumda olmalı. Ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra çevresel ve sosyal riskleri de tespit ederek bunu yönetecek bir şemsiye olarak ilerlenmeli. Evet, kurumsal sürdürülebilir liderlik kavramı bu çerçevede karşımıza çıkıyor. Günümüzde kurumlar yalnızca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma hizmet etmeleri aslında o projelerin ömürleriyle sınırlı kalıyor. Gerçek anlamda sürdürülebilirliğe sorumlulukla hizmet edebilmek için işletmelerin her kademesindeki yöneticilerin ve çalışanların sürdürülebilirlik adına liderlik edebilmeleri oldukça önemli ve bunları davranışlarına aktarabilmeleri. Üst yönetimin sürdürülebilir liderlikte vizyon, uyum ve bağlılığı sağlayan ve daha iyi bir dünya yaratmak için sosyal, çevresel ve ekonomik sorunları ele almayı amaçlayan bir etki süreci olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan sürdürülebilirlik liderlik tanımı bize bu liderliğin bir konum veya pozisyonun unvanı olmadığını gösteriyor ve hatırlatıyor. Genellikle bir grup insanın değişim için ortak bir vizyon oluşturması, bu faaliyetleri koordine etmesi, kolektif başarıya dair adanmışlığı teşvik eden bir etkileme sürecinden bahsediyoruz değerli katılımcılar ve meslektaşlarım.
Şekilden de görebileceğiniz gibi sürdürülebilir liderler çevre ve toplum merkezli bir iş felsefesine sahip olmak durumundalar. Bu liderler işletme sınırlarının ötesinde sorumlu yönetim anlayışını sınır ötesine taşıyarak tedarik zincirindeki iş ortaklarını ve iş ekosistemini de etkileyecek sorumlu yönetim felsefesi çerçevesinde yeşil odaklı çözümlerle aslında dönüşüme katkı sağlıyorlar ve toplumsal sorunlara katkı sağlıyorlar çözümüne. Sürdürülebilir liderlikte zamanlarının çoğunu sınırları üzerinde çalıştıklarından etik değerlerle aslında şekillenen davranışlarıyla da rol model oluyorlar ve bu bakımdan tüm iş ekosisteminde ve tedarik zincirinde dönüşüme katkı sağlıyorlar bu düşünce sistemine doğru. Sosyal ve çevresel refahın sağlanması ve kaynakların etkin kullanımı içinde pek çok paydaşı bir araya getirmekte, karmaşıklık içerisinde çalışmakta rahatsız değiller ve bunu yönetebiliyorlar. Evet, işbirliğiyle, birlikte değer üreterek, dürüstlükle, şeffaflıkla, saygı duyarak diğer ihtiyaçlara ve toplumlara bu zaman diliminde sonuçları üreten cesaretli liderlerden bahsediyoruz, üst yönetimlerden. Bu bakımdan sahip oldukları yetkinliklerle de sürdürülebilirlik adına ciddi anlamda önde oluyorlar ve süreci dönüştürme kapasitesine sahipler. Sorumlu yönetim felsefesiyle şekillenen sürdürülebilir liderlik, dediğimiz gibi işletme sınırları dışında etkili olurken, işletme içerisinde de gerek sergilediği paylaşımcı kararlara katılımı destekleyen yönetim stiliyle, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odağına alan net, kapsayıcı hedefleriyle yeşil örgüt kültürünü oluştururken ve yine paylaşımcı bakış açısıyla bütün çalışanları ve izleyicilerin adanmışlığını sağlamak koşuluyla sorumluluk, sürdürülebilirlik ve şeffaflık kapsamında şekillendirdiği yapısıyla kapsayıcı yaklaşım, işletme içerisinde ve dışındaki tüm paydaşları değeri birlikte üretmeye doğru aslında sistemleri dönüştürüyor değerli katılımcılar ve meslektaşlarım. Burada kısaca sürdürülebilir liderlerin davranışsal yetkinliklerine baktığımızda işletme işi ve dışındaki tüm paydaşlar için sürdürülebilir sonuçlar üretmede başlıca yetkinlikler etik yönelimli bakış açısı olduğunu görebiliyoruz ve bu etik yönelimli davranışları vizyoner yaklaşımlarıyla beraber onları sistemin, toplumların ihtiyaçlarına yönelik ve bunları karşılamaya yönelik çözümler oluşturacak değişim ajanları olarak ilerlemelerine, hizmet etmelerine, rol model olmalarına ve birlikte değer üreterek işbirlikleriyle sağlama yoluna ilerletiyor. Sosyal etkiyi böylelikle kurumsal olarak da arttırabiliyorlar. Evet, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde çevrede ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, kurumsal ve etik bağlamda dış çevre koşulları itici güç mekanizmaları olarak karşımızda ve işletmelere sürdürülebilirlik adına sistem değişikliği için pek çok çalışma alanı sunuyor. Örneğin sosyoekonomik anlamda toplumda eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, çevrenin korunması için sıfır atık, yeşil tedarik zinciri uygulamaları gibi pek çok yöntemlerle sürdürülebilir liderlik gerçekleştirilebilir. Önemli olan sistem değişikliğine çabasını ortaya koymak
yeni örgüt yapılarına, iş ekosistemlerinde öncülük edebilmek, yetkinlik geliştirecek, çevreye ve sosyal ihtiyaçlara yönelik farkındalığı arttıracak, çözümleri üretecek, yaratıcı davranışları geliştirecek insan kaynakları mekanizmalarını sunabilmek, çevreye ve topluma yönelik örgüt kültürünü, değerler sistemini arttırabilmek ve bu bağlamda sürdürülebilir ilişkilerle kendini sürekli denetleyen bir sistemde daha ileriye gitmek ve değer yaratabilmek mümkün diyoruz. Tüm bu sürecin planlandığı gibi ilerlemesi için ilk adımsa işletmeler açısından 17 kalkınma hedefine de baktığımızda öncelikle hangi hedefe odaklanacağız bu kararı vermek olacak liderler için. Öncelikli konular hem kendi kurumsal kaynaklarını dikkate aldıklarında hem de stratejileriyle entegrasyonu düşündüklerinde oldukça önemli hale geliyor. Bu anlamda sürdürülebilirliğe liderlik edebilmek adına hem yukarıdan aşağıya fonksiyonel alanların sorumluluklarının belirlenmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden hangisine hizmet edeceklerinin belirlenmesi, aynı zamanda süreçlerin performans yönetimi ve teşvikleri yukarıdan aşağıya ilerlerken aşağıdan yukarıya da paylaşımcı fikirlerin desteklenmesi, iletişimin sağlanması, çalışan adanmışlığının bu tür sürdürülebilir politikalara aktarımı, onların güçlendirilmesi yöntemiyle yenilikçi iş davranışlarına dönüştürülmesi ve tabii ki takdir ve ödül sisteminin de sürdürülebilir liderlikteki rolü ve bu projelerin başarısındaki rolü önemsenir. Sürdürülebilir yönetim sistemine baktığımızda sürdürülebilir liderlik önderliğinde belirlenmiş iş stratejisi ve vizyon doğrultusunda sorumlu yönetim kapsamında hedeflerin odaklanma ve politikaları belirlendiğini söyledik. Ardından kurumsal sürdürülebilir yönetim sisteminin ikinci adımı olan planlama süreci, yani SWOT analiziyle güçlü yönlerin, fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi doğrultusunda da amaç ve hedeflerin belirlenmesi, eylem planlarının geliştirilmesi, tehditler doğrultusunda amaç ve hedeflerin yeniden belki düzenlenebiliyor olması, esnek yapıların oluşturulması ve kilit çalışanların belirlenmesine de gerekli kaynakların tahsis edilmesi uygulama kısmı için çok çok önemli. Yine bu süreçlerin uygulandığı sürede kültürün oluşturulması, çalışanların güçlendirilmesi, İK politikaları vasıtasıyla oldukça önemli, kıymetli izleyiciler. Teşekkürler. Değerler sisteminin aktarılması, bu uygulamalara uygulanması. Evet, sadece işletme içerisinde sınırlı değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik sorumlu yönetim anlayışıyla ilerleyen liderler, tedarik zincirlerini de bu çerçevede daha esnek, daha açık iletişimle, güvenilir ortaklıklar getirerek yenilikçi, sürdürülebilir çözümler üreten daha kaliteli ve şeffaf bir yapıya dönüştürme kapasitesine de sahip. Sürdürülebilirlik perspektifinde tüm bu projeler gerçekleştirilirken yönetimde de kontrol alanlarını belirlemek çok çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi etik yaklaşım, etik felsefe, hedeflerin belirlenmesi, paydaşlara yaklaşım, adalet, kuşaklar arası ve kuşaklar içi, bütünsel yaklaşım, ekoloji, ekonomi ve topluma bir arada şeffaflıkla sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi, değişim aracı olarak da kontrol sistemlerinin ciddi anlamda sürdürülmesi çok kıymetli ve böylelikle kurumlar daha sorumlu hale geliyorlar. Evet, artık finansal olmayan kaynakların kontrolü, sosyal etki yaratmanın kontrolünü de ve toplumla paylaşmanın yolu da mümkün. Sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik iş projelerini gerçekleştirirken
kurumlar iç ve dış paydaşlarını bilgilendiriyorlar. Fakat aynı zamanda artık sürdürülebilirlik raporlarının haricinde entegre raporlama sistemleriyle ve raporlama süreçleriyle de hem yarattıkları sosyal, çevresel etkiyi de paydaşlarıyla paylaşabilmeleri, şeffaflıkla paylaşabilmeleri mümkün. Böylelikle hem kurumun stratejisi yönetimi, hem performansı, hem de gelecekten beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer yarattığını gösterebilmek açısından bu tür entegre raporlamalar çok çok kıymetli. Teşekkürler. Evet, sektörden de bunlar örneklerimiz, kıymetli katılımcılarımız. Bildiğiniz gibi odaklanma çok çok önemli diyoruz. Her işletme her soruna çözüm üretemez. Fakat güçlü olduğu yerlerde ciddi anlamda sistemi dönüştürme kapasitesine sahipler. Bunlar Türkiye ve dünyada. Metronun sürdürülebilir restoran komitelerini kurması, Eti'nin sağlıklı toprak hareketi, Nestle Türkiye'nin yine tarımla ilgili yaptığı yatırımlar, bunların hepsi kıymetli çözümler ve burada işletmeler önemli. Böyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Gördüğünüz teknik bir sorunlar var. Teşekkürler sevgili profesör. Teşekkürler sevgili profesör. Diyesen teknik bir sorun oldu. Kusura bakmayın. Umarım cümlem tamamlanmıştır. Buyurun tamamlıyoruz cümleni. Buyurun. Herhalde tamamlandı değil mi? Yani sonunu getirdim ama teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler sevgili profesör. Çok önemli noktalara değindiniz. Çok teşekkürler. Kısa bir sorun var. Bunu çok rica ederim ki kısa da cevabı olsun. Yüzde olarak bu krizin aşılmasında insan faktörünün ve değerlerin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bunu %70 mi, %80 mi, daha çok mu, daha aşağı mı görüyorsunuz? Yani insan faktörünün ve değerlerin. Yüzden kaç görüyorsunuz bunu? Teşekkür. Çok sağ olun. İnsan eliyle aslında bu krizler ortaya çıktı. Bu sebeple insan eliyle de düzelecek. Bu çok önemli. İnşallah. Bizler bozduk, bizler bunu düzelteceğiz. Bunun gerçek anlamda %70'lerin üzerinde, %80'lerin üzerinde insan faktörü düzelebileceğine inanıyorum. Ama işbirliğiyle, şeffaflıkla, sorumlulukla ve etik değerlere bağlı kalarak. Çok zor tabii ki bu kapitalist düzende ama her şey değişebilir ve anlayış değişince davranış da değişecektir. Teşekkür ederim hürmetli Mine Hanım, profesör. Ben çok istifade ettik. Təəssüf edirəm ki, zamanımız məhdud, amma irəlidə fürsətlər olacaq və biz sizdən yenə də bəhrə aparacağıq inşallah. Ben bu mərhələdə değerli arkadaşımız, ben Fransa'dan, iller önce Strasbourg'dan tanıdığım ama indi bildiğim kadar artık Türkiye'dedir. Dünyada ve Türkiye'de tanınan bir egidimçi ve TV programlarının yapılmasında ve müellifliği yapılmasında, aparılmasında olan değerli Mustafa Aydın hocama söz vermek isterdim. Hoş gördük sizi hocam. Sizi burada görmeden çok memnunum. Buyuruz, sizi eşitiriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hazirun'u hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Zannediyorum 15 dakikalık bir sunumum var. Ben bugün sizlere bugünkü eğitimi ve eğitimin geleceğine dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Tabii benden önceki konuşmacılar dün ve önceki günde çeşitli konulara değindiler ama anlayabildiğim kadarıyla dünyada aslında bir kriz var. Bunun aşılması için de bir çaba var. Genel anlamda böyle. Ben de bununla başlamak istiyorum. Evet, dünyada bir kriz var mı? Cevabı var. Peki, herkes kendi alanıyla bu krizin sorusuna cevap bulmaya çalışıyor ama
bu asıl eğitim krizi. Biraz önce Mina Hanım'ın ifade ettiği gibi dünyadaki bu dengeyi insanoğlu biz bozduk ve yeniden biz düzelteceğiz cümlesi benim de bu sunumda başlangıç noktası olarak ele almam açısından önemliydi. Evet, bir kriz var. Bu kriz tam olarak bir eğitim krizi. Yani 100 yılı aşkın bir sürede insanlığı Batı uygarlığının eğitim felsefesine uygun olarak yetişen insanlar eliyle yönetiliyor. Üretim, tüketim, bölüşüm tamamen bu insanın ürünü. İşte biraz önce Mina Hanım'ın ifade ettiği gibi bozulmasının nedeni de bu yanlış eğitim sisteminden yetişen insan, yani bizler. Ne demek bu? Hırsla, israfla yoğrulmuş, bencil, egolarının peşinde giden insan dünyayı bir uçurumun içerisine adeta yuvarlandı. Şimdi tepinip duruyoruz. Şimdi şöyle bir düşünelim. Dünyada bunca gelişmiş üretim ağları varken biraz şimdi Ilgar Bey'in içmiş olduğu bir bardak temiz su bulamayan milyonlarca insanın olması acaba teknolojik eksiklik mi? Parasal eksiklik mi? Hayır. Ya da yine milyonlarca insan ilaç bulamadan ölüyorlarsa, küçücük çocuklar gıda alamadan milyonlarca insan ölüyorsa, bunu acaba insanoğlunun üretim eksikliği, kapasite eksikliği mi, dağıtım eksikliği mi? Hayır. Bir zihniyet, bir anlayış eksikliği. O da bugünkü Batı uygarlığının biraz önce Mina Hanım'ın ifade ettiği kapitalist zihniyetin bir sistemi olan eğitim sisteminden yetişen, doymak bilmeyen, hırslı ve israfkar, değerleri olmayan insanların sonucu bu kriz. Şimdi öyleyse bugünkü eğitim Batı eğitiminin dünyadaki bir yansıması çeşitli varyantlarıyla. Çok detaya girecektim çünkü sürem sınırlı. Öyleyse Batı uygarlığının bugünkü eğitimdeki yansıması böyle olumsuz bir durum ortaya çıkardığına göre bunun sebebi ne olabilir? Yani nereye dayanıyor? Felsefesi nedir? Kanaatim odur ki Batı'nın yanlış hak anlayışının tezahürü olarak bu eğitim sistemi oluşturulmuş ve bu yanlış hak anlayışına dayalı eğitim de insanlığa huzur ve saadet, barış getirmemiştir. Adil bir paylaşım yoktur. Problem burada. Bu yanlış hak anlayışını şöyle 4 cümleyle açıklayabiliriz. Birincisi, bu yanlış hak anlayışında hakkın ortaya çıkmasının birinci nedeni kaba kuvvete dayalı oluşudur. Yani eğer gücünüz varsa siz haklısınız, her şeye sahip olma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu doğru olabilir mi? Yani kaba kuvveti olan, silahı olan, gücü olan haklıdır denilebilir mi? Hangi makul insan bunu hak sebebi sayabilir? İkincisi ise çoğunluk. Bir yerde 2 kere 2'nin 5 olduğunu söylediğinizde bunu doğru kabul eden insan sayısı fazlaysa bunun doğru olması mümkün mü? Ama çoğunlukla, parmak hesabıyla bunun doğru olduğu kabul edilerek insanlar yönlendiriliyor. Üçüncüsü ise menfaat. Yani toplumların, insanların menfaati varsa haklıdır diyor. Bunun yanında bir diğer bir yanlış anlayışta nedir o? İmtiyaz, yani ayrıcalık. Benim ayrıcalığım var. Milyonlarca insanın hava kirletmesinden daha fazla birkaç tane milyarderin özel jetlerle hava kirliliği yapması hiç gündeme gelmezken işte ozon tabakasının delinmesi gibi şeyleri çevrecilik adı altında çeşitli naraların atılması bu yanlış hak anlayışının sonucudur.
Tekrar edecek olursak birincisi kuvveti üstün tutmak. Yani kaba kuvvet. İkinci çoğunlukçuluk. Üçüncüsü menfaat. Ve dördüncüsü imtiyaz yani ayrıcalığı hak nedeni olarak saymaktır. Şimdi buradan şöyle bir düşünelim. Bugünkü eğitimimizde bir kara tahtaya 2x2'nin 5 olarak yazdığımızda tabii ki bunu doğru olarak eğittiğimizde, doğru kabul ettiğimizde biz şimdi bir paradigma değişimi gibi böyle tumturaklı, böyle güzel sözlerle ifade ederek gelin bir değişime gidelim artık kara tahtayı kaldıralım yerine beyaz tahta koyarak yine 2x2 eşittir 5 dediğimizde bunun doğru olduğunu kabul edebilir miyiz? Hayır. Bugün yapılan da tam da budur. Yani çeşitli paradigma değişimi diye böyle güzel sözlerle efendim işte Finlandiya modeli, Singapur modeli, Kore modeli, Çin, işte İngiltere, Japonya örnekleri verilmek suretiyle buradaki başarı arama kaygısı doğru değildir. Çünkü buradaki eğitimin paradigması da yine biraz önce saydığım Batı'nın yanlış hak anlayışına dayalı eğitimin bir sonucudur. Öyleyse gerçekten paradigma değişimi nedir ise doğru hak anlayışını hep beraber tartışarak ortaya koymak ve ona uygun bir eğitim sistemi tasarlamaktır. Bugün Batı'da dünyanın çeşitli yerlerinde Hindistan'da dahil olmak üzere worldview diye atmosfer oluşturulup çeşitli toplantılar yapılmak suretiyle yeni bir eğitim modeli araştırma çalışmaları sürüyor. Ancak bu tabii doğru hak anlayışıyla kavuşmadığı sürece çözümü getirecek bir modelin ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkü gerçekte paradigma değişmiş olmuyor. Sadece şekilsel bazı değişiklikler yapılmak suretiyle bir çözüm aranmak istenmektedir. Peki doğru hak anlayışını nasıl tanımlayabiliriz? Şöyle, buna biz hakkı üstün tutan anlayış diyebiliriz. Burada birincisi hak insan olmaktan, insan doğmaktan kaynaklanan haklar olarak ortaya konulmaktadır. Yani bir insan ister zenci, ister beyaz, ister İngiliz, ister Çinli, hangi ırktan, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun insan mı onun hakkı bir tarağın dişleri gibi müsavidir, eşittir. Bu birine devredilemez, taşınamaz, tartışılamaz. Bunu bütün makul insanlar ne yapar? Kabul eder. Birincisi bu. Gerçek hak anlayışının hakkın doğmasının birinci nedeni budur. İkincisi ise emek. Emek bir hak nedenidir. Siz bir emek ortaya koydunuz. Elbette bu emeğin karşılığını almak bir hak sebebidir. Üçüncüsü antlaşmalar. Eğer siz bir sözleşme yaptınız, sözleşmenin gereğini yerine getirdiniz, öyleyse oradan doğan hakları tartışılamaz, devredilemez bir şekilde her anlaşmanın gereğine uygun olarak verilmesi bir insanlık görevidir, bir doğru hak anlayışının tezahürüdür, yansımasıdır. Bunu bütün 8 milyar insan bu şekilde düşünmektedir. Ancak dördüncüsü ise adalet, yani hukuktan gelen haklar. Efendim şimdi George Orwell'ın Domuzlar Çiftliği'nde ifade ettiği gibi burada bütün hayvanlar eşit ama domuzlar biraz daha eşit diye tercüme edebileceğimiz anlayışı hukukta yer almamalıdır. Yani adalet eğer parası olan, zengin olan, güçlü olan, kaba kuvveti olan insanın elinde işe yarıyor. Fakirin, acizin, mazlumun hukuk karşısındaki eşitliği yoksa bu büyük bir zulümdür. Öyleyse adalet karşısında bütün insanlar eşit hakka sahip olmalıdır. İşte gerçek hak anlayışına ait bir eğitim sistemi kurduğumuzda biraz önce de ifade edilen, birkaç gündür de üzerinde konuşulan bütün bu sıkıntıların ortadan kalkması mümkündür. Aksi takdirde bizim kültürümüzde Nasrettin Hoca'nın durumuna düşeriz. Onun bir fıkrasını hemen hatırlatayım.
bir gün sabahleyin erken saatte sabah namazına giden Nasrettin Hoca dönüşte anahtarını kaybettiğini fark eder. Orada kapının önünde aramaya başlar. Bir müddet sonra komşuları da gelir. Ne yapıyorsun? Hayrola, anahtarı arıyorum dedikten sonra birlikte aramaya başlarlar. Bir müddet aradıktan sonra bulamayınca tabii içlerinden bir tanesi ya düşünür ki ya hoca sen anahtarı nerede düşürdün? Affedersiniz, ben ahırda düşürdüm. Peki ilahi hoca niye ahırda aramıyorsun? Orası karanlık der. Şimdi orada 1000 sene arasanız da doğru yerde aramadığınız sürede siz gerçek eğitimi, doğru eğitimi bulma şansınız yoktur. Şimdi Batı'nın bu çıkmazı, Batı eğitiminden kaynaklandığının tespitini bu şekilde yaptıktan sonra 2 tane yine örnekte, Batılı örnekte bunu pekiştirmek istiyorum. Birincisi Birleşmiş Milletler'in Yeni Düzen Araştırma Komisyonu Başkanı Profesör Irving Laszlo bu yeni nizam, yeni düzen araştırmalarını yaparken kullanmış olduğu önemli bir cümle var. Diyor ki kapitalizm insanlığa huzur ve barış getirememiştir. Ne yazık ki bu itiraf yapıyor. Artık ve burası çok önemli, artık yeni bir düzen kurma vakti gelmiştir diyor. Şimdi bu cümleden hareket edecek olursak bir eğitimci olmam hasebiyle bunun eğitim değeri çok yüksek bir cümle ve bir itiraftır. Batı eğitiminin insanlığa huzur ve saadet getirmediğinin açık bir karinesi, bir ölçüsü, bir itirafıdır. Yine çok önemli bir modacı Haziran'dan hatırlayanlar olacaktır. Bir mini eteği mucitlerinden Marikante diyor ki artık ruhumuza ve bedenimize yeni bir kisve, yeni bir elbise giydirmenin zamanı gelmiştir. Demek ki bu niye mini etek kelimesini kullandım? Yani her şeyi denediler artık. Eteği uzattılar, kısalttılar, şurasını kestiler, burasını biçtiler ama insana huzur getirmediğinin bir itirafı önemli bir cümle. Evet, aynen onun söylediği gibi artık o bedenimizle, şeklimizle beraber bütün ruhumuza yeni bir kisve, yeni bir anlayışı hep beraber tespit edip bunun adına doğru hak anlayışı diyoruz. Hakkı üstün tutma diyoruz. İşte buna dayalı olarak bir eğitim sistemini birlikte tartışarak doğru yerde, doğru bir biçimde kurmak suretiyle birlikte oluşturabiliriz. Bunun için doğru yere bakmak yeterlidir. Bir cümleyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bunun örnekleri aslında dünyada vardı. O da nedir? Mesela bizim kadim medeniyetimizin içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun bir okulunda yani Enderun Mektebi'nin kitabesinde yazan bir cümlede diyor ki burada hiçbir balığa uçma, hiçbir kuşa yüzme öğretilmez, yüzmeye zorlanmaz. Şimdi bu ne demektir? Fıtrat eğitimi. Yani insanın yapısına, ruhuna uygun bir eğitim sistemi kurmadan bu problemlerden kurtulamayız diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok önemli noktalara dokundunuz. İnşallah ilerlerde fırsat olur. Yine istifade ederiz. Teşekkürler. Уважаемый Нино, рад вас, приветствую вас. Значит, у нас, я очень сожалею, очень мало времени, но обязательно мы вернемся к этим темам на будущее. Сегодня будем смотреть на это как вход в эти важные темы. У вас 15 минут, и, к сожалению, у нас начнется потом другая сессия. Мы все во внимании. Значит, уважаемая Нино, я ее коротко представлю, она является в нашем регионе и вообще, в принципе, на постсоветском пространстве одним из самых серьезных, глубинно занимающихся психотерапевтов, логотерапевтов. И, в принципе, мы многое у нее изучали, и, в принципе, всегда рады слушать ее. И я приветствую, пожалуйста. Приветствую всех, благодарю. მოგესალმებით, მოხარული ვარ მონაწილეობა მივიღო დღევანდელ გლობალურ სამიტში, რომელიც მიძღვნილია დედამიწის დღისადმი.
Приветствую, рада быть приглашена на это замечательное и смыслонаполненное мероприятие, посвященное Дню Земли. День Земли – это день ответственности перед нашей планетой, ответственности перед людьми, которые ее населяют, перед самой природой, частью которой мы являемся. В связи с этим хотелось бы коротко осветить некоторые важные моменты через призму психологии, которые созвучны сегодняшнему дню, применимы как в широком планетарном и общечеловеческом смысле, так и в рамках страны, организации, семьи и конкретного человека. Когда мы говорим о Земле, невозможно не говорить о человеке, и наоборот, говоря о Земле, также невозможно обойти стороной тему перемен, которая часто настигает человечество в виде кризисов индивидуального и глобального плана, и о смысле, как о движущей силе, которым пронизана жизнь человека. Поэтому сегодняшней моей темой я выбрала нахождение смысла во время перемен, которое будет состоять из небольших размышлений в контексте логотерапии, психотерапии, ориентированной на смысл, о человеке и ответственности, о воле к смыслу, кризисах и переменах, о позициях, ведущих к кризису, и через мир к себе. День Земли в разных странах по традиции звучит колокол мира, призывая людей Земли ощутить всепланетную общественность и приложить усилия к защите мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол мира – это символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время это призыв к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения человека и культуры. Первый колокол мира был установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 году. Он отлит из монет, пожертвованных детьми разных континентов, и является символом глобальной солидарности людей Земли. В него также вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». День Земли предназначен обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы Земли и побудить их быть внимательной к ней. Пусть будут лишь мирные и радостные дни Земли для нашего прекрасного космического корабля, планеты Земля, летящей и вращающейся посреди холодного космоса со своим столь уязвимым грузом жизни, сказал генеральный секретарь ООН Утан 21 марта 1971 года. Истинно прекрасна планета Земля своим разнообразием. Мы все такие разные и уникальные, но нас объединяет диалектика единства личности. На любом языке может человек прийти к истине, и на любом языке он может заблуждаться. Так что же такое человек? Кем он является? Каждый из исторических периодов создал собственный образ человека, исходя из накопленного опыта, знаний, культурных предпочтений. В своей антропологии Виктор Франкл, основатель Третьей Венской школы психотерапии, психолог, невролог, психиатр, узник концентрационного лагеря, один из самых выдающихся мыслителей XX века, обосновывает понимание человека с точки зрения димензиальной онтологии, то есть единства трех измерений – телесного, психического и духовного, так называемого ноэтического. Соматическое измерение – это все телесные феномены, психическое измерение включает в себя эмоциональную настроенность, желание, чувства, но этическое измерение же – это изначально человеческое измерение. Все эти измерения едины и неделимы. Духовное присуще только человеку. Между физическим и психическим измерением существует параллелизм, в то время как между психической и ноэтической наблюдается антагонизм. Человек также является существом, которое тяготеет к реализации смысла и ощущает фрустрацию, если оно не реализовано. Смысл есть для каждого, и для каждого он особый. Смысл, о котором идет речь, должен меняться от ситуации к ситуации, от человека к человеку. Всегда находится такой смысл, который может и должен осуществить данный конкретный человек. То есть не человек задается вопросом о смысле жизни, а сама жизнь ставит перед ним этот вопрос. Смысл выступает перед человеком как императив, требующий своей реализации, не в словах, а в действии. Так почему тогда люди, имеющие возможность вести наполненную смыслом жизнь, не делают это? Возможности каждого человека уникальны, никогда не возвращаются в своей первозданности. И наши возможности никто, кроме нас, не сможет осуществить. Никто нас не заменит в вопросе реализации того, что конкретно каждый из нас
упустил. Вести наполненную смыслами жизнь – это всегда взятие на себя ответственности. Знание смысла накладывает на человека обязательства. Мир находится в скверном состоянии, но все же может стать еще хуже, если каждый из нас не делает все, что может, сказал Виктор Франкл в одном из своих интервью. Но как можно стать свободнее в ходе различных перемен в нашем мире? При экономическом, финансовом, миграционном кризисе, при повсеместных войнах. Дело в том, каким было мое прошлое или как выглядит мое настоящее, а вот в чем. Как я их трактую и как я их понимаю? Готов ли я искать смысл сегодня? Готов ли я постоянно быть тем, кто решает сам? Остаюсь ли я хозяином в своем собственном доме? А Микеланджело однажды сказал, когда я вижу в каменоломне мраморную глыбу, я смотрю на нее и спрашиваю, какую фигуру я должен высвободить из тебя? Сначала художник видел только мрамор, который, как мы знаем, по своей структуре жесткий. Человеческая жизнь тоже может быть жесткой. Поэтому мы можем задать тот же вопрос, имея в виду постоянные перемены. Считать тяжелые времена удручающими и жаловаться на них – это, в принципе, вполне объяснимо, но легко. А вот принять эти времена как вызов и сформировать из них лучшее может превратить жизнь в произведение искусства. Любой кризис – это вызов. Кризисы являются важными фазами жизни человека, потому что в первую очередь они стимулируют его развитие. Кризисы – это основание для нового опыта. Кроме того, они мотивируют к появлению идей, фантазий и прежде всего решений и новых сил. Дело в первую очередь не в том, что как-то пережил данную ситуацию, а в том, как это воспринимает и что человек с этим делает. Кризис – это не болезнь, которую нужно лечить. Кризис – это жизнь, которую нужно жить. Кризис, представляющий собой ограниченную во времени интенсивную фазу процесса развития, это парадоксальное событие, потому что сначала оно воспринимается болезненно, а потом, после его преодоления, как основа и как источник опыта для организации жизни, наполненной большим смыслом. Беседуя в контексте общечеловеческом, надо отметить коллективные позиции, которые ведут к кризисам. Это фанатизм, коллективизм, фатализм и понятие временного существования. Эфемерное отношение к жизни. Кажется, что люди оказались во власти средневекового настроения, лозунгом которое является «после меня, хоть и атомная война». И поэтому они отказываются от долгосрочного планирования, от постановки определенных целей, которая бы организовывала их жизнь. Современный человек живет мимолетно, день ото дня, и не понимает, что теряет при этом. Он также не осознает истинность слов, сказанных Бисмарком. В жизни мы становимся ко многому, мы относимся ко многому как к визиту к дантисту. Мы всегда верим, что нечто настоящее еще только должно произойти, тем времени оно уже происходит. Проводя параллели с контекстом сегодняшнего дня, это позиция человека, который только потребляет, поглощает, использует, не задумываясь об окружающей среде, о будущем планете, о следующих поколениях и наследии, загрязняет моря и океаны, использует ресурсы природы без оглядки на будущее, не сохраняя и не оберегая ее. Другим симптомом является фаталистическое отношение к жизни. Эфемерный человек говорит, нет смысла строить планы на жизнь, поскольку однажды атомная бомба все равно взорвется. Фаталист говорит, строить планы даже невозможно. Он рассматривает себя как игрушку в внешних обстоятельствах или внутренние условия и поэтому позволяет управлять собой. Он не управляет сам, а лишь выбирает вину за то или иное в соответствии с учениями современного нигилизма. Нигилизм держит перед ним кривое зеркало, искаженное изображение, в результате чего он представляет себя или психологическим механизмом, или просто продуктом экономической системы. А что я могу? Ничего. Я лишь песчинка в огромном мире. От меня ничего не зависит. Всем управляют сильные мира сего. Конформизму или коллективистскому мышлению он проявляет себя как обычный человек в повседневной жизни, желает быть как можно менее заметным, предпочитая растворяться в толпе. Конечно, мы не должны смешивать между собой толпу
и общество, поскольку между ними есть существенное различие. Обществу, чтобы быть настоящим, нужны личности, и личность нуждается в обществе как в сфере проявления своей активности. Толпа – это другое. Она чувствует себя задетой присутствием оригинальной личности, поэтому подавляет свободу индивида и нивелирует личность. Коллективистское мышление не имеет коллективистское мышление не имение или порабощение своего собственного, индивидуального мнения, точки зрения в угоду массовым трендам, настроениям или популярным веяниям. Фанатизм – это отрицание личности в других, безоговорочное следование убеждениям, особенно в политическом, национальном, религиозном областях, доведенное до радикального приверженности идеям, сочетающейся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. И к вышесказанным патологиям духа времени надо отнести еще и пятую, цифровую патологию, этакую массовую чуму. Изобретения сами по себе нейтральны в планетарной системе ценностей. Их можно использовать как во благо, так и наоборот. Цифровое пространство дает соблазн выйти из области ответственности нашей совести. В мировой паутине стало крайне сложно отличать реальность от фантазии, манипуляции от достоверности, искреннее побуждение от хитросплетений. И все это усиливается популярными тенденциями к созерцанию себя, поиску личного счастья и благополучия. Ни один человек не является островом. Мы все являемся частью Вселенной. Наши недостатки и достоинства распределены так, чтобы дополнять друг друга. И значит, они не должны оставаться лишь нашими недостатками или достоинствами, а должны стать тесным переплетением различных качеств, которые являются целым лишь в общем слиянии. Примечательно, что и большая часть гармоничных построений природы основывается на подобном обоюдном дополнении и сотрудничестве. Жизнь только в угоду себе отрицает сущность вещей и природу человека, так же, как и потребность мира, его постоянное предложение к нам брать на себя осмысленную задачу, которые без нашего участия не могли и не могут быть реализованы. Какой же выход из данной ситуации? Опять-таки сошлюсь на Франкла, покончить с созерцанием собственного пупа и открыться миру, перестать задавать вопрос, в чем смысл нашего существования, а развернуть вопрос, что жизнь ждет от меня, тем самым становясь ответственным за реализацию смысла, проистекающих из дарованной нами свободы. Это значит, вопреки выжидательной позиции, якобы оправданным претензиям, перешагнуть через собственную тень, проявить интерес и щедрость там, где раньше царило лишь укоризненное молчание, совершить авансовые действия по отношению к окружающему миру и к другим людям. Через мир к себе и от себя к миру. Благодарю за внимание и в День Земли желаю нам всем не только фильтровать воду в нашем собственном кране или сажать цветы в своем саду, но заботиться о морях и океанах, флоре и фауне, каждом человеке, через которых наша жизнь реализуется самым осмысленным образом. Спасибо огромное, уважаемая Нино. И когда я планировал приглашающих спикеров, я специально, вот для меня было важно, чтобы пригласить также из специалистов, именно логотерапевтов, потому что я считаю, что именно третья венская школа, она в сегодняшнем этапе, она может дать свое особенное, потому что это новый подход, абсолютно новая ситуация. И за эти 3 дня, что меня тоже привлекло в обсуждениях, многие именно склоняются только лишь к ограничению проблем в области соматики, психики. Вот вопросы именно сажать деревья, растения, все остальное. Но внутри, вот внутреннее, но этическое, оно именно забывается. Поэтому я благодарю вас. Это было прекрасное выступление. Спасибо огромное. И про цифровую чуму, и это очень важно. Я очень благодарен. Надеемся, что у нас будут возможности обсуждать. Благодарен. Благодарю за приглашение. Да. Уважаемый Лев, я вижу, что вы уже вернулись. У нас 2 минуты. Ben isterdim yekunlaştıram bu çıkışları.
Ben bir daha teşekkür ederim sevgili profesöre, hürmetli Profesör Doktor Mine Afacan Fındıklı Hanım'a. Ben teşekkür ederim sevimli hocaya Mustafa Aydın canablarına. Я выражаю благодарность, уважаемый Нино. Было очень важные моменты. И я благодарю также уважаемого в лице уважаемого Лева Гордона всех организаторов такого прекрасного мероприятия, саммита. И для меня было очень много открытий, очень много вдохновений все эти 3 дня. И в особенности в процессе панели я понял, что у души один язык, и мы даже умудрились в одной панели соединить несколько языков. И это замечательно, это отлично. Желаю всего наилучшего. Уважаемый Лев, вам есть, пожалуйста, добавьте, если что. Спасибо большое. I would like to thank all the speakers of the prior panel. It was really exciting to see. I was watching and I saw some slides in English, so I could understand them as well. That Dr. Mine Afakan Indikli was presenting. Thank you very much on sustainable leadership, 6 elements of sustainable leadership. We would love to keep in touch because we have global projects and it would be very interesting to sort of discuss and also implement projects. And also while you are here, I would like to express on behalf of all of the team, global team of Living Cities Earth, in your to you and the people of Turkey, our condolences with all the tragic events which happened months or so ago. So we wish everybody lots of well-being, happiness, and meaning in this beautiful life. And Edgar, thank you very much for organizing this session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I'm looking forward to get in contact with you. Okay, thank you very much. Bye-bye. Biz de zelzele, deprem zamanı Türkiye'de dünyasını değişenleri rahmetle anıyoruz. Çok sağ olun. Allah rahmet eylesin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Okay, we'll have a 1-minute break, перерывчик 1 минута, and we'll come back in 1 minute to our next session. Thank you very much. Well, thank you very much, everybody who is watching us today online and in recording. We are moving to another different language session. Now it will be in Russian. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас вживую и будет смотреть записи. У нас сегодня удивительный международный день на глобальном форуме. У нас и так были представители всех стран все дни, но первые 2 дня были по-английски, а сегодня мы проводим сессии на разных языках планеты Земля. Начали с китайского утром, хинди, русского, украинского, итальянского, испанского, азербайджанского, турецкого. И вот мы опять переходим на русский язык. И добро пожаловать всем, кто присоединяется к следующей замечательной сессии. Название говорит само за себя «Как строить новые миры».
И я вижу, что здесь собралось огромное количество партнеров, сооснователей экосистемы, созидателей XP. Вот у меня моя дочка недавно родилась, подает голос, так что она тоже хочет присоединиться к XP. Вот, надеюсь, что это скоро произойдет. А пока я передаю, наверное, слово Елене Сакирянской. Елена, прошу тебя. Спасибо большое за то, что мы собрали эту сессию. Спасибо, Лев, огромное. Но у нас сегодня такая командная работа, потому у нас главный ведущий нас к новым мирам Володя Колосов, поэтому я передам торжественно ему. Он будет вещать у нас из Египта. Он успел к этой сессии. И поэтому мы попробуем сегодня создать новый мир, а по сути показать наверное, на своем примере вообще, что мы строим и как мы строим, и что такое XP, и пригласить вас вместе с нами это строить. Володь, передаю тебе слово. У меня была задумка рассказать все то же самое в течение 5 минут. Лена смогла это сделать за одно предложение. Можно было бы сказать, что ну и поехали. Ну, давайте все-таки еще разочек, не спеша, познакомимся, разогреемся. Всем привет, всем добрый вечер, добрый день. Мы все находимся в разных часовых поясах, поэтому давайте так, доброго времени суток. Я вам передаю привет из жаркой Африки. У нас вообще, вот, ну, мне всегда нравится начинать с чего-то красивого, с чего-то такого умного, с какой-то цитаты. Я просто вот еще раз прочту, чтобы мы услышали, да, какая тема нашей сегодняшней встречи. Послушайте, как строить новые миры на примере сообщества созидателей XP. Вот. Как вы могли убедиться, я неплохо читаю с экрана, но это не единственное, чем мы сегодня хотим вас удивлять. Вот. У нас еще будут какие-нибудь эксперименты. Ну, с вашего позволения, я, может, иногда буду сверяться с текстом, да, чтобы знать, в каком сценарии мы идем. Изначально у нас был сценарий, где мы хотели рассказать о том, ну, какие мы XP хорошие, какие мы вообще молодцы, что мы там строим, что мы там делаем, что у нас есть цель, мы хотим собрать 1 миллион созидателей, чтобы они были в общем взаимодействии, что у нас уже 40 тысяч последователей, что мы из десятка разных стран прямо сейчас, что мы образовались из слияния таких сообществ, как In Reality и живые города. Ну, в общем, мы хотели о себе сказать буквально пару слов, ну, как-то остановили себя в моменте, когда у нас уже 140 слайдов было, да, вот презентации того, какие мы хорошие. Художника надо вовремя оттащить от картины, мы себя ударили по рукам и решили вообще сегодня пойти на такой эксперимент и полностью провести нашу встречу без слайдов, в разговорном жанре, без каких-либо презентаций. Мы посчитали, что это не нужно. Мы хотим предложить вам поучаствовать в эксперименте, ну, если хотите, в игре, да, мы хотим предложить вам действительно прямо здесь, прямо сейчас, всем вместе создать общими усилиями мир. Ну, если мы ставим такую мощную задачу создать мир, ну, надо сначала разобраться, да, из каких компонентов вообще можно этот мир складывать. Вообще так, ну, вроде известно, что какого-то общего рецепта по созданию вообще чего-то нового не существует. Все вот эти вот коучи, школы, сейчас мы создадим правильный бизнес, правильную семью, правильную личность. Советов много, результат не всегда получается тот, которого мы ожидаем. Мы для себя определили вот что. В нашем сообществе, у нас в XP, в нашем доме, мы для себя определили, что вот есть 3 компонента, без которых создание мира невозможно. Но тут есть какой-то магизм тройки, знаете, Бог един в 3 лицах, система координат X, Y, Z, не знаю, 3D-моделирование, 3 состояния тела в термодинамике, ну, правда, уже 4, так больше. Сообразим на 3 в конечном счете. Ну, то есть, есть какой-то магизм вокруг числа 3. Вот и мы для себя тоже определили, что в триединстве некоторых факторов есть глубокий смысл. Что же это за факторы такие? Что это за инструменты? Что это за форматы? На самом деле, если мы посмотрим, вот разберем все, что нас окружает, вообще все вокруг, то мы увидим, что оно все состоит из 3 единиц. Я, мы, мир. И у нас
был только один вопрос внутри коллектива, в каком порядке начать и о чем надо в первую очередь рассказать, о чем во вторую. То есть начать с себя, потом перейти к сообществам, потом закончить миром, или наоборот, сначала рассмотреть мир, потом в нем сообщество и перейти к себе. Мы решили, что во всех этих трех форматах есть все, только оно работает по разным правилам. Внутри каждого из нас есть свой собственный мир, а внутри мира есть мы. Да, какое-то такое единство получается. И вот мы сегодня хотим вас пригласить в исследование этих трех составляющих, этих трех базовых частей по созданию любого мира. А в результате у нас кое-что с вами получится. Ну, давайте не будем забегать вперед. Давайте мы постепенно начнем погружение. Давайте начнем с себя. Я последняя буква в алфавите, но первая в списке сегодняшнего нашего знакомства с этими чудесными компонентами мира. Я хочу передать слово моему коллеге, моему наставнику, моему другу Игорю Дубинникову, и он начнет рассказ о «я-формате». Как мы работаем с «я» в XP. Игорь, прошу. Привет. Последняя буква, да, в алфавите. Я думаю, одна из самых противоречивых. Потому что, с одной стороны, нас учат не быть эгоистами всю жизнь, подразумевая, что вот не только для себя любимого надо стараться. Настолько в воспитании это таким главным лейтмотивом происходит, что на выходе люди перестают любить себя. Просто вдумайтесь. Не будь эгоистом. Не люби себя. И дальше человек вынужден после всей нашей системы овощеобразования себя собирать по кусочкам, ходить к психологам, тарологам, хренологам, эндокринологам, проктологам, в общем, кто куда попадает, каким специалистам, и по крупинкам, по кусочкам начинает себя принимать, уважать, любить. И это удивительно на самом деле, насколько много времени жизни у нас, у людей, уходит на то, чтобы разобраться с этим понятием. Кто же я есть? Кто же я есть на самом деле? Не что-то наносное из успешного успеха. Не то, что бабушка сказала, или мама, или дедушка, или человек в трамвае, а я на самом деле. Потому что я это отрефлексировал, потому что я это чувствую, потому что я могу это транскрибировать свои чувства, объяснить логически, кто я есть. Я самоопределился. Вот у нас с вами на экранах есть несколько аватарок в виде такого земного шара, на котором такие огоньки, и они соединены в сеточку. Вот одной из ключевых практик у нас в XP есть вот это вот явление себя миру. Я называю это мое представление о себе и мое представление себя, той версионности, в которой на текущий момент я определился. И эта версионность имеет ответ на 3 простых вопроса. Я в последнее время их располагаю в обратном порядке, ну или, скажем так, не в том порядке, как мы обычно их располагаем. Первый вопрос и ответ – это во что я верю. Второй – что я делаю. И третий – кто я. Всего 3 простых вопроса. Но на соединение этих вопросов, если ты идешь от чистого сердца и действительно до этого разобрался все-таки, что доставляет тебе удовольствие, от чего ты ловишь радость, как ты этой радостью делишься и так далее и тому подобное, то у тебя складывается, в общем-то, такой внятный, понятный стержень. И в этом случае тогда вот возникает вот такой вот огонечек. Потому что до этого просто мытарство. Поиск себя,
я еще схожу на один тренинг, ой, надо почитать ту книжку, у меня нет диплома, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. И, как я уже сказал в начале, что бы я ни находил, если я не умею это принимать с благодарностью, если я это не уважаю в себе, если это не становится любовью всей моей жизни, в общем-то, не загорается этот огонечек. Мы говорим про создание других миров, а по большому счету нужно всего лишь навсего явить свой мир этому миру. Извините за тавтологию. Если вы быстро произнесете «я мой мир», то получится хрень. Потому что, ну, как бы, ямы. И здесь в этом смысле очень важно, познав себя, убрать себя как раз на это самое достойное последнее место. Как говорит Саймон Синек, лидеры едят последними. И благодаря вот тому, что мы как бы в серединке переключается в мир, получается я мир, вот этот вот загоревшийся огонечек, соединенный с другими огонечками, образует вот эту вот глобальную нейронную сеточку или душевную сеточку, сердечную сеточку, какую угодно. Поэтому первая практика, которую я уже сказал, она у нас выражена одним из инструментов, который называется акселератор саморазвития. Там гораздо больше вопросов, но они все стекаются к этой как бы актуальной версии себя, представления о себе и представления себя этому миру. Вторая часть у нас, практика, она связана с тем, что каждое утро я выпускаю свой аватар на линию. Знаете, как водителя выпускают на линию, там, измеряют давление, проверяют наличие алкоголя, остатков или отсутствие в крови, значит, смотрят за тем, какие у него параметры и характеристики, потому что если человек не в адеквате, его нельзя выпускать на линию, сажать за руль. Вот мы с вами просыпаемся каждое утро, и мы тоже себя должны выпустить на линию. Для этого есть у нас практика, она называется фристайл. Там есть 4 простых вопроса, которые выпускают тебя на линию. Первый вопрос, и он тут же поднимает частоту вибраций твоей души на самый высокий уровень, это что радостного? Самое удивительное, что можно от любой самой маленькой радости прикуриться. Можно, конечно, спросить себя, что плохого. Обычно так люди начинают день. Включить телек, еще что-нибудь, новости, кого там убило, застрелило, что там у нас сегодня в мире неспокойно. Это разные частоты колебаний нашей души. И если мы хотим находиться в том состоянии, из которого мы способны творить, созидать, то, конечно же, это состояние радости. Потому что дух уныния, как говорил Серафим Саровский, в себе нужно изничтожать. И нужно стараться держать себя в радости. Он часто, когда к нему приходили путники, люди, он говорил: «Здравствуй, радость моя». И вот первый вопрос, что радостного? Дальше мы вот выкручиваем эту ручку эквалайзера, да, на своем аватаре, и для того, чтобы ее закрепить, задаем себе следующий вопрос. За что и кому благодарен? Конечно же, когда уже есть радость, уже ты, в принципе, можешь соединить, а кто же был источником этой радости? Благодаря кому ты можешь порадоваться сегодня, за последние сутки? Следующий вопрос – это какой урок я извлекаю? Мы с вами учимся, извлекая уроки, а не на ошибках. На ошибках мы с вами зарабатываем свои любимые грабли. И со временем черенок этих граблей просто удлиняется и утяжеляется, если мы не извлекаем урок. Урок, как правило, выражается каким-то утверждением положительной направленности в будущее, а не «я больше так делать не буду». Если я так больше делать не буду, то я буду так делать постоянно, и череночек еще больше будет расти. Парни знают, очень не хорошо получить череночком этим промеж ног. Очень неприятно. Значит, и следующий вопрос, который должен волновать нас с утра, конечно же, это фокус. В чем фокус?
на чем я сегодня фокусируюсь. И здесь происходит соединение того, на чем я фокусируюсь сегодня, с тем, кто я есть, зачем я живу, потому что каждый из нас решает какую-то задачу. И решение этой задачи является его службой, его делом. И соединяясь вместе в XP, мы решаем нашу общую задачу – создание сообщества созидателей, людей, которые любят себя, любят этот мир и несут самое доброе и светлое в него. Вот такое у нас я. Игорь, огромное тебе спасибо, просто огромное. Сейчас существует такое явление, как в школах, как разговор о важном, но после 3 вопросов от Игоря, во что я верю, что я делаю, кто я, мне кажется, у нас получился вот сейчас разговор о действительно важном. Вот такие должны быть эти разговоры. Спасибо большое, Игорь, огромное спасибо. Давайте, несмотря на эту фонетическую игру, которая мне понравилась, да, про «я», «мы» в одном «ямы», давайте разделим «я» и «мы», вылезем из этой ямы и передадим слово еще одной моей прекрасной коллеге Эльвине. Эльвина нам как раз расскажет про эту вторую частичку, про частичку «мы». Ну, а может быть, мы ей даже в этом немножко поможем. Ну, все постепенно. Эльвин, пожалуйста. Спасибо. Знаете, у меня такая метафора, как раз, чтобы мы не упали в эту яму, нам нужен мостик. Нам нужно нечто, что будет нас соединять. И мне кажется, это как раз прекрасно сюда подходит. И вот этот вот земной шар, который мы видим на аватарках, эти точечки, они ведь между собой соединены теми самыми ниточками, теми самыми мостиками. И продолжая рассказ о нашем проекте «Фристайл», отвечая на эти вопросы каждое утро, на каждой неделе с новым напарником, мы видим в нем некое свое отражение. В каждом новом напарнике мы видим свое немножко другое отражение, как в зеркале. И, возможно, где-то находим новые ответы на эти же вопросы. С каждым новым напарником мы чуть лучше себя узнаем. И тем самым рождается некое новое «я», которое уже родилось из нашего с ним взаимодействия, из нашего такого совместного «мы». И еще у нас есть формат, который расширяет вот это взаимодействие с напарником на двоих. Это наш пятничный такой большой нетворкинг расширенный. Можно назвать его групповым, где приходят те, кто хочет, и там рождается еще нечто большее. Там каждый приходит со своим «я», каждый приходит со своим «я», отраженным в напарнике на этой неделе. И на этой нашей групповой совместной встрече рождается еще нечто большее, когда каждый принес на нее себя в той версии, которая есть сегодня, есть на этой неделе, и, соединяясь, действительно рождается то, чего не было в каждом отдельном элементе. Это вот некое такое свойство системы, которое называется эмерджентностью, и мы часто на наших встречах это видим, что каждый нечто принес, и родилось то, что никто не мог предвидеть в начале. Рождаются новые идеи, рождаются новые проекты, рождаются новые смыслы. И этого не мог предсказать ни организатор этой встречи, ни тот, кто ее задумал, ни тот, кто писал сценарий. И это вот то самое «мы», которое рождается совместно в взаимодействии. И дальше это реализуется в проектах. И, наверное, самый такой пример, который будет лучше это демонстрировать, переходя уже от программы нетворкинга и фристайла, от взаимодействия между людьми, я бы перешла к взаимодействию с бизнесом. Потому что в экосистеме XP, в экосистеме созидателей, каждый из нас в чем-то эксперт. Каждый из нас предоставляет какие-то услуги людям, командам, бизнесу. Но действуя поодиночке, да, мы тоже достигаем каких-то результатов. Но что, если мы беремся совместно за комплексный большой проект? Что, если мы командой находим решение? Что, если мы командой смотрим на какую-то задачу, тогда мы не просто складываем наши опыты, наш мозг, наше видение, наши идеи, а это имеет действительно мультипликационный эффект. Наверное, поэтому XP действительно множится в разы, множится кратно,
И наша задача сейчас в проекте «Биржа задач» создать такую систему, когда, отвечая на запрос бизнеса, отвечая на запрос предпринимателя, собственника, компании, территории, города, мы можем предложить решение, основываясь на нашем совместном таком синергетическом эффекте, когда это не просто сумма экспертов, каждый из которых что-то может, а когда это единая система, единый организм, который совместно может родить гораздо больше, чем сумма отдельных его частей. Это то, что я вижу внутри экосистемы XP на примере просто 2 проектов. Нетворкинга, когда люди соединяются и находят свое отражение, находят свое усиление от взаимодействия друг с другом. И биржи задач, когда мы, соединяясь в своей профессиональной деятельности, в своих проектах, находим возможность многократно усиливать и друг друга, и те решения, которые мы предлагаем нашим клиентам. Вот сказала клиентам, это для меня немножко странно звучит, нашим партнерам. Действительно, потому что часто наши как раз эти самые клиенты выступают такими совместными с организаторами, с творцами, поэтому партнерам. И завершая такой свой спич, скажу, что для меня экосистема XP и вот эта возможность творить, сотворять, вытворять, создавать, это действительно то, что наполняет и дает возможность проявиться в гораздо большем масштабе, чем есть одна я. Володь, а что для тебя внутри XP отвечает на вопрос, как возможно реализовать себя через «мы»? Ой, у меня ностальгические воспоминания пошли. Я такой, ты говоришь про «мы», про то, как мы тут взаимодействуем. Я вспомнил, вот что я больше всего любил в детстве. Я в детстве любил рисовать, я в детстве любил играть на музыкальных инструментах, почитать любил. Но это все какой-то вот ты сам с собой вот занялся, и слава тебе, Господи. А вот если задать вопрос по-другому, а что я прям в детстве обожал, то это был, конечно, футбол дворовый, не по правилам, с полудырявым мячом, в не той обуви, в совершенно не той одежде. Но так было хорошо от этого ощущения команды, от этого ощущения плеча, от этого азарта. И вот для меня XP сейчас это спортивная команда, в которой ты испытываешь те самые эмоции, как в детстве, когда вы гол забили, и это не твой гол, это наш совместный гол, и мы все обнимаемся и радуемся ему, да, хотя его принес кто-то один, но это с моей подачи, а я очень удачно стоял с другой стороны, на вас одобрительно смотрел, и чувствуешь себя принадлежащим к чему-то большому, прекрасному и светлому, и от этого вот тепло наполняется в груди, и вот у меня такое ощущение от «мы» и XP. Тогда, пользуясь футбольной терминологией, передаю пас передаю Игорю. Игорь, пока далеко от тебя не ушли, а что для тебя раскрывает вот «мы» через XP? Как оно у тебя раскрывается? Ну, для меня это прежде всего среда обитания. Причем нам удалось создать вот этот вот культурный код, который прям считывается, когда ты окунаешься в эту среду. То есть все люди, которые так или иначе приходили на встречи или приходят, удивляются тому, как можно по-человечески взаимодействовать. Открыто, искренне, по-доброму, с любовью. То есть вот для меня это среда обитания. Спасибо большое. Оль, подхватишь пас? Да, конечно, мы же все родом из спорта, из детства. Но, да, я, наверное, хочу сказать, да, то есть в силу того, что я серийный предприниматель, да, то есть предпринимательство – это тоже все время команда, вот, и, соответственно, для меня, да, то есть это, знаете, есть у предпринимателей есть такая проблема, да, вот это вот одиночество предпринимателей, да, то есть, но понимаешь, что это где-то вот за бортом оно вот существующее, да, потому что когда предприниматели разного уровня заходят в XP, да, то есть
вот, наверное, то, о чем говорит Игорь, там и культурный код, и вот эта атмосфера, и дружеское плечо, и вот эта вот поддержка, энергия, которая, да, то есть наполняет мозг, душу, жизнь, да, то есть посредством нетворкинга, да, то есть там фристайла, да, то есть или какого-то экспертного совета, да, то есть вот это все, да, то есть позволяет предпринимателю не быть одному, то есть не быть одному и распаковать свои какие-то там дополнительные, да, то есть части, мысли, да, идеи, да, которые он даже не думал об этом. И, да, то есть запаковать их снова, да, и двигать, да, причем вот это вот сам по себе экспертный совет, он состоит из профессионалов, но при этом настолько доброжелательных и мощных энергетически, да, которые тебе просто помогают сдвинуться с места, вот, и уже двигать сам проект вперед, да, и поэтому вот это все вместе, да, это такая вот, наверное, какая-то даже, сложно сказать, да, то есть это команда, семья, кибуц, вот как бы вы это ни назвали, да, то есть это общность душ, да, то есть в какой-то своей вот этой душевной религии. То есть вот, вот эта вот самовера, она где-то в душе. Вот так для меня выглядит эксперт. Ну, как я уже сегодня сказал, художника главное вовремя оттащить от картины. Оль, спасибо, это была очень красивая картина. Прям в ней было все. Дим, давай пас тебе. Окей. На самом деле, я пока вас слушал, я понял, что я хочу говорить абсолютно о другом, а не о том, о чем собирался. И потому что про детство, знаете, какая мне метафора пришла? Что вот когда тебе 4, ты очень хорошо понимаешь, что найти тех, кто будет с тобой на одном уровне, очень легко, выйдя на любую детскую площадку. И попав в песочницу, покачаться на качелях, полазить по лазилкам или что-то такое. И чем старше ты становишься, тем сложнее тебе найти ту площадку, на которой ты можешь поиграть с теми, кто будет на том же уровне, что и ты, кто будет разделять то же, что и ты. И для меня XP это такая, это даже не просто площадка, это большой комплекс, в котором все, много чего оборудовано, это круто, и оно дает большие возможности, но весь движняк, всю вот эту вот историю, всю красоту этой игры, которая там происходит, создают те люди, которые находятся внутри. И для меня мы – это как раз вот эта площадка и люди, которые создают игру на этой супер большой, классно оборудованной площадке. Дим, ну спасибо огромное. А давай так, ты про площадки говорил. Передадим-ка слово человеку, который предоставил нам сегодня площадку. Лев, если есть возможность присоединиться и пару слов сказать про мы, про XP, про ощущения, будем признательны. Спасибо, Владимир, принимаю. Я, извините, 3 ночи просто не спал. Я вот Игорю с Леной написал, вел все время, поэтому у меня немножко запаздывает мышление, и я чуть отключаюсь, потому что глаза закрываются на 3-е сутки. Вот, но я очень рад быть с нами сейчас, вот, и всегда. Вот, и я помню, что когда я, например, познакомился с Игорем и с Леной, это было 2 года назад почти уже, мы были на берегу такого пруда большого в Ижевске. Это был, насколько я помню, самый большой водоем вручную вырытый в Европе, ну, там, за всю историю. И вот мы там стояли, солнце светило, было очень красиво, и вот там какие-то, знаете, вот эти контуры будущего стали проявляться буквально из пространства. Причем не из рационального мышления, вот давайте что-нибудь такое построим, там, чтобы было то-то, то-то и то-то, а скорее на уровне предвосхищения, предощущения того, что хочет проявиться. Я помню, мы даже тогда сидели за столом и разговаривали, и такая фраза где-то промелькнула, что «а что жизнь хочет создать через нас?». Вот, и сейчас я очень рад, что наш круг гораздо больше, и тогда была уже большая, достаточно интересная команда, и сейчас она становится гораздо более многогранная, да, потому что каждый, кто сегодня присутствует, и Эльвина, и Дмитрий, и Владимир, и Ольга, и Александр, конечно же, да, и те, кто сегодня с нами не присутствует, мне кажется, что вот это все такие грани единого какого-то бриллианта, который, вот XP для меня как раз им и является. То есть снаружи очень много граней можно увидеть. Каждый прикасается из наших партнеров, наших коллег, наших каких-то внешних контактов. Они видят разные грани, а внутри
Я вот тут соглашусь с тем, что вот Дима сказал. Внутри действительно есть некое единство в том плане, что мы очень можем быть разные, да, вот у меня там борода растет, у кого-то, может быть, в меньшей степени, у кого-то, наоборот, вверху больше, чем у меня, так сказать, а у кого-то внутри. Вот, но суть в том, что мы внешне разные, но есть действительно что-то, что нас всех помогает нам входить в общий резонанс, и вот Дима про это как раз говорил, и вот это ощущение именно созидательного настроя по жизни. То есть каждый имеет какие-то удивительные таланты и пришел на эту, в общем, планету для того, чтобы их проявлять. И вот благодаря тому, что и Игорь делает, создает эту среду, в том числе вот с разными марафонами, так сказать, саморазвития и обретения своего собственного вот этого голоса в жизни, да. Вот у нас Владимир Голосов тоже нам помогает обретать свой голос, и Игорь по-своему. И извините, что много говорю, сейчас я уже завершу. Вот, и вот это ощущение, когда есть общий резонанс, есть при этом различия, и мы разными гранями проявляемся во внешний мир, вот для меня, наверное, вот такой как бы бриллиант многогранный, и при этом внутри очень сплоченный, несмотря на все вот это разнообразие, да, и приветствующее разнообразие, вот мне кажется, что это XP. Спасибо огромное. Ну, Лев – это тот человек, которому здесь можно говорить сколько угодно. А у нас еще один есть игрок, Лена, наш форвард нашей команды. Елена, пожалуйста, забейте, пожалуйста, шар в лузу. Да, забить гол. Знаете, ну, я тоже не знала, как и Дима, о чем говорить. На самом деле, я просто ждала. Мы же сейчас показываем, по большому счету, кейс, как бы, как складывать миры. XP для нас – это мир, в котором мы живем, и он складывается, ну, в нашем понимании из трех вот этих историй «Ям» и «Мир». Мне очень понравилась история про футбол и вот сплоченность, да, вот эта фраза, то, что ты сейчас сказал, Лев, за счет чего она складывается, на мой взгляд, я бы сейчас просто соединила эти все истории. Как бы я не могу в футбольной команде не понимать, кто я. Ну, там, я либо вратарь, либо это, да, там у меня есть четкая роль. При этом я в футбольной команде, если брать эту ассоциацию, с точки зрения я играю в команде. Я должна передать пас Володе, Льву или еще кому-то. И при этом у нас, как у команды, есть общая цель, и это как раз уровень мир, наверное, к которому мы перейдем. И вот без этого, вот для мира это как бы точка притяжения, я – это точка опоры, я понимаю, кто я, а мы – это некое соединение, как бетон, да, который нас соединяет, когда каждый понимает свою роль, четко передает этот пас, когда он понимает, за какую цель, для какой цели он здесь, и вообще в какую игру мы играем, а это не просто сломанная какая-то история. И вот для меня это вот такая центральная история. И, наверное, я там, ну, в качестве там такого, мы же, ну, показываем кейс по большому счету сегодня в том числе. Вот мне кажется, что это важная история вот этих всех трех уровней для создания любого сообщества, проекта, компании. Всегда должны быть вот эти три уровня, соответственно, сотрудники должны понимать, кто они, если мы берем компанию, да, у компании должна быть цель, понятная сотрудникам, и должна быть общность. Вот, извините, что долго, и я вижу у Игоря рука, он хочет что-то добавить, и, наверное, мы немножко просто мне очень не поджазируем. отозвалось то, что каждый сказал. Лена, ты и Лев, вот то, что вот сейчас в конце прозвучало, я хотел бы поделиться. Знаете, XP – это такой поляризатор молекул углерода. Мы же с вами знаем, да, что тело состоит из там плюс-минус 65% воды и около 18-20% углерода. И углерод имеет свойство такое, что он может быть сажей, а может быть алмазом. И все зависит от поляризации, от этого, как бы, от этой атмосферы, в которой самоопределяется этот углерод. Он все-таки кто? Или она? И дальше это соединяется, конечно же, в алмаз. Алмаз граница, друг об друга мы с вами ограняем эти грани, извините за тавтологию, и в конечном счете это превращается в бриллиант, в драгоценность, в ожерелье, вот в ту красоту, которую мы видим, еще раз говорю, на одной из аватарок. Поэтому, блин, плюсую, умножаю то, что каждый сказал, хотел с вами поделиться этим. Игорь, ну если бы я писал сценарий фильма,
то вот эта твоя фраза была бы вот финальной, где последний аккорд, у людей слезы и титры, а как же так, вот так. Но у нас есть еще один блок для вас. Я приоткрою чуть-чуть внутреннюю кухню. Мы, конечно же, обсуждали, как, кто, за кем, про что, о чем. И думали, что сначала хотелось бы, чтобы зритель задумался. Здесь он побывал бы в воодушевлении, здесь в таком состоянии, в таком. А когда мы дошли до темы мира, мы подумали, а мир про что будет? Ну и поняли, что мир – это про что-то глобальное, масштабное, про космос. Ну, кто нас может еще отправить в космос лучше, чем Александр Лямин? Никто. Поэтому, Александр, отправляйте нас, пожалуйста, в путешествие. Спасибо большое. Как сказал классик, бы поехали. Вот, мне очень вообще здорово, что вы накидали метафоры, вот, которые, что называем, ниже этажом, и сейчас можно спокойно выходить вот уже в более такие интересные вещи. Я хотел обратить внимание вот на прям историю, которая очень интересна. Дело в том, что некая такая космическая программа, она работает на всех уровнях и на всех работает одинаково. Вот смотрите, что происходит. Первое, чтобы выстраивать такое вот себя с миром, первое, это нужно имя. И вот то, что говорил Игорь, это найти свое имя. А кто я? Как меня можно назвать через мою функцию, через меня? То есть я должен найти мир в себе. И только тогда я могу определить свое имя. Это первая стадия, которая абсолютно необходима. Если у человека нет в мире в себе, и он этот мир не может назвать, предъявить его миру, то мир его просто не видит. Вот представьте, вы зашли в компанию, и вас там какой-то человек заинтересовал. И вы такой, а кто это? Говорит, да, ну это мистер Икс, он акробат, он это, и вы сразу, ага. И у вас сразу такой вот вектор понимания, кто это такое и что это такое. И вы начинаете уже действовать. То же самое, как только вы выстроите для себя имя, то общество начнет вас замечать. Это вот уровень «я», скажем так, «я», мир во мне, который проявляется для сообщества. И тогда каждое наше сообщество, мы понимаем, кто мы из нас есть. Вот эта команда, она уже собирается по имени. Вторая, самый главный вопрос. Смотрите, когда сообщество начинает собираться, оно тоже должно себя назвать. Это вот тоже интересно. Тот же самый процесс внутри сборки вот совершенно разных элементов, совершенно как бы таких непонятных, как бы мы вот совершенно разные, но мы должны в одну команду. И эта команда должна приобрести имя. Мы должны понять, про что мы, как мы и о чем. Причем тут есть масса таких подводных камней. Можно, знаете, можно говорить, а мы вот про то-то, такие высокие цели говорить, но они будут неискренни, они не будут резонировать. И тогда мир вас не будет замечать. Он не увидит этой энергии, о чем вы говорите. И тут вот эта большая как бы проблема, наверное, всех сообществ найти свое истинное имя. Потому что, как сказал другой классик, единожды солгавший, кто тебе поверит. И вот это состояние, как ты можешь быть откровенным не только с собой, но и со всеми, чтобы определить это имя, его найти. Вот этот процесс, он действительно мучительный. И мучительный он по нескольким как бы пунктам. Во-первых, мы это имя не знаем. Нам нужно, во-первых, нужно как-то в резонации о нем договориться, а это достаточно сложный процесс, потому что у всех там свои тараканы, которых нужно как-то смирить и как-то их нужно вот организовать. И это такой очень интересный процесс. А второй пункт, без которого невозможно построение, скажем так, любого организации, компании, чтобы она разговаривала с миром, уже чисто технологический. Смотрите, мы строим нашу компанию по какой-то модели, и мир живет по какой-то модели. Если эти модели друг с другом не совпадают, то мир тоже не будет вас слышать. Это, знаете, как нельзя, как говорит, нельзя ходить в чужой монастырь со своими молитвами. Мир просто ваших молитв не услышит, если вы живете в другом режиме, в другом формате, в другом этом. И для того, чтобы понять, чтобы мир вас услышал, нужно понять, а в какой модели живет мир. Тогда, беря эти законы, которыми он живет, мы переносим в свою как бы организацию и живем по ним, и получится вот такой резонанс. О чем мы говорим? Ну, например, мы понимаем, что сейчас все сильно турбулентно. И мы просто можем взять чисто физически вот этот параметр турбулентность, посмотреть на уровне физики, а потом перенести его, скажем так, в социальный язык. И попробовать понять, а что же это есть такое, и как нам нужно выстраивать наше сообщество через вот эти принципы турбулентности,
чтобы быть соответственным. Давайте возьмем один хотя бы принцип, ну, я все там их много можно писать, и можно понять, как это перенести. Возьмем простой. Турбулентность – это много событий за единицу времени. И это вот как раз является то, о чем мы тоже говорили. Мы создаем турбулентность, мы не можем предсказать, что мы получим в конце, о чем говорила Эльвина. Сценарий можно прописать, но итог совершенно будет для нас другой. Что происходит в турбулентности? Много событий, которые происходят мгновенно. А дальше мы с вами что делаем? Мы делаем эти события, ну, скажем, они могут быть на импровизации, они не прописанные, они, так скажем, не плановые. Они идут на энергии. И вот у нас несколько событий создалось, и вдруг у нас родилось событие, которое нас вдохновило, которое заиграло, которое засверкало, и мы понимаем, что там есть энергия. И только после этого мы берем это событие и раскладываем его по алгоритму, чтобы в следующий раз попробовать вызвать то же самое событие. Тут получается прямо парадоксальная, прямо обратная история. Мы создаем события, мы смотрим, потом выбираем, которые наиболее энергичные, мы берем это событие, даем ему имя и выстраиваем алгоритм. Мы сейчас вот все идет совершенно от обратного. Мне говорят, в этом вообще восхитительная история. Нам нужно как можно больше событий, совершенно разных, и из них выбирать те, которые дают энергию. Дальше мы их определяем и дальше выстраиваем алгоритм. Как только в нашем сообществе накопится критическая масса вот таких алгоритмов, которые дают энергию, то мир тут же начнет замечать сообщество. Мгновенно. Потому что он как раз реагирует на энергию. И вот это одна из технологий, которая, в принципе, помогает выстроить такое сообщество, чтобы оно начало говорить с миром. А дальше уже вот по своему опыту, я тут не завсегдатай такой, да, ну, год где-то в XP, и я как раз наблюдаю на уровне энергии, что происходит. И меня вот это все восхищает на самом деле, потому что для меня это является, наверное, одной из основных, это вот быть в этом эволюционном процессе, наблюдать и участвовать в нем. И описывать его, вот именно моделировать. И я вижу, что сейчас начинают ходить вокруг XP такие, скажем так, большие энергии, которые дают, ну, такой большой потенциал. И вот он просто физически ощущается по тем событиям, которые происходят, какие люди приходят, какие начинаются обсуждения, как выстраивается это все. Я вижу, что все больше смещается именно в сторону вот как раз энергии. И это для меня очень восхитительно. И я, как говорится, хотел бы всех пригласить вот в этот путь, в это следование, в эту дорогу XP, которая идет, как мне кажется, очень правильно и очень на прямой контакт и резонацию с миром. Вот, наверное, вот так вот. Вау. Александр, ну это прозвучало как тост. Так выпьем же за кибернетику. Это мощно. Друзья, ну вот пока мы вместе сейчас изучали составляющие мира, его компоненты, у нас случилось маленькое чудо. Не знаю, все ли это успели заметить, но у нас с вами сложился собственный мир. Мир взаимодействия, мир знакомства, мир погружения. Жалко, что время жизни этого мира ограничено, это всего 45 минут. Но для тех, кто хочет создавать такие же миры, более масштабные, то мы вас всех приглашаем в жизнь, которую мы называем XP. Спасибо большое за то, что все сегодня были с нами. Спасибо за это прекрасное знакомство и взаимодействие. До новых встреч. Счастливо. Спасибо огромное, Володь. Всем Лев, пока. передаем. Спасибо, Володь. Спасибо, Лев, за приглашение. Спасибо за презентацию. И, наверное, те, кто заинтересуется узнать больше, можно, понятно, в поисковике набрать экосистема XP. Вот. Но если, может быть, мы дадим какой-то конкретный адрес, если его можно произнести, те, кто будут слушать. Лен, подскажешь, куда можно зайти? Да, in-reality.ru. Ну, можно набрать экосистему созидателей, и мы XP. Сейчас мы уже пробиваемся во всех поисковиках, я надеюсь. Спасибо, Лев. Замечательно. Спасибо большое. Доброго вечера. Всего доброго. Будем созидать дальше.
у нас сейчас одноминутный перерыв. Мы поставим заставочку и через минуту перейдем к следующей нашей сессии. Спасибо. Ну что, еще раз добрый вечер. Начинаем нашу следующую интереснейшую сессию. Татьяна, добрый вечер. Спасибо, что вы к нам присоединяетесь. У нас сегодня такой мультилингвал, многоязыковой день. На разных языках происходят сессии. Хинди, китайский, турецкий, азербайджанский, украинский, русский. И сейчас я передам вам слово. Вы присоединились к команде совсем недавно, но с большой энергией, это очень приятно. И, как я понимаю, речь сейчас пойдет о устойчивости в том, как можно проживать вторую половину жизни или третью половину жизни, да, не знаю, как вы это называете. Мы в свое время создали такую Академию 55+, это было где-то 10-15 назад, это называлось третий возраст тогда, серебряный возраст. Вот, ну, вы, наверное, лучше представите для нас ту тему, о которой пойдет речь. Если можно, пару слов о себе, и с большим интересом, уверен, и мы, и все слушатели, которые будут смотреть вживую в записи, очень интересно узнать больше про эту тему. Спасибо большое. Спасибо большое. Меня зовут Татьяна Дроздова, и я занимаюсь исследованием проблем старшего возраста. Я также лидер команды Young Old Lab. Мы проектируем сервисы, среду и создаем решения для людей старшего возраста, в том числе в городах, можно так сказать. И в этом поле я консультирую городские власти и консультирую крупные бизнесы. Я стипендиатка программы Russian Business Leaders правительства США, и сейчас веду образовательные программы по темам, которые связаны с возрастным разнообразием, с инклюзией в Центре развития бизнеса в Сан-Диего. Я начну с того, что люди старшего возраста – это огромная часть общества, и к 2035 году количество людей старше 65 лет перевалит за 1 миллиард, и наибольший рост придется на города. В Москве, в моем родном городе, уже сейчас четверть населения – это люди 65+, это люди пенсионного возраста, и в городах США ситуация по цифрам такая же, например. Поэтому становится все более важно учитывать потребности людей старшего возраста в городах. Но при этом мы много говорим об этом, конечно же, но при этом давайте посмотрим на рендеры, которые публикуют архитектурные агентства и компании по развитию городской инфраструктуры. Просто посмотрим, как эти агентства, как урбанисты, как архитекторы представляют себе людей, для которых они работают. Сейчас я вам открою, пошарю для вас статью. Это статья в Bloomberg. Сейчас, секундочку, мы найдем, как ее пошарить. И ведь включена демонстрация экрана, наверняка. Наверняка. Итак, вот статья в Bloomberg, и она называется «Rendering Visions of a More Diverse World». И она посвящена тому, как важны рендеры, которые как раз используют, да, образы, которые используют архитектурное бюро, которые используют урбанисты в своей работе для того, чтобы представлять мир разнообразно.
Вот давайте посмотрим на те рендеры, которые приводят, то есть вот такие картинки, да, сейчас вы увидите, что такое рендеры, все очень просто. Эти картинки, которые в этой статье показывает нам Bloomberg. Например, вот первая картинка, да, мы здесь видим молодых людей, мы видим справа маму с ребенком, там в углу она расположилась. Вот еще один рендер в этой статье, например. Здесь мы тоже видим молодых людей, и мы видим маму с ребенком. Вот еще фигурки для рендеров, да, то есть такие как раз макеты, да, из которых можно взять разных людей и поместить их в свой макет архитектурный на свой макет, в свою архитектурную среду, да, чтобы представить свое видение. И обратите внимание, здесь нет, пока что мы не увидели ни одного человека старшего возраста. Давайте посмотрим еще. И вот мы видим первого, наконец-то, человека старшего возраста. Вот он в самом нижнем ряду наклонился, и, мне кажется, в руках у него какая-то морковка. Вот, собственно, все. Ну и вот последняя картинка тоже. Вот это люди в том, как их представляют урбанисты и архитекторы. Вот они примерно все такие. Они молодые, некоторые из них катаются на великах, некоторые с колясками, некоторые с детьми. Но мы не видим на этих картинках, практически не видим пожилых людей. И, между прочим, это статья, которая как раз посвящена инклюзии. Это статья, как раз, которая говорит о том, что когда мы думаем о городском планировании, когда мы думаем о людях, для которых мы работаем, это должны быть разные люди. И нет, здесь нет ни слова и ни одного имиджа про людей старшего возраста. Секундочку. Да. И, в общем-то, я на своем личном опыте, на опыте собственной семьи понимаю, насколько важно учитывать потребности людей старшего возраста при проектировании городской среды. Мой довольно близкий человек в моей семье потерял мобильность и не смог выходить на улицу, потому что пространство спальных районов Москвы просто не предназначалось для маломобильных людей, для людей с ограниченной мобильностью. И представьте себе, что мой близкий человек 15 лет провел запертым в своей квартире. Так что, когда мы говорим без выхода и практически без общения с внешним миром, так что, когда мы говорим о доступности среды, о старении населения, приводим разные красивые цифры или рисуем красивые картинки, то это не просто цифры и не просто картинки, это личные истории, это качество жизни конкретных людей и часто истории либо с хорошим, либо с плохим концом. И надо заметить, что этот мой близкий человек провел такое количество лет в заперти не только потому, что в доме не было пандуса, хотя его не было, и не только потому, что не было инвалидного кресла, но и потому, что человеку самому было стыдно выходить из дома. А окружающие были не готовы общаться с пожилым человеком в инвалидном кресле. То есть это был вопрос не только объектной среды, но и вопрос мировоззрения и культуры, и вопрос отношений между людьми. Поэтому сегодня главной мыслью моего выступления будет такая. Недостаточно изменений в физической объектной городской инфраструктуре. Недостаточно масштабирования этой инфраструктуры, когда ее не хватает. Такие изменения всегда будут недостаточно без изменения мировоззрения людей и культуры взаимоотношений между людьми. Давайте посмотрим, как это устроено на примере конкретных стратегий улучшения жизни людей старшего возраста в городах. Но для начала отметим, с какими проблемами в целом сталкиваются люди старшего возраста в городе. Я для простоты выделила 3 типа вызовов. Да, мы с вами можем 3 поинта таких вызовов, которые мы с вами сможем сегодня обсудить. Первый поинт – это физическая недоступность, да, то, что мы уже, да, про что мы уже поговорили, то, что мы уже затронули. Это все, что касается пандусов, все, что касается инвалидных кресел. Это все, что касается широты
тротуаров и так далее и тому подобное. Второй поинт – это чувство изоляции и одиночества в городах, которое тоже это важная проблема в значительной степени именно людей старшего возраста. И третий челлендж, третий вызов, который стоит перед людьми старшего возраста, это доступ к медицине и комплекс проблем, связанных с медицинским обслуживанием. Вот такие 3 поинта просто для примера, для того, чтобы сегодня сосредоточить на них наше внимание. Давайте начнем с физической доступности и с физической инфраструктуры. Конечно, речь о пандусах, конечно, речь о доступности общественных пространств, но это также транспортная доступность. Очень многие люди старшего возраста рассчитывают именно на общественный транспорт, так как доходы с возрастом снижаются, а машина и такси – это все-таки атрибуты людей работающих. Это атрибуты людей, которые могут себе позволить содержать машину и ездить на такси. Поэтому доступ к транспорту так важен, доступ к инфраструктуре так важен именно для людей старшего возраста. Безусловно, он важен для всех, но особым вызовом, да, он является для старшего поколения. Что касается чувства одиночества, действительно, это одиночество усиливается с возрастом. Это связано с тем, что круг наших слабых связей, наши приятели, наши знакомства, это, кажется, в основном это люди с работы и учебы. И когда мы перестаем работать, то, к сожалению, значительную часть наших слабых связей мы утрачиваем. И есть такие представления о том, что горожане на пенсии намного больше ходят по театрам и выставкам, намного больше социализируются, но это совсем не так. На самом деле культурное потребление падает, и вот общение, да, со знакомыми, с близкими, достаточно сильно вот этот уровень культурного потребления, уровень количества слабых связей, о которых я говорила, снижается с возрастом. Так устроена наша жизнь. И что касается третьего пункта, что касается проблем, связанных с медицинской, вызовов, да, связанных с медицинской сферой, то особенно ограничения медицины стали очевидны во время ковида, когда люди старшего возраста стали одной из наиболее пострадавших групп в период пандемии. Какие же стратегии мы можем предложить для преодоления этих вызовов? Во-первых, что касается, если говорить про физическую доступность, то, конечно, мы должны убедиться в том, что общественное пространство, здания и транспорт спроектированы с учетом интересов пожилых людей. Это означает убедиться в том, что все доступно и просто в использовании для людей с ограниченными возможностями, с ограниченной мобильностью. Всегда говорят, что город, который удобен для людей старшего возраста, он удобен для всех. Это, конечно же, пандусы, это, конечно же, доступ к инвалидным креслам, это достаточно широкие проходы для этих кресел, это наземные переходы, это развитая транспортная система. Но я хотела бы обратить внимание на то, что сами по себе городские изменения, сами по себе улучшения, которые связаны часто с благоустройством и строительством, они довольно сильно влияют, вот этот процесс стройки и процесс благоустройства часто довольно сильно влияют и влияют на качество жизни. Стройка может быть и благоустройство может быть достаточно длительным. И очень важно не только добиваться результата, но и процесс общественных городских изменений тоже делать экологичным и оставляющим пространство для нормальной жизни. И возвращаясь к мировоззрению, недостаточно дать много инвалидных кресел, недостаточно оснастить весь транспорт пандусами, по которым будет легко въехать на автобус или трамвай. Необходимо легитимизировать пространство города для людей пожилого возраста. Что это конкретно значит? О каких культурных нормах я сейчас говорю? Я была поражена, когда я приехала в Сан-Диего, в США,
я была поражена следующим обстоятельством. Там достаточно много пожилых людей на инвалидных креслах на улице. И они тоже пользуются общественным транспортом. И когда подъезжает трамвай или когда подъезжает автобус, то первыми, кто заходит в транспорт, это люди, кто въезжает в транспорт, это люди на инвалидных креслах. Это культурная норма, это правило, работающее в городе. И если ты сунешься вперед и попытаешься обогнать, то тебя одернут и скажут: слушай, так нельзя. Первым должно проехать инвалидное кресло. Вторым проходят люди, которые пользуются тростью. То есть люди, которые ограничены в мобильности, но они пользуются палочкой. И только потом заходят все остальные. Поэтому это как раз подтверждает вот эту мою мысль, да, это как раз иллюстрирует мою мысль о том, что часто каких-то физических, объектных решений в городской среде бывает недостаточно для того, чтобы эта среда работала. Теперь, что касается следующей стратегии, это все, что связано с жилыми пространствами, с безопасностью квартир, потому что мы живем не только на улице, да, когда мы говорим о городах, чаще всего мы говорим об улицах, да, о общественной среде, но, простите, значительную часть жизни мы проводим в квартирах, и чем более изолированными, да, если мы становимся менее мобильными, более изолированными, то квартира вообще это основное место нашего пребывания. Тем более на пенсии, когда уже у нас нет работы, где мы бы проводили значительную часть нашей жизни. Безопасная квартира, опять же, это не только отсутствие порожков, это не только отсутствие проводов на полу, это не только скругленные углы для того, чтобы не удариться, или не скользкий пол, но это, например, история про температуру в доме, температуру в комнате. Летом человек не должен умереть от жары, а зимой он не должен умереть от холода. И опять же, это еще и безопасные отношения. Это безопасные отношения в семье. Это не только безопасный пол, безопасные стены, безопасная температура. Это безопасные люди вокруг. Мы не так давно завершили большое исследование проблемы жестокого и пренебрежительного отношения в отношении людей старшего возраста, насилия в отношении людей старшего возраста. И, конечно же, понимаем и с уверенностью говорим о том, что проблема насилия над людьми старшего возраста – это серьезнейшая общественная проблема, которая в том числе требует большого внимания, большого участия всех окружающих. Но на эту проблему можно еще смотреть немножко с другой стороны. Это не только безопасность по отношению к людям старшего возраста в семье, да, именно с их точки зрения, но это безопасность для всех, кто живет в семье, в которой есть человек старшего возраста. Потому что часто, когда мы стареем, и мы требуем ухода, мы требуем значительного иногда напряжения со стороны своих родственников, эта среда может стать небезопасной не только для нас самих, но и для всех членов семьи, если у нас нет достаточной помощи и достаточной инфраструктуры, которая бы нас поддержала, достаточной поддержки. И здесь важнейшей такой точкой для развития безопасной среды и безопасных отношений является концепция community care. Это на русский язык это можно перевести как забота в ближайшем окружении. И это забота со стороны сообщества в целом. Мы много говорим о сообществах сегодня, и не только сегодня. И, конечно же, сообщество – это важнейший стейкхолдер, это важнейший фактор качества жизни людей
старшего возраста. Потому что именно соседи, не только родные, близкие, но именно соседи, волонтеры, волонтерские объединения, это те, кто знает, кто живет вокруг них, кто нуждается в их поддержке и помощи, кто нуждается в продуктах, кто нуждается в том, чтобы прийти поговорить, кто нуждается в помощи по хозяйству и может оказывать эту помощь. И лучше, чем окружающее сообщество, наверное, профилактики вот проблемы домашнего насилия над людьми старшего возраста, наверное, не существует. Ну, давайте продолжим, вернемся к теме городов и вернемся к городской среде. И я должна сказать, что кроме вот той объектной городской среды, удобной, инклюзивной, о которой мы уже поговорили, есть еще контентная среда города. То есть это события, все, что связано с событийной средой, все, что связано с образованием, все, что связано с теми самыми сообществами людскими, развлекательной индустрией. И это тоже важнейшая часть, вот эта контентная среда, это тоже важнейшая часть благополучия, в том числе для людей старшего возраста. А мы действительно все с возрастом можем выпадать из этой среды, из контентной среды города. Как я уже сказала, у нас снижается вот этот объем культурного потребления с возрастом, к сожалению, мы меньше общаемся, и надо сказать, что мы еще меньше учимся в городе. И потому что учеба – это специфический такой атрибут молодого возраста, хотя уже давно совершенно понятно, что концепция обучения в течение всей жизни – это важнейший атрибут качества жизни, важнейший элемент учебы, счастливой жизни, успешной жизни в старшем возрасте в том числе. Но тем не менее, вот эти образовательные пространства, они преимущественно сделаны для молодых людей. И здесь, опять же, пример нашей команды. Мы в Москве, еще начиная с 2015 года, мы проводим образовательный фестиваль для людей старшего возраста. Он называется Young, Old, новые, старшие. И это специальное пространство для обсуждения проблем старшего возраста, для обсуждения, может быть, в том числе и проблем дискриминации по возрасту, для обсуждения возможностей в старшем возрасте и возможностей для профессионального и личного развития. И такие специальные события – это не новость на самом деле, потому что такие специальные события и специальный контент для людей старшего возраста – это нормально. Такие фестивали проходят во многих городах мира. И не надо смущаться, что это какое-то отдельное событие, вот конкретно для старшего возраста. Это как-то может показаться поначалу неловко, неудобно идти на какое-то место, где собираются пожилые или там люди старшие. Да? Но, тем не менее, это оказалось очень успешным мероприятием. И на последний фестиваль к нам пришло порядка 15 тысяч человек. И мы понимаем сейчас, что это уже не воспринимается как что-то маргинальное, странное, стыдное, а напротив, все более и более нормально. О каких еще стратегиях может идти речь, помимо создания объектной, транспортной инфраструктуры, контентной инфраструктуры, что же еще? Тот пункт про медицину, о котором я говорила, доступность городской медицины. Во-первых, это стратегия, связанная с развитием гериатрии как отдельного направления, отдельного спектра городских услуг. Специальные врачи-гериатры, которых так не хватает в России, которых так не хватает в Москве, их практически нет, должны быть в любой поликлинике и должны отдельно по-хорошему заниматься именно проблемами людей старшего возраста, пациентов старшего возраста. Но то, с чего мы начали наш разговор,
это с изменения мировоззрения. Да? Даже если мы посадим, масштабируем, да, вот эту вот гериатрическую инфраструктуру, даже если мы посадим в каждую поликлинику по несколько гериатров, есть некоторые аспекты отношений между людьми, есть некоторые аспекты мировоззрения, которые тоже нуждаются во внимании. О чем я говорю? Я говорю об эйджизме в медицине. Это серьезнейшая проблема медицинская, в том числе в крупнейших городах, когда врачи с меньшим вниманием и с меньшим, используют менее внимательный, менее этичный подход по отношению к пациентам старшего возраста. Это подтверждается статистикой. Действительно, врачи уделяют меньше времени пациентам старшего возраста, менее корректно общаются зачастую с пациентами старшего возраста. И когда мы говорим об изменении медицинской инфраструктуры и говорим о том, что она должна быть более доступной для пожилых людей, то мы должны говорить и об изменении во взаимоотношениях между людьми тоже. Ну и, наконец, еще одна последняя, может быть, группа стратегий, которую бы я отдельно отметила, это все, что касается сервисов для людей с деменцией. Дело с Альцгеймером, с болезнью Альцгеймера, и основной симптом этой болезни – это деменция, то есть снижение когнитивных функций. И люди с деменцией в городе – это отдельный уязвимый сегмент горожан. И мы можем предложить стратегии, которые, во-первых, связаны с физической безопасностью людей с деменцией, страдающих от болезни Альцгеймера, и сервисов, которые связаны с интеграцией людей в сообщество. Что касается физической безопасности, то это все, что связано с помощью людям, которые имеют высокий риск потеряться на улице, все, что касается помощи людям, которые могут забыть, в какую сторону им идти, на какой транспорт им садиться, как построен их маршрут. Это все, что касается, в общем, отслеживания, да, может быть, помощи в том, чтобы отслеживать маршрут передвижения людей, страдающих от болезни Альцгеймера, для того, чтобы предотвратить их ситуацию, когда они потерялись в городе. Что касается интеграции и причастности, чувства причастности к городу, да, городским сообществам, то это тоже очень важно. Безусловно, когда человек страдает от когнитивных нарушений, очень высокие риски, наверное, 100% риски того, что он столкнется с изоляцией. И здесь, например, существует такой инструмент, такой институт, как Альцгеймер-кафе. Это пространство, куда можно прийти вместе со своим родственником, если он страдает от болезни Альцгеймера, и провести там вместе с ним целый день. Партнер по уходу, тот, кто помогает родственнику или подопечному, в это время может отдохнуть, выпить кофе, провести время, может быть, даже поработать, да, взять с собой ноутбук в этом пространстве. А человек, который нуждается в заботе, нуждается в том, чтобы интегрироваться и провести время с другими людьми, он или она могут провести время на образовательных мероприятиях, на мастер-классах и пообщаться с окружающими людьми. Это называется Альцгеймер-кафе, и это чудесное пространство. Например, в немецких городах, почти во всех городах обязательно есть Альцгеймер-кафе, куда приходят люди. И опять же, я вернусь к своему первому, да, такому важному пункту и важной мысли, которую мне бы хотелось обсудить с вами. Это мысль о том, что какие-то физические изменения, изменения в инфраструктуре будут неполными, если мы не меняем наше отношение.
отношение к людям, к окружающим людям старшего возраста и отношением к самим себе в старшем возрасте. И, конечно же, это представление о том, что в любом возрасте можно жить полноценно, можно жить более или менее счастливо и успешно. И городская среда играет здесь значительную роль. Спасибо большое. Я надеюсь, что у вас, возможно, есть какие-то вопросы ко мне. Спасибо, Татьяна. Нас здесь осталось немного, но нас обязательно посмотрят в записи, идет трансляция на YouTube. Я думаю, у нас еще там есть участники. Спасибо вам огромное за выступление. Не часто услышишь доклады на эту тему, но тема действительно заслуживает огромного внимания. Поэтому еще раз хочу сказать вам спасибо. И если вам есть еще что добавить, пожалуйста, у нас еще есть пару минут, и мы далее двигаемся к следующей секции. Окей, спасибо большое. Я только добавлю, что я очень благодарна за то, что вы меня пригласили для этого выступления. И это замечательно, что люди уделяют так много внимания устойчивости и устойчивому развитию городов в мире и тому месту, которое в этом процессе занимают уязвимые группы, в том числе люди старшего возраста. Спасибо. Спасибо. So good day, good Earth Day, whether you be in morning or midday or evening or darkest of night. I'm Marilyn Hamilton, and I'm one of the co-founders of Living Cities Earth. And today I have the privilege of having a conversation with Dr. Jude Currivan. And Jude Currivan is a perfect guest for us to have on Earth Day's summit because Jude is a cosmologist. She's a planetary healer, a futurist, and an author. She was previously one of the UK's best-known businesswomen, and she's the co-founder of Whole Worldview. And she's a member, like me, of the Evolutionary Leaders Circle. She holds a PhD in anthropological archaeology, researching ancient cosmologies, and also a master's degree in physics from Oxford University. She specialized in cosmology and quantum physics, and also is now an international best-selling author for The Cosmic Hologram, which was the book that preceded the one that I'm really interested in today, which is The Story of Gaia. And in that book, she shared a journey of our planetary home, our planet, emerging from a conscious, unified, and evolutionary universe. Jude's work integrates leading-edge science and universal wisdom teachings, aiming to serve humanity's understanding, experiencing, and embodying unitive consciousness. Welcome, Jude. Thanks, Marilyn. It's my privilege, to be able to share what I feel is an amazing opportunity for all of us on this wonderful Earth Day. So it's a great honor and joy to be with you. Thank you. And the technology allows us to have really an Earth Day that is not stuck or bounded by just chronos,
but we have something that allows us to expand both before and after the particular day on the calendar, which is April the 22nd. You know, Jude, we were talking the other day in a whole worldview meeting about the value of not only the story of Gaia as you told it, but also the unitive narrative. And the unitive narrative has particularly appealed to me because as you developed it in, I think, Conversations and Evolutionary Leaders, you've taken it further and it's now part of a UN cluster. And I really would like you to tell us a little bit about the unitive narrative, because it seems to me it gives us the opportunity to share a story about Earth. Thank you, Marilyn. And absolutely. I mean, we are storytelling. We're a storytelling social species. You know, we make meaning, we make sense of our world, of our lives through sharing stories. And the stories, if I tend to see stories like the waves on the top of an ocean and a narrative as the underlying ocean. So our narrative is essentially our worldview. And our worldview sort of underpins and frames not just our stories, but our choices in the world. And as a collective, our secular worldview in the last century and more has tended to be that of materialism and separation. And now, and I'm really excited about this, now we have the evidence at leading edge science on many, many different fields of study and across all scales of existence that's converging with universal wisdom teachings to tell an incredibly different, radically different, new and ancient story, but it's actually even deeper than a story. It's a narrative that can underpin and frame us in how we can choose to move forward together. Thanks, Jude. You know, it was so, made such an impact on me when I first read the overarching unitive narrative. I thought, this really applies to cities. And I wanted to take the wave and make a story that related to cities. So at that time, we were just forming this new initiative of Living Cities Earth, and others were really receptive to that. So you'll find if you go to our website, which is livingcities.earth, the unitive narrative that we're working with that helps us weave together the story of cities as living systems. Exactly. So living systems that come from a living Earth. So it really was a powerful opportunity, just perfect timing when you came forward with this. So thank you very much. The other thing that happened as we were talking about this, we had imagined, because Living Cities Earth is celebrating this coming out on Earth Day and sharing our vision with the world. And in fact, the over 50 co-founders have created a vision space. And as vision holders, we see it as quite emergent. So when I was called to express that, one of the places I often go when people ask me to talk about the future is the indigenous teaching of 7 generations. Of course, 7 generations I have for a long time recognized exist in the city. Pretty well most modern large cities have 7 generations alive. If you look back in the generations that are already preceding your and my life, which could go back still to some of us might have grandparents who are alive and parents and our own siblings. And then we look at our children and our grandchildren, and I have great-grandchildren and great-great-grandchildren some people have, and there you have 7 generations. But I also sometimes pause and say, what happens if you imagine 7 generations out from now into the future? And I played with that in another keynote that I gave, and I imagined, you know, that timing is my great-grandchild's great-grandchild. And so when we were talking about this in the Living Cities, I wrote a few statements that I wanted to share with you today, because they relate not only to thinking about a Chronos time, but I'm very curious what you might have to say about a completely different kind of time. So here's just a couple of sentences to give us a framework for our discussion. So I said, imagine that it is 7 generations from now, and this is the generation of your great-grandchild's great-grandchild. This 7th generation is born into a world where the planet Earth is honored and appreciated as a vital
life-giving being, the parent to all life on Earth. Each child is located in a city that knows the city is an organ of Earth. James Lovelock said humans were Gaia's organs of reflection, and I always thought that that related to the cities, and that humans were the cells in our organizations, were the organelles in this living system. I went on to say, every child knows how to imagine and serve the seventh generation of children who will be born in the future. So they're born as futurists. And every child knows the overview of Earth from its family of solar system planets, which I think you wrote so beautifully about, and the inner view of Earth from the very essence of reflective life arising from Earth's core. Then I asked the question, how was this vision achieved? And I said, well, imagine that the seventh generation from today emerged because the generations who preceded them committed to, first of all, healing the Earth systems. And I said that would be in generations 1 and 2, where we're living now, restoring well-being for Earth systems in generations 3 and 4, cohering all life in harmonious Earth ecosystems in generation 5, and manifesting fully alive Earth ecosystems for harmonious flourishing for all life on Earth. That would be generation 6. And I finished by simply saying, this trajectory of aliveness embraces teaching, coaching, modeling, Gaia's code of care, and the unitive narrative for teachers, parents, villages, cities, education systems, in private organizations, in governance systems, and in business, creative, and civil faith organizations for children of all ages. So, Jude, you might notice that there will be some things that you would like to comment in that statement, but I'm going to even give you an extra little bridge that my colleague said, well, that's really inspiring, Marilyn. But you know, when I look at the IPCC reports, the scientists say, we do not have 7 generations to make the kinds of changes that you're talking about. So what are we going to do now? And I thought, well, that is an extremely interesting challenge. And I know a really good person who might be able to explore that with me would be Dr. Jude Curran, who has a whole worldview and maybe a different perspective of time. What do you think, Jude? I think it's a wonderful question and a wonderful invitation, actually, because it really says the choices we make now matter, you know, and it is that sort of sense of how do we serve the good of the whole, not just in this moment, but moving forward. But yes, I'd love to comment on that from a slightly different perspective, because when you were speaking those beautiful words and that wonderful invitation, I was actually going back to the start of our entire universe, 13.8 billion years ago, because what the unitive narrative is showing us and the evidence is showing us is that our universe meaningfully exists and purposefully evolves from simplicity to complexity. And over that vast range of time to ever greater levels of individuated self-awareness, but also awareness of our interdependence. And so it seems to me that, you know, the universe began with an evolutionary impulse that of itself, in its innate sentience, was always looking 7 generations ahead in universal terms. And Gaia has done the same for more than 4 billion years. You know, what I was incredibly wondrous about when writing the story of Gaia was how much there was that prescience, that intention almost, that impulse that supported future complexity, but from the point of decisions, choices, getting it right first time, whether it was the formation of a star or the formation of DNA, that was enabling this onward journey, this onward trajectory of evolutionary consciousness. So the timing of that has been a linear story of 13.8 billion years, but there's also been stages in that journey
when things, instead of being sort of sequential, have worked together, have come together in incredible, what's sometimes called reticulate assembly, but also is sometimes called horizontal gene transfer in the sense of biological evolution. And I think that's the sort of moment we're in. So instead of the sort of the idea of things, you know, evolving slowly over long periods of time, there have been incredible key moments in the whole story of our living universe and the story of Gaia as a living planet, where instead of those long, slow evolutionary stages, the innate intelligence, the innate sentience of a living universe and a living planet have come together and created, co-created radical change in a very short period of time. So when you spoke to me of the 7 generations, which of course, honoring Indigenous wisdom is so profound, but also that point, which we don't have 7 human generations to resolve the issues that, in a sense, we have been causative of from that old paradigm of materialism and separation. We're now waking up to remember we're inseparable. And so the unity of narrative is helping to underpin and frame us in unity and diversity and encouraging us to come together. And so by taking the sort of the lessons, the guidance from how Gaia has achieved such radical, revolutionary change in such a short period of time, instead of horizontal gene transfer, I sometimes now talk of horizontal meme transfer, because when we share ideas, which we can now globally, and those ideas speak to us, not just to our heads, but to our hearts and our hands, with this aha awakening, then I feel that those beautiful intentions of what you've written about and living cities, Earth, are embodying in all that you're doing. I think we can move much faster. So it's not heal, then restore, then. It's heal and restore and become more coherent and link up and lift up, you know, from this deep, deep awareness that we literally are inseparable, not just from each other, but from our entire home, planetary home, Gaia, and the whole universe. It's such an incredible moment of opportunity and choice. And I think we have the wherewithal to answer that invitation, because the evolutionary impulse of our entire universe, I feel, is flowing through us. Beautiful, Jude. So I know that we're both well aware, and probably most of our listeners are as well, that the Earth appears to be in kind of what we'd call, if we were using spiral dynamics, a gamma trap, that so much has arisen out of the challenges from climate change, from the virus and the pandemic, from the challenges around carbon neutrality, from the prevalence and creeping war zones, and how the economy seems to be melting down and being very undependable, that it feels like every time we turn around, something we couldn't have imagined yesterday has happened. So we seem to be at a moment in time where, if we don't have a breakthrough, the continuous breakdowns are going to really change life radically, whether we make choices or not. And I know that, like myself, Jude, you're an optimist. And so when people look at all these series of things that seem to have be converging on us to threaten life, how is it that we can even find any optimism in life conditions? I would like to ask you to maybe comment on some of the things that in Living Cities Earth appear to me to be a call to be catalysts for change that enables the healing, the restoration, the coherence, and the manifesting, flourishing life conditions. I remember looking up a little bit about being a catalyst in my earlier career, and it astonished me.
and it made me very uncomfortable for quite a while. But I didn't have an authority like you to talk about being a catalyst or what the actual practice or process of catalysis might be. How does that relate to the time that you're talking about? Well, thank you. And first of all, I'd say I'm an optimistic realist, and I'm a and you know, there was a tiny little thing I saw yesterday, and it's a sort of a very small example of catalysis, because what catalysis does, it's a catalyst reduces the energetic threshold for a reaction to happen. And it doesn't change itself, so it can be used time and time and time and time again. But in reducing the energetic threshold for a reaction, it can speed up processes that could take a huge length of time into a very short period of time. And in biology, a biological catalyst is called an enzyme. And there are enzymes that literally speed up reactions of biological emergence by millions upon millions of times to enable them to actually be able to happen. So when you speak of catalysts and enzymes, these are crucial. These are the touch points that throughout the story of our entire universe, as well as the story of Gaia, have been key to move it, to being able to enable change, transformational change, revolutionary change to happen. So I do feel that that's very, very important. And I feel we're at a time now, because the evidence that we now have that unity isn't a hope, it's our existential reality, that unity in diversity is the whole world that we are part of, that we are co-creative, microcosmic co-creators of our entire universe and of Gaia. This fundamental reality is now available through us, through the evidence, and it converges with universal wisdom teachings. So for me, this is a catalyst, this realization of our unity and diversity, that we're not just unity and diversity or unity and inclusion, but you talked about every child of every living city knows that they are part of the whole. And I would call that belonging. And we belong. We belong with each other, with our entire planetary home and our entire universe. And so as catalysts or as enzymes, we can share this understanding as widely as possible. We can come together and link up and lift up. You know, I'm doing a lot of work at the moment from a unitive perspective, such a unitive perspective, which the unitive narrative underpins and frames, for unitive economics, unitive education, unitive regeneration, unitive anything in front of it is unitive. Because when we come from that place of unity and diversity, rather than from a place of silos and separation, things can literally transform incredibly rapidly, because that's what catalysis, that's what enzymatic revolutionary evolution does. And I'll just share a tiny little piece. I saw a wonderful program yesterday called Our Changing Planet on BBC. And there are biologists who are trying to restore coral reefs. And so they're taking coral away and they nurture it in little coral creches. But in those little coral creches, when they began to release the tiny little polyps of coral, the coral didn't know what to do. So what they did is they took a microphone and they submerged a microphone near a coral reef. And they found that one type of fish makes a sound that calls the coral where it belongs. So what you saw with that insertion of that sound, the corals just knew where to go because they had the information, because everything, the basic stuff of reality, is consciousness expressed as meaningful information. Those tiny little coral, when it was silent, they didn't know. But when they heard the invitation of the fish, they knew exactly where to go. We can do this when we learn from Gaia, when we are her students. She knows how to restore herself. She knows how to replenish and regenerate herself.
it seems to me with this new understanding, what we now need to do is open our eyes, our ears, our minds, and our hearts to learn from her and serve her and all of her children, all of our Gaian family as Gaians. That's so beautiful, Jude. It really opens my heart and invites imagination and creativity instead of being locked into the ways that we've used to think even that genes were not changing. And we learned about epigenetics, and yes, they're changing all the time and responding. But this way that you're framing the catalysis and the enzymes and using the memes instead of the genes, it's a really interesting, all sorts of things are exploding in me. Like I've often heard people even object to James Lovelock's characterizing humans so positively as Gaia's reflective organs. Well, what does that mean? So I hear in you the possibility of, well, we're Gaia's capacity for sharing memes, for expressing her consciousness, for reflecting on what she has created, what she can create, what are the intentions, and maybe you can comment and share if you have any practices that you know that really help strengthen this willingness to listen to Gaia, this capacity for being a catalyst. That sounds like one must have to perhaps surrender a lot of ego that maybe has gotten in our way and gotten us into trouble. Do you have any practices from either wisdom teachings or new teachings that you yourself have discovered? Well, I think you said it. My mum always used to say, whenever I was getting in my head or getting in my ego, oh, get over yourself. And so what I try to do is show up and get out of the way, because, yeah, we can say, oh, we know it and we're so technologically capable. Now, I agree, that wonderful story about the fish and the coral, you know, we discovered because of technology. So I'm absolutely in awe and applaud technology when it serves the greater good, when it helps us remember that we are, you know, microcosms of a living, evolving universe, and that, you know, it and we have meaning and purpose innately, inherently. So my practices are very simple, because I love, Einstein once said, the universe is as simple as it can be, but no simpler. He also said something about we can't solve problems from the same mindsets that created them. So it seems to me we have a number of invitations here. And if we can answer the invitation to wake up, to consciously evolve, to be catalysts, it seems to me we can become Gaias and our entire universe as co-evolutionary partners. But the practice is to shut up and listen. And we were talking about planting potatoes earlier. Yes. We're both gardeners, and you know, for me, my gardening, I learn far more from my garden, from my trees, from my vegetables, from the microbiome of the soil. And I try and shut up and just hear and listen. And I learn so much. And I do feel if we can do that, allied to our technologies, not instead of, for me, it's a both and. We have incredible opportunities to serve Gaia in these 7 generations that we're now bringing into a parallel journey of healing ourselves, because it seems to me that our collective dis-ease is being one of separation. Yeah, that's beautiful. And I think it maybe ties into one of my practices. I've come to call it Care Ma Yoga. And it's also something I used to call the Master Code of Care and Gaia Code of Care. But Care Ma Yoga is something that I kind of like the idea that you do this as a practice. And I say to care for yourself so that you can care for others. And together we care for our places, and all together care for the planet. So there's a fractal unfolding. And I try to do this practice every day. You know, that is how I set my intentions and how I review how my day has gone. And one of the challenges I'm facing in telling the story of Gaia and using the living cities Earth as a new way is how to
wake up a planet of living cities. So I'm wondering if what you're suggesting of being quiet and listen is maybe we can intentionally start with Gaia instead of ourselves, to care for the planet first, so that she then unfolds in us how to care for our places, each other, and ourselves. Do you have any wisdom to share about that possibility? I would just say that this is a very integral way forward, because, you know, the old paradigm of materialism and separation has been a very impositional paradigm of dominance. You know, we've sort of, you know, said it's about control, and it's about mechanistics, and it's about separation. This is offering us, this is inviting us, not just into a very different paradigm, a very different and whole worldview, but it's also inviting us, it seems to me, that it's a both and. We take the best of how that has been, but we bring to it perhaps what might be considered more feminine, or indeed more indigenous approaches, where we attune with and align with the evolutionary impulse as it flows through us. We perceive and experience the world as being emergent. It's not fixed, it's not static, it's living, it's emerging, it's moving, and it's moving through us. And so if we can perhaps bring the best of the past, I'm not saying throw that out at all, but I'm saying to moderate it significantly, to realize that we're not in control. It's a fallacy, just as the separation is an illusion, control is a fallacy. What we can proactively participate in the emergence of an evolutionary living universe, an evolutionary living planetary home, Gaia, fully sentient, not just the biological organisms that she's birthed, but her geology, her minerals, her rocks, her waters, her atmosphere. Because as James Lovelock realized, she exists and evolves as a whole being. And so it's for us to listen to, and the indigenous wisdom teaches us, not just to even our biological brothers and sisters, but to Gaia as an inherent sentience and all those incredible aspects and attributes of her, both in their wonderful differentiation and diversity, but also in their wholeness, and as a member, as an evolutionary participant in a living and evolutionary and living universe. Thank you, Jude. I love the images that you're creating, and I might describe them sometimes as fractal because they're repeating patterns, yes. And holographic, of course, because you're an expert in cosmic hologram as well. But what it comes up for me is when I talk with people, I'm not saying that we're working on a project or on a city, and we're not even working with other beings, but we are as the city, we are as Gaia, because when I'm sort of challenged with that, I ask people to come back to the fractalness of their being and their body. Well, you do have a hand, you have eyes, you have ears, and they're part of a whole. And we know both through our science and our traditional thinking and spirituality that these are beautifully synchronized with one another, and they're coming through us if we, as you suggest, pause and listen and actually manage to articulate the messages that can come through. So Judah, I really appreciate this exploration of bringing time into, say, some synergistic evolution, that we actually have the opportunity to catalyze faster time, maybe even jump time, as Jean Houston says, and bring it into a completely different relationship than we have sort of on our day-to-day calendars. So I'd like to ask if there's anything else you'd like to share with us on Earth Day. What's coming up through your heart and soul and spirit? Yes. This is a science of love, Marilyn. You know, what we love, we care about. So this is the science of love that shows us
that we literally are loved by the entire universe and by our beloved planetary home. So to offer love, you know, this reciprocity, this gorgeous word Aage, that the Quechua people of South America, this mutuality, because we do belong, we are loved. So let us in turn love and care for ourselves, for each other, for our planetary home. We talk at whole worldview, as you well know, act local, whatever that means, you know, feel global and think cosmic. That's perfect. That is what we need to just really soak in that today and feel the love and the consciousness, and that we can think cosmic, feel global, and act local. Thank you, Jude. It's just been a pleasure to be with you. Thank you, Marilyn. Thank you so much. And happy Earth Day, everyone. Happy Earth Day. Adesso. Allora, Anna Carulli, che ringrazio per essere qui con me. Abbiamo un evento piccolo all'interno del Living Cities Happy Planet, un evento internazionale organizzato dai nostri amici internazionali che si occupano delle cose di cui ci occupiamo anche noi. Questo evento è dedicato alla felicità, quindi la felicità intesa come tema principale del nuovo modo di disegnare le città, di fare architettura. E noi parleremo di un tema che in qualche modo va proprio controcorrente. Cioè il nostro tema è che l'Italia è brutta. Noi tutti siamo il bel paese, Anna, ti ricordi? Una volta era il paese dell'eccellenza, Goethe veniva giù in Italia. Dell'eccellenza, della bellezza comunque, tanto declamata. E poi appena esci dai centri storici ti schifi, ma anche nei centri storici io ormai vedo moltissima bruttezza, cioè quei luoghi che erano una volta meravigliosi, rinfrescavano l'anima per la loro bellezza, adesso sono diventati una specie di supermercato. E mi parlava Sergio Loss di questo piccolo centro in Italia del Nord, dove addirittura gli abitanti hanno cominciato a colorare le case di colori più vivaci, perché piacevano ai giapponesi che potevano fare le fotografie, no? Quindi questo è il genere di cose. Qui siamo io e te, ci presentiamo. Anna Carulli è la Presidente dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Io sono Stefano Serafini, il segretario generale della Società Internazionale di Biourbanistica. Faremo una chiacchierata. È un piacere tanto fare questa chiacchierata insieme e parlare di un tema, credo, socialmente ormai importante per tutti noi, anche nel nostro vivere, no? Della nostra qualità di vita, no? Si parla tanto della qualità di vita del cittadino. Io lancerei subito, Stefano, una convinzione di cui l'istituto ormai opera da 32 anni in Italia. Ha introdotto la parola bioarchitettura nel senso lato, no, della filosofia, di un approccio diverso all'attenzione, diciamo, del benessere, no? E quindi oggi più che mai, nel contesto in cui ci troviamo, dobbiamo riscoprire una cultura di un abitare veramente sostenibile, non citarlo soltanto nella sua declinazione, ma veramente tentare di cambiare.
si parla spesso della qualità del progetto, ma veramente per ottenere questa qualità del progetto le opzioni per migliorare questo sistema complesso che è l'edificio in sé per sé, no? A cui noi ci approcciamo tutti i giorni al di là della destinazione pubblico residenziale, non è soltanto il tema energetico di cui poi siamo sempre abituati, no, a ricorrere ultimamente, ma è i punti centrali che ci siamo dimenticati, sono gli aspetti di una salubrità proprio degli ambienti che ricadono sulla nostra salute, e quindi il ciclo produttivo e quindi quella decantata ormai economia circolare di cui sentiamo parlare spesso, no? Ecco, qui c'è un'immagine che voglio mettere, Anna. Sì. Questo è un grande architetto, presunto tale, grande soprattutto in termini di budget, mi rifiuto di farne il nome. Questo è il vulcano Buono, costruito a Nola, cioè un enorme centro commerciale che avrebbe rivalutato il territorio, secondo questa mostruosità. Ecco, questa invece è Piacenza. Sì. Anche questa la chiamano rigenerazione urbana. È di nuovo un altro grande centro commerciale, un grande parcheggione, asfalto, eccetera, eccetera. Naturalmente ci metteranno qualche piantina per far vedere che è green ed ecologico, no? E questo, l'ultimo pezzo, l'ultima immagine, è stato lanciato pochi giorni fa. Una mercificazione, no, dell'immagine. Esatto, non solo, ma è stata addirittura anche modificata l'immagine della Venere dei Botticelli. Se vedi il video, insomma, lo vedranno anche chi ci ascolta, lo vedrà perché è diventato virale. Questo video in cui fa vedere l'Italia pizza mandolini e le grandi bellezze, che chiaramente sono bellezze completamente non comprensibili più perché diventano oggetti da vendere come i cioccolatini Perugina, no? Certo. Qui c'è un'immagine che riprende una cosa che stavo presa da internet, ho trovato qualcuno che ci stiamo osservato. prendendo in giro, ma senza ironia, ma con cattivo gusto, in sostanza. Direi di sì, ma loro non hanno nemmeno il senso dell'ironia, perché ci no, credono. Appunto, non è ironia, ma è proprio cattivo gusto, perché... Guarda, a destra vedi quella piccola immagine, venere.com, questo era un sito che vendeva camere d'albergo, sostanzialmente. Fece un grande successo, prima ancora di booking.com. E anche qui, curiosamente, hanno preso la Venere di Botticelli trasformata in un fumetto. Cioè, proprio un senso, la Venere di Botticelli ha un significato mistico, un significato profondissimo. Assolutamente. Dietro c'è una profondità di pensiero incredibile che rappresenta veramente la cultura italiana, quella bellezza del bel paese. È stata trasformata in questa schifezza. E che è questa? Questo è il centro storico di Roma, riconosci la Barcaccia, molto bella architettura, ma così non è che altro che un mausoleo, non c'è nessuno. È un po' quello che abbiamo visto con la pandemia, no? Le città sono svuotate perché sono luoghi museali per farli visitare ai turisti, cioè per vendere qualche cosa, dove non abita più nessuno. Quindi Appunto, l'Italia si è svuotata. Non c'è vivibilità e ci siamo resi conto durante la pandemia, Stefano, come dico tu, e tantissime persone, no? Si sono rese conto di stare male a casa nei propri ambienti, e quando c'è qualcosa che non va, che ci dobbiamo chiedere come abbiamo gestito i nostri spazi, che non sono espressione di noi stessi, ma bensì abbiamo messo insieme, no, una serie di fattori, fra cui anche la tecnologia, in maniera sbagliata, e non c'è più risonanza con l'uomo, cioè le relazioni che l'uomo nella sua umanità, perché in effetti dico noi non siamo macchine, ci muoviamo con dei ritmi biologici completamente diversi, e abbiamo un po' violato questi limiti proprio perché non abbiamo creato degli ambienti, anche dico famosi architetti che hanno forzato, non andando a mercificare quella che è l'immagine, no, di una possibile buona architettura, sfruttando anche la natura, no? Cioè l'albero in sé deve stare dove deve stare, cioè intanto per un rispetto dell'ecosistema e dell'habitat, vuol dire che io non lo posso violentare, non devo rispettare gli equilibri della natura, e devo essere io, uomo responsabile della gestione del territorio. C'è una cattiva gestione del territorio, Stefano, che non è sicuramente la tutela e la valorizzazione di questi luoghi. Ecco, vedi, non c'è differenza fra una strada di periferia rispetto alla desolazione, no, delle grandi città che, come dicevi tu, sono monumentali. Mi ricorda un po' l'esperimento di Gibelline, no? Sì.
Hanno fatto questa cosa magnifica che era morta praticamente, un che era cadavere. morta di per sé, era un'opera d'arte bellissima, ma lì per essere ammirata era un'estensione, come dire, un grande, diciamo, una grande progettazione narcisistica, ma in effetti non era utile agli abitanti perché non si riconoscevano, no? Quindi un fenomeno sociale, una grande lezione per gli architetti. Vedi, qui alle vele di Scampia c'erano pure gli alberi, vedi? Ora, io ti faccio un esempio su questo che stai dicendo. Questa è una zona periferica di Roma, Sì. che Come rispetto a tante quelle... periferie d'Italia, cioè, Esatto. Ci sono questi grandi spazi vuoti, morti, dove c'è anche la natura, nel senso che c'è l'erbetta, l'erbaccia, insomma, intorno c'è qualche alberello e così via. In realtà c'è una disconnessione sociale mostruosa, aiutata dall'architettura, dalla divisione in zoni e così via, cioè proprio una struttura urbana basata sulla rendita urbana, una rendita urbana che è un concetto antichissimo, praticamente vecchissimo, e che ancora viene riproposta senza nessun intervento mediatore da parte dello Stato, che ormai si è disciolto nell'acido come la vittima di un mafioso. Abbiamo la mafia del mercato che impone la qualunque e abbiamo degli ambienti di vita che sono desolanti, sia nei centri storici che al di fuori dei centri storici. Quindi le popolazioni vengono braccate e infilate in questi cul-de-sac dove tutto non funziona, l'urbanistica, l'architettura, anche se si nasconde dietro queste apparenze di bellezza, eccetera. Il nostro amico Sergio, il professor Sergio Loss, ci grande parla Sergio Loss. la casa dell'urbanistica civica è l'Italia. No? Ci ha spiegato in questo libro che cos'è il paesaggio, no? Fare il paesaggio vuol dire fare noi stessi. E quindi la distruzione del paesaggio va di pari passo con la distruzione civica, con la distruzione morale del paese. È quello che noi stiamo vedendo. Io ho tirato fuori questa frase come sintesi di questo libro, anche se lui non la dice, cioè l'Italia è una repubblica fondata sul paesaggio, in qualche modo. Che è il famoso paesaggio italiano, che era un modello innanzitutto morale, un modello civico, no? Era una bellezza etica che si vedeva, e poi Era estetica. era una bellezza etica che devo dirti che è stata proprio con cura smantellata. Io amo dire, l'approccio all'etica non esiste più nei vari settori, c'è molta confusione, approccio confusionario e intanto tutti sono tuttologi, c'è come dire, un effetto della società di degenerazione, no? Su quello che è il pensiero critico che ognuno di noi può esprimere sicuramente, ma quando ne ha le competenze, no? E allora c'è una confusione generale, tutti dicono tutto il contrario di tutto, per cui non c'è intanto un approccio di etico su quali sono le ma l'abbiamo visto nelle varie manifestazioni da quello che è la medicina, no? Da quello che è successo nei vari ordini in tutta Italia in questi 4 anni. Si è frammentata quell'etica e quell'approccio proprio nei confronti proprio del bene comune e quindi del benessere abitativo interno e esterno, perché il cittadino, quando noi parliamo di qualità di vita, dovrebbe vivere anche la parte urbana, no? La parte della città, la parte fuori, no? Abbiamo l'indoor e la vive già male proprio perché sappiamo che l'inquinamento indoor è altissimo, lo dicono i nostri studi, dico non solo noi, ma dico da tanti anni, sappiamo che i livelli sono diventati altissimi di inquinamento e attraverso le smart city abbiamo intanto ignorato quei bellissimi strumenti che erano i PAES, i piani di azione sostenibili delle città, in smart city, città intelligenti che si muovono soltanto secondo il recepimento di finanziamenti nei vari assi. Non c'è un pensiero ragionato di ricucire, di ricucitura del territorio, che non vuol dire soltanto intervenire dal punto di vista urbano, ma anche da quello sociale. E mi piace citare Lorenzo Fioramonte, l'ex ministro, che appunto parlando e dialogando qualche anno fa, proprio durante la sorta, mi ricordo nel periodo del lockdown, no? Piacevolmente, ragionavamo che lui riconosceva come economista, e io sinceramente sono stata meravigliata da questa sua opinione, perché l'ho trovata assolutamente per noi calzante dell'istituto, l'indicatore sociale in una economia circolare è proprio l'uomo. È cambiato in effetti
l'uomo è al centro perché ne è responsabile, come dicevo prima, quindi l'economia circolare dovrebbe soddisfare quelle 3 caratteristiche, no? Della sostenibilità, e quindi prima di quella ambientale soprattutto quella sociale e economica, che non esiste più, non esiste dal punto di vista dell'inquinamento, perché se tocchiamo appunto anche il discorso, come diciamo, di salubrità e di vivibilità, non abbiamo perso anche quella, no? Sì, io mi quindi, occupo degli aspetti psicologici, per esempio, esatto, neuroergonomici. Le città sono come le case, le piccole bare infatti, sostanzialmente. e quindi sai il principio quando dicono, ti dicono i decreti, no? Perché che dicono benessere psicofisico, già questa parola racchiude, no? Un essere, no? Dell'uomo che in effetti, come dici tu, visto che ne studi appunto i fenomeni, sai perfettamente la ricaduta, no? Sulla parte psicologica, no? Il brutto è Sì. quello che vediamo, questi scampoli Sì. di etica sono trasformati in moralismo con il quale magari si cerca di mandare in galera il vicino di casa perché non aderisce a certe ideologie, perché lì stiamo andando. Queste cose esatto. meravigliose, queste pietre che parlano, che insegnano la civiltà, vengono trasformate in oggetti da vendere sul mercato turistico. Cose come queste, cioè piccole memorie contadine, piccole strade di selce, eccetera, vengono asfaltate, cancellate, distrutte. Che erano in armonia, no? Anche nello scambio dei materiali, quindi nell'uso dei materiali. Questo è Siena, i famosi affreschi del Lorenzetti sul bene comune e il bene proprio, propriamente chiamati il buon governo e il cattivo governo. In realtà il buon governo, il vero nome era il bene comune, cioè dove le persone, i membri della città, avevano capito che c'era un bene condiviso che doveva essere protetto. Quando invece si arriva al bene proprio, cioè all'interesse personale, abbiamo la mostruosità della città che uccide se stessa alla campagna. E io non ho soluzioni, nel senso che con la biurbanistica quello che facciamo noi è recuperare questi aspetti umili del vivere civile, dove in qualche modo si cerca di superare questo egoismo folle e suicida che ha invaso con questo individualismo insostenibile, ha distrutto il nostro mondo, la nostra cultura, la civiltà italiana, nella speranza di poter tornare a questa Italia, che non è certo la Venere della Sant'Anché, trasformata in un pupazzetto. Lei dice la Venere di Botticelli deve diventare la nostra influencer nel mondo. Ma c'è come dire, il rapporto con la natura, no? Vedi la bellezza, comunque l'arte, no? Che abbiamo trasmesso, che ci hanno trasmesso, no? L'Italia ne è stata sempre, come dire, portatrice, no? Proprio il mistero della vita nascosto, diciamo, dalla bellezza, dalla maternità, no? Dalla terra, dalla madre natura, che era riconosciuta, no? Nel corpo della donna. Quindi qui ci sta dietro anche un ritrovarsi, no? Nell'essere sociale della valenza proprio dell'essere in sé per sé, no? Ritrovare se stessi. Ed anche il bel vivere che era un'arte italiana, adesso non lo è più. Quindi io, Anna, ti faccio una domanda, perché io quando mi chiedono se sono italiano, perché molto spesso mi chiedono ma tu sei italiano? E dico sì, ma in esilio. E cioè credo che ci siano tanti italiani, tante persone come te, persone che fanno ricerca, studiano, che vanno controcorrente, eccetera, che sono profondamente italiani, cioè corrispondono all'immagine di questo quadro, però non appartengono più a questa Italia come Italia-nazione, diciamo, no? Un'Italia che manda armi in guerra, un'Italia che scaccia sindacalisti, un'Italia che non conosce più la giustizia sociale, che ha distrutto il sistema dei servizi nazionali, che distrugge le sue città, la sua natura, che svende tutto quello che può svendere, eccetera. Io non mi sento di appartenere a questo paese, però mi sento profondamente legato all'Italia come idea, un concetto molto alto, molto profondo, che è completamente all'opposto di un modello culturale che ci è stato rovesciato sulla testa come un secchio di immondizia. E penso che noi, diciamo esiliati in qualche modo, dobbiamo ricostruire l'Italia, ritrovare questa luce di felicità, sostanzialmente, che in qualche modo viene cercata da tutti. Io ricordo un piccolo racconto di una scrittrice russa, l'ho tradotto, lo tradussi dal russo, si chiamava Senza, era il titolo, e la storia era cosa sarebbe se il mondo senza l'Italia. Era il più bel canto d'amore che abbiamo mai letto sul nostro paese, e ti faceva capire che l'Italia non appartiene alla nazione italiana,
agli italiani in quanto italioti, eccetera, eccetera. È un bene universale. È un bene universale che appartiene a tutti e che dovrebbe essere protetto da tutti, purtroppo anche dagli italiani stessi. Ma la tua domanda qual è? La mia domanda è: tu cosa pensi fare? Tu con la bioarchitettura hai fatto grandi sforzi, grandi sacrifici per cercare di portare avanti un disegno, un progetto. Cioè, quando si parla di bioarchitettura molti pensano a casa clima, no? I modelli tedeschi, la tecnologia, abbiamo visto i CAM obbligatori per i bonus 110, eccetera, eccetera. Tutte cose che tradiscono lo spirito di quello che vuoi fare. Quindi come pensi di contribuire a questa comunità in esilio? Ma intanto il decreto CAM non è quello che è stato applicato nel 110, certo. Chiariamo perché il decreto che poi è stato abrogato appunto dalla nuova norma che è entrata in vigore il 4 dicembre scorso, abrogato appunto il vecchio decreto del 2017, sono quei criteri di bioarchitettura, diciamo di qualità del progetto, ecologia nel progetto, come sottolineiamo noi, che sono quelle soglie di qualità che il decreto recita finalmente, direi, anzi devo dire che la nuova norma recita un approccio all'architettura ecosostenibile. Finalmente noi ci rivediamo in pieno in un decreto che non speravamo veramente ma lo applichiamo da 30 anni, non solo certo. io, ma tutti gli esperti di bioarchitettura, nella qualità, quindi nei nostri cantieri, l'abbiamo sperimentata mettendo, e tu sai che nelle piccole cose, no? Pian pianino, nei piccoli cantieri in tutta Italia abbiamo sperimentato la buona architettura, quindi l'ecologia nel progetto, studiando i materiali, quando prima non c'era anche un mercato, adesso un po' si è attivato il mercato verso una direzione di produzione propria, diciamo, sul proprio territorio, quindi anche le distanze fra la produzione dei materiali naturali o comunque che possono essere riciclabili, eccetera. Il decreto molto distante dal 110. Il 110, il decreto era partito come ecobonus e poi dopo qualche mese, anziché applicare le 17 categorie del CAM, ne ha applicate soltanto quello del risparmio energetico. Quindi noi diciamo sempre in bioarchitettura che parlando della qualità e dell'ecologia del progetto non è solo il risparmio energetico, è lavorare, è veramente progettare o recuperare in un sistema costruttivo meraviglioso che noi abbiamo nelle nostre città, nei nostri borghi, soprattutto ridare vita. E questo è una cosa che gli italiani sapevano fare benissimo. Io quello che vorrei fare con voi è fare un bel manuale di tecniche costruttive, eccetera, bisogna farlo perché voi state raccogliendo questa sapienza regionalistica, soprattutto, che è molto importante. Infatti, Stefano, devo dirti che noi crediamo dopo 32 anni di aver già detto tutto e invece ci accorgiamo che sappiamo tutto perché l'abbiamo incamerato dentro di noi, ma diciamo questa consapevolezza e sapienza, ma in effetti adesso più che mai la dobbiamo divulgare perché in effetti attorno a noi ci sono molti che non hanno questa consapevolezza di quello che noi abbiamo acquisito in 32 anni in maniera istintiva, come decisione di filosofia di vita, no? Come progettisti, sappiamo che nell'istituto dicono non siamo solo architetti, ma siamo multidisciplinari, quindi c'è il medico, il fisico, per cui il nostro essere insieme, ragionare insieme, confrontarci e ci ha portato a delle consapevolezze importanti. Spesso io ti posso dire che come siciliana molti mi chiedono perché viaggio spesso, ma ritorno sempre a casa. Mi chiedono come mai lei non abita a Roma? Io rispondo che in effetti mi sono resa conto negli anni, dopo aver viaggiato molto, che in Sicilia, proprio perché è un'isola, come tutte le isole del resto, come può essere anche la Sardegna, c'è un isolamento naturale molto salvifico, dove si nasconde una cultura molto antica. Ma questo dell'isolamento è un tema molto interessante. Io vedo esatto. In questo dipinto c'è quella piccola costruzione, no? Quell'isolamento lì in mezzo alla campagna. E me lo richiamava per questo. Sì, siamo lì. Me lo richiamava. Chi ha disegnato quella cosa era un bioarchitetto del tempo, che si chiamava solo architetto a quei tempi. Come forse era un contadino. Sicuramente come tu ben sai, non è solo la Sicilia, ma c'è tutti quei luoghi, no?
isolati che in maniera naturale mantengono quelle caratteristiche dove tu in effetti come uomo, anche senza conoscere in maniera tecnica, no, l'architettura o comunque i luoghi, stai bene in maniera istintiva e percettiva, perché noi viviamo di risonanze, risuoniamo. E io pongo una provocazione qui, Stefano, perché chiaramente noi stiamo vivendo un dramma in questo momento, anche se parliamo di tutela dell'habitat, abbiamo parlato dell'urbano, a livello urbano, ma adesso non solo a livello nei centri urbani o comunque nelle grandi megalopoli, ma anche in territori belli come questi ci sono seminate radiobasi 5G, adesso si sta andando verso il 6G, c'è una rete neurale, no? Che si è venuta a creare, che ha sostituito quello delle piante. È una rete di controllo, ma è molto grave, certo. ma è molto grave, perché io direi che queste antenne hanno in maniera negativa imitato quello che le piante in maniera naturale nella loro relazione neurale, diciamo, di parlarsi, no? Di dialogare non solo con le radici ma anche con le foglie, quindi in questo meraviglioso equilibrio, no, della natura che noi dovremmo quantomeno osservare, da cui trarne, tra l'altro, come dice Stefano Mancuso, no? Come dire, l'esempio primo, ma lo vediamo anche nei dipinti degli artisti, no, del Rinascimento, comunque degli italiani, no, che imitando e osservando la natura hanno tradotto, no, nelle opere d'arte quel misticismo, no, quella magia importante della vita proprio, no, nella radice, nell'essere della vita. E questo lo ritroviamo nei luoghi isolati, nei luoghi sperduti, lo ritroviamo lì, ma perché ritroviamo la matrice primordiale, no? Sì, Ci diciamo, riconosciamo. in termini marziani si chiama capitalismo, che ha raggiunto una concentrazione profondissima e usa la tecnologia in tutti i sensi possibili e immaginabili per potersi espandere. E in qualche modo Guy Debord diceva che l'immagine, in qualche modo, la concentrazione massima del capitale. Quindi non a caso queste tecnologie sono funzionali alla trasmissione di immagini. Assolutamente Cioè sì. trasformano il reale in qualcos'altro, o meglio, ci disconnettono dal reale per immetterci Ci in un mondo disconnettono, è immaginifico. bravissimo, ci disconnettono dalla reale, diciamo, da quella che potrebbe anche essere un'altra illusione, ma ne creano altre, no? E basti Che pensare sono al metaverso, funzionali ad altre logiche, cioè non sono logiche altre di base. logiche dove chiaramente c'è un'inibizione, quindi sempre lì nel discorso di inibire poi la volontà, non c'è più il senso critico, no? Il pensiero critico, scusami, di chiedersi dove stiamo andando, di fermarsi un attimo. Abbiamo visto come abbiamo reagito durante il lockdown, no? Cioè si sentivano dire, si sono fatte delle cose gravissime in violazione del diritto umano, no? Dei diritti umani. Ma dico, per quanto ci sono state delle reazioni, ma sono state disattese. La stessa cosa sta accadendo gravemente in maniera silente nella distribuzione di queste grandi società che producono economia, quindi i governi, no? Anche il nostro governo, ma tutte le amministrazioni, anche se qualche piccola amministrazione, diciamo, lo combatte, viene subito per delle cause a TAR, no? Quindi Il territorio si è disconnesso, Anna, cioè siamo disconnessi nel senso che non c'è possibilità di azione apparentemente. Mentre l'uomo del Rinascimento, l'uomo del Medioevo, sapeva che se faceva un'azione otteneva una reazione in qualche modo, e sapeva che se si univa ai suoi simili otteneva un risultato ancora più forte, e così nascevano le città, sostanzialmente, così nascevano le comunità, progetti comuni, no? Oggi comuni, certo. Siamo separati, siamo individui dispersi in questo mare di immagini e la nostra azione non corrisponde a una reazione, siamo in qualche modo castrati, in qualche modo impotenti. Esatto. Quindi è un processo complesso, no, che abbiamo di fronte, che si disarticola in qualche modo anche nel paesaggio, nel modo di fare architettura, nel modo di costringerci nei cubicoli in qualche modo, e secondo me il nostro lavoro va in direzione opposta, quindi speriamo bene per fare tornare un bel paese che adesso non c'è più. Comunque posso dirti, Stefano, che non siamo pochi, cioè nel senso che c'è stato, io credo, in una situazione del genere, anche un risveglio, un rinascimento da un'altra parte a livello proprio interiore, sociale, di molti che cominciano a dire no, finalmente. E questo è un risveglio.
dal punto di vista proprio intanto anche di rapportarci nel bene comune, nel bene sociale. C'è, come dire, una separazione, no? Tra quelli che sono assoggettati, ormai persi, no? Confusi, e quelli invece che reagiscono. E questo dipende chiaramente da quello che dicevi tu prima, no? Dal fatto di essere connessi, da una connessione, ma di sganciarsi anche da un mondo così virtualmente creato, no? È un mondo fasullo, un mondo virtuale in cui ci si rifugia perché effettivamente c'è un vuoto poi alla fine, no? Quindi Anna, noi concludiamo così, diciamo, questo è il messaggio che diamo ai nostri amici di Living Heart, questa bella fanciulla addormentata che rappresenterebbe in qualche modo l'Italia. Bellissima Speriamo immagine. che si goda il suo sonno, che poi si risvegli in una nuova primavera, che non è quella del Botticelli farlocco creato per fare pubblicità. Assolutamente. Anna, grazie tante per questa chiacchierata. Grazie. Noi ci vediamo presto dal vivo. Sicuramente. Grazie tanto a tutte e due. Volevo solo dire che mi è piaciuto molto lo che ci hanno detto. Grazie di nuovo. Grazie molte. Mille grazie. It was beautiful, right? Very nice. I listened to the whole thing in Italian. But it was about the reawakening and the people getting perhaps a little bit distressed in Italy about what has become a kind of a brutalization of the cities and of our sense of aesthetics. But I leave it here. We're now on to the Norwegian section, aren't we? We are. And we are lucky to have our own Sergei Dmitriev, who had spent more than half of his life actually in Norway, and he worked in many different interesting projects over there, studied, explored life. And Sergei, before we switched to Norwegian, actually we had a couple of sessions today in different languages, but we asked our distinguished speakers to give us like a 1, 2, 3 minute intro into their topics. For example, Ilgar Allahverdiyev from Azerbaijan, he was speaking today in Azerbaijani and Turkish about the goodness and responsibility in context of the Earth Day. And he gave us a preview, and it was so enlightening. So he's a philosopher and a theologian. Alexander, how do you say theologian? Yes, you did it perfectly. Theologian. Right, and so it was so enlightening. So before you switch to the beautiful Norwegian, which we will also enjoy, of course, as well as our listeners on YouTube and in recording, could you give us a brief sort of 2-minute overview of what you are going to share with our audiences? Sure. So I was thinking today about talking about the definitions of impacts. Different definitions, like wanted to touch on like impacts can be positive and negative. They can be planned or unplanned. They can be short-term and long-term, direct and indirect. And I wanted to go a little bit deeper into all those definitions. I want to talk about the differences because a lot of the time people mix together responsible, sustainable, and impactful. And to me, those things are obviously 3 different things where we need to separate them from each other and be very clear on what do we mean. Are we talking about responsible, sustainable, or impactful? Or evolutionary, right? Yes, and I mean, this is another interesting touch. And then I was thinking about showing a model how we like to look at impact calculations. So if you want to quantify those things which are often seem non-quantifiable, I wanted to share kind of a framework around this. Wow, impressive. Well, I always feel sort of very much admiration and respect for people who speak so many different languages. But to tell you the truth, Norwegian, you are the first person I know who speaks Norwegian.
there are not many people speaking this language in general because overall we only have 5.5 million Norwegians. So the area I live in San Diego is larger than the whole population of Norway. Wow, impressive. We have a Northern Countries Museum in Seattle, and the letters on the museum look exactly like those which you show on the screen. So I understand that we are somewhere in the Northern Europe. All right. I wonder, can you guys see my screen? Yes. Yeah. All right. Cool. So without further explanations, let's turn or switch to Norwegian and start talking about impacts. How do you say thank you in Norwegian? Tusen takk. Tusen takk? Yes, or takk. You can just say takk. Okay. Takk, Sergej, takk. Ok, da switcher vi over til norsk, og så skal vi i dag snakke om hvordan skaper vi og måler effektene. Og jeg skal forklare, jeg skal gå litt dypere i definisjoner, hva vi mener med effekter. Og det hele skjer i dag med Spaceship Earth. Dette en non-profit organisasjon som sikter å lage broer mellom byene i hele verden, så vi sikter på å hjelpe 10 000 byer og 1 million ledere i disse byer, og knytte bånd og egentlig skape effekter på disse byene hvor vi bor i. Det totalt cirka 10 000 byer i verden, og lykkes vi med det, så håper vi at dette blir veldig bra. Ok, så da skal vi snakke litt om definisjoner på effekter. Jeg bruker å oversette fra engelsk impact, og jeg ønsker å liksom gi meg min egen definisjon, fordi det så mange forskjellige definisjoner som ute og går der. Så når jeg sier effekt og impact, så mener jeg effekt på de overordnede, integrerte, langsiktige, systemiske konsekvensene av organisasjonens eksistens på miljøet og samfunnet. Og hvert ord som vi har betyr veldig mye. Altså, jeg kan ta ord for ord for å forklare litt bedre. Når vi snakker på integrerte, det betyr at vi ser på alle effektene som skapes, ikke bare det du ønsker å se, men også det du ofte ikke ønsker å se. Og hvis du ser, vi kan dele effektene i flere forskjellige par. Jeg kan gi eksempler senere på positive og negative effekter. De kan være tilsiktede og utilsiktede, så noe som du planlegger eller ikke. Kortsiktig og langsiktig selvfølgelig, og direkte og indirekte. Så det disse 4 par jeg ønsker å se på litt nærmere. Og hvis du ser på det kjedet som jeg har helt nederst på skjermen, det starter vanligvis med en input, og så det noe som kommer inn. Din organisasjon gjør noe med disse inputene. Du gjør, altså jeg kaller bare aktiviteter som skjer internt i organisasjonen din, og så blir det noe som kommer ut etter at du har bearbeidet materiell, for eksempel, så har du noe output, ikke sant? Mens det å bare produsere dingser ikke alt. Etter at du har produsert en dings i bedriften din, så får du en outcome, jeg kaller dette utfall på norsk. Men igjen, det resultatet som blir skapt, og det utfallet som du får, det stopper ikke der. Systemet går videre, og systemet endrer seg som et resultat av din bedriftens eksistens. Og det de egentlige effektene, det det siste ledet vi ønsker å se på når vi snakker om effektene. Jeg skal gi eksempler senere, men bare for å ta noe nå med en gang.
Forestill deg at bedriften din, la oss ta en skole, og I en skole så har vi elevene som input. Skolen gjør aktiviteter, forskjellige aktiviteter, vi har forskjellige fag, og etter at du mestrer faget så har vi output, også det du som elev kan noe. Og dette resultatet dette det resultatet som skole har skapt. Etter at nå har du bevisst at du kan visse ting på en eksamen. Nå har vi en utfall, altså du har fått ener I faget, men hva blir de langsiktige effektene av at nå har vi et menneske som kan si matte eller kjemi? Effektene blir ikke synlige før eleven begynner å jobbe og begynner å bruke disse kunnskapene som har blitt skapt på skole, og det da de virkelige effektene kommer inn I bildet. Ikke sant? Når du begynner å jobbe og skape ting med det kunnskapet som du har fått I skole, det da vi ser de langsiktige effektene, og det disse greiene egentlig veldig interessant å se på, og da kan vi snakke om ikke sant, hva oppnår vi av å ha skole. Så selvfølgelig alle disse effektene vi snakker om, det alltid både positive og negative effektene som finnes. Du må bare grave dypere og analysere bedre, så det jo mulig at du har bare en av de, og så det kan ikke være at effekten bare positiv eller at effekten bare negativ. Du finner alltid den ene og den andre, og det derfor vi, når jeg snakker om effekter, så ønsker vi å se på integrerte effektene. Altså vi tar alt det negative, vi tar alt det positive, legger det sammen, og da håper vi at summen blir på en plusside. Eksempel, la oss si at vi bygger, la oss ta Afrika, og de har ikke vann, og vi begynner å digge på vann et eller annet sted. Når du digger, så ødelegger du jorda. Og si det en mark som bor der hvor du digger. Så for selve effekten av å digge har den negative side, I hvert fall for den marken som bor der. Han får ikke bo der lenge, ikke sant? Og jorda blir annerledes etter at du har gravd et brønn. Og så når vi ser på den positive siden, så på den ene siden så har vi den negative effekten av at vi har ødelagt litt grann av jorda og bostedet til en mark. Fra en annen side så har vi nå laget en brønn, og der det vann, og det vannet nå endrer miljøer og endrer samfunnet, det lille samfunnet som bor I området. Og jeg håper det selvfølgelig at når vi legger sammen disse konsekvensene, så blir effekten av brønnet positiv overalt, og så integrert I effekten blir positivt. Når vi snakker om effektene, så snakker vi alltid om system. Altså, det ikke nok å få resultatet. Vi ønsker å finne systemet I en helt annen tilstand. Altså, når vi snakker effektene, så det alltid en endring av tilstand, og det systemiske konsekvensene vi ønsker å se på. For systemet går fra tilstand A, som du ikke nødvendigvis ønsker å ha, til et systempunkt B som du ønsker å ha. Og det gjerne du planlegger slike ting. Du setter deg mål, og så prøver du å måle hvordan kan vi nå det målet. Hvis vi ser på de andre parene her som jeg har på skjermen, så selvfølgelig effektene kan være tilsiktede og utilsiktede. Det noe du planlegger. Bygger du en broa mellom to punkter over elva, så har du visse effektene som du forventer og som du ønsker å ha. Jeg vet ikke, kanskje
du knytter en by tettere av å ha en bro og bedre forbindelse av de to sidene av en elv. Men det kan være utilsiktede effekter, også noe som du ikke har planlagt, noe som bare skjer, og som du oppdager etterpå. Og selvfølgelig, hvis vi ønsker, altså, vi snakker om bedre planlegging alltid, fordi det mange ting som vi ikke tenker på mulig å finne ut hvis du bruker nok tid på å utforske litt grann, hvis du snakker med de folka som bor i området, hvis du engasjerer samfunnet, du engasjerer forskjellige stakeholders, så det mulig å i hvert fall å finne en del av de utilsiktede effekter som ofte skjer som et resultat av vårt arbeid på forhånd. Og vi ønsker selvfølgelig å finne ut mest mulig før vi gjør ting, og kalkulere og ha et svar egentlig før vi implementerer et eller annet, slik at de meste av effektene blir tilsiktede, og at vi minimerer de utilsiktede. Det alltid selvfølgelig kortsiktige og langsiktige ting når vi ser på det, på de effektene, for det noe som skjer ofte umiddelbart, men for eksempel hvis vi tar skole igjen som et eksempel, så det de langsiktige effektene som mer interessante, også hvordan endrer samfunnet seg, hvis alle får for eksempel høyere utdannelse. Og det veldig interessante ting å se i perspektivet, ikke sant? For det veldig lett å se liksom umiddelbare effektene, men det de langsiktige som sagt som ofte tar 10 år å se på, og så begynner du, la oss ta noen bransjer her som ikke olje i Nordsjøen, som et godt eksempel. Det bare, vi har drevet der i, jeg vet ikke, 40-50 år nå, med oljeutvinning, og vi ser bare nå noen av disse effektene av oljedrilling i Nordsjøen, og konsekvensene kommer veldig sent. Og det disse langsiktige effektene som veldig morsomt å grave i og se på og kalkulere og kvantifisere. Og jeg skal snakke litt senere hvordan vi kan kvantifisere sånne ting, men selvfølgelig når det tar 10 år og 10 år på å finne de ut, så det ikke noen enkle løsninger der, så selv om vi kan gjøre det i teorien, så i praksis så må du vente, av og til så må du vente i 30 år før du ser disse greiene og kan validere, så selv om modellen kan være sant på hvordan du kalkulerer disse ting, så det ikke nødvendigvis at du har fasit før 30 år har gått. Det siste paret her som jeg har på skjermen direkte og indirekte konsekvensene, så ofte, altså hvis vi tar et eksempel når vi graver ut brønn, så vann, og det å ha vann i samfunnet, det lille samfunnet hvor brønnet befinner seg, blir en direkte konsekvens, men det masse indirekte konsekvenser som jeg kan tenke meg som kan oppstå. Så hvis et sted for et brønn som tidligere ikke har hatt det, det kan være at flere mennesker begynner å flytte til det området, og fordi flere mennesker kommer inn, så kan det både miljømessige konsekvenser være, og ikke nødvendigvis positive, ikke sant? Jo mer mennesker som bor på et sted, så kan du snakke om, jeg vet ikke, det blir mer avfall, for eksempel. Det kan være også positive ting, også økonomiske konsekvenser av å ha flere folk bo i området kan være positive. Men det veldig interessant å se hva som skjer indirekte, det ikke sant, det ikke vann i seg selv som gjør en endring, men det et systemiske endringene som skjer rundt en område
som har brunn og et område som ikke har brunn, kan være dramatiske. Og det selvfølgelig, hver gang vi snakker om effekter, så det noe som verdt å studere. Neste del som jeg ønsker å dedikere kanskje 7-10 minutter på å diskutere, det at det finnes 3 forskjellige kilder til effektene. Vi kan snakke, også hvis vi ser på bedrifter, så kan vi ofte snakke om at bedriften kan ha en effektfull forretningsmodell. Du kan også ha effektfull drift, og du kan ha effektfull fortjeneste. Og jeg ønsker å separere disse 3 tingene, men før vi går der, så ønsker jeg å gå litt nærmere i definisjoner på ansvarlig, bærekraftig og effektfull, for jeg ikke sikker på at alle har samme definisjon som jeg bruker, eller ofte så ser jeg at folk mikser disse ting seg imellom. Men hvis vi tar det hver for seg og analyserer, så når vi snakker om ansvarlig og ansvarlig utvikling, responsible på engelsk, da fokuserer vi på at bedriften min gjør mindre skade og prøver å gjøre mer godt. Altså ansvarlig utvikling eller ansvarlig ledelse forankret i ESG og CSR, også miljø, sosiale og forretningsetiske forhold, eller corporate social responsibility som vi snakker om. Det mange gode praksiser der for hvordan man kan redusere naturressursforbruket, respektere menneskerettigheter, vi kan gi lik tilgang til arbeid og gode arbeidsforhold for ulike mennesker. Hvis organisasjonen din god på ansvarlig utvikling, den kan være vennlig mot andre mennesker, ansatte, partnere, kunder, allmennheten og mot naturen. Det bare en del av kaka. Og da fokuserer du på bare en del. Mens når vi snur til bærekraftig, så når vi sier bærekraftig, så det eneste det betyr at du kan operere i det uendelige. Så bærekraftig, da mener vi at din organisasjon kan fortsette sin virksomhet for alltid. Du oppnår en naturlig balanse. Hvis du sier om du dyrker dyr og de produserer like mye dyr, og lager kjøtt av de dyra, men du alltid holder den balansen. Du slakter 3 kuer, og så føder 3 nye kuer, og du holder den balansen kontinuerlig, så driver du bærekraftig. Du kan faktisk ha dyr under forferdelige forhold. Du kan bruke barnearbeid, du kan gjøre alle disse fryktelige uansvarlige ting, men samtidig som du uansvarlig, så kan du være bærekraftig. Det den biten jeg ønsket å vise. Og helt annen ting, når vi begynner å snakke om effektfull, altså impactful, når vi bruker engelsk, så det den systemendring vi snakker om, og det handler ikke om å bare ha resultater, men det handler om å endre balansen i et hvert system fra A til B, som jeg snakket i forrige eksempel med brønn. Og det kun da vi kan snakke om effektfulle kilder, også de kildene jeg ønsker å gå inn i nå, også forretningsmodell, drift og fortjeneste. Men ha det i bakhoden at ansvarlig ikke lik bærekraft, ikke lik effektfull. Så nå la oss se på de effektfulle, den siste biten, og jeg sa at hvis vi ser på bedrifter, så kan vi snakke om effektfulle forretningsmodeller, og det betyr at det du gjør, og så endre systemet til det bedre. Si om bedriften din faktisk gjør, også alt bedriften din gjør å grave brønner i Afrika.
Så dette vi snakker om at du har da en impactfull forretningsmodell, så hvert krone og dollar som du bruker på å grave disse brønnene, så skaper du en varig endring i disse områdene hvor disse brønnene blir gravd. Og jo mer penger du bruker, jo mer effekt skaper du på samfunnet. Og det selvfølgelig mulig å måle dette. Vi skal snakke om disse ting, hvordan vi måler litt etterpå. Men forretningsmodell kan være effektfull og kan skape den systematiske endringen som vi snakker om nå her. Jeg kan gi et annet eksempel hvor vi ser på Uber og Lyft. Det to selskaper, også rideshare-selskaper som finnes. Og Lyft kjent for å ta ansatte sine veldig nært. De tar vare på ansatte mye mer enn for eksempel Uber-selskapet gjør. De prøver å gjøre mest mulig for sine sjåfører. Og der snakker vi at jo flere folk som blir en sjåfør i Lyft, jo mer endring kan Lyft skape i samfunnet. Og selve forretningsmodellen igjen impactfull og gjør mye gode ting for miljøet generelt. Neste kilde som vi ser på jo effektfull drift, og da det spesielt ESG, altså miljø, sosiale og forretningsetiske forhold vi kan se på. Og det der hvor du kan, jeg husker når jeg bodde i Norge, så hadde vi sånn miljøfyrtårn-bevegelsen, altså du kan sertifisere din bedrift som miljøfyrtårn, og da ser de på, hvor effektfull drift har du, hvor mye vann og elektrisitet du bruker, og du setter deg mål, hvordan kan vi gjøre det bedre, hvordan kan vi bruke mindre vann, hvordan kan vi spare på energi og strøm, for eksempel. Du har visse mål på gjenbruk av papir og alt mulig materiell som blir brukt i bedriften. Så dette alt eksempler på hvordan kan du fokusere på effektfull drift. Og igjen, den ene ikke lik den andre. Du kan ha begge deler, du kan ha den ene av de tre. Og det som skjer veldig ofte, og det jeg ser som ikke så bra, så ofte så vil en bedrift prøve å analysere hvor de gode på, og så jeg resirkulerer papiret i bedriften min, og du prøver å snakke om det, og alle dine e-poster har en linje på bunnen at vi resirkulerer alt papir i bedriften vår. Men ser du på hva bedriften gjør ellers, så kan det være ganske fryktelige ting som skjer både på forretningsmodell og på fortjeneste som bedriften skaper. Så dette rett og slett en invitasjon på å se på det totale bildet og prøve å analysere helheten, og ikke bare det du liker å se. Det selvfølgelig mer interessant å se på ting som ikke så gode, og prøve å forbedre de enn å gå og bare veive med det vi gjør allerede. Så siste biten der på det bildet effektfull fortjeneste. Det rett og slett bedriften din selger for 100 000, og du bruker 70 000, du tjener 100 000, differansen 30 000, og det fortjeneste som du sitter igjen med, hvordan blir det brukt? Ikke sant? Og vi ser masse eksempler i dag i bedrifter hvor de velger å donere en del av fortjenesten til gode formål. Jeg vet om bedrifter som tar 1-2-3% av fortjenesten og putter det i forskjellige fond. De donerer penger til forskjellige miljøorganisasjoner, sosiale organisasjoner,
prøver å bruke en del av fortjenesten på gode ting og på å gjøre en endring i samfunnet, ofte lokalt, som av og til globalt. Så selvfølgelig jo flere folk som velger å gjøre det, jo bedre blir det in the long run. Så igjen, hvis jeg ønsker å vise disse 3 mulige kilder, slik at hvis du eier en bedrift, og hvis du jobber i en bedrift og jobber med disse tingene, prøv å ha det helhetlige, prøv å skape det helhetlige bildet for dere. Se på liksom, ansvarlige ting og ansvarlig ledelse, se på bærekraftig ledelse, se på effektfull ledelse, ta alle disse ting sammen og ha en debatt eller ha en dialog med ansatte. Hvordan kan vi oppnå bedre resultater på alle disse tingene? Og husk på effektfull, så har du også disse 3 kildene som jeg nettopp viste deg. Så dette bare en invitasjon igjen til alle for å gjøre en bedre jobb og gå litt dypere. Og siste 5 minutter som jeg ønsker å bruke på, det å vise dere en liten modell. Hvordan kan vi dokumentere disse effektene? Og jeg har tatt et eksempel hvor, la oss se på 2 bedrifter som produserer møbler, og så du ser den kjeden som jeg snakket om, fra input, aktivitet, output og outcome, og etter det så har vi de langsiktige effektene, og det som jeg ønsket å vise her, det mulig å dokumentere alle steg i denne prosessen. Du ser her at en bedrift tar kjemikalier som blir brukt hos oss. Du kan velge, selvfølgelig du alltid har et valg hva som kommer inn. Du kan velge billig, ikke nødvendigvis bra kjemikalier for å bruke også i produksjon. Du kan fokusere på miljøvennlige kjemikalier. De kan koste mer, men de kan gjøre et forskjell på miljøet hvis du ser og evaluerer det helhetlige bildet. Så når vi ser her på aktiviteter som skjer, altså du kan egentlig ha en teknologisk prosess som blir fokusert på å gjøre minst mulig skade, og kanskje ingen skade, og det beste ville vært om du analyserer og kalkulerer altså hvor mye materiell for eksempel vi bruker, hvordan skaper vi det materiell, hva blir de effektene av dette, og da snakker du igjen om disse kjemikalier som vi bruker, ta alle de 3 biter, ta ansvarlig, ta ansvarlig, ta bærekraftig, ta effektfull, prøv å legge det på hver eneste input som din bedrift har. Prøv å se og analysere hvor godt kan du gjøre, hvordan kan du altså ideelt sett så du alle 3 ting samtidig, ikke sant? Ideelt sett så du både bærekraftig, det betyr at hvis du kutter et tre, så helst du sørger for at et tre blir plantet. Og du må se det i lengden selvfølgelig, så trenger du 10 treer, så må du plante 10 treer, men ikke bare 10 treer, fordi hvis du kutter et tre hver måned, så må du sørge for at hver neste måned så har du igjen et tre å kutte, så da må du gjøre ganske mye arbeid. Og i lengden, ikke sant, at trær ikke gror over et år. De ofte trenger 2, 3, 4, 5, jeg vet ikke, 10 år på å bli fullvoksne.
Og da må du ha de 10 årene I bakhodet når du planlegger hvordan å være bærekraftig. Du kan selvfølgelig, du trenger ikke å gjøre all jobben selv. Du kan jo velge partnere, altså samarbeidspartnere I innkjøp, også der hvor du kjøper I dag. Du kan spørre hva gjør de bedriftene hvor du kjøper fra, også leverandørene dine. Og hvis de gjør jobben godt nok, så trenger ikke du å bekymre deg. Du må bare spørre, ikke sant, ok, hva gjør dere for å være bærekraftig, hva gjør dere for å være ansvarlig? Og problemet at det ikke ofte vi spør om sånne ting, men begynner alle å spørre om sånne ting, så vi generelt sett, vi kommer ut mye bedre. Så etter at du har skapt et skjema sånn som du ser her, så det mulig å begynne å bruke data bak enhver node som du ser på denne prosesskartet, for å prøve å sette tall. Altså bak hver eneste gullapp som du ser på skjermen, så det mulig å plassere hardfakta. Vi kan måle, altså hvor mye kjemikalier bruker vi, hva skjer I teknologiske prosessen, hvordan påvirker vi helse til arbeidene våre, hvordan påvirker vi altså de effektene, hvordan kan vi her det mulig å gjøre god statistisk arbeid for å se på tall og altså, det umulig, fra den ene siden så det umulig å skape den ideelle modellen. Altså, det alt for mange variabler her som du må se på. Samtidig så det Pareto-prinsippet som du kan bruke her sånn på alt annet. Altså 20% av arbeidet, hvis du ser på dette, så det kanskje 1000 parametre totalt sett hvis du begynner å analysere bedriften din. Men du trenger ikke å ha godt svar på alle 1000, fordi kanskje 10-20 av de store parametrene som skaper mest endring, hvis du starter med de, så kan det være det godt nok, ikke sant? Og du trenger ikke å sikte på å ha ideelt bilde fra dagen, du kan ha godt nok bilde. Og så kan du se på dette som et rullerende arbeid, ikke sant? Det en ting som du kan, disse modellene kan du forbedre fra år til år, fra måned til måned. Du kan hente bedre tall, du kan involvere flere, altså dine egne ansatte, partnere, leverandører, befolkningen, og invitere dem for å skape bedre datagrunnlag for å kalkulere alle disse effektene. Så dette noe jeg ønsket å dele med dere I dag. Da kan vi stoppe vår presentasjon. And we can change back to Lev and back to English. I see that I used half an hour of our time. Do I say tak in Norwegian? Tak. Yes. Mille grazie in Italiano and mille tak in Norwegian. That's it. It's incredible, but I realized that I understand Norwegian because the whole structure, everything was very clear. Very good. Thank you so much for this. Thank you, Leo, for inviting. You know, the impact culture, it's interesting. Maybe I'm one of those ignorant people on this planet, but the impact, the whole idea of impact culture and the sustainable development, I really learned about them maybe 5 years ago, despite the fact, as I said, that I lived all over the world and worked with pretty intelligent individuals, but I have never really heard about them. So it's so important that we start promoting this in more different channels through city administration, through business people, etc.
So I think we'll have a good time doing some good things for our planet. Thank you, Sergey and Alexander. I know that you understand all languages, both on this planet and beyond, at least intuitively from your heart, because your heart intelligence is so augmented. But I did anyway, enjoy the presentation. I very much did. And I like the progression also with the focus on impact and health. That's very, very nice. So thank you. Let's have maybe a 30 seconds break, and then we could go into a short summary of what are our takeaways from the 3 days of meeting with enlightened people and the distinguished partners and speakers. So let's have a short 30 seconds break and then come back for the final summary of Earth Day Summit. Ooh. All right. Well, welcome again to the final part of our Earth Day event. It has been initially thought of as a half-a-day event, actually. Then it became 1 day event and 2 day event, and eventually with this International Day. And it's really funny, the International Day on a global summit. So, but today, as we know, of course, we had those beautiful sessions in many different languages, and it was really to celebrate the planet Earth and the multitude of cultures and people on this planet, the diversity, which is so rich. It would be interesting. Imagine that all of the people on this planet would look the same, like Alexander, for example, or like Sergey, or only male with a beard or without, same skin color, same culture, same language. It would be a little bit different planet, right? Anyway, Alexander, I know that you have a suggestion how we could run this final part, the summary. So if you could share it with us, perhaps. It's also wonderful, and thank you again, Sergey. I just wanted to again thank you. But what you were just saying there about if we all look the same, and look at the faces that we have here also, right? I mean, this is the beautiful full spectrum humaning, right? Getting all of us here. And as we said earlier, in terms of the cities, this doesn't mean that we bring only the most beautiful utopia city. It's like having the most beautiful, like Stefano and Anna were talking about, the most beautiful Botticelli painting, right? Of the Venus just being in perfect condition. No, it is about accepting the rose with the petals and the thorns, and knowing how to celebrate all of life in our cities. Of course, we're looking always for the greater harmonies, and this was the kind of things that Serge was just talking about. I like that in terms of cities that are, in poor design, not supporting health and not only sustainability, but the impact with the outcomes that are just not life-affirming, future-creating, or opportunity increasing. So clearly, we have to optimize those. But at the same time, I think it would be false for us to try to just think about only the good. It's like looking for only happiness, or only up, or turning only to the right, or any of these things. They don't work, right? So we have to look at the living city that has all of these greater dynamics in them.
So I'm wondering, perhaps before we do I'll share with you the idea, and it's a process called check plus delta. And I don't know if anyone else will be joining us during this little interactive part here, but perhaps they will. And in the meantime, maybe we can have another conversation among the three of us who are active here. But we could, the process is called check plus delta. And let me put it here in our chat so you can see what check plus delta means. And here it is. Check plus delta, oops, and I need to do it not just to Lev, but to everyone, is a process where you share something that you learned over these 3 days, something that's going to stay with you, that you feel, oh, this is something I need to bring forward, a new perspective, something that I learned about anything, something that you feel was good to take forward with you from these 3 days. The plus is something that you experienced in these 3 days that's also going to stay with you. Something, a process, an experience that you had, a feeling that was generated that you want to take with you forward. And the delta is something that you'd like to see change. It's not necessarily a criticism. You might say, I want to see more of this, or I want to see less of this, or I want to see something different in our next time, because there will be a next time, and there will be more living citying, if we were going to put that into a verb, as we go forward. So that's just a suggestion, but let's get to that perhaps toward the end, when we're really reflecting on what it is that came out of our time here, what we want to take with us, kind of the gifts that we'll be taking, from learning to experiencing to our ideas for change. Good. That's just something that we can go with. But perhaps we could also start a little bit of conversation, at least among the three of us, as to how you are now. How do you feel perhaps even different? Or what is it that has given you hope? And what is it that perhaps also, before we get to the check plus delta, what is it that you might be feeling is, maybe I can put it this way. I would love if everyone involved in the whole world, okay, but wait, we'll get there eventually, but at least maybe who've been part of this event could think about a declaration. They talk in the ontology of language about 6 different types of speech acts, and one of them is the declaration that says, I commit to, or I promise that. Politicians speak in this language all the time. They speak in declarative terms, right? So to say, coming out of this, what it is that we wish to do, that we will be doing now, that might be the same, or it might be informed, hopefully somehow informed by these 3 days, that we say, I've decided that I want to be taking this kind of path now. And that might be nice to hear if we could go around among the 3 of us. So, and I should model that, right? If I'm going to suggest that, I should model it. So I could say that for me, coming out of these 3 days of Earth Week, and then the Earth 3 days from Friday, Saturday, and Sunday, and knowing that every day is Earth Day, bringing this into the city, into my life, and into all those who I touch, either directly or indirectly. I want to find ways to listen with my heart. I want to find ways that the institutions that I'm engaged with, the places that I walk through in the city, where I can touch and be engaged with the people around me and the organizations around me in ways that always create attractors towards harmony, always create attractors towards celebration. We talked about in these 3 days that the cities should also be places to celebrate life, to celebrate life. Of course, they have functional aspects, of course, but in terms of the culture of being, of interbeing. So I declare that I will
make a conscious assessment and then effort or engagement to always connect along those aspects of the things that touch me and that I touch, that foment that life expression, that living expression, like a gardener. Imagine being a gardener in the city, but not just of the nature 1, nature 2, nature 3, right? The living nature, the constructed nature, and the cyber nature. So I've talked enough, but I will pass this on. What has come up for you that you would like to, Lev? Well, first of all, it was a very rich program. I have never expected us to create a program such as this. And we had very interesting sessions. One of them, I have it right on my table. Maybe you can see it, the results of it. So this is the art, Earth art. I'll talk a little bit more about this in my sort of takeaways. But we were creating today with people from all over the world pieces of art out of natural materials like dust and grass and some spices, etc., yogurt even, etc. And this was very, very interesting. So I had a sense that this event could have become like a more, let's call it, scientific sort of learning event, which would be also very interesting and very nice, but it also became very experiential and relationship focused event where we really build relationships with new people. So I have a new list of contacts with whom we decided to do some practical sort of projects together. And Sergey, for example, today was engaged in one of those sessions with people from sort of Central Asia and other regions of the world. So all of those things were unexpected for me. So the creativity and art. I also loved when Alexander, you and Raquel today, you had this session, you playing the flute and Raquel creating spontaneous drawing, right, or painting. That was also very inspiring. And one of the most amazing sort of sessions, and I will be over and I'll pass it on to Sergey after that, was a session with kids. I would never think about it. And this is the beauty of diversity, because Ranjani came and said, let's create a session where we will invite kids to write poems and make their drawings. And frankly speaking, I was a little bit afraid, where will we get so many kids, right? So I wrote her before the session, well, Ranjani will have the session today, but if sort of not too many people come up, don't be sort of, upset about it. And she said, oh, I'm never upset. I'll just do what I have to. And the universe will respond in the way it should respond, right? And it turned out to be an amazing session. Many children came with their paintings and their poems and their stories about Earth, and they were so touching, so beautiful. So all of this, in addition to all the smart stuff and wise elements, were really beautiful, parts of this experience. So that's my check-in, and I pass it on to Sergey. Yes, thank you, Alexander and Lev, for sharing your stories. And I think I can just, confirm and continue on the way you feel, because looking at some sessions, and from one side, there is this fear of missing out, like there's 3 days nonstop, where I know that, like I wake up, I check the messages and I see a lot of comments, pictures of fantastic things that were happening during those 3 days. And from one side, I'm kind of, there's so much I missed, but from the other side, there's so much I got, like of those sessions where I was present. And every time something like this happens, I want just to highlight the idea of that Lev mentioned now, like the universe response, like there's something, the energy flows through us, and whatever happens, like whoever shows up are the right people, whatever happens is the thing that should have happened.
right? And this is a beautiful kind of rules of universe and example for me how you just state where you want to go, and then things just happen this way, and whatever happens is the right thing. So thank you guys for being a part of this and for creating this shared space. Yeah, I would be glad to share my Czech pluses and deltas with you. Cool. We'll do that. We have Alexei also here. I don't know if he's visible and able to jump in, but anytime you like, please do. I was just also thinking that from what both of you have been saying just now about the children and the, you know, when you walk through a city, when you go out and immerse yourself in this intense, multi-layered, multifaceted surrounding, they're the children, and there's nature, and there's so much happening that you have to, as Serge was just saying, you have to be able to flow with it. You can't just say, I'm going to determine how people are going to cross the street over here. Yeah, people cross the street, then you adapt and you flow. You can't plan ahead which route you're going to take to cross the street when many people are crossing coming against you. But we do this, we flow. And this whole 3 days, to me, was part of that. We were flowing with each other. There was art, there was international moments like we had all day throughout the time, particularly today. And I think the beauty of it was that the richness came not because we had planned out every detail. In fact, if we had done that, nothing would be emergent. It would just be the culmination of what we already knew. But instead, things emerged, like the children showing up and participating so richly with poems that were amazing. From past lives to future lives, they're projecting themselves because they were very nice. They're going to be an animal in the future. So very cool things like that, and the beautiful, beautiful art that comes out. All of that with the dancing. You know, it reminds me of this. I don't know if you guys know what this button is and where it's from. No. It comes from a movie. It comes from a movie that is where people had exactly that button, and it's called Tomorrowland. And it's one of the few movies that I know of that paints a positive image of the future. Most of the things coming out of Hollywood and Bollywood and anywhere are, well, Bollywood has some good songs and some good dances, but many of the things otherwise are these apocalypse frames and the end of the world and a catastrophe and collapse and all of that. So that's what we see, the zombies, the zombification of our world. Very, very hard that hits our psyche so strongly, I feel. But there are some movies that say the future could be great, but not simple. We can't get there just like this. It's going to be a challenge for us to move to that. And this was a major film. It had George Clooney was also in this, one of the protagonists in the film, but it was mainly protagonized by kids. Kids were the ones who were being the ambassador of the positive image of the future. And they could see the positive image when they touched their button, this button. Boom, they could see their positive image. So then eventually these buttons were distributed and people started to be able to live into that potential. But there were people who were trying to not make that happen, or to make it not happen is a better way of expressing it. So how can we, I think what we're doing here is creating the kind of same hopeful holding together. The movie was called Tomorrowland. One word, Tomorrowland, and it was produced by Disney, Walt Disney. I mean, it's a major, but it never made it big in the box office, even though George Clooney is there and all that. I think because it was a nice film about a good future, and people get more attracted to the zombies for some weird reason. But I've used this film in my courses that I teach as well, because it does present that positive image. And in fact,
Jude Carvin was talking when she had her discussion with Marilyn about how there's the narrative, which is the larger. She talks about the narrative as being like the ocean that we're swimming in, and the stories we tell as being the waves on that ocean. I love that analogy. So the stories we tell ourselves, right? Those are the waves that impact us. They can either throw us and be the waves of the invasion of the zombies, or they can move us, surf us, bring us forward, like this kind of movie of Tomorrowland. So what are the stories we tell ourselves? What are the stories we tell each other? How do we co-author our living spaces? And I think this is exactly what we've done over the last 3 days. It's been so inspirational for me. So can we pick it up and go through the check plus delta process? Okay. Yes. Let's do that. You want to start? I could start, but Serge, if you want to start, I can pass it on to you. Yeah. All right. So the check, something I learned. I learned that when amazing different people come together, magic things happen. And I kind of knew it before, but every time I see it happening, I get tears in my eyes, and I get emotional. That like this emergence that Alexander just was talking about. That there's so much that can happen from the unplanned, right? This is a great experience, and then the learning point that maybe we shouldn't plan that much, right? Maybe we should go with the flow. Maybe we should allow ourselves to surf. That's a great realization. For the plus, I mean, this is also a big plus, right? Like being able to join that space, contribute with what I can, and kind of surf together with others. It's a kind of very rewarding, very beautiful feeling, and a great experience. And for the deltas, I would say that why don't you do it more often, right? Why not have, like, why Earth Day is only one day of the year? Why not leave our Earth Day each day? Why not allow ourselves to serve these waters forever, right? And each and every day. So that would be my pluses and deltas. Alexander, are you okay with you going next and I follow? As you wished. I thought, fine, as you wish. All right. Wow. You know, to sift through all the things I learned. But what is it, something that I'm taking with me, something that I learned that I think was very powerful? I think it has to do with understanding that happy cities, and I'm going to put it in happy, in that frame, are about our connection to life and to each other, and fundamentally to love. Now, that's not something I learned anew, but what I have been thinking in the past was that we can't move in the direction of just love and just ecstasy and moments of awe all the time. But I was thinking that, yeah, sure, there are the ups and downs. We're not going to encounter that all the time. But I learned in this that we can look with the lens that's not just a neutral lens that says, I want to see everything neutral, but always look
with the ways in which we can find the inspiration and we can be the inspiration. This I learned because of all the presentations. None of them were saying, yeah, but you know what, actually, let's get real. Things aren't good. It's not going to work, whatever. We didn't have that kind of conversation. And yet, it felt very real to me. It didn't feel that anybody was saying, this is a dream, a utopia. We're talking about what we can actually do and how we can actually be. So one thing I learned is that being engaged with vision, Marilyn Hamilton always talks about that, with vision and with love and with optimism. This can be a continuous modus operandi. And that's good. I want to seek to be that way more. I've tended to be like, okay, let's just be real here. But that's not good. All right, so that's something I learned. Something I experienced was, again, and this isn't brand new, but it's not often, a sense of us, a sense of interbeing, a sense of, in the positive sense, a sense of tribe, a sense of community. When I was looking on our Zoom screen across time zones from Southern Hemisphere to Northern Hemisphere to East to West, it felt like we were in a room together or just down the street from each other. It felt like we were a community with great, beautiful diversity, but I didn't feel the distance. And so this, I think, is something else that I experienced that made me come alive. It made me feel, I want to live here. In a kind of virtual city. So remember, we talked about nature 1, nature 2, and nature 3. This is nature 3. This is that virtual city. And I think it's also someplace that we can live. Something I would change, I think something I would change perhaps is maybe starting a little earlier in inviting people, because there were so many people who had come to this, and everyone who came to this was saying, oh, wow, I like it. I love it. This is interesting. And they dipped in and out, but I've always gotten that kind of response. And a lot of people have participated, huge numbers. And I'm sure we'll find out a little later what the metrics are. But I think we could have connected with many, many more points of interested people and being that much more enriched. So that's something I would change, starting a little early in terms of connecting. And remember, I talked about connective intelligence. We can develop our connective intelligence a little better. Those are my Czech plus and delta. Thank you. Thank you, Alexander. I'll pick it up from here. And I see that Daryl also joined, and maybe he will want to speak. Maybe Alexei want to also share some of his experiences. But let me quickly go through mine. So in terms of what I have learned, so much I have learned, it's impossible to share in, I think, in one hour. I could easily talk for 1 hour. I was also very lucky because I had this role of co-host on a few days, and the diversity of speakers and their rich experiences, their ideas, their frameworks was really unsurpassable. I visited many conferences and events throughout my life, but I should say that none was as rich as this one. And this is really truly amazing because, as Alexander said, the whole idea of organizing this event came only about 2 weeks before it was organized. Normally it takes 3-4 months or more. So, and this also shows to me the sort of inherent potential that we have in our small but growing young community. So we have so much richness, even looking at Sergey, for example, how many, how many different dimensions he has brought into this summit, right? Or talk about Alexander or Marilyn or other of our colleagues. So this multitude of pockets of knowledge and social connections, we've been
trying to share with each other over those 3 days was really incredible. So that's number one, I guess. I learned that we are an incredible group of people, really incredible, and outstanding as well. And also very much nature and earth loving. So we are doing this because we believe in it. We don't have to do it, right? We are sort of, we all have our sort of other small projects, and sometimes big projects, of course. But here we unite with our, as you say, connective intelligence to build something which is beyond our individual organizational spheres of influence. I learned that the world will never be the same. So we went through COVID, we went through, we are going through some, in Europe there is this war in Ukraine, there are some other events, the global warming, etc. And listening to many people, I sort of knew it before, but now I realized it even more, that the future will never be, this, like on those Italian or Dutch paintings from 500-600 years ago, everything sort of beautiful, everything very calm. So there will be an increasing rate of complexity. And to manage and to deal with this complexity, we will have to grow our collective intelligence. So we can't just sit in the corner and hope that everything will be fine anyway. So we will need to find new ways. And this is what we've been doing. We've been building the sort of new neural networks and capacity to think about the world together and then to learn how to work together. So that's another one which was very important, I think, for me. Maybe the final learning point, because there are so many of them, but the one I want to share is, again, trusting the universe. We already spoke about how several sessions came out with children and with art. I would never expect them to be this way, so beautiful and so enriching. And because our colleagues like Ranjani and others, they have brought this trust to the larger process, and I was able to trust them and through them to trust the universe, I also had this fantastic experience in all of those occasions. So that was the learning points. Now, one thing I would like to share what I experienced is exactly when we had this session working with earth materials, which Ranjani suggested. Because I was so busy, I never had time to go and find them. And only about 10 minutes before the session started, it was my time, about 5 o'clock in the morning today, on Sunday, I decided to run out because I live next to the forest. And this experience of running out into the wild forest at 5 o'clock in the morning, there was some light rain coming down. It was so enlivening, right? So I felt so much alive. And I felt, wow, this is so simple. Just, take a couple of shoes and, a jacket and go out in the rain. And you feel completely alive. So that was one of the experiences I take with me. And there are many, many more, of course. And the last point, something you would like to change. Well, we learn through action. It's action learning, right? So we understand what could be done better. And I very much appreciate, of course, the contribution from all of the members of our extended team who contributed with knowledge, who contributed with organizational sort of skills, with their time, energy, connections, etc. And so what I would like to see change is, of course, to provide more space for all of our rich resources to be organized in a more sort of natural, less stressful way. So as Alexander already shared, it's good to have those events on a regular schedule, maybe once a quarter, so we know in advance that there is another event coming in 3 months, and we can prepare it in a very sort of relaxed and at the same time focused manner. So this is what I take away, and I believe that we are just starting on our path of being recognized on a global scale. So we are building our brand recognition, brand awareness, etc. So I would love us to become what we will become, basically, a globally recognized organization, which brings
both new ways of thinking, new ways of doing, and new ways of being in the world, right? And interbeing in the world. So those are my small wishes. And with gratitude and respect, I would like to ask if Alexei or Daryl would like to share something. And I pass it on to either one of them. Yeah, I'll share what little I can. I mean, I am, you know, I only got a chance to sit in a few hours, which is just my natural interest. I would have loved to have done more, but what I did sit in on, it was richly fulfilling. And I appreciate both Alexander, Lev, and you, and your facilitating a very rich dialogue. Whenever I listened in, I got nuggets. You know, I was like walked into the mine and just found golden nuggets and gems hanging all over the place and just picked them up as I walked along and listened in and did my best to be present and you know, able to share and be a part of. So, you know, my hit is like this. You know, I've been recently watching different television shows, and the one that strikes me is what I see Living Cities Earth as being. If you're familiar with this, it's a sci-fi story written by Isaac Asimov, and it's been recently translated into a television series on Apple TV called The Foundation Trilogy. And, you know, if you're familiar with the story, essentially is psychohistorians and the guys that anticipated, or predicted the downfall of a major society on a galactic level, right? And he basically decided to set out and go out into the future and find a whole new home, whole new way of being, so that when the society arrived to where the crisis was full blown, he had already built a haven of a sort so that humanity can continue on. And they were thinking in terms of, you know, millenniums, you know, thousands of years. So we are not on that scale, but my thought, and the reason I bring it up as an allegory or an analogy or whatever you want to call it, is because we are experiencing, designing, being, thinking, and doing, like you say, what it means to be at, you know, in Spirodynamics terms, a second tier of wellness, so to speak, right? I don't know if it transcends turquoise. It may be on the cusp of turquoise moving to coral. I really don't know. You know, I'm firmly in the Don Beck camp that until the world actually has some hard data as to how well folks are emerging to what's next for them, we really don't know. But what I do get a strong sense of in listening to the participants and members of the community share. And oh, by the way, my friend Eric Kohner sent me a personal text, thanking me so much for introducing him to Living Cities Earth. He says it's changed his life. And Eric is a very dynamic coach, always has been. And he's just a very aware human being. And for him to say this has fundamentally changed his life in some way, I just thought, wow, that is fascinating, you know. And I know the people I've introduced are very enthusiastic and fulfilled. And so for what I can do, for what I can contribute, and for what I'm partaking of, I'm very appreciative and I feel blessed. It's like, I'll say this last thing, it's like, you know, I can go in whatever environment I go in. It's kind of like, I know I have this bigger tribe. If I really want to bring to bear knowledge, skills, and abilities and insights of depth across the board, no matter what the topic is, as long as it's dealing with society, institutions, governments, corporations, all those big entities we're up to the task, I believe, of designing a healthy what's next for all of them, if they're so interested to engage. Or if they're not interested in engaging, we want to do an intervention, whatever it is. You know, there's a lot of ills in the world. We're not admiring the problem, although real world issues may come up. But I like all of what I've heard, whether it's internal conflict, external conflict, or individual development. Across the board, I just think it's a very rich experience, and I'm appreciative of the fact I'm a part of it. And so one of these days, maybe I'll contribute something
the presentations I saw were all impressive. Just like, ooh, let me make a note. There were so many things I really couldn't make notes. So I'm glad it's in my WhatsApp, you know. But yeah, that's my hit. It's like having such a powerful community at my back. I can pretty much step into anything, even though I realize I suffer from overconfidence. I actually now have to really measure my confidence, because it's humbling when you see how many people are so aware of so many things and offer so much hope, you know, for what ails the world. Without being focused on the problems, we're focused on solutions, and I like that. And you know, as it comes about, you know, when we need to take action, I think we will. I am hyper interested in finding grants and things of that nature, so that, you know, we have those resources too. So I'm going to look to see what kind of grants are available, at least in the U.S. anyway, either through USAID. I think what we're doing is very much rich and empowering, and there are some requests for proposals put out by the U.S. government through the USAID. I've written a couple proposals for them, only one, but I think that's something I'm looking at to help contribute to the community. Anyway, I'll leave it at that, and I'm appreciative of everybody. Thank you. Thank you so much, Daryl. Whoa, it's very rich what you had to share. Before we check in to see if Alexei is with us as well and would like to share, I want to just comment on you know, the Isaac Asimov Foundation trilogy, which actually is like 5-6 books. You know, it's a trilogy that went on and on, and that kind of engagement. Wow, we are coming to a point where we can start to understand the patterns of emergence as they are emerging, and even think about then where are the sensitive points, the leverage, systemic leverage points that can help shift the dynamics of evolution in directions that are more sustainable, more thrivable. Absolutely. But at the same time, the way that trilogy went on with Asimov's writing, toward the end, without giving things away, when Trevor and Pellorat, his kind of advisor and protector, and Bliss from Gaia, when he was then finally given the choice of what kind of futures, that choice, that choosing, was not based on psychohistory. It was not based on the mega plan that Harry Seldon put out and figured out through the psychomathematics that he put together. But actually, it was on intuition, grounded fundamentally in love. How cool is that? That's really cool. That's ending direction. So I think, you know, again, if we over rely on our algorithms, which really what psychohistory was doing, it had a timeline that we had to keep adjusting the course of humanity so that it stayed in viable way. You know, that's really trying to play God with our emergence. And I think what I'm feeling and sensing here is a lot of this is the humility, the humbleness of being part of nature emerging and learning not how to control it, no, but how to flow with it and be flow, or whatever the past tense of flow is, in ways that are healthy and future creating. You know, and that's what I'm sensing that's coming out of this as well. Very, very powerful. Yes. Yeah, that's great. Well, let's see. If we don't have, if Alexei wants to add something, please come up and open your screen. And if for any reason you are not in the mood, and it's quite late actually in Europe, almost past midnight for sure. So I would like to share one last thing. I remember that at some point we were exploring in one of the sessions some complex issues about the future, the existential challenges, and how our intelligence, our rational mind, even our sort of range of scientific methods, etc., just is not at par with the challenges we are facing. And maybe it was Said, maybe somebody else, or it was a collective discussion. And we came to the point that through our cognitive skills, our rational mind, we will not find the solution. It's impossible. The level of complexity we are facing is so much more than anything which is available to us in terms of tools
analysis, of cognition, etc. But where the hope, or actually even the certainty lies, is that this thing, the love, which I somehow came to sit next to, this is a powerful force which really connects us into something larger than individual selves, right? So we create this collective circle, the collective transformational powerhouse where unimaginable things could happen and will happen. I think Jude Carvan also spoke about it, that humanity will evolve to the next level of complexity, but not due to scientific discoveries only, but really more because how we will open up our inner capacities individually and collectively. And love is the key which opens up the path towards all those discoveries and new sort of rich capacity building. So that's my takeaway, that love is the answer. It's very uplifting, very simple in a way, but very profound and deep at the same time. So thank you, everybody, all the colleagues, all the beautiful of this event. Wonderful. Thank you. Wonderful. Be well, my friends. Peace. Blessings. Thank you. And as we finish it, maybe if we can play our short video, with a 2-minute video, which was with us throughout those 3 days, and it really represents the larger team. So if we can play it in the end, would be okay. We are humans. In this VUCA Bani world, what does it mean to be human? How can we human well? How can each human feel truly alive? How can each community and city thrive and evolve? How can 10,000 cities on our planet interconnect for our collective benefit? How can we live in harmony with all life on Earth? These are the questions that brought us together at Living Cities Earth, a very young and fast-growing global collective that started 3 months ago. We are a horizontally organized action community of 25 of the world's leading integral researchers and practitioners, with a total of 300 years of research and leadership that has benefited millions of people in over 1,000 cities. Living Cities Earth interconnects both people and institutions that together reach over 100 countries on all continents. Our aim is to integrate our capacities to human well with 10,000 cities serving Gaia's well-being, and to discover how can we nurture cities as complex, adaptive, living, spiritual human habitats in the right relationship to humans, bioregions, all other cities, and the planet. We trust that by acting together, now and in the future, we can learn to human well and help millions of people live happier lives. In harmony with each other. And all life on Earth. Thank you, and see you around this planet.